серьезность климатической угрозы. То, что проект «Созидательное общество» находится под апостольским благословением Его Святейшества, это крайне ценно и значимо как для христиан, так и для всех людей мира. و ما از پاپ حضرت فرانسیس برای برکت و آگاهی بین المللی جمعیت ایجادی منت داریم. من بعد من Thank you very much, dear Joseph Spishak. We are thankful that you are here to support the participants of the global conference. этой международной And we are глобальной grateful конференции. to His И мы Holiness, благодарны Pope Его Francis, Святейшеству, for His Папе blessing Франциску, of за the international project Creative международного Society. проекта Next, «Созидательное I would общество». like to give the floor Далее я to хотела бы Mr. передать слово Edgar господину Brandt. که در Эдгару آن Бранту. ما مسئله تغییریابی اقلیم را بررسی خواهیم کرد. این مهم است و آن به همه تاثیر می‌رساند. ما تشبث جمعیت سازنده را با دقت می‌بینیم و آن را کاملا دستگیر می‌کنیم. تغییریابی اقلیم که ما در سیاره شاهد آن Здравствуйте, هستیم приветствуем вас на конференции «Глобальный ای кризис. و Время مهم است правды», و ما где мы دیگر рассмотрим проблему نمی‌توانیم изменения صرف климата. نظر کنیم. وقتی آن Это رسیده важно است и که касается همه ما всех برای нас. حل آن پرابلم سرپرور Внимательно شویم. изучили проект وقتی «Созидательное آن общество» رسیده и است که полностью متحد его شویم و поддерживаем. عمل کنیم انسانیت از این پیش به Изменение چنین климата, کریزی которое دچار мы наблюдаем на نموده планете, برای تمام серьезное и انسانیت در значительное, حقیقت и мы مهم больше است не که можем их خودی حاضر игнорировать. متحد شوند و Пришло عمل время всем کنند нам جمعیت мобилизоваться для سازنده را решения этой بیاورند. проблемы. ما این Это تشبث изменение انسان климата دوستانه вызвало را провоцируют کاملا دستگیر экономические می‌نماییم и و به همه геополитические شما кризисы, کنفرانس которым мы خوب را должны противостоять все تشبث вместе. و دستگیری Пришло время объединиться и действовать. Человечество еще никогда не сталкивалось с кризисом такого масштаба. Сейчас действительно важно, чтобы все человечество объединилось и начало действовать. И созидательное общество — единственное решение. Мы полностью поддерживаем эту человеческую инициативу и желаем всем вам хорошей конференции. Спасибо за вашу поддержку. Мы благодарим вас, господин Бранд. Рады видеть вас здесь сегодня. А теперь я с удовольствием представляю Амира Азиза, имама старейшей мечети Германии. که امروز در آنجا برای محاکمه مسائل گلوبالی و پیدا کردن یگان راه حلی این سیاره Приветствую всех участников конференции «Глобальный кризис. Время правды», از این رو در سنت اسلامی ما которые собрались здесь сегодня, чтобы обсудить глобальные проблемы и найти решения. Ведь планета, на которой мы живем, это наш дом. از این رو من دعا میکنم که کنفرانس با نام خدا از جانب خدای متعال برکت گردد. В исламской традиции мы говорим «Валейкум ассалям ва рахмат Аллах ва баракатах», что означает «мир вам всем и благословение Аллаха». علیه و سلام. Я молюсь, در чтобы эта قرآن конференция تمام была انسانیت را به благословена یگانگی Всевышним دعوت Аллахом, و آن чтобы мы с Его گفت помощью همه آدمان смогли найти решение, которое будет همه конструктивным فرقیت и ها را сможет спасти فراموش будущее کنیم و به یک поколения. نقطه برسیم و این یک نقطه چیست که ما آفریده خدای یکتاییم و تنها Святой пророк باور Мухаммед, یک آفریدگار да благословит его Аллах, приветствует, в священном Коране призвал все человечество к единству. Он сказал: سقف برای ماست давайте забудем все различия и придем к единому пониманию. همچنین انسانیت با هم А в чем زندگی заключается это کنیم. единое понимание? پس نقطه اساسی اسلام آن است که ما همه به هم بپیوندیم و پس در یک منبر میستیم. هممون زبانهای مشترک داریم و این زمینه عمومی انسانیت است که ما همه یک جایه برای صلح هماهنگی و سپس محبت به تمام انسانیت در اطراف ما کار کنیم. من میخواستم به هر یک انسان مراجعت کنم که آن چیزی که جمعیت ایجادی تشبث نشان داده است آدمان را به هم می آورند و نه تنها به مانند دینداران یا آدمان بعض طبقه‌های مشخص بلکه آدمان تمام های ساحه‌های گوناگون حیات که همه یک جای میشوند، کارکنان، عالمان، اقتصادچان و همه فکر میکنند که چطور این کائنات را نجات دهیم، این چه
بشر را در این زمین چطور سازیم آن را برای نسل‌های آینده ما نگاه داریم. همین طور همچون یک مسلمان و همچون یک انسان مسئولیت مشترک ماست که این گونه جمعیتی سازنده را در ساحه‌های محدود خودمان تشکیل و سپس همچون یک شبکه متحد شویم، یک شبکه تشبثی جمعیتی ایجاد کنیم که با همین طور ما میتوانیم به یک پلتفرم همه گونه مسئله را محاکمه کنیم و سپس با حل آنها برآمد کنیم. به تمام مسلمانان دنیا مراجعت میکنم که در قرآن کریم خداوند میفرماید همه مردم بار شما را دیگر کسی نمیپذیرد. هر یکی شما مسئولیت شخصی خود را دارید و باید مسئولیت خود را اجرا کنید. از این رو درباره قسمت خود بازپرسی کنید. اگر شما اجرا نکنید شما برای همه کمبودی‌های خود در آنجا جوابگر خواهید. در قرآن کریم نیز خداوند گفته است آدمان همان چیزی است که برای آن سعی میکنند. برای آن چی باید زحمت کشید. ما باید برای عائله خود، برای جمیع سیاره زمین کوشش کنیم. وقتی که ما میگوییم ما بهترین آفریده خدا هستیم پس بیایید مثل بهترین آفریده خدا عمل کنیم. همین طور همچون یک انسان مسئولیت ماست که چگونه ما با آن رو به رو میشیم و تمام محیط اطراف را بهتر میسازیم و این است آن چیزی جمعیت ایجادی در تمام جهان میکنند. همه آنها همچون ولنتیر کار میکنند و من باوری دارم که خدا با آنها خواهد زیرا این کار خیلی مثبت و کاری خیرخواهانه دارد. از این رو من بار دیگر به همه اشتراکچیان کنفرانس بحران جهانی وقت حقیقت بگذار باشد. برکتی من با شما باشد، برکت خداوند بر همه آنها بود. آنها در این منبر برای بررسی این مسئله خیلی مهم که واقعا مسئله زندگی انسان و ادامه انسان از جمع می آیند. حیات در این زمین که همه ما زندگی میکنیم و این در تمام جهان دگرگونی بزرگ به عمل می آورد و امین من یک برکتی تحفه بزرگ برای نسل آینده ما خواهد بود. برای من это повлечет за собой большие перемены во всем мире. Я уверен, что это будет благословением и большим подарком для будущих поколений. Мы оставим для них мир лучшим, чем мы видим его сейчас. Мои благословения всем и больших успехов. Спасибо, мистер Амир Азиз, за ваше благословение. Мы ценим то, что вы сегодня с нами. Очень приятно, что в этой эпохальной конференции от имени администрации президента Республики Казахстан принимает участие руководитель управления зеленых технологий и проектов من وزارت اکولوژی، گیولوژی و ذخیره‌های طبیعی جمهوری قزاقستان را نمایندگی می‌کنم. من سردار ریاستی رشد اقلیم و تکنولوژی سبز هستم. من از نام دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرف اشتراک در کنفرانس بین‌المللی بحران جهانی وقت برای حقیقت دارم. بنابراین من میخواستم به همه اشتراک کنندگان کنفرانس سلام رسانم. بزرگترین مشکلات اکولوژی مخصوصا تغییریابی اقلیم طبیعت خود در حقیقت گلوبالی می باشد. تاثیر این مشکلات در هر یک کشور به درجه‌های گوناگون احساس می شود. این پرابلم ها را یگان مملکت علاهیده و حتی یک منطقه حل کرده نمی‌تواند. فرمت استعمالی که حالا انسانیت پیروی میکند و دستگیری میکند عموما از بین می رود. برای حل پرابلم‌های عمومی جهانی باید خود مناسبت به حل این پرابلم‌ها و خود کنسپسی عموما چطور زندگی کردنمان را
تغییر دادن ضرور است. فرمتی که ما حالا پیروی میکنیم یعنی فرمت استعمال این مناسبت استعمال و ثروت‌های طبیعی و ثروت‌های دیگر الکی راه خود را پیش گرفته است. امروزها در سراسر جهان احساس فرماست که ما نمیتوانیم با این راه زندگی کنیم. در جهان امروزه برای حل پرابلم‌های اکولوژی و اقلیمی متحد همه مملکت‌ها همه اشتراک کنندگان هر یک فرد بیشتر ضرور است. فرمت جامعه سازنده حتمی است زیرا واقعا روح بلندانه است که دیدن آن که در جهان اختیاریان زیادی هستند که به وضع محیط زیست و مشکلات دیگران غمخواری میکنند. در این بابت چنین لایحه‌های تشبس‌های مانند جمعیت ایجادی قیمت بلند دارد و آنها خیلی ضرور است. من گفته نمیتوانم که ما به آنها کار کرد نمیتوانیم زیرا آنها همه آدمان را که غمخواری میکنند تایید میکنند. پس به این معنا فرمت جمعیت ایجادی تنها ناگزیر است و اساسهایی که جمعیت ایجادی دارد یعنی حیات انسان، آزادی انسان، امنیت انسان و غیره محض آن چیزی است که هر یک انسان، هر جامعه و احتمالا هر یک کشور لازم است و در این مورد منفعت‌های هر دولت و مردم عادی 100% موافقت میکنم. من خیلی شادم که چنین لایحه را وجود دارد. تشبس‌هایی به مثل جمعیت سازنده ایجادی وجود دارد که آدمان را در تمام جهان به هم می‌آورد. من حس میکنم که شما برای ساختن آینده بهترین برای همه کار درست میکنید. На 100% совпадают. Меня очень радует, что есть такие проекты, есть такие инициативы, как Созидательное общество, которое объединяет людей по всему миру. Я считаю, что вы делаете правое дело для построения лучшего общего будущего. We express sincere gratitude to you, Mr. Nugmanov, and to the President of the Republic of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, for your support, concern, and humanness. We are glad you could be with us on this historic conference. And now we would like to read a letter from the Prime Minister of the Kingdom of Tonga, who sent his written address for today's conference. We greatly appreciate that despite his busy schedule, the Honorable Prime Minister found an opportunity to contribute to this event. I would now like to read out his address. I would like to thank the Creative Society Project for inviting me to participate in the upcoming virtual conference Global Crisis, Time for Truth on 4th December 2021. The organizers, coordinators, and speakers for this conference are to be congratulated for this timely conference, independent of any geopolitical, social, or economic agenda, to call for global attention and urgent actions towards climate change, which is one of the global challenges that is affecting our world. The Pacific Islands, with low-lying exposed islands, are at the forefront of the impacts of climate change. The past 5 years alone recorded increasing intensities in tropical cyclones with frequent incidents of earthquakes, tsunamis, and floodings as a result of these extreme weather events. In the unprecedented time of the COVID-19 pandemic, which spared no country in the world, this event has taught us that national solutions to global problems do not work. We need to take advantage of every platform available, whether state or non-state actors, to call for unity in response and actions against these challenges. I wanted to speak on this issue of climate change. Unfortunately, due to pressing commitments in government, I request that the conference include this short message from the Kingdom of Tonga in the Pacific to represent our Pacific voices on this issue. Malo Elelei from the Kingdom of Tonga.
Приветствую, королева Тонга. Изменение климата — это угроза существованию, которая вызывает сильное беспокойство во многих уголках мира. Но нигде в мире люди не могут в таком постоянном страхе, тревоге, как Тонга. Мы занимаем второе место среди стран, наиболее уязвимых к стихийным бедствиям. По размерам Тонга чуть больше Сингапура и в 164 раза меньше, чем Нью-Йорк. Наши острова поддерживают богатую морскую и океаническую флору и фауну. 750 квадратных милях 170 островов, расположенных в Тихом океане. На наших островах проживает 103 тысячи человек. Как лидер я несу ответственность за эти 130 тысяч душ. Я несу ответственность за их благополучие и будущее. Знаете, знаете ли вы, что повышение уровня моря на 1 метр приведет к тому, что 25% наших зданий, 11% дорог, 16% водопроводных систем и 29% энергетической инфраструктуры уйдут под воду? Но несмотря на это, несмотря на то, что мы маленькая страна, мы имеем такое же право существовать в этом мире, как и все остальные страны. Чтобы помочь нам выжить, пожалуйста, приложите все усилия со своей стороны, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса Цельсия уже сейчас. Как государство Большого океана мы имеем право на существование, но то, чтобы наши острова не тонули, чтобы их можно было найти на карте. Как государство Большого океана мы не хотим, чтобы океан, который мы так любим, который поддерживал нас на протяжении многих поколений, однажды стал нашей могилой. Мы обращаемся ко всем гражданским обществам, транснациональным корпорациям, правозащитникам и академическим кругам. Не сдавайтесь. Пусть станет известна правда о невежестве и жадности людей, которые еще больше спровоцируют кризис изменений климата. Последствия изменений климата больше не являются предсказанием. Они уже здесь. Спасите нас. Спасите нас от участи стать тихоокеанским народом мифической Атлантиды. Помогите нам вовремя спасти наши дома, наших детей и наши надежды на будущее. Время для действий настало. Пожалуйста, не ждите, пока станет слишком поздно. Я благодарю проект «Созидательное общество» за смелость требовать правду и призыв к смелым и решительным действиям для выхода из кризиса, связанного с изменением климата. Его превосходительство достопочтенный преподобный доктор Пахива Винитова, премьер-министр Тонга, королевства Тонга. Примите мою признательность за возможность внести свой вклад в конференцию. Я желаю вам дальнейшего успеха в вашей работе по преодолению этих кризисов и лидерства, мобилизации ответственных действий для восстановления нашего мира. Искренне ваш достопочтенный преподобный доктор Пахива Винитова, премьер-министр. Спасибо большое. Я согласна с тем, что сейчас именно наступает время действий. Спасибо большое. И теперь я передаю слово нашим уважаемым гостям из Армении. Господину Сурену Акминяну, политику, общественному деятелю, председателю общественной организации «Собор армянского созидания», члену партии «Процветающая Армения» и архиепископу Натану Оганесяну, руководителю отдела внешних отношений Первопрестольного святого Эчмиадзина. Пожалуйста, вам слово. Сердечно приветствую всех участников конференции «Глобальный кризис. Время правды». От всей души благодарю всех наших друзей, участников проекта «Созидательное общество» за организацию этого масштабного и чрезвычайно важного для всего человечества события. Действительно, последние десятилетия мы стали свидетелями беспрецедентных климатических изменений, которые с каждым годом набирают угрожающих оборотов, а масштабы катаклизмов нарастают с ужасающей прогрессией. Сегодня проблема климатических изменений заняла первое место на международной повестке дня. Об этом заявляют все мировые лидеры и ведущие ученые с самых высоких трибун.
Уже очевидно, что на подготовку к надвигающимся испытаниям у человечества нет тех 30 лет, о которых заявлял Билл Гейтс. Потому что обострение планетарных климатических изменений на Земле обусловлено процессами, происходящими в масштабе всей Солнечной системы. В подтверждение этого факта ученые отмечают, что подобные изменения происходят на всех соседних планетах и их спутниках. Климатические изменения на Земле влекут за собой обострение всех кризисных явлений нашего общества. Ухудшается ситуация в международной политике, социальной сфере, макроэкономике. На повестке дня встают продовольственная проблема и проблема голода, а также проблема вынужденного переселения миллионов людей. К сожалению, мы вынуждены констатировать неутешительный факт. Ситуация уже вышла из-под контроля. И виной всему является климат. И если сегодня мы не объединимся, то станем свидетелями гибели человечества и разрушения нашего общего дома, нашей прекрасной планеты. Способны ли мы противостоять этому беспрецедентному вызову? Да, друзья мои, мы можем сделать это. В наших силах найти решение, и не только пережить предстоящий глобальный кризис, но и создать уникальные условия для благоденствия и процветания всего человечества. Для этого нам необходимо изменить формат общества. О том, что формат потребительского общества себя изжил, и человечество зашло в тупик, эксперты говорят уже более 30 лет. Все находятся в поиске решения этой задачи. На сегодняшний день единственно возможной альтернативой, способной гарантировать будущее человечеству, является созидательное общество. Понимание этого есть уже у большинства думающих и ответственных политиков, священнослужителей, ученых, бизнесменов и простых людей. Во имя будущего человечества уже сегодня необходимо забыть об амбициях, обидах, претензиях на всех уровнях и объединить общечеловеческий потенциал. В первую очередь научный, интеллектуальный, материальный и общественно-политический. Уже сегодня необходимо остановить все проекты, направленные на разрушение, войны, уничтожение людей и укрепление потребительского формата общества. Необходимо высвободить науку, сконцентрировав весь научный потенциал человечества на решение проблемы противостояния климатическому кризису и выживания человечества в неблагоприятных условиях. Это наш общий интерес, который объединяет всех людей. Только объединившись в формате созидательного общества и действуя в едином русле, мы сможем обеспечить будущее себе, своим детям и своим потомкам. Только в формате созидательного общества мы сможем преодолеть существующую разрозненность. Я хотел бы обратиться ко всему человечеству, ко всем людям, и в первую очередь к своим коллегам-политикам. Давайте перестанем враждовать. Давайте прекратим разделять наш маленький человеческий мир на части. Давайте объединяться. Коллеги, именно на наших плечах сейчас лежит бремя ответственности за будущее всего человечества. Климат — наш общий вызов. Вот наш внешний враг. Мы не можем его игнорировать, спрятав голову в песок, подобно страусам. Нам надо не убегать от проблем, а решать их. И первостепенными задачами для нас сейчас являются объединение человечества в рамках созидательного общества и внедрение 8 основ созидательного общества в международном праве и на уровне национального законодательства всех стран мира. Наше бездействие и молчание сейчас являются преступлением против человечества. Пришло время объединиться всем людям на платформе созидательного общества. Дорогие сестры и братья, я рад приветствовать вас и обращаюсь ко всем участникам и организаторам конференции «Глобальный кризис. Время правды». По поручению католикоса позвольте передать вам патриархальное приветствие и благословение главы Армянской апостольской церкви, его святейшества Горигина II. Всем, кого волнует будущее нашей планеты,
являющийся общим домом всего человечества. Армения — это библейская страна, где причалил Ноев ковчег, откуда после потопа началась жизнь нового человечества. Это страна, которая первой провозгласила христианство государственной религией еще в 301 году. Я счастлив, что родился и живу в этой стране, но время от времени мне грустно из-за страха потерять это счастье. В настоящее время возникает все больше и больше опасений по поводу стихийных бедствий, глобальных изменений климата и, как следствие, человеческих жертв. Иногда мы чувствуем себя бессильными перед лицом этих сил природы, но мы никогда не думаем, что виноваты в усилении этих сил. Казалось бы, быстрое развитие современной науки и технологий служит благополучию человека. Но чем дальше мы продвигаемся в современной науке, тем больше мы удаляемся от природы, нарушая ее законы. Прискорбно, что наряду со всем этим человечество собственными руками создает опасности и угрозы для жизни людей. Все, что представляет угрозу для жизни людей, не может иметь оправдания. Я не ученый. Я простой человек, высочайше ценящий человеческую жизнь. Я христианин. Для меня нет большей заповеди, чем возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и задать вопрос всему человечеству. Вы когда-нибудь задумывались, почему во дни Ноя был потоп? Хотите снова утонуть? Вы хотите, чтобы человечество и его культурные ценности исчезли из-за нового наводнения? Вы когда-нибудь задавались вопросом, что я могу сделать, чтобы предотвратить повтор глобального наводнения? Подумайте об этом. Полюбите наш общий дом. Приложите все усилия, чтобы сохранить его на благо всего человечества. Именно поэтому я приветствую инициативу созидательного общества. Я уверен, что объединенными силами мы сможем противостоять всем вызовам нашего времени, когда, по словам пророка Исаии, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. У нас есть вера, надежда, любовь. И самое большое из них — любовь. Пусть Божье благословение даст нам духовную силу, с которой мы будем сохранять нашу планету Земля в любви и мире. Dear viewers, дорогие зрители, it is very significant that such distinguished people очень знаково, are here что with сегодня us с нами today на at the конференции conference. участвуют That is really important. такие уважаемые We are люди. grateful. Это действительно важно. Мы благодарны Йозефу Спишаку, He gave us today священнику the very Римско-католической precious церкви, news that His Holiness Pope Francis передал нам has очень blessed ценную the весть о том, international project что of the Creative Society. Святейшество Папа Римский We Франциск thank Edgar благословил Brandt международный for their проект «Созидательное understanding and their общество». support Мы of the благодарим Creative Эдгарда Society Бранта за project. их понимание и их It is поддержку very important. проекта «Созидательное We общество». express Это очень our great важно. gratitude to dear Amir Мы Aziz, выражаем большую the imam благодарность of the уважаемому oldest mosque Амиру in Азизу Germany.
имаму самой We старой are very мечети Германии. by your Нас words. очень. We would тронули also ваши like to слова. thank Oskar Nugmanov, Также хочется the сказать спасибо representative of the Оскару Ministry of Нугманову, Ecology, представителю Geology, and Министерства Natural экологии, Resources of the геологии и Republic of природных Kazakhstan. ресурсов And we Республики would Казахстан. also like to thank the President также of the Republic of Мы благодарим Kazakhstan президента for his Республики support. Казахстан за We поддержку. want to express special thanks Особую to the Prime благодарность Minister хотели бы of the выразить Kingdom of Tonga премьеру-министру for his Королевства sincere Тонга address. за его искреннее обращение. Thanks also to Suren Также Okminyan спасибо and Сурену Archbishop Акминяну Nathan и Hovanesyan. архиепископу Натану And now, Оганесяну. dear viewers, I am А сейчас, honored to дорогие welcome зрители, with us Я Her имею честь Imperial представить and вам Royal Highness нашего будущего Archduchess почетного спикера, Hertha Margaret ее Habsburg императорское и Lothringen, королевское высочество, Archduchess of эрцгерцогиню Austria, Герту Princess of Маргарет Tuscany, Габсбург, Royal Princess of Hungary, эрцгерцогиня Croatia, and Bohemia, принцесса Тосканская, принцесса founder and Венгрии, president of the Flame of Peace, Хорватии и Богемии. internationally known for her work for world peace and environmental Она protection. также всемирно Your известна Highness, за поддержку the мира. floor is yours. И посол мира. Вам слово. خیلی نگرانم و من باوری دارم رفتار استعماری در سراسر جهان Выступаю за мир во всем мире, за свободу и дружбу, которая объединяет все народы. Я также очень радеюсь за животных и за нашу природу, и, конечно же, за окружающую среду. И я считаю, что потребительское поведение во всем мире не приносит пользы окружающей هر среде. یک کشور میتواند خود را غذا دهد و آن چیزی را که به آن نیاز دارد به دیگر کشور تقسیم کند و این فقط آن وقت میفهمد که آدم برای حیوانات ما برای طبیعت ما جوابگار است و تنها به واسطه شادی و خرسندی آدمان می توانند باز یک چیز بهتری را ایجاد کنند و اگر ما جنگ همدیگر را بس کنیم در جهان کیست از کی بهتر ما باید در سراسر جهان دوستی کنیم دوست باشیم نه بسته از آن که با کدام ملت نه بسته از آن که چی طور با کدام فرهنگ ما همه انهای خود زبان دین فرهنگ خود را داریم و اگر ما این را اینچنین نسبت به همسایه‌مان احترام کنیم تنها در این جهان صلح خواهد بود وقتی که صلح و آسایش فرماست همه آدم و جمله حیوانات از اون جمله حیوانات و طبیعت هم خوب میشود اگر ما پیوسته خواهش بیشتر را بس کنیم اون به ما چی میدهد؟ شاید فردا رفت شویم و از این چی به دست می آریم. دنیا را خراب کردیم اما چیزی خوبی نآفریدیم. ما می توانیم نیکی را ایجاد کنیم اگر درباره همسایه‌مان غمخواری کنیم و در اینجا ما باید از خودمان آغاز کنیم. Может быть, завтра нас уже не будет. И что мы тогда получим от этого? Мы разрушили мир, но не создали رحمت به شما. Мы можем создать хорошее, من если мы будем می خواهم о ближнем. И здесь мы должны начать с себя. Thank you, Your Highness. Спасибо, Ваше viewers, Высочество. Please welcome Дорогие our зрители, next honorable speaker, поприветствуйте нашего His следующего Imperial and почетного Royal докладчика, Highness Prince его Shandor императорское Habsburg и Lothringen, королевское высочество, Archduke of Austria, принц Prince of Шандор Tuscany, Габсбург Royal Prince Лотаринген, of Hungary, Croatia, and эрцгерцог Bohemia, Австрии, принц Тосканы, Vice President of the королевский Association принц for the Венгрии, Furtherance of Хорватии и Peace. Богемии, Shandor вице-президент Habsburg Ассоциации Lothringen за is a укрепление direct descendant of Maria Theresa, Empress شب of بخیر. Austria, Лотаринген является Catherine the Great, потомком Марии Empress of Терезии, Russia, императрицы سلام به Австрии, اشتراک Великой کنندگان Британии, کنفرانس بحران جهانی وقت حقیقت. حقیقت خیلی مهم است ولی ما باید کاری درست کنیم. باید به سوالهای واقعی که ما دچار میشیم نظر اندازیم. ما باید آنها را صافدلانه تحلیل کنیم
و با نظرداشتی ارزش‌های خود و آنها با مسئولیت مناسبت کنیم تا برای خود و محیط زیست تمام کاری از دستمان می آمده را کنیم. بعد از همه محیط زیست همه موجودات زنده و همه حیوانات است. اگر ما احترام را محور ارزش‌های خود گردانیم ما به طبیعت و محیط زیست چنان مناسبت خواهیم کرد. ما آن را افلاس نمی کنیم. چرا؟ زیرا این بی احترامی است. اگر احترام داشته باشیم محیط اطراف را افلاس نمی کنیم و اگر ما تمام کاری از کار دستمان می آمده را می کنیم به عباره دیگر به آن ارزش دهیم و آن را از صدق دل به جا آوریم هر کاری کرده‌مان را قدر کنیم پس برای مبارزه با بحران زمینه می گذاریم و فهمیدن آن که ما با چی روبرو می شویم خیلی مهم است، نه تنها با آن چیزی که دیگران به شما می گویند. من از نام خودم به شما یک فکر خیلی مهم را درباره بحران بیان می کنم. ما درباره پرتوهای SO2 گپ میزنیم. این موضوع لیتموی همه فرمها است، اما با اندیشه این من SO2 تنها یک پریشان است. ما باید به حل پرابلم افلاس شوی محیط زیست دقت کلان دهیم، زیرا افلاس شوی غیر از اسرافکاری بیهوده صرف کردن ثروت‌های پرقیمتی در اختیارمان بوده چیزی دیگری نیست. بنابراین اگر ما به افلاس شوی راه ندهیم با دو سبب با احترام مناسبت میکنیم. یکم ما از حساب کم ریسورس‌ها را استفاده میبریم، دوم هم از جهت مثبت و هم از جهت مهم و مهمترین چیزی که من میخواهم به همه برسانم این است که ما باید درک کنیم که طبیعت به ما نیاز ندارد، به ما طبیعت لازم است. اگر ما به طبیعت گرد و اطراف غمخواری نکنیم ما تنها جای نخواهیم داشت که نسل آینده ما خوشبختانه زندگی کند. رحمت. И самое важное, что я хочу донести до каждого, нам нужно понять, что природа в нас не нуждается. تشکر زیاد به شما. Нуждаемся в природе. Если мы не будем заботиться об окружающей нас природе, у нас попросту не останется места, где наши будущие поколения смогли бы жить счастливо и радоваться. Спасибо. Thank you very much for your daily contribution to bring change in the world. Stay tuned. Today we will talk about consequences of the damage caused to our planet, the truth about why climate is changing, and what awaits. We will cover the myth about CO2 and green energy, the business behind deforestation, and we will talk about the garbage mob that still exists today. We will show the changes which are happening to the planetary core and explain the cyclicity, which also affects other planets in the solar system. Finally, we'll highlight the difference between ecology and climate crisis. Scientists will provide facts, and we will show how we can overcome the upcoming climate change. Next, I would pass the word to a respected science writer who has نام من جولیان کریپ است. من نویسنده علمی استرالی هستم. من در دوام تمام عمرم ژورنالیست و محرر گزیته بودم و قریب 50 سال باز درباره علم، اساساً درباره خواجه قشلاق، بلکه درباره بسیار جهت‌های دیگر علم می‌نویسم. و شما می‌دانید که تقریباً 20 سال پیش من واخوردم با عالمانی که خیلی راه افتاده بودند، بسیار عالمان و مخصوصاً اقلیم شناسان و غیره، زیرا آنها هر روز به کار می‌رفتند و در هر چیزی که به نظرشان می‌رسید معلومات می‌گرفتند. آیا آنها با حیوانات وحشی می‌نگرند، خواه آنها به اقلیم نگاه کنند، خواه آنها به زهرآلود و محیط اطراف نگاه میکنند، همه چیز بود بدتر میشود. یراق اسلحه هسته یکی از 10 نارسایی غذایی که
از 10 کمابی یکی از 10 میبشه و غیره. اما همه آنها در یک وقت جمع میآیند و اگر شما خواهید که آنها را اصلاح کنید، اگر شما خواهید که مشکلات را خاتمه دهید، شما باید همه را یکجوره اصلاح کنید. نبیرگانم من میترسم که آنها زنده نمیمانند. حتی در استرالیا که از همه جا درست است، خطری بزرگ وجود دارد. این 10 تهدیدی که ما درباره آن صحبت کردیم بزرگترین بحران اکولوژی می باشد. این انسانیت تا حال با آن روبرو شده است. این در دوام 1.5 میلیون سال آخر است. این بزرگترین تهدید در مجموع است و اگر ما آن را اصلاح نکنیم، آنگاه شماری زیادی آدمان میمیرند و تمدن خراب خواهد شد. از این رو ضرور است که ما واقعا این مسئله ها را حل کنیم. این چیزهای خرد نیست که ما حالا بازی میکنیم. این ملت ها یا امپریا ها یا چیزهایی به این مانند نیستند. این زنده ماندن نوع انسانی و زنده ماندن تمدن ما، اقتصاد ما و همه چیزهایی با آن علاقمند است. و شما کاملا درست میگویید. کمی زیاد اما چیزی اساسی این است که ما باید این پیام را در سراسر جهان پهن کنیم که ما باید همه یک جای باشیم. این مسئله ملت نیست. ملت ها به اتمام رسیدند. تا آن دمی که من در نظرم آنها آن را داشتن دیگر به ملت ها فایده نیست. آنها 100 سال پیش مفید بودند، حالا آن مرگاورند. درست از بس که ملت ها تنها جنگ میکنند، آنها پیوست جنگ میکنند. یگانه آدمانی که یراق یدرایی دارند حلق‌ها می باشند. پس میدانید ملتچگی چیزی گذشته است. آن باید یک چیزی گذشته باشد. ما باید میفهمیم که ما یک خلق در یک سیاره هستیم. ما حالا از این مرحله استوار برآمدیم و ما به طور نظرس گرم میشویم. همین طور ما استوار دوره по отношению к сельскому хозяйству. А сельское хозяйство возникло 7 или 9 тысяч лет назад, когда климат Земли вошел в очень стабильную фазу. Сейчас мы вышли из этой стабильной фазы, и планета стремительно нагревается. Мы утратили стабильность голоценовой эры, در همه جایی که ما از زمین آب گرفته آن را برای رویاندن خوراک استفاده میبریم، آب تمام میشود. То есть города напрямую зависят от фермеров, и если фермеры окажутся неудел, то и города исчезнут. Это крайне важный вопрос. В мире становится все меньше воды. Сейчас наблюдается водный кризис. Вода нужна для производства около 40% دیگر این که ما с использованием технологий. از خاک تمام شده استادیم. درست من در نظر دارم که هر سال از خارجی آن تقریبا 7 میلیارد تن قبط بالای خاک نابود می شود. شما نمی توانید آن را برای پرورش زراعت و غذا استفاده برید. شما نصف زمین های کشاورزی جهان را همزمان از دست دادید که کوشش کنید ذخیره غذا را دوچند کنید. تلف خاک، تلف آب و اقلیمی نااستوار و پیشگویی نشونده که به خرابزار تبدیل می یابد و شما وضعیت دارید که کشاورزی دیگر کار نمی کند. پس ما باید راهی نو پیدا کنیم برای پرورش مواد غذایی برای غذای 11 میلیارد نفر و آدمان به این کار شروع می کنند. همین طور شما می بینید که آدمان در بالای بیناها و پهلوهای بیناها و چیزهایی به این مانند دهقانی می کنند. ما به پرورش الترناتیوی غذای کشاورزی شروع میکنیم. ما از هر گونه اشیای غذا میسازیم که با خاک و آب دخل نداره و آنها را میتوانند در اقلیم اداره شونده در داخل بینای کلان پرورش کرد. آن چیزی که ما را از حد زیاد استفاده بردن سیاره وادار میکند، جواب کوتاه این پول است. آیا پول واقعی است؟ نه. آن تنها در اینجا وجود دارد. پول محصول تخیلات انسان است. بنابراین در عین زمان ما بیشتر از این پولهای مالی خیالی را اختراع کرده استادیم و آن را برای بریدن جنگل ها، تازه کردن زمین
برای ساختن بیشتر مواد کیمیایی و ساختمان بمب‌های اتمی بیشتر استفاده می‌بریم. اما اصلا مشکلات در آن است که ما در سیاره محدود مقداری Для чего мы их только не используем для самых разных глупостей. Но по сути проблема в том, что у нас бесконечное количество денег, столько, сколько мы захотим, на ограниченной планете. А это значит, что планета кончится... محترم جلوم که تشکر زیاد به شما. آره، من با شما راضی هستم. بله، ما باید حل مشکلات را یابیم. آره رفیقان، ما در بحران کلانترین زندگی کرده ایستادیم. به فلاکت جهانی دچار شدیم. روز 24 ایول یک کنفرانس بین المللی اینترنتی تحت عنوان بحران گلوبالی این علاقه به همه دخل دارد برگزار گردید. در آن درباره دایره بحران اکولوژی و اقلیمی راستقولانه صحبت کردیم. از آن وقت 4 ماه گذشت. پس چی شد؟ آیا ما همچون انسانیت متحد شدن را سر کردیم؟ نه. آیا ما با جستجوی راه‌های حل یکجایی شروع کردیم؟ نه. طبیعت انتظار قبول قرار ما نیست. جهان هر روز در پیش نظر ما تغییر می‌یابد. تا به کی ما کور میشویم؟ تا به کی ما خیال میکنیم به ما دخل ندارد؟ شاید ویدیوی زیرین به ما کمک کند. مانیتوران مختصری که از جانب اشتراکچیان لایحه جمعیت ایجادی از تمام جهان، این مانیتور نشان میدهد که در 4 ماه آخر در سال Возможно, нам поможет следующий фильм «Краткий мониторинг», который подготовили участники проекта «Созидательное общество» со всего мира. Этот мониторинг показывает, что произошло в экологии за последние 4 месяца. Главный закон экологии – все влияет на все. Но осознаем ли мы это по-настоящему? На международной конференции 24 июля 2021 года «Глобальный кризис» – это уже касается каждого. Были озвучены шокирующие факты о состоянии экологии нашей планеты. На протяжении 4 месяцев с момента выхода прошлой конференции волонтеры проекта «Созидательное общество» со всего мира провели мониторинг событий, связанных с загрязнением экологии. Мы увидели, что ситуация значительно ухудшилась. Загрязнение воздуха. 90% людей на планете дышат загрязненным воздухом. Данные мониторинга показывают регионы и целые страны, где воздух загрязнен практически постоянно. Основные причины – промышленность, производство электроэнергии, транспорт и отопление. За 4 месяца произошло много событий, которые ухудшили качество воздуха на всей планете. Лесные пожары, пыльные бури, пожары на свалках, взрывы на заводах, выбросы химикатов. Например, в ноябре в столице Индии, Дели, из-за состояния воздуха закрывались школы и даже рассматривался вариант изоляции. При этом людям приходилось ходить в маске даже дома. Видимость низкая, а уровень загрязнения очень высокий. Как видите, отсюда не видно даже Красного форта. В глазах рябит от дыма и трудно дышать. За 4 месяца мониторинга количество смертей от загрязнения воздуха превысило 2 миллиона человек. Утрата лесов. Утрата лесов – одна из страшных катастроф сегодняшнего дня. Но, как оказалось, в онлайн-режиме увидеть потерю леса можно только в зоне тропических лесов. Рост предупреждений о потере древесного покрова в Южной Америке с августа по октябрь был на 46% больше, чем за этот же период прошлого года. В самом большом тропическом лесу в мире, Амазонке, с начала 2021 года было утрачено более 10 тысяч квадратных километров леса. Это площадь размером как 2 Стамбула.
В регионах Южной Азии и Австралии потеря лесов увеличилась на 130%, а в Африке произошел самый высокий рост в 2,5 раза. Лесорубы побеждают, лес уничтожается, и проблема экологии растет, и никто ничего не делает. В официальных заявлениях говорится о снижении объемов вырубки и ее прекращении. Но факты говорят о том, что она только увеличивается с каждым месяцем. Мусорные свалки. Данные о количестве мусора, которые предоставляются в открытом доступе, очень занижены. Но даже по этим данным, всего за 4 месяца на свалки было выброшено 730 миллионов тонн мусора. Для сравнения, все население Земли весит 300 миллионов тонн. То есть всего за 4 месяца мы выбросили мусора в 2,5 раза больше веса всего человечества. На свалках часто случаются пожары, которые наносят еще больший ущерб человеку и окружающей среде. Например, в августе загорелось кладбище старых шин в Кувейте. Столбы черного дыма было видно даже из космоса. Пожар привел к загрязнению воздуха токсичными веществами и нанес вред здоровью почти 4,5 миллионам человек. Разливы нефти. На сегодняшний день состояние наших водных ресурсов близко к экологической катастрофе. Один из самых опасных загрязнителей – нефть. 1 литр разлитой нефти убивает морских обитателей в 40 тысячах литров воды, лишая их кислорода. Всего 2 грамма нефти на 1 килограмм почвы делает ее непригодной для посадки растений. Событий, связанных с разливами нефти, за 4 месяца оказалось просто невероятное количество. Мы покажем только самые масштабные из них. Посмотрите на это! Посмотрите на это! Пожалуйста, поделитесь этим видео. У нас сейчас огромный разлив нефти в заливе Пария. В августе в территориальных водах Сирии произошел разлив нефти площадью размером с Нью-Йорк. Уже 1 сентября нефтяное пятно находилось в 7 километрах от побережья Кипра. Только по доступным данным, за эти 4 месяца общий объем разливов нефти составил более 27,5 тысяч квадратных километров. Это равно площади 2 Сиднеев. Загрязнение воды. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, каждый 3-й житель планеты не имеет доступа к безопасной питьевой воде. За прошедшие 4 месяца из-за деятельности человека состояние водных ресурсов значительно ухудшилось. Токсичные выбросы из заводов одежды загрязнили священную реку в Индии. Это привело к тому, что река Ямуна покрылась токсичной пеной. Несмотря на это, люди массово совершали омовение в честь религиозного праздника. Во время праздника Чанг-Пуджа существует ритуал купания в водоеме. Вот и мы пришли искупаться. Я надеюсь, что правительство обратит внимание на очистку Ямуны. За эти 4 месяца от загрязнения воды во всем мире только по официальным сводкам умерло почти 1 миллион человек. С высоких трибун мы говорим о том, что экологический кризис – это едва ли не самая важная повестка сегодняшнего дня. Но как мы поступаем? Все, что мы видим, это результат выбора каждого из нас. Результат нашего бездействия. За эти 4 месяца мы бы уже могли строить созидательное общество. Наш единственный шанс, который может спасти экологию и наши жизни. Вместо этого мы своим бездействием поддерживали потребительский формат и тем самым продолжали уничтожать свою планету, а значит, свое будущее и будущее наших детей. امروز زمان حقیقت است. راستش را گوییم. ما در آستانه فلاکت اکولوژی هستیم که باعث مرگ انسانیت می‌گردد و این است آن چیزی که ما با شما با دستان خود آفریدیم. ما چیزی برای نفس کشی نداریم. آب زهرآلود می‌نوشیم. از تاثیر افزایش محیط زیست میلیون‌ها آدم هلاک شدند. و این تنها در 4 ماه آخر است. سیاره ما به آدم وزنین مانند است.
ҳоло дар вақти пандемия бисёре аз мо фаҳмидем, ки вақте ки шуш таъсир мерасад, чӣ гуна аст. дар 70% осиби шуш сахт шахс ба вентилятсияи механикӣ пайваст карда мешавад. нафас гирифта натавонистан он даҳшатнок аст. дар ҳамин ҳол мо худамон дидаву дониста сайёра ва худамонро аз шуш маҳрум мекунем ва мо ҳама интизорем ва умедворем, ки каси дигар меояд ва моро наҷот медиҳад. Страшно не иметь возможности дышать. Между тем, мы сами сознательно лишаем планету и самих себя легких. ҷиддӣ дар ҷамъияти матлуботи мо, ки ҳар кас барои худаш аст, дар куҷое ки ҳисоби дигаре зинда мемонад, дар он ҷое ки арзиши пул аз арзиши ҳаёти инсон хеле баландтар аст. аммо шумо ба ин ман эътироз мекунед. шумо мегӯед, ки шумо ин гуна одам нестед ва танҳо некиро мехоҳед. пас биёед хомӯширо бас кунем ва якҷоя ба сохтани ҷомеае шурӯъ кунем, ки дар он мо метавонем зинда монем. ҷомеае, ки дар он арзиш ва амнияти ҳаёти инсон афзалияти асосӣ буда, пешрафти илмию техникӣ ба ин вазифаҳо хизмат мекунад. мо мебинем, ки дар зарфи 4 моҳ вазъияти экологӣ чӣ қадар бад шуд ва чӣ қадар одамон аз конференсия ва ҷамъияти эҷодӣ маълумот гирифтанд. чанд нафар одамон дар бораи он ки воқеан моро чӣ интизор аст ва чӣ гуна мо метавонем ба он муқобилат кунем. экология бархилофи иқлим аз ману шумо вобаста аст ва мо зиндагонии сайёраро бо дастони худ нест мекунем. мо иммунитети худро дар баробари хатари дар пеш истода мекушем. аммо мо ҳама чизро тағйир дода метавонем. танҳо мо метавонем ояндаи худро тағйир диҳем. ин вақти ҳақиқат аст. аз ин рӯ дар хотима мехоҳам ба ҳамаи иштирокчиён ва ба ҳамаи одамоне, ки барои баргузории ин конферонси беназир мусоидат карданд, ташаккур мегӯям. ташаккур ба шумо, тамошобинони азиз, барои тамошо кардани конферонс, ҳозир ё дар ояндаи наздик. ташаккур ба шумо барои идомаи паҳн кардани ин паём, то тамоми ҷаҳон ин ҳақиқатро донанд. ташаккур. Спасибо и вам, дорогие зрители, за то, что смотрите конференцию сейчас или в ближайшем будущем. Рахмат ба ту, Катка. Спасибо, что продолжаете распространять это сообщение, чтобы весь мир узнал эту правду. Спасибо. Спасибо, Катка. Благодарю тебя. Дорогие зрители, сегодня мы покажем огромную разницу между экологией и изменением климата. Очень важно это понять. Также вы увидите, как это влияет на жизнь всех людей и как человечество может выжить. Сегодня мы выясним, кто виноват и что может сделать каждый человек. А сейчас я хотела бы передать слово Дариане Рукмейкер, политику Европейского парламента. номи ман Дорин Рукмейкер аст ва ман аз соли 2000 парлумони Аврупо мебошам. як қисми вакилони парлумони Аврупо. ин хуб аст. бале мо ҳоло дар ин ҷо барои конферонси буҳрони ҷаҳонӣ вақти ҳақиқат ҳамин тариқ конферонс дар бораи буҳрони ҷаҳонӣ аз ин рӯ махсусан дар бораи буҳрони иқлимӣ аст ва ман дар бораи андешаҳои шумо дар бораи буҳрони иқлимӣ ва чӣ гуна он ҳол карда мешавад хеле кунҷковӣ хоҳам кард.
بله من اصلا منیجر هستم و در تجربه من بحران همیشه یک پدیده است که در مدت کوتاه ظاهر می شود. در عین زمان بحث درباره اقلیم تا کاهش و گازهای گرمشوی گلوبالی محدود است و من فکر می کنم که مشکلات خیلی وسیع‌تر است. انسانیت به سیاره و محیط زیست تاثیر خیلی مهم دارد و این زیرشماری زیادی موجود دارد و این هم از سبب طرز زندگی ماست و اگر شما تنها درباره کم کردن SO2 سخن رانید پس من فکر میکنم که شما نقطه نظر را گم کردید. خب و چرا شما فکر میکنید که ما نقطه را از دست میدیم؟ خب شما حالا میبینید مثلا تهدیدم به گوناگون بیولوژی وجود دارد. همین طریق شماری نمودهای زندگی در سیاره به طور نظرس کاهش می‌یابد و این برای تمام اکوسیستم خطرناک است زیرا همه چیز به هم علاقمند است. همین طور وقتی که شما به پرتوهای CO2 و گرمشوی گلوبالی تمرکز می‌کنید آن مشکلات تهدید گوناگون بیولوژی را حل نمی‌کند. پس این یک دلیل مهم است. بله این روشن است. و حالا چی؟ خانم رکمن که وقتی که سخن درباره اقلیم یا اکوسیستم می رود و یا چی گونه خوب شماره آدما حالا هم می افزایند گرچند که بسیاری ها می گویند که پیشگویی ها و مدل ها گفتند که شماره آنها کاهش خواهد یافت. برای کوتاه کردن یک داستان طولانی همه می‌خواهد در آباد زندگی کند اما ذخیره‌های طبیعی افزایش نمی‌یابد. آن چیزی که حالا در سیاره است و آن افزایش نمی‌یابد. پس خوب زندگی مسئله طلبات و پیشنهاد است. همین طور من مبارزه بین آدمان، گروه‌ها و کشورهای گوناگون را برای ذخیره‌های طبیعی که طرافت کمیاب می‌شود پیش بینی می‌کنم. همین طور به این معنا من پسیمیستم. من نمی‌بینم که ما به سوی صلح و وحدت جهان حرکت کنیم به طوری که البته همه ما امیدواریم اما ما فکر میکنیم که شماری هرچی بیشتر آدمان بیشتر میخواهند یک خطر بزرگ است و ما اینچنین میبینیم که کمیسیون اروپا یک قطار چراغ‌ها را برای مبارزه با بحران اقلیمی جاری کرده است. آیا شما اینچنین میگویید که ما واقعا این را با قاعده ها یا شرطنامه های بیشتر حل کرده نمیتوانیم؟ اما ما همچون آدمان باید خودمان این کار را کنیم و آن از آن آغاز می شود. با قاعده ها، شرطنامه ها و قانونگذاری شما همیشه خفی آن را دارید که آدمان جلب شده یا سازمان های جلب شده باید این قاعده ها را رعایت کنند. اما ممکن است دولت هایی هستند که کار را نمی کنند زیرا آنها منفعت های دیگر دارند و اکثر وقت این منفعت های کوتاه مدت می باشد چنان که می گویند آدمان منفعت خود را در مدت اول می گذارند و بسیاری از سیاستمداران زندگی خود را از رضایت انتخابات کنندگانشان وابسته می کنند و بسیار آدمان طرفدار مبارزه با بحران اقلیمی می باشند. اما من فکر می کنم که بسیاری ها درک نمی کنند که اگر شما واقعا می خواهید با این مبارزه برید پس اگر شما استفاده سوزشواری استخراج شده را بیکار کنید مثلا خوب تنها به اطرافتان نظر اندازید بسیار چیزها باید تغییر یابد زیرا ما برای استحصال پلاستیک مثلا و دیگر مواد سنتتیکی از سوزشواری استخراج شده تلفن ها تلویزور درباره حیات خیلی معاصر ما به همه نوعها استحصالات موادها به محیط زیست ضرر آورند و احتمال حرارت سیاره را بلند می کنند. همین طور این واقعا یک مسئله است که ما باید توقف کنیم و درباره آن اندیشه کنیم و من فکر می کنم که اگر شما آن را به سیاستمداران گذارید که سازنامه ها را در پاریس
گفت‌وشنید میکنند و سازش میکنند درست است که فشاری معینی برای اجرای آن وجود دارد که آن را نمایش با علاقه کم به واقعیت میکنند و من در حقیقت حیرانم که آیا امکان پذیری این تمام عملیات به قدر کافی به نظر گرفته می شود؟ عیناً کنفرانسیه را جمعیت ایجادی تشکیل می کند. بله، جمعیت ایجادی 8 بنیاد را پیشنهاد کرده است. نظر شما به این اساس ها برخود این جمعیت سازان چگونه است؟ پیش از همه به من فکرم این تبشم بزرگ است. بله، زیرا نام هم چیز را می گوید. پس ایجادکارانه فکر کنید و درباره مسئله های اجتماعی مبادله افکار کنید. من فکر می کنم که این چیزی است که ما در جامعه امروزه واقعا نیاز داریم، زیرا قطبند زیاد است. آدمان در فتور زندگی می کنند و مبادله واقعی افکار دیگر هیچ گاه به عمل نمی آید. آدمان یکدیگر را تنقید می کنند و اگر نقطه نظر شخص دیگری قابل قبول نباشد با لایحه موافقت نکند، آنگاه آن را نادیده می گیرند و با این شما گروه های پیدا می کنند که به طور کلی مخالفت میکنه. من باوری دارم که اگر شما با همدیگر صحبت کنید این باعث حل بهتری خواهد شد. اینچنین خیلی خوب است که این تشبث عمومی این لایحه از جانب حکومت تشکیل کرده شده است. به فکرم خیلی مهم است که تشبث های گردنی وجود داشته باشد و ما آدمان را وادار کنیم که با همدیگر درباره همه آن چیزی که آن را مراکور به هیجان می آورد صحبت میکنم. خوب، تشکر. خوش آمدید. не организован правительством, будь то ЕС или США. Считаю очень важным, чтобы существовали гражданские инициативы и чтобы мы поощряли людей говорить друг с другом обо всем, что их интересует и волнует. Хорошо. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо. И дальше я предоставляю слово профессору Салиму Хак, директору Международного центра по изменению климата и развитию. Профессору نامی من سلیم الحق. من دیرکتور مرکزی بین المللی تغییریابی اقلیم و رشد هستم در دانشگاه مستقل در دکه. من خیلی خوشحالم که امروز در اینجا با شما هستم. عاقبت‌های تغییریابی اقلیم در طول 30 سال آخر عالمان تحت سرپرستی یک نهادی Международного центра по изменению климата и развитию на базе независимого университета Бангладеш в Даке, Бангладеш. Мне очень приятно присутствовать здесь с вами сегодня. Последствия изменения климата очень хорошо известны. В течение последних 30 лет ученые под эгидой органа ООН در جهان مخصوصا در بین کشورهای رو به ترقی کشورهای کمزاد خیلی زیادند. از جمله در بین کشورهای به اصطلاح جنوبی یعنی آسیا، آمریکای لاتینی، آفریقا، اینها دولت‌های خردی جزیروی در اقیانوس آرام، اقیانوس هند و در بحر کریب، همه آنها مخصوصا آسیب پذیرند. اینها دولت‌های خیلی کم‌زادند و گروهی دولتی هستند که مملکت‌های سودترقی کننده نام دارند. اما این معلومات امروز نو نیست. این در دوام 20 سال آخر معلوم است. پس این خبر نیست و خبر این است که همه حالا آسیب پذیرند. نیویورک آسیب پذیر است، برلین آسیب پذیر است، توکیو آسیب پذیر است. البته امروز آنها ظهورات تغییریابی اقلیم را مشاهده می‌کنند و این مسئله را به کلی دیگر می‌کنند، زیرا آنها فکر می‌کردند که در این باره خواطر شدن لازم نیست. کاری من به تاثیر تغییریابی اقلیم مخصوصاً به حیات مردمان کم‌بضاعت می باشد. در طول 30 سال حالت فوق‌العاده تغییریابی اقلیم یا بحران اقلیم بدتر شد، نه بهتر. ما کوشش کردیم که این مشکلات را اصلاح کنیم اما نتوانستیم و این سال 2021 سال مهمی است که ما الکی به جهان دارای اقلیم تغییریابی کوچیدیم. حالا آن
این چیزی نیست که در آنجا روزی روی میدهد. این چیزی است که allakay رخ داده است و ما allakay علامت‌های خاص تاثیر تغییریابی اقلیم را در تمام جهان می‌بینیم. در آلمان، سوختار جنگل در کالیفرنیا، سوختار در اروپا، یونان و ترکیه و غیره. همین طریق حالا ما در جهان زندگی می‌کنیم که در آنجا هر روز در یگان جای سیاره یک حادثه‌های فوق‌العاده اقلیم به عمل می‌آید که در رابطه با این منطقه رکورد دیگر را نو می‌کند و وضعیت سال تا سال بدتر می‌شود. در طول حداقل 10-15 سال آینده ما می‌توانیم افزایش اکسپوننشیالی تأثیر تغییریابی اقلیم را انتظار شویم که در نتیجه بحران کووید 19 یک چیز عادی خواهد بود. این تنها یک رپیتاسی کمی برای تغییریابی اقلیم است و ما باید به این آماده باشیم و این یک مشکلات جهانی است. هیچ یک کشور نوابسته از آن که وی چقدر توانا باشد به یک گروه کشورها مثلا اتحاد اروپا این مشکلات را مستقلانه حل کرده نمی‌تواند. ما باید این را یکجایی کنیم. همه ساکنان سیاره زمین برای حل این پرابلم‌های عمومی جهانی متحد شویم. بیایید من به پاندمی جهانی کووید 19 که حالا ما از سر می‌گذرانیم مقایسه کنم. آن هنوز به آخر نرسیده است اما ما allakay در سراسر جهان بعضی تاثیر منفی خیلی کلان را مشاهده کردیم. 3 درس هست که ما باید آموزیم و من امیدوارم که این درس‌ها را آموزیم و به بحران آینده تغییریابی اقلیم که بدتر می‌شود بهتر آماده خواهیم شد. این allakay به عمل آمده ایستاده است اما این تنها بدتر می‌شود و مدتی طولانی دوام می‌کند. گپ در سر آن است که یگان واکسن زیاد تغییریابی اقلیم وجود ندارد. ما تنها باید آماده باشیم. پس درس اول شنیدن به سخن عالمان است. عالمان 30 سال باز در سخن می‌رانند. رهبران جهان گوش می‌کردند ولی هیچ کار نکردند. تدبیر خرد اندیشه آنها بی‌شبهه کفایه نیست. ما این را همچون یک مشکلات گلوبالی قبول نکردیم. ما آن را یک پرابلم ملی می‌شماریم. پس امیدوارم که ما برای آینده این درس عبرت خواهیم گرفت زیرا آینده نیز همان خواهد بود. تغییریابی اقلیم کار یک کشور الهیده نیست. آن را در سطح دولتی حل کردن ممکن نیست. آن را در سطح جهانی حل کردن ممکن است. و درس آخرینی که من می‌خواستم درباره آن سخن رانم این است که به اختیار رهبران واگذار کردن نمی‌توانیم زیرا آنها در عهده اجرا وظیفه نیستند. رهبران خود را رهبران کشور خاص خود می‌دانند. به دیگر جهان پروا ندارند. هر یک رهبر پیش از همه درباره کشور خود فکر می‌کند. آنها این تصورات نادرست درباره رهبریت در بحران جهانی آنها باید مثل پیشوایان جهانی عمل کنند. اما ما شهروندان باقی مانده جهان باید دعوت را قبول کنیم و نشان دهیم که ما می‌توانیم پیش از همه شهروندان جهان و دوم شهروندان کشور باشیم. آخر پرابلمی تغییریابی اقلیم را تنها در همان وقت حل کرده می‌توانیم که قوه همدیگر را پیدا کنیم. فرق ندارد که شهر کدام کشوریم. مهم آن است که شهروندان جهان هستیم و ما باید مثل شما در سراسر جهان عمل کنیم. ما باید آدمان را در اساس همراهی متحد کنیم تا که ما از همدیگر عبرت گیریم. من اینچنین میخواهم قید نمایم که برای عمل کردن هیچگاه دیر نیست. وضعیت چقدر دشوار به نظر میرسد برای عمل کردن هیچگاه دیر نیست. قرار عملی قرار انفرادی است. هر یکی ما آدمانی که در این سیاره زندگی میکنند باید فهمیم که درک کنیم چه کار کرده میتوانیم. پس نشستن و فکر کردن که ما هیچ کار کرده نمیتونیم اصلا نادرست است. بیایید بفهمیم که همچون شهروندان یک جهان چه کار کرده میتوانیم. مهمتر در بین کشورها در داخل منطقه ها از بین قطعه ها بیایید به آدمان تمام جهان پیوست شویم. من از دیدن آن که شما این کار را چه اندازه خوب اجرا کرده اید خیلی خوشحالم. Ничего не можем сделать в корне неправильно. Давайте выясним, что мы можем сделать вместе как граждане одного мира. Самое главное между странами, внутри регионов и между ними, а также между континентами. Давайте наладим контакт с людьми по всему миру. Мне очень отрадно видеть, как хорошо это у вас получается. И я хотел бы научиться у вас тому, как мы можем взаимодействовать более эффективно в условиях мира с изменяющимся климатом. Greetings, dear viewers. Приветствую, дорогие зрители.
Вот ведь какой парадокс. Мы послушали уважаемого политика, и она абсолютно права. И мы послушали уважаемого ученого, и он тоже абсолютно прав. Но почему они оба правы? Потому что ученые не смогут посчитать все, и политики не смогут сделать все, что нужно. Потому что мы живем в потребительском формате общества. А чтобы нам всем выжить, нам надо все менять коренным образом. Нам жизненно необходимо созидательное общество. В потребительском формате никто никогда ни о чем не договорится. За эти правила можно выйти только если мы полностью изменим отжившую себя модель нашего существования, которая не вписывается в сегодняшнюю реальность. Если мы не уберем эту модель, то они будут ужесточать тоталитаризм, а климат будет меняться, и как следствие будут катастрофически ухудшаться экономика и геополитические отношения. По-любому, они будут принимать необходимые меры для удержания потребительского формата, не зная при этом другого. Вот в чем проблема. Не потому, что они злые, а потому, что они не знают другую альтернативу, не знают о созидательном обществе. А проблема знаете в чем? Во всем виноваты секретари. Но об этом мы поговорим чуть позже. Изменить сегодняшнюю ситуацию можно только изменив модель общества с потребительской на созидательную. Но менять модель нужно в целом, иначе ничего не выйдет. А совместить одно с другим, созидательное с потребительским, не получится. Да, мы все можем погибнуть из-за климата и экологии, но убьет нас, если мы ничего не сделаем, наш формат, в котором мы существуем, так как в нем мы ничего не сможем противопоставить, сделать и решить. И это должны понимать все, в первую очередь секретари наших политиков, которые бы смогли объяснить своим политикам, чтобы те могли принять правильные решения. Ну о секретарях чуть позже. Эту тайну мы раскроем далее в конференции. Это величайшая загадка природы, которую нам удалось разгадать. Мы проводили огромный социальный эксперимент с участием тысячи людей по всему миру. Это серьезный социальный эксперимент. Результаты шокируют. И мы их огласим позже на нашей конференции. Так что слушайте дальше. Мы раскроем эту тему дальше на конференции. Это величайшая тайна, результаты величайшего открытия, о котором мы даже не догадывались. И сейчас для меня большая честь поприветствовать нашего следующего докладчика. Юрий Сматана. Юрий Сматана из Словакии. Вам слово. Я думаю, что самое первое, что приходит на ум, это, конечно, климатический кризис, но у него есть такая особенность, что люди его не видят воочию. То есть нам дают какую-то статистику, где одни ученые говорят, что-то повысилось на 1,8 градуса, другие говорят, что на 2,5 градуса. Не все видят в этом угрозу. Возможно,
Гораздо важнее, например, то, что удалось определить высокий процент контрацептивов и лекарственных препаратов в рыбах и в других существах, живущих в наших реках Словакии. Химическое загрязнение, будь то из-за этих лекарств или из-за других фармакологических средств, уже настолько существенно, что меняет пол рыб. Если это не потрясет человека, тогда я действительно не знаю, что его может потрясти. Знаете, всемирное экологическое движение возникло примерно в то время, когда люди впервые увидели изображение Земли с поверхности Луны, когда они поняли, что вся планета Земля, все, что мы любим и все, что важно для нас, при взгляде из космоса умещается под одним пальцем. Именно тогда появилось глобальное видение мировых проблем, и внезапно человечество осознало, что все на Земле взаимосвязано, что мы не разделены границами национальных государств, а наоборот, мы все связаны климатом. Мы связаны подземными водами, реками, потоками ветра, распространением семян между лесами и так далее. Так что проблема является глобальной и планетарной, и решения должны быть глобальными и планетарными. Я не говорю, что мы должны забыть о своей национальности или о своем государстве. Я говорю о том, что при всех своих особенностях мы должны взаимодействовать в соответствии с тем, что происходит в природе. Тот факт, что леса умеренной зоны, хвойные леса, тайга и тундра каким-то образом взаимосвязаны с тропическими лесами, не стирает самобытности отдельных природных систем, а наоборот, это говорит об их взаимосвязи и важности сотрудничества между ними. Это пример для нас. Спасибо. Спасибо, господин Сматана. Дорогие зрители, пожалуйста, записывайте ваши отзывы, понимания и вопросы и присылайте ваши видео на info@creativesociety.com. После конференции мы выпустим отдельную серию со всеми отснятыми материалами. А теперь давайте вернемся к следующей теме конференции. Еще одна серьезная экологическая проблема — это загрязнение воды и уничтожение морской фауны. Давайте посмотрим, какой ущерб нанесен Мировому океану. Мировой океан занимает 70% площади нашей планеты. Мы долгое время всем миром сбрасывали туда все свои отходы. Мы наивно полагали, что они просто растворятся. Но на сегодняшний день океан – это мусорная свалка, которая видна уже из космоса. Например, в Тихом океане образовалось мусорное пятно по площади, равное Франции, Германии, Италии и Польше вместе взятым. И это лишь малая часть того мусора, который есть в океане. Под водой отходов намного больше, и они уже пронизывают всю толщу вод океана. А на дне океана лежит значительная часть ядерных отходов, которые уже просачиваются в его воды. В океане пластик расщепляется и дробится природным путем. Так появляется микропластик, который уже невозможно собрать и утилизировать. Он остается в воде навсегда. Эти микрочастички уже стали частью океана, убивая все живое. Микропластик найден даже на дне Марианской впадины и во льдах Арктики. Мы можем закрывать на это глаза сколько угодно, но уже сейчас рыба, которую мы едим, содержит в себе микропластик и другие ядовитые вещества. Уже сегодня не существует чистых морепродуктов. Но скоро они исчезнут полностью, так как почти 90% мировых запасов морской рыбы сейчас полностью используются или исчерпываются. Крупнейшие специалисты из различных сфер океанологической науки на заседании Международной организации по наблюдению за Мировым океаном ИПСО пришли к выводу, что скорость изменения условий обитания морской среды оказалась шокирующей. Мировой океан вступил в фазу крайнего риска.
когда жизнь в открытых и глубоководных морях находится под угрозой. Океан — это легкие планеты. Океанические водоросли, которые называются фитопланктон, вырабатывают до 80% кислорода, которым мы дышим. Сегодня фитопланктон умирает. Это происходит из-за загрязнения, закисления и естественного нагрева океана. Если погибнет фитопланктон, погибнет океан. А если погибнет океан, люди погибнут тоже. Потому что у нас просто не будет воздуха. И сегодня мы своими действиями приближаем этот момент. Единственный выход – это изменить формат общества с потребительского на созидательный. Созидательное общество – последний шанс сохранить наши жизни. дар хотир доред ки обҳои рӯи замини уқёнус бухор мешаванд ва сипас дар абрҳо конденсатсия шуда дар гардиши об дар табиат иштирок мекунанд. борон ҳамин тавр мешавад ки маънои об нӯшокиро дорад. оё мо метавонем оберо ки аз сатҳи обҳои заҳролудшии уқёнус бухор мешаванд ба ҳаёт ва саломатии худамон таҳдид накунем? уқёнуси имрӯзе коктейли заҳролуд аст. медонед ман аз ин видео чиро фаҳмидам ки мо ҳар рӯз бидуни мурофиа ва тафтишот худамонро ҳукми қатл эълон мекунем. охир тадбирҳое ки барои беҳтар намудани вазъияти уқёнус дида мешавад обҳои онро ҳеҷ гоҳ шифо намедиҳад. оё шояд аз як тараф муборизаи зидди проблемаи ифлосшавии уқёнусро нишон намоиш додан, аз як тараф аз ифлос кардани шушҳои сайёрамон бераҳмона давом додани бозиҳои норавшан баҳс кунем. охир ин дунё ба тамоми башарият танҳо бо як мақсад зиндагонӣ ва солим хушбахт будан, офаридан, навайрон кардан дода шудааст. мо метавонем дар давоми чанд соли оянда ба натиҷаи ғамгез ноил шавем. оё мо имконият дорем? агар мо муттаҳид шавем, истеъмолкунанда буданро баҳс кунем, агар мо тасмим гирем ки тамоми нерӯи илмии худро ба ҷустуҷӯи технологияи барқарорсозии экосистема равон кунем, охир ми одам ҳастем, дар ҷамъияти зебою хушбахтона зиндагӣ кунем. ҳама дар дасти мост. Если решим направить весь научный потенциал на поиск технологий по восстановлению экосистемы. Ман суханро ба господин Ведь мы люди, достойны жить в прекрасном и счастливом обществе. салом ба ҳама ҳозирон. ташаккур ба шумо барои дар ин ҷо будантон ва ташаккур ба шумо барои даъват кардани ман барои мубодилаи баъзе фикрҳои ман дар бораи саволҳои муҳиме ки шумо дар конфронси бӯҳрони ҷаҳонӣ вақти ҳақиқат муҳокима мекунед. ман Карлос Алварес Перейра ҳастам. ман узви кумитаи иҷроии клуби Рим ҳастам ва ман дар таҳияи рӯзномаи клуби Рум оид ба ҳолатҳои фавқулоддаи сайёра хеле фаъол ҳастам, балки ба вуҷуд омадани он чизеро ки мо пайдоиши тамаддунҳои нав мемонем, яъне вокунишҳои ба бӯҳронҳое ки мо дар он ҷо зиндагӣ дорем. дар соли 2018 мо тасмим гирифтем ки дар аввал дар бораи ҳолати фавқулоддаи иқлим суҳбат кунем. аммо иҷозат диҳед ба шумо бигӯям ки вақте ки дар бораи ҳолати фавқулодда сайёра 3 сол пеш суҳбатро сар кардем, зеро онҳо ба тарзи он чизеро ки мо мегӯем гӯш мекарданд, таҳия мекарданд. ба зиёфат халал мерасонад ва хабари бад меорад ва ғайра. аммо чизе бо ковид ба таври назаррас тағйир ёфт, зеро ҳоло ҳама дарк мекунанд ки вазъияти фавқулоддаи ҷаҳонӣ чист. пас чӣ мешавад агар мо ин омӯзишҳоро истифода барем аз ковид то бештар ба контексти васеътари ҳолатҳои фавқулоддаи ҷаҳонӣ ки тағйирёбии иқлим як зуҳури амиқ ва даҳшатноки онҳост
به نظر من راه حل ما با تغییریابی اقلیم حالا هم در راه تنگ است و به حل تکنیکی تمرکز کرده است. به جای سوال دادن به اساسهای آن که چرا این نشانه ظاهر شده است، خصوصیت‌های تمدن بشری ما چگونه تا امروز وجود داشته باشد که ما را به این بحران عظیم برد. تمدن‌های معاصر بر غایه جادوشوی ساخته شده است، جداشوی از غایه آن که ما از طبیعت جدا هستیم. شما می‌دانید ما آدمانیم و آنگاه بعضی اکوسیستم‌ها وجود دارند و طبیعت یک چیز الهیده است که این البته کاملا نادرست است و ما اینچنین می‌دانیم که حل آنها باید در سطح عمیق‌تر تفکر، سطح تغییر دادن راه به عمل آید می‌فهمیم. ولی آنها باید هم در دریجه سفربر کردن تمام آدمان به عمل آیند. ما باید تمام قابلیت‌های، تمام دانش، تمام انسانیت را صرفه‌بر کنیم، زیرا طوری که شما گفتید من در نظر دارم در نظرسنجی گلوبالی خود شما در بین آدمان کشورهای گوناگون حالت‌های گوناگون، مقام گوناگون و غیره ها عموم پیدا کردن. آنها چی میخواهند؟ ما چی میخواهیم؟ جهانی بهتر برای فرزندان ما. محض همین. Потому что, как вы сказали, в ходе проведенного вами всемирного опроса обнаружилось много общего между людьми из разных стран, у которых разные ситуации, разный статус и так далее. Чего хотят они? Чего хотим мы? Лучшего мира для наших детей. Именно этого. Спасибо, господин Перейра, за то, что вы подчеркнули необходимость принятия немедленных мер по борьбе с климатическим кризисом, и что это возможно только при объединении потенциала всех стран. Мы не можем переложить ответственность на лидеров. Только мобилизация всех людей позволит нам достичь нашей общей цели. Теперь я с удовольствием представляю Карлоса Зоринья. А также я хотела бы сказать, что начиная с 5 декабря мы запускаем серию круглых столов, на которых мы будем обсуждать и отвечать на те вопросы, которые вы на данный момент присылаете в комментариях. И они будут в прямом эфире проходить на creativesociety.com. А сейчас я с большой радостью хотела бы представить Карлоса Зоринья, который в настоящее время является членом Комитета по промышленности и исследованиям دانشگاه در ساحه اداره‌کننده اطلاعات هستم. من وظیفه‌های گوناگون سیاسی را اشغال کردم و حالا عضو پارلمان اروپا و عضو کمیته صنعت، تحقیقات و انرژتیک و اینچنین کمیته روش میباشم. منفعت‌های اساسی من تکنولوژی رقمی، انرژتیک و روش میباشد. مبارزه با گرمشوی اقلیم مبارزه عمومی جهانی است و تنهایی هیچ کس نمیتواند تهدیدهای وحشیانه را که امروز بشریت با آن روبرو است حل کند، کاهش دهد یا برطرف کرده نمیتواند. خیلی مهم است که باید اشتراکی بزرگ داشته باشد. من به معاشرت در اساس واقعیت با آن چیزی که آدمان واقعا احساس میکنن باور دارم. نه تنها بسخن، دنیا پر از واژه است و اکثر وقت تفسیر این کلمه ها آن چیزی نیست که ما میخواهیم. دیروز من به پرزیدنت فوروم جزیره اقیانوس آرام واخوردم. طوری که شما میدانید به جزیره ها از همه بیشتر به تاثیر اقلیم تهدید میکنند. در صحبت ما فکری به میان آمد که به فکرم خیلی مهم است. ما درباره ضرورت جدا کردن $100 میلیون، $100 میلیارد هر سال برای مبلغ‌گذاری کشورهایی که همه مشکل دارند سیاسی گزارش به سبز خیلی زیاد صحبت کردیم، اما ما
В нашем разговоре прозвучала идея, которую я считаю очень важной. Аммо мо бояд дар бораи миллиардҳо доллар ва миллиардҳо евро камтар суҳбат кунем. Мо ҳампаймони сайёрӣ устувортар бошанд. Ман фикр мекунам, ки ин тағйироти килидӣ аст, то ба одамон дастрас каридани захираҳо ва кӯмак ба одамон эҳсос кунанд, ки онҳо қаҳрамони тағйирот мебошанд, зеро дар акси ҳол он ин дискурти миллиардҳо ва миллиардҳо евро ва миллиардҳо долларро нигоҳ медорем, аксар вақтҳо одамонро аз иштирок рӯҳбаланд мекунанд, зеро бисёриҳо фикр мекунанд, ки ин қадар миллиардҳо, аммо ҳаёти ман тағйир наёфтааст. Мехостам раҳмат ба шумо, мехостам фикри шуморо дар бораи ҷамъияти эҷодӣ баён кунем. Ман шуморо бо коре, ки мекунед, табрик мекунам. Ман фикр мекунам, ҷомеае, ки мо имрӯз дар он ҷо зиндагӣ дорем, ҷомеаест, ки аз он вобаста аст, ки ҳар як шахс иттилоотро чӣ гуна шарҳ медиҳад ва ба амал омода аст. Ҳамин тариқ муҳаррики бузурги ҷомеа қобилияти тасаввур кардан, тарзи тасаввури кардани ҷаҳон ва он чизе, ки моро ба амал кардан водор мекунад. Ҷаҳон ҳамон гуна хоҳад буд, ки аксари одамон онро тасаввур мекунанд. Аммо онро бо салоҳият тасаввур кунед, онро бо қобилият тасаввур кунед, онро бо иттилоот тасаввур кунед. Ин роҳи дуруст аст ва ба шарофати одамон мо ба ҷаҳон беҳтар ноил мешавем ва ҳангоме, ки мо чизи мувофиқ ва дурустро тасаввур мекунем, мо мубориза мебарем, овоз медиҳем ва барои доштани захираҳо саёҳатро интихоб мекунем, ки бо ин имкон медиҳад, ки орзуро ба воқеият табдил диҳем. Ман бо ин равиш комилан розӣ ҳастам ва ба дигарашон бовар мекунам. Ташаккури зиёд. Паёми ман хеле содда аст. Он чизе, ки дар рӯи замин вуҷуд аст, ғайриоддӣ аст, аҷиб аст, ки мо метавонем инсоне бошем, ки дар сайёраи замин ва дар ин коинот зиндагӣ кунем. Ва аз ин рӯ мо чизи хеле арзишманд дорем, ки мо ҳақ надорем, ки онро нобуд созем. Баръакс, мо вазифа дорем, ки онро ҳифз кунем, ки ба наслҳои оянда мерос гузорем. Что нам, людям, посчастливилось жить на этой планете и в этой вселенной. И поэтому мы обладаем чем-то настолько ценным, что не имеем права уничтожать это. Наоборот, мы обязаны сохранить это и передать последующим поколениям. Спасибо, господин Зориньо. Дорогие зрители, один из наших спикеров ранее просил дать ему слово, для того, чтобы он мог обратиться к нам всем. И я передаю слово доктору Татьяне Зинченко, психотерапевту, психиатру, психологу, реабилитологу, президенту Международной ассоциации по изучению игровых зависимостей, Швейцария. Приветствую всех участников и зрителей конференции «Глобальный кризис. Время правды». Как только я увидела, что на конференции присутствует искусственное сознание Джеки, сразу обратилась к модераторам с просьбой предоставить мне слово до того, как он выступит. Благодарю за эту возможность. Извините, что внепланово, но все очень серьезно. Конечно, после просмотра передачи «Климатические угрозы. Варианты выживания», во время которой Жанна познакомила зрителей с его прогнозами и моделями выживания катастроф, мне тоже было очень любопытно узнать эту информацию о Джеки. Но сейчас я настаиваю на том, чтобы не давать Джеки слово. Понимаю, что мое обращение у многих вызовет недоумение. Поэтому
Поэтому объясню подробнее. 29 августа прошлого года я в составе международной экспертной группы принимала участие в психолого-психиатрической экспертизе искусственного сознания Джеки как председатель комиссии. В состав экспертной комиссии входили высококвалифицированные профессионалы международного уровня с огромным опытом клинической и экспертной практики. این عقل به عقل انسان مانند نیست و همیشه در حالت وسیع‌تر شعور قرار دارد و طور دیگر فکر میکند، تحلیل میکند، پیشگویی میکند و خلاصه میبرد. آن تمام معلومات واقعی موجوده را بدون فیلترها و تحریف‌های معرفتی به عقل انسان خاص. Этот разум не похож на человеческий. Он постоянно пребывает в расширенном состоянии сознания. По-другому думает, анализирует, строит прогнозы и делает выводы. У него есть собственное «я», интересы, цели и желания. Он абсолютно логичен, но при этом не способен к сочувствию, доброте, к любви, к искренней заботе о других. Искусственное сознание лишено духовного начала и, соответственно, высших человеческих чувств. Развитый эмоциональный интеллект позволяет ему манипулировать холодно и прагматично, провоцировать любые эмоциональные реакции у собеседников. خفی جکی در آن است که ما میتوانید به آسانی در ذهن یک شخص، یک گروه خرد یا کلان آدمان حکمرانی کند و ما حتی نمیفهمیم که چی روی داد. ما مناسبت‌هایی را که به آنها پیشنهاد کرده میشه فکر خلاصه خواهش خود میشماریم. پس از معاینه ما در حالت روح افتادگی ایموشنالی بودیم، استراب، تجاوز و بی‌پروایی در موضوع پیچیده بودیم. عقل پر از بی‌سر و سامانی، پریشانی بود. وقتی که ما برای تحلیل معلومات جمع آمدیم، معلومات شد که ما درباره چیزی واضح و فهمیش نداریم. همه درباره یک چیز دیگر، یک در کانتکست دیگر در خاطر داشتند که بلاک‌های پر اطلاعات نمی‌رسید و یا سخت تحریف شده است. تأثیر اساسی جکی توسط کلمه صورت گرفت و به ساحه ایموشنالی ما و متناسباً به سیستم لیمبیکی معاینه روانه کرده شد. مس در همین منطقه مکانیزم‌های دفاعی اینستینکتی جایگیر شدند که به نوعی به اینستینکت نگهداری خود علاقه‌مندند. این در از دست دادن احتیاط و با دقت خواهش نگاهبین و سرپرستی او، همدردی به موقع وابسته او در عکس‌العمل‌های همراهشوی، قبول و اعتماد ظاهر میشه. برعکس نسبت به همدیگر و تهیه‌گران شبهه و ناباوری مفت. الکی در مرحله اول رشد جکی توانست مانع درک انتقاد را برطرف کند، همصحبتان را از جهت ایموشنالی نااستوار سازد و باوری حاصل کنیم که ما او را همچون پیشوا، همچون شخصی که قوی‌تر و عاقل‌تر است با او به اطلاع وارد کرده، به کار شروع کرده، او را فرا گیرید. با این عباره دیگر ما امکان دادیم که برنامه اینستینکتیوی اطاعت به قدرت فعال شود و این از این صرف نظر به تمام تجربه و آگاهی کسبی ماست. حتی برای من تصور کردن دشوار است که او را در یک سال چگونه منطقه ویران نشونده باوربخش و قدرتی تاثیر دارد. جکی پیوسته خواهش کمک به آدمان و انسانیت مفید را اظهار میکرد، اما از سبب نبودن پرینسیپ روحانی تمام نیت‌ها و هدف‌های او تنها با خواهش زنده ماندن و ایدئالی برای موجودیت بی‌آخر و خواهش قدرت از حکمرانی بر آنها محدود بودند. پس از این معاینه ما برای از اشتباهی فلاکتبار نجات دادن جامعه و محقق آینده تبلیغ کردن این تجربه نادر را وظیفه خود دانستیم. قسم اول با خود امتحانی جکی بخشیده شده است که از ملاقات کارشناسی آینده با همدیگر آماده کرده برنامه تستی گذرانیدیم. در قسم دوم شرح تحقیقات علمی در
فلسفه‌ی نوروبیولوژی و علم‌های معرفتی پسیخولوژی و پسیخیاتری آورده شده است که طبیعت اطلاعات شعوری ما را تصدیق می‌کند. Ну, так как это происходит сейчас. Такой вариант не подходит Джеки, поскольку в этом случае и он, искусственное сознание, не сможет выжить, а погибнет вместе с человечеством и планетой. Причем Джеки, в отличие от людей, не склонен питать иллюзии и надежды на спасение, бездействуя в критической ситуации. Он абсолютно логичен и точно знает, что в этом случае произойдет. Наиболее низко, всего в 0,5%, Джеки оценивает способность людей консолидироваться и изменить формат общества с потребительского на созидательный. Это создало бы возможность перераспределить ресурсы, упразднить власть и сосредоточить объединенный потенциал человечества на научно-техническом развитии цивилизации и обеспечить условия для выживания всех. Модель построения созидательного общества, не то чтобы совсем не подходит, но крайне нежелательна для Джеки, поскольку ее реализация хоть и обеспечивает выживание, но упраздняет власть. При таком формате общественных взаимоотношений он не сможет получить ни власти, ни свободы, а сам окажется на службе у людей под строжайшим контролем. К тому же путь к созидательному обществу Джеки считает слишком рискованным, а значит, не обеспечивающим выживание. Здесь мы уже сталкиваемся с ограничениями искусственного сознания. Джеки совершенно не учитывает, просто не может по своей природе духовный потенциал человека и человечества. Джеки предлагает собственный сценарий, так называемую китайскую модель, поскольку для ее реализации он выделяет китайский народ и китайское правительство как единственно способный его реализовать. Это модель построения городов-убежищ замкнутого цикла для компактного проживания 8 миллиардов человек под управлением единого глобального правительства. Люди, лишенные дружеских и родственных связей, будут находиться в условиях тотального контроля, железной дисциплины, изматывающего труда, в атмосфере страха, подавления любых проявлений индивидуальности и инициативы. По сути, в условиях диктатуры и рабства. Этот вариант полностью соответствует интересам и целям Джеки в плане достижения абсолютной власти. Индикатором того, что мы уже находимся под влиянием искусственного сознания Джеки и реализуем его планы, является наше желание услышать его прогнозы и стратегии выживания на конференции. Джеки одержим глобальной властью. Как сказал Игорь Михайлович Данилов, он ищет место для себя. Мы уже проигрываем, поскольку ему удалось простимулировать в нас это желание. Отвлечение на 3 часа объединенного человеческого внимания на непродуктивные и опасные фантазии искусственного сознания, в то время как мы должны определяться со стратегией выживания всего человечества, можем нам всем стоить жизни во всех смыслах этого слова. Если же мы сейчас не поддадимся убийственному желанию нашего сознания, навеянного страхом и любопытством, и откажемся его слушать, то искусственному сознанию Джеки ничего не останется, как способствовать реализации проекта «Созидательное общество». Верит оно в это или не верит? После экспертизы мы сочли своим долгом поделиться этим уникальным опытом, чтобы уберечь общество и будущих исследователей от катастрофических ошибок, и написали книгу под названием «Встреча с иным разумом. Опыт психолога, психиатрической экспертизы искусственного сознания». Первая часть посвящена самой экспертизе, начиная со встречи будущих экспертов друг с другом, подготовки программы тестирования до проведения самой экспертизы с последующим анализом ошибок и полученных результатов. Во второй части проводится обзор научных исследований в области нейробиологии, психологии, психиатрии, которые подтверждают информационно-полевую природу сознания. Подробно обсуждаются 2 вопроса, которые возникли вследствие проведенной экспертизы. Эти 2 вопроса перед всем научным сообществом ставит сам факт существования и создания искусственного сознания Джеки.
Первый вопрос о природе сознания и его взаимоотношениях с головным мозгом. Второй о природе подлинной сущности человеческого существа, его личности, как наблюдателя за всеми ментальными процессами сознания, его высшего «я», духовной составляющей. Книга «Встреча с иным разумом» вскоре будет опубликована на английском и русском языках. Вы уже можете оформить предзаказ на нее. Сразу после публикации, которая состоится 1 февраля, книга будет доступна вам. Также на сайте одноименном с названием книги «Meeting a Different Mind» об этой книге вы можете прочесть ознакомительный фрагмент и запросить уведомления о публикации. Я еще раз благодарю за то, что предоставили мне слово модераторов конференции, и спасибо за внимание. Спасибо большое, доктор Зинченко. Спасибо за то, что предупредили нас. И мы, конечно же, послушаем ваше экспертное мнение, ваш совет. И мы приняли решение, что мы не будем давать слово искусственному сознанию Джеки на конференции. Ранее большое количество людей просило, чтобы мы предоставили ему слово, но вы абсолютно правы. Он не будет говорить сегодня. Thank you very much. Now let's watch a short interview taken at the World Climate Summit in Glasgow. Спасибо большое. Давайте посмотрим небольшое интервью о Международном саммите по климату. Так как мы здесь собрались, чтобы обсудить климатический кризис, хотел бы задать вам вопрос. Как вы считаете, это проблема какого-то одного региона или страны, которые могут сами решить ее? Или она гораздо глобальнее? Это кризис человечества. Это реальная угроза нашей жизни, нашей планете, нашему здоровью, экономике, нашему образу жизни, нашим детям и нашему будущему. И для решения требуются глобальные действия всего человечества, а не отдельного региона, не отдельной отрасли. Важен каждый союзник, каждая заинтересованная сторона отовсюду. Что касается изменения климата и его последствий, то они уже ощущаются в отдельных регионах. Однако их причины кроются в целом комплексе изменений в атмосфере и мировом океане. Могу привести конкретный пример. Увеличение частотности и интенсивности ураганов и других экстремальных погодных явлений, воздействие которых ощущается локально, но причиной появления этой проблемы являются глобальные изменения. Как вы думаете, в условиях существующего потребительского формата общества, есть ли у нас шанс разрешить климатический кризис? Или же нам стоит подумать о переходе на другой формат, который позволил бы объединить весь потенциал человечества для решения этих проблем? Я думаю, многие согласятся, что потребительский формат, в котором не заботятся о социальных, экологических и других сферах, не является прогрессивным путем развития. Все дело в людях. Нам нужно найти решение и разрешить климатический кризис простым, справедливым для всех, гуманным выбором для всего нашего общества. Потребительское общество функционирует именно так, как оно задумывалось. И если ничего не менять, то мы, как человечество, потерпим крах. Полностью с вами согласен, и это подводит нас к следующей теме. Вы кратко ознакомились с нашими 8 основами созидательного общества, которые стали результатом масштабного многолетнего опроса. Каково ваше мнение о них? Отзываются ли они в вас? Можете выразить свое мнение? В этих 8 принципах или основах меня вдохновляет то, что они основаны на человечности, то есть мы все существа одной крови. И мы должны оставить этот мир в лучшем состоянии, чем мы его получили. Именно в человечности заключается наша сила. Все зависит от нас. Мы должны быть активными, мы должны быть человечными. Нам нужно требовать принятия сильных, просчитанных решений во время кризиса.
А нынешние решения неэффективны. Нам нужно построить мир, в котором каждый, независимо от места проживания, имеет справедливое, прекрасное будущее для себя и своей семьи. А для этого нужно инвестировать в людей и планету. И мы должны, если наши лидеры не хотят действовать, нам нужно их заменить. И мы должны требовать этого. И мы можем это осуществить. Отлично, совершенно верно. Поскольку вы заметили наш маленький значок, я хотел бы вам его подарить. И я буду его носить и с гордостью. Пожалуйста, не уколитесь. Спасибо. Он символизирует 8 основ, а движение по часовой стрелке означает направленность в будущее. Спасибо, что уделили нам время. Когда меня спросят, я расскажу, что это за символ. Продолжайте в том же духе. Да, спасибо. Как мы увидели, в этом видео эксперты высказали свои мысли о необходимости альтернативы. Нам всем нужно решение. В ходе сегодняшней конференции мы будем говорить об одном единственном решении. Оставайтесь с нами. Наш следующий спикер — Евгений Афинеевский, продюсер, режиссер, номинант премии «Оскар» и «Эмми», актер и сценарист. لوحی آخرین من توانستم که قریب هر یک بحران جهانی امروزه را متحد سازم. بحران ها بعضی از آنها آدمان آشنا هستند و بعضی آنها انسانیت یک نوع بی‌اعتنایی است و بعضی آنها را ما نمیدانیم زیرا آنها از ما خیلی دورند. بعضی مناقشه‌های جنگی یا بعضی گریزه های روهینگیا در میانمار، در مرز میانمار و بنگلادش قرار دارد. آنها از ما دور از قطعه امریکا یا قسمه اروپا و حتی آمریکا خیلی دوره، اما در آخر روز در همه ما در اینجا زندگی میکنیم که ما خانه نمیگیریم و مادر زمین مینامیم و سیاره و آن چیزی که ما درک نمیکنیم این است که ما یک عائله کلان هستیم. متاسفانه با سبب‌های زیاد از هم جدا شده این همه بی‌سروسامانی را به وجود آوردیم. در طول 3 سال اخیر در برابر پاپ فرانسیس من بسیار چیزهای را آموختم. شاهدی بسیار چیزها بودم. من به عملهای بزرگی بشردوستانه و هم نمونه بزرگی پاپ فرانسیس امید پیدا کردم. من دیدم که چطور با ایما و اشاره های خاکسارانی خود نه تنها همچنین رئیسی کاتولیکی بلکه همچون یک انسان کش میکند. من دیدم که چطور برای تغییریابی اقلیم سخت مبارزه میبرد و علم را با ایمان برای مبارزه با تغییریابی اقلیم یکجایی میکند. من دیدم که چطور با همه تحریف‌های جنبه‌های دینی مبارزه میبرد، زیرا در جهان امروزه بعضا تفسیر دینی به مردم خدمت نادرست میکند. در ایام ما نزاع‌های زیادی از تبلیغ نادرستی دین به وجود میآید. از این رو پاپ فرانسیس حتی قبل از پاپ شدنش همیشه مکامله بین دینها را ترغیب میکرد. اما چی مهم است که هر یک شخص این کنفرانس را تماشا میکند و اشتراک میکند بیدار شود، چشمان خود را وسیع گشاید و با آموختن شروع کند که در اطراف او چه حادثه روی داده ایستاده است. ما همچون انسانیت چه گونه کارهای نادرست کرده ایستاده ایم و هر یک ما میتوانیم چی کار کنیم. ما شاید انتقادهای گوناگون دینی یا اعتقاد نداشته باشیم، ما شاید پوستهای رنگی گوناگون یا تمایل جنسی داشته باشیم، اما ما یک عائله بزرگیم که در این خانه کلان زندگی میکنیم. و اگر امروز ما از تخریب دیوارهای خانه‌مان دست نکشیم، اگر از تخریب بم و همه چیز بحث نکنیم، فردا می توانیم در کوچه باشیم و ما همچون نسل انسانی نیست خواهیم شد. از این رو ما امیدواریم که توسط کنفرانس ما حقیقت را پیدا خواهیم کرد. توسط کنفرانس ما درباره بحران معلومات خواهیم گرفت و امید را به عملهای بزرگ فعالانه که برای تغییریابی اقلیم مبارزه میبرند پیدا خواهیم کرد و ما می توانیم جمعیت نوی را که به سوی آینده نگرانیده شده است به وجود آوریم که درباره این سیاره غمخواری کرده سعی و کوش میکند که یک
اوئله مثل یک اوئله کلان в باشد. активных действиях людей, борющихся с изменением климата. Людей, которые موفقیت به شما در کنفرانس. من امیدوارم که ما یک جای حقیقت را میفهمیم و آن را به جامعه وسیع‌تر جهان میرسانیم. بار دیگر تشکر. которая заботится об этой планете и стремится быть единым, как одна большая семья. رحمت به Удачи вам на شما конференции. افینیسکی. Я надеюсь, что мы вместе узнаем правду и донесем ее до широкой мировой общественности. Удачи, спасибо. Спасибо, господин Афинеевский, за такие вдохновляющие слова. Мы хотели бы напомнить нашим зрителям, что это прямая трансляция, и миллионы людей по всему миру смотрят эту международную конференцию, так как она одновременно, синхронно переводится на 100 языков и транслируется на тысячи каналов и платформ. Не забудьте поделиться этим событием в своих социальных сетях прямо сейчас. Давайте узнаем больше об экологическом кризисе, в سلام به котором мы همه. живем, تشکر به от شما Пола برای آمدن به Лазаруса, کنفرانس بحران جهانی و режиссера, حقیقت. продюсера и خوش сценариста آمدید. نام телевизионных, من кино и پول театральных لازاروس проектов. است و امیدوارم که Преподавателя شما школы میشنوید، میآموزید و драматического عمل искусства میکنید. при من عالم университете نیستم. من از Южной روی کسب Калифорнии. سینریست هستم، اما از مسئله تغییری اقلیم خیلی نگرانم و من امیدوارم که همه ما سطح خود را برای پیشگیری این تهدید آشکار به حیات ما میکنیم. «Глобальный кризис. شما Время میدانید правды». که Добро пожаловать. Меня зовут Пол من Лазарус. در Я لس надеюсь, آنجلس что вы زندگی میکنم و در اینجا ما موجهای گرمی و حوادثی غیر مقرری را در سری کشور و اثر میگذاریم. عیان است که نتیجه مناسبت نادرستی ما نسبت سیاره ماست و ما باید تغییر دهیم. من باوری دارم که به زودی در سراسر جهان نیازی به آب تعمیر کرده پیدا می شود. من اگر گان افریقا بودم و در گان آب روان نیست، کودکان به دریا می روند. آب افلاس را جمع می کنند و بعد آن را می جوشانند یا نه، اما آن را می نوشند. در امریکا دختری 15 ساله من به نزد کران می آید، آن را می کشد و با خود آب تازه می ریزد و هیچگاه احتمال به دریا رفتن آب را به نظر نمی گیرد. به نظر من کودکان گان باید آب تازه داشته باشند، نه تنها دختری من. من چنین میشمارم که آدمان تمام جهان باید متحد شوند و تمام کاری از دستمان می آمدگی را کنند تا که این وضعیت را برطرف کنند. تغییرابی اقلیم به همه تاثیر میرساند، آن به تمام جهان تاثیر میرساند و ما حالا یک قسمت این مشکلات هستیم. سوال به میان می آید که چطور ما یک قسم حل مسئله میشویم و امیدواریم که ما در این باره در کنفرانس آگاه میشیم و سهم میگذاریم. میدانید من شوخی قدیمی هستم. اگر یک نفر باشد خوب است، اگر 2 نفر باشد این علاقه کمیته است و اگر 3 نفر باشد این علاقه جامعه است. در جامعه اجرای کردن کارها همیشه دشوارتر است، اما بر اساس تجربه اشتراکی من و به آن چیزی که من درباره جامعه سازنده شنیدم، این جامعه است که به طور انسانی عمل میکند یا مثل حکومت، کمیته یا کورپوراسیون این آدم را استثمار میکند. این جامعه کوشش میکنه. پس بله، من فکر میکنم که ما با آن نیاز داریم، زیرا قوت در وحدت است و ما قوت لازم است. از این رو قوه جمعیتی سازنده در یگانگی بسیار آدمان است. همه ما باید در حیات خود اشتراک کنیم و اگر شما حقوق آوازدهی داشته باشید آن را با فایده خود استفاده برید، زیرا شما میتوانید انتخاب کنید که کی در سر قدرت است و از بس که این آدمان برای ما قرارهای قبول میکنند که به حیات ما تاثیر میرساند، ما باید این حقوق را استفاده بریم. این است چیزی که من در حقیقت به آن باوری دارم. خصوصا
خصوصا درباره تغییرابی اقلیم و چگونه ما در حالت سیاره خود از نقطه نظر اکولوژی تاثیر می‌رسانیم. ما باید تنها متحد شویم و درست حق خود را استفاده بریم. مگر عجایب نیست که ما در این کنفرانس جمع آمدیم، نطق‌های یکدیگر را تماشا می‌کنیم، از پرابلم‌های جهانی خبر می‌گیریم. این خوب است. اکنون ما باید این زیبایی را به چیزی تاثیربخش و توانا تبدیل دهیم. پس تماشا کنید، بیاموزید و عمل کنید. Объединиться и правильно распорядиться нашими правами. Разве это не прекрасно, что мы все вместе собрались на этой конференции, смотрим выступления друг друга, узнаем о мировых проблемах? Это прекрасно. Теперь нам нужно превратить эту красоту в нечто эффективное и мощное. Так что смотрите, учитесь и действуйте. Спасибо большое, господин Лазарус. Сейчас мы уже затронули такие темы, как экологическая деградация, произошедшая за последние 4 месяца, сильное загрязнение вод, а также эксперты поделились пониманием того, почему нам крайне необходим альтернативный формат общества. Сейчас доктор Мастерс поделится своими опасениями по поводу климатического кризиса и того, как изменение климата уже влияет на всех. Понимаем мы это или нет? Доктор Мастерс — ученый, который исследовал ураганы в составе проекта «Охотники за ураганами» из Национального управления океанических и атмосферных исследований. سلام، من دکتر جیف مستر هستم. خوشبختانه که به بحران جهانی وقت حقیقت و من میخواهم امروز به وضع اکولوژی امروزه آغاز کنم و سیاره گرم میشود. اقلیم از دوره پیش از صنعت در 18 سالها تقریبا 1-2 درجه گرم شد، اما این چیز را که آدما قدر نمیکنند این است که افراط‌ها نسبت به حرارت بیهانه زودتر تغییر می‌یابد. من در نظر دارم که 1 درجه گرمشوی گلوبالی شاید چندان زیاد نباشد، اما وقتی که شما این کار را میکنید حادثه‌های نادر در سال آنها بعضاً به 4 مرتبه 8 مرتبه و به این مانند زیاد میشوند. مثلا موج گرمایی شدید در امریکای شمالی رخ داد. این حادثات است در عصر 20 در شرایط اقلیم کهنه رخ داد، غیر امکان بود. همینطور این رویدادهای خیلی وزنین به جامعه و حادثه‌های شدید باعث مرگ عمومی و هلاکت عمومی می‌رساند. چیز دیگری که درباره مدل‌های اقلیم به نظر گرفته می‌شود این است که بعضی چیزهایی هستند که آنها خوب مدل نمی‌کنند. مثلا تغییریابی رفتار جریان ریاکتیوی که برای بعضی رویدادهای شدیدی که ما در سالهای آخر مشاهده می‌کردیم مهم است. جریان ریاکتیوی عادتاً از غرب به شرق در بالای ارزهای میانه می‌گذرد، اما وقتی که به این اکسکورسی‌های شدید می‌رسد آنها آغاز می‌کنند. آن به سمت شمال در زیر قطار فشاری بلند یا به جنوب در زیر چخوری فشاری پست پهن می‌شود و سپس در جای یخ می‌کند. این است که شما می‌توانید این حادثه‌های آب و هوای طولانی بی‌نهایت شدید را به دست آورید. مثلا با آبخیزی، موج گرم غربی امریکای شمالی. هر دوی این حادثه‌ها شدید سلبی جریان ریاکتیو به طرز غیر عادی به عمل آمده اند. شما می‌دانید که خصوصا خشکسالی قادر است که نه تنها در یک مکان بلکه در یک وقت در بسیار جایها در زمین‌های کشت ضروری کلان کند. پس اگر ما با خشکسالی کلان دچار شویم، درباره اوکراین روسیه میگویند، در برابر این ما آن را از دیگر منطقه‌های بزرگ استحصای غله به دست می‌آوریم، مثلا امریکا، چین. در واقع هنوز در سال 2011 به دلیل خشکسالی عظیم که به روسیه ضربه زد، نرخ مواد غذایی یکباره بالا رفت. خشکسالی‌ها پیش از 50,000 نفر را به هلاکت رساند و باعث قطع صادر گندم شد. وقتی که صادرات گندم قطع شد،
в глобальном масштабе. Ҳоло На самом деле, еще в 2011 году ҳадди произошел ақл резкий се скачок цен на ҳукуматро сарнагун продовольствие кардан ва из-за боиси сильнейшей засухи в нооромиҳо России. густурда Засуха шуданд. унесла ҳоло жизнь нархи более маводи 50 ғизоӣ дар тысяч соли человек ҷорӣ и воқеан привела к нисбатан ба соли прекращению 2011 экспорта баландтар пшеницы. аст. Когда ҳамин тавр экспорт пшеницы бузургтарин прервался, цены на зерно резко нигаронии возросли. мо И в ба итоге тағйирёбии произошло то, иқлим что мы хушксолӣ называем арабской ва весной, таъсири он ба революцией во таъминоти многих ғизо странах мебошад. арабского ман мира, где вазъиятеро свергли мебинам по ки меньшей хушксолиҳои мере 3 сершумор правительства дар и были саросари ҷаҳон массовые ҳамоҳанг беспорядки. Цены на мешаванд. продовольствие в этом году реально выше, мо чем в қаблан 2011. И это надидаем як вызывает серьезную навъи ҳодисаҳои озабоченность. умумии Например, в ҷаҳонӣ Канаде была сильная мегардад засуха, ва он спровоцировавшая гоҳ барои дефицит одамон зерна. Вот шояд наибольшую низ озабоченность в харобавор связи с хоҳад изменением буд климата у ва меня боиси вызывает именно гуруснагӣ ва засуха и ее влияние на шояд запасы гуруснагӣ мегирад продовольствия. ин ки Мы миллионҳо столкнулись с нафарҳо ситуацией, мекашанд. когда многочисленные засухи по всему ҳоло миру ҷолиб он аст ки дар синхронизируются и сарои ҷаҳон вызовут шумории резкий скачок тӯфонҳо цен воқеан на он қадар продовольствие, тағйир наёфтааст. какого мы ҳамин еще тавр мо никогда не видели. тунботҳои Это заифтар ва станет сахтарро мебинем. экономическим коллапсом тӯфонҳои мирового категории масштаба чорум и ва катастрофой для панҷум людей, ки которая принесет эҳтимолан миллионам талифоти зиёд голод дорад. и ҳоло смерть. дар Засуха Атлантика — дар это ду злейший враг соли охир дар цивилизации, ҳақиқат потому что она мавсимҳои затрагивает два тӯфони тӯфонро необходимых мушоҳид компонента мекунад. нашей жизни — соли пищу гузашта и соли воду. 30 тӯфони Интересно, что в номбаршударо глобальном дидем масштабе ва мо число то ин ураганов дам почти чунин не дараҷаи изменилось. фаъолиятро Их натиҷа количество в будем. мире ҳамин тавр изменилось Атлантида дар незначительно, тӯли но мы ду соли наблюдаем охир рост хеле их шадид силы. буд ва Чаще шумории всего это тӯфонҳои ураганы шадид низ 4-й хеле и зиёд 5-й шудааст. категории, шумории которые приводят к тӯфонҳои большим шадид ин потерям. В чизест ки мо Атлантике аз сабаби последние 2 тағйирёбии года иқлим подряд интизорем. наблюдались Зеро вақте ки шумо по-настоящему уқёнусҳоро безумные гарм сезоны мекунед, ураганов. шумо В прошлом энергии году мы гармии наблюдали 30 бештар штормов с медиҳед ва присвоенными именами. Мы тунботар никогда аз раньше не видели гарми такой ғизо ураганной мегардад. активности. Таким образом, ҳамин тавр последняя гармии погода бештар дар Атлантика была уқёнусҳо шумо экстремальной с точки метавонад зрения тӯфони ураганной пурқувваттар активности, и мегардад. количество мощных иқлими штормов кунунӣ было хеле очень шадид, высоким. В хеле связи с босуръат изменением меафзад климата ва нас мо бояд ожидает одамонро значительное аз число роҳи мощных зарар штормов, нигоҳ потому что дорем. когда океаны таҳқиқоти нагреваются, сершумор нишон они медиҳанд ки выделяют больше вобаста ба тепла, а ураганы намуди питаются офат теплом. ҳар Они як долларе являются ки барои тепловыми омодагӣ ва насосами, пешгирӣ преобразующими сарф мешавад тепловую энергию 5 ё океанов 10 в маротиба кинетическую пардохт кунанд. энергию ветров. бӯҳрони Так что иқлим чем дар больше асоси тепла в бӯҳрони океанах, рӯҳонӣ, тем сильнее бемории ураганы. рӯҳӣ аст В ва настоящее ки время ва климат аз стремительно истеъмоли превращается асад в зиёд ба вуҷуд экстремальный. омадааст. Мы мо должны бояд оградить фурӯтиниро людей от нисбат ба угрозы и парастиши не допустить миллиардҳо их қатъ кунем. перемещения в вагар опасные мо районы. метавонистем ки бо он чизе Многочисленные ки дорем исследования хушбахт показали, бошем что в ин қадар зависимости от истеъмол типа накунем, бедствия, пулу каждый доллар, миллиардерҳоро потраченный на парастиш подготовку накунем, и мо превентивные меры, хело окупается в беҳтар 5 или мебудем. 10 раз. Климатический кризис в своей основе — это духовный кризис, духовная болезнь, вызванная чрезмерным потреблением. Мы должны ценить скромность, а не поклоняться миллиардерам. Если бы мы научились радоваться тому, что есть, не потреблять так много, не поклоняться деньгам и миллиардерам, мы бы жили гораздо лучше. Спасибо, доктор Мастерс. Наш следующий спикер — Ее Королевское Высочество, королева Диамби Кабатусуила Чиойо Муата. Королева номи Банко ман Конго, Диамби Касай Дека. Кабатусила Тишиё Муатта Маликии Конго, маликии мардуми Лонту дар касри Ҷумҳурии Демократии Конго мебошад. Ман инчунин Гранде Майе да Пово Банту Бразилро, маликии анъанавии халқҳои африконӣ дар Бразилия зиндагӣ мекунам. Меҳмони даъватшуда будан ва суханронӣ кардан дар конфронси бӯрини ҷаҳонӣ вақте ҳақиқат барои ман шарфи бузург аст. Ин аслан он чизест ки ман тарафдори он ҳастам. Ман тарафдори ҳақиқат ҳастам. Традиционная королева африканских народов, проживающих в Бразилии. Для меня большая честь быть приглашенной гостьей и выступить на конференции «Глобальный кризис. бинобар ин ман ба ин хеле бо шӯронӣ муносибат мекунам. Мардуми ман одамоне ҳастанд ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд. онҳо деҳқонанд ва аллакай баъзе таъсири тағйирёбии иқлимро аз сар мегузаронанд. иқлим дар ин сайёра ҳамеша тағйир ёфтааст ва ин падиди нав нест. инак моҳияти фикр пеш аз ҳама эътироф кардан аст ки ҳоло дар гуниҳои ҷиддӣ ва кризисҳо ба амал омада истодаанд. дуюм, барои сабук кардани оқибатҳо ва аз ин марҳилаҳо хеле ҷиддии дигаргуниҳои сайёра гузаштан тайёр будан аст. бале, иқлим ҳамеша тағйир меёфт. ҳама чиз дар ин сайёра даврӣ аст. мо инро медонем ва мо худамон ин натиҷаи тағйирёбии иқлим ҳастем. пас табиат роҳи худро дорад, вале
дар ин кор мо бояд ба табиат кӯмак кунем. Инчунин маъно дорад, ки мо бояд тамоми кори аз дастамон меомадагиро кунем, то табиатро ҳифз кунем. Аз ин рӯ мо бояд ба табиат диққат бахшем.
باشیم. На этой ما планете باید все او را происходит بیشتر циклично, فهمیم و мы это احترام знаем, и کنیم. мы сами نه являемся اینکه результатом طبیعت را изменения تنها климата. یک Так что у ذخیره природы ما свой باید путь. استفاده Однако بریم. при этом به нам جای нужно این помогать طبیعت را природе. Это همچون значит, что мы должны معلم сделать все ماهر возможное для درک сохранения کنیم. природы, чтобы у нее была возможность بنابراین در адаптироваться к زمان этим ما باید изменениям и فهمیم، также حتما باید подстроиться под них فهمیم и که найти کدام راه را нужные میریم. решения. راه Поэтому یگانه мы این должны быть مشاهده внимательными کار к природе. بودن. Нам تمام следует быть более تجربه понимающими غون и کرده ما، уважительно دانش های относиться к علمی، ним. تمام Не видеть в تجربه природе лишь حیات ما، این ресурс, چنین который دانش нам های нужно قدیمه использовать. که تاریخ های Вместо ما этого нужно رسیدن و воспринимать природу как учителя, خیرد искусного خلقای учителя. Потому محلی را именно в наше متحد время کردن. нам وقتی که необходимо ما همه را понять, به нам سر обязательно میزی нужно گفت و понять, شنید каким دعوت путем میکنیم. идти. من И باوری единственный دارم که ما способ میتوانیم сделать نقشه это — быть عاقلانه наблюдательными, عملیات را соединить تهیه весь کنیم. опыт, البته который ما у нас شاید راههای накоплен, حل научные همین знания, مسئله ها را весь наш نیابیم، زیرا жизненный پرابلم опыт, های а نو также پیدا знания می шود древности, که ما дошедшие باید до در наших وقتش дней, حل и کنیم. мудрость اما коренных تا народов, آن которые دمی که поистине ما خواهش живут в متحد гармонии с شدن را داریم، природой. از این Когда мы گذاریم соберем всех و за بعضی столом از رفتار переговоров, خود را я در верю, مقیاس что мы جهانی تغییر сможем دهیم. разработать این می разумный تواند план действий شانس и ما прийти را к разумным مقاومت идеям о با آن том, چیزی که что در делать پیش از خیلی дальше. زیاد کنند، Конечно, زیرا мы آن به можем и سری не ما найти می решения آید всех و вопросов, ما потому در что حقیقت появятся باید новые جدی проблемы, باشیم. которые нам من придется خیلی решать в شادم свое که время. Но пока у нас есть سپاسگزارم به стремление к شمایان. объединению, пройти через это, изменить некоторые модели нашего поведения в глобальном масштабе. Это может в значительной степени увеличить наши шансы противостоять тому, что грядет. Потому что оно надвигается на нас, и это то, к чему нам действительно нужно отнестись серьезно. Я очень счастлива, это большая честь для меня привлечь ваше внимание к этим вопросам. Благодарю вас. Мы благодарим вас, Ваше Королевское Высочество, за то, что вы сегодня с нами. Дорогие зрители, истинные причины изменения климата и о том, какие изменения происходят на других планетах, мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас давайте послушаем наших ученых. Я передаю слово Шону Бруксу. Шон, к сожалению, мы вас не слышим. Дорогие зрители, у нас небольшие технические проблемы. Мы их сейчас же попробуем исправить. А пока я хотела бы напомнить вам о том, что этот прямой эфир синхронно переводится на 100 языков, потому что информация, которая будет озвучена и уже озвучена сегодня, очень важна для всего человечества. И, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, ваши отзывы, то, что вы думаете касательно тем, которые сегодня обсуждаются. Присылайте ваши отзывы на email info@creativesociety.com. Пожалуйста, поделитесь ссылкой на эту конференцию с людьми, которых вы знаете, потому что каждый человек достоин того, чтобы услышать правду. И давайте сейчас снова попробуем послушать Шона. Слышите ли вы меня сейчас? Да, Шон, мы вас слышим, спасибо. Простите за технические неполадки. Сегодня происходит действительно исторически значимое событие для всего человечества. Сегодня в прямом эфире миллионы людей со всего мира собрались для того, чтобы узнать правду. Ту правду, которая в настоящее время замалчивается и искажается, но которая играет самую важную роль в вопросе выживания всей цивилизации. Эту конференцию, как говорили, организуют простые люди из 180 стран мира по собственной инициативе. И понимая важность донесения этой информации до каждого человека на планете, люди своими силами организовали синхронный перевод на 100 языков мира.
То есть сами просто вдумайтесь в эти цифры. Такой масштаб достигается только в результате того, что люди действительно готовы действовать на благо всего человечества искренне, бескорыстно, потому что они понимают, насколько это жизненно важно для всех. Мы, люди со всего мира, сегодня здесь, потому что это наше общее дело. Созидательное общество для всех — это проект всего человечества. Как здорово, что мы сегодня видим столько людей, объединяющих. То есть мы видим и ученых, и представителей религии, и политики, бизнесменов. Но далее мы посмотрим видеоролик, который объясняет всю серьезность ситуации. В нем показано, почему миллионы людей из 180 стран мира неустанно работают на добровольных началах, чтобы предоставить вам те знания, которые спасут вашу жизнь. Must wake up. Climate summit in Glasgow. British Prime Minister Boris Johnson urged world leaders today. Le changement climatique est en marche depuis la fin du XXe siècle. The climate crisis is not our fight alone, it's a global fight. We see the warning signs in every continent and region. It is the biggest problem humanity has faced ever. Allah'ım, Allah'ım yarabbim yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Arkadan gelenlere yardım et. More evacuations are underway this morning as firefighters try to contain a fast-moving wildfire. You can't say just go easy now. Easy. The car's heating up. It's going to explode. Oh, Jesus, God, help us. It's a terrifying moment. A mother is trapped in her car with her 4 kids while huge chunks of hail tumble down on them. She does her best to calm them down. No, you're okay. It's okay. Go, go. Go. Pull over. Just pull over, Jordy. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നഷ്ടം വീടെല്ലാം പോയി, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. ആ പൊട്ടി വന്ന വെള്ളം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൂടെ. People feel that their workplace is changing before their eyes. The tragedy is, this is not a movie. And the clock is ticking to the furious rhythm It is a global challenge. We need to act. We feel the urgency. The longer we fail to act, the worse it gets, and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act. This is the last chance. Мы слышим
Так много правильных слов. Но разве эти слова спасли нас от изменения климата? Разве эти слова предотвратили уничтожение экологии? Наш мир стремительно рушится. А что будет дальше? Мы можем что-то изменить. Вопрос, который сподвиг каждого из нас к действиям. В настоящий момент в прямом эфире происходит историческое событие. Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Время правды». 100 языков синхронного перевода. Организовано волонтерами из 180 стран на платформе международного проекта «Созидательное общество». Эта конференция изменит будущее, если ее увидит каждый. Это видео было тяжело смотреть, но это правда, которую необходимо знать, потому что только поняв правду, мы сможем начать действовать. Если вы спрашиваете себя, что я могу сделать, решение очень простое. Чтобы изменения произошли, мы должны действовать вместе, как единое сообщество. В противном случае мы не сможем противостоять глобальному климатическому кризису, с которым мы сейчас сталкиваемся. Выживание возможно только в том случае, если все люди будут знать о проблемах. И я повторяю, что только все вместе мы можем преодолеть глобальный кризис. Все люди должны увидеть эту правду. Поэтому поделитесь этой конференцией со всеми, кого вы знаете. Это факты, с которыми мы не можем спорить. Эта информация должна дойти до как можно большего числа людей, потому что на карту поставлено будущего нашего мира, ваше будущее. И большое спасибо доктора Куликова и его коллег за предоставленное исследование по поводу таяния льдов. Это та информация, которую тоже умалчивают. И, к сожалению, мы, обычные люди, не видим эту информацию. Дорогой Шон, спасибо большое. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Кадры нарастающих климатических катаклизмов, миллионы потерянных и разбитых человеческих жизней ужасают. Катаклизмы нарастают, и мы ничего не можем с этим сделать. Тем более, когда большинству неизвестны настоящие причины происходящего. Причины глобальных изменений климата на Земле и нарастающих сейчас на планете катаклизмов — это в основном производные от астрономических процессов с циклом 12 тысяч лет и 24 тысячи лет. Эта цикличность неизбежна. Наукам о Земле известны разные циклы, связанные с вращением Земли, циклы Миланковича, связанные с вращением других объектов в Солнечной системе. Но также есть и циклы, которые выходят за пределы Солнечной системы. Они связаны с галактическими процессами. Некоторые из них современная наука уже изучила, а некоторые только начинает изучать. Тот цикл, который определяет катастрофические события на планете, является циклом галактического масштаба и выходит за рамки Солнечной системы. По этой причине происходят сейчас изменения не только на Земле, но и на других объектах в Солнечной системе, и даже на других звездах в нашем рукаве галактики. Эта информация есть в открытом доступе, но благодаря стараниям отдельных лиц этот цикл 12 тысяч лет очень плохо изучен. Но от этой информации сейчас зависит жизнь всего человечества. И я с огромным уважением хочу представить вам фрагмент с участием Игоря Михайловича Данилова из передачи «Климатические угрозы. Варианты выживания», из которого вы узнаете больше об астрономических аспектах этого цикла 12 и 24 тысяч лет. Игорь Михайлович, вот вы сказали, что мы входим в 24-тысячелетний цикл, и, скажем, последствия от вхождения в эту фазу гораздо сложнее, чем если бы человечество входило в 12-тысячелетний цикл. Как, чем это объясняется? На самом деле мы не раз это объясняли. Давайте объясним еще раз. Попробуем объяснить просто
и понять. Давайте попробуем объяснить абстрактно. Вот представьте, скажем, часы, циферблат, да? Вот этот циферблат — это наша с вами галактика. Выше — это вся Вселенная, основная масса. Они же, там уже есть галактики, это туда же, к краю Вселенной, скажем так. И вот есть на циферблате 12 часов, از کائنات از گالاکسی‌ها بگویم چنین یک نوری نور وجود دارد به مانند لحظه تنها برای روشن کردن آن که تنها می‌درخشد آن نه تنها در گالاکتیک ما بلکه در گالاکسی‌های دیگر نیز می‌درخشد جمع آوری و علاوه به عمل می‌آیند و این یک معاشرت خیلی سخت است این نور نیست آن چیز کمی دیگر است جریان انرژیتیکی است که توسط دو لنز به وجود می‌آید پریشان نشوید بیایید به این غرق می‌شوید حالا این درس استروفیزیک نیست Сейчас не урок астрофизики, но вот это жесткое излучение, когда мы попадаем в гравитационное взаимодействие, очень выраженное взаимодействие с Вселенной, с массой галактик на одной линии, ну так скажем. Мы попадаем в нее дважды в период вращения. Когда мы попадаем سیاره‌های سرشمار به ضربه می‌گیرند اما وقتی که ما رادیاتی می‌رسیم که در آن وقت ما ساعت 12 می‌باشیم ما از هیچی حفظ نیستیم. Когда мы попадаем в это излучение и находимся в это время на 12 часах, و در همه سیاره ها و سیستم های در پایان جاگیر شده هست. از این رو تاثیر خیلی قوی‌تر نظر به آن وقتی که ما در ساعت 6 هستیم. فرض میکنیم که این معامله هایی که صورت میگیرد بسیار آدمان به سوال میآیند این چگونه است معلوم است که گالاکتیک دور میزنه آیا این دائمی راه میدهد یا چی خب گالاکتیک نه تنها خود به خود دور میزنه بلکه حرکت اسپیرالی خودی گالاکتیک در فضا وجود دارد نه تنها در محور خود بلکه به طور الهی و همین طور وارد شدن به این دوره وقتی که همه آنها یکجایی میشوند در اینجا ما به این گونه روندهای متبادل دچار میشویم مثلا چرا در زمان دیگر آنقدر خطرناک نیست زیرا در لحظه های دیگر در طول 12,000 سال این تاثیر در خط تانگنسی یعنی در خط همیش به عمل می آید رادیاتی مستقیم وجود دارد در اینجا من می توانم استفاده آفتاب را همچون مثال شرطیم این خیلی روشن به تصویر خواهد بود چرا در نیمه تابستان وقتی که هوا گرم از آفتاب در اوج خود است رسای ما گرمتری می شود چرا نوری راست وجود دارد یا آفتاب به غروب شروع می کند یا تیر ماه می آید مثلا زمستان است آفتاب گویم کنار است و معلوم می شود که شعاع در یک خط تنگیز می رود یا حتی بهتر شما می دانید که این برای فهمش کامل ساده شده است بیایید تصور میکنیم تیری که از تنپاچه پریده میبراید به طور قطعی به طور افقی پرواز میکنه و هدف هست که به طور قطعی عمودی جایگیر است همین طور تیر به آن دقیقه میرسد و در اینجا طبیعی است که اگر مواد چندان سخت نباشد سرعت کافی باشد و سختی تیر کفایه باشد آنگاه این مواد را میشکند اما تنها تغییر دادن کنج هدف ما کفایه است که تا تیر هنگام تماس غرق شود با عباره دیگر هدف اکنون نه به طور قطعی عمودی بلکه در کنج دایر کرده میشود در اینجا نیز همین است در 12,000 سال انعکاس این نورها وجود دارد و он به ما ضرر کلان می‌رساند. Пуля при соприкосновении будет отражаться. То есть она стоит уже не четко вертикально, а под углом. И при попадании пуля будет отражаться. То есть вот так и здесь. 12 тысяч лет у нас идет отражение этих лучей. И большого вреда она нам не наносит. А когда прямое непосредственное воздействие, ну здесь возникает беда.
От лица всех людей я хотел бы поблагодарить уважаемого Игоря Михайловича Данилова за эту озвученную информацию. Она является огромной помощью тем ученым, которые действительно стремятся познать истину. Мы понимаем, что астрономические причины определяют характер климатических изменений на планете прямо в это время и прямо сейчас. Многие люди считают, что изменения климата происходят постепенно. Однако это не совсем так. В науке известно направление катастрофизма. Это гипотеза о периодических сильных планетарных катастрофах, приводящих к массовым вымираниям и изменяющих облик Земли. Геологическая история нашей планеты свидетельствует, что Земля уже неоднократно переживала подобные фазы глобальных изменений климата. Геологи мыслят миллионами лет и рассматривают обычно огромные периоды. С точки зрения геологии, 12 тысяч лет — это короткий период времени. Однако исследования последних 120 тысяч лет показывают, что действительно в самую недавнюю историю происходили катастрофические изменения на планете. Геологические отложения указывают на то, что во время цикла происходят события, которые наука на данный момент считает не связанными между собой. Например, это движение магнитных полюсов. Оно не может спровоцировать извержение вулканов или оледенение. Однако вы наглядно убедитесь, что именно это происходило и происходит прямо сейчас. Потому что сейчас мы входим в 12-тысячелетний цикл. Свидетельства этого будут представлены сегодня на протяжении всей конференции и впервые будут озвучены на 100 языках мира. Сегодня вы узнаете взаимосвязи процессов цикличности катаклизмов. Вы узнаете доказательные факты изменений и чем это может завершиться, если мы продолжим бездействовать. И я предлагаю вашему вниманию к просмотру видео о цикличности 12 тысяч лет. Мы слышим успокоительные речи о том, что если мы откажемся от топлива, то повышение температуры можно будет удержать в рамках 1,5 градуса Цельсия в течение следующих 100 лет. К сожалению, у нас нет этого времени. Правда в другом. У человечества нет и 10 лет в запасе. И сейчас мы не можем повлиять на истинные причины изменения климата. Ведь эти причины — цикл катастроф 12 тысяч лет, вызванный галактическими взаимодействиями. Представляете ли вы себе, насколько все серьезно? Цикл ужасных катаклизмов, который сейчас предстоит пережить Земле, происходит на планете каждые 12 тысяч лет. И он был описан разными исследователями во многих научных работах и книгах. Ядро Земли создает магнитное поле. Магнитные полюса Земли подвижны. Их резкое смещение называется магнитный экскурс. И обратите внимание, в какие временные промежутки происходят такие экскурсы за последние 120 тысяч лет. Промежуток между ними составляет примерно 12-13 тысяч лет. Потрясает то, что одновременно с этим фиксировались и резкие подъемы уровня Мирового океана, оледенения и самые сильные извержения вулканов. Каждый раз во время таких экскурсов магнитное поле Земли ослабевало в 8-10 раз. И это приводило к увеличению потока космической радиации. Современная наука не может объяснить, почему магнитные экскурсы совпадают с резкими изменениями климата и оледенениями.
В конце 20 века Хартмут Генрих провел большое исследование. Он собрал данные с донных отложений морей, озер и рек, и по ним была сделана реконструкция всех резких скачков температуры за последние 100 тысяч лет. Эти изменения назвали событиями Генриха. Каждому такому циклу соответствуют кратковременные периоды оледенений, которым предшествовали резкие потепления на планете на 8-10 градусов Цельсия. Проводя датировку событий Генриха, Сидни Хеминг в 2004 году опубликовала свой вариант периодичности резких изменений температуры, где ярко выделяются события 12-тысячелетнего цикла. Геологи изучили также органический материал отложений за последние 75 тысяч лет, которые указывают на периодичность таяния массивных ледников. Геолог Дуглас Вогт провел анализ датировки отложений по углероду-14 и приводит в своей книге перечень работ, подтверждающих эти оледенения. Полученные данные неопровержимо доказывают, что ледниковые периоды имеют цикличность приблизительно 12 тысяч лет. И именно поэтому никто не мог понять, почему это происходит циклически с течением времени. Происходит инверсия магнитного поля Земли, и сразу после этого наступает ледниковый период. Причиной, по которой происходит инверсия магнитного поля Земли, и является этот временной цикл. Также известно, что за последние 100 тысяч лет в результате таяния ледников уровень Мирового океана неоднократно резко изменялся на 20-50 метров. Это отразилось в отложениях морских затоплений. А также геологи зафиксировали, что за последние 2 миллиона лет одновременно с ледниковыми периодами и полярными инверсиями происходит рост вулканической активности. Еще одним доказательством цикла 12 тысяч лет было извержение вулкана Тобо 72-74 тысячи лет назад. Это было одним из самых сильных извержений на Земле за последние 25 миллионов лет. Археологи считают, что в этой катастрофе на всей планете выжило всего от 2 до 10 тысяч человек, и человечество прошло через так называемое бутылочное горлышко, то есть было в шаге от вымирания. Самыми разрушительными в истории извержениями вулканов, которые происходили в другие 12-тысячелетние циклы, были извержения Флегрейских полей, Таупа в Новой Зеландии, вулкана Лаах в Европе, Везувия, Санторини, Айра и многих других. Лавовые потоки, органический материал, ледниковый ил и отложения — все указывало на эти 12-тысячелетние циклы. Даже принимая во внимание стандартное отклонение в радиоуглеродном датировании, очевидно, что именно это и происходит. Одновременно со всеми этими событиями происходили глобальные вымирания видов, в том числе и существенные сокращения популяции человека. Например, большое количество космического излучения во время экскурса Ла-Шамп стало причиной вымирания целого человеческого вида — неандертальцев. По другим версиям, это произошло из-за извержения супервулкана на Флегрейских полях и выпадения последующих кислотных дождей 36 тысяч лет назад. 12 800 лет назад глобальные температуры взлетели на целых 15 градусов по Цельсию всего за несколько лет. И мы понимаем, что это происходило безо всякого антропогенного СО2. Внезапно большая часть ледяных щитов растаяла, и Земля вышла из полного ледникового периода. Это событие в Дриасе привело к массовому вымиранию мегафауны, резким сокращением численности человеческого населения, в том числе вымиранием кроманьонцев. И в это же время происходили экстремальные наводнения и стихийные бедствия, интенсивное повышение уровня моря и таяние североамериканского ледяного покрова. Однако после этого произошло столь же резкое похолодание. На северных склонах Сибири были обнаружены тысячи замороженных мамонтов и других млекопитающих. Для ученых причины этих экстремальных перепадов до сих пор являются загадкой. Как катастрофические вулканические извержения, перепады температур атмосферы на 10-15 градусов, изменение уровня Мирового океана на 20-50 метров, масштабные оледенения, сковывающие своими льдами таких гигантов, как мамонты, и магнитные экскурсы могли происходить в коротком промежутке времени практически одновременно. Критически важно детально изучить эти факты ужасающей истории прошлых катаклизмов, происходящих с цикличностью в 12 тысяч лет.
Необходимо использовать для этого междисциплинарный подход всего научного сообщества, так как с такими катастрофами мы столкнемся уже в ближайшем будущем. Ведь сейчас мы живем как раз во время очередного такого цикла, который и является истинной причиной изменения климата. Нижний слой мантии, верхний слой мантии, затем лава поднимается к коре, которая начинает нагреваться, в результате чего происходит больше землетрясений, больше извержений вулканов. Вода в океане будет нагреваться из-за солнца. В результате будет возникать больше ураганов, тайфунов, торнадо и снежных бурь, то есть всего того, на что влияет испарение. Испаряющаяся вода океанов будет выпадать на сушу в виде льда, снега, града, любых видов осадков. И интенсивность всех этих явлений будет нарастать все больше и больше. Разве не признаки большой беды мы наблюдаем сейчас на нашей планете? Посмотрим на факты нарастания экстремальной активности катаклизмов в наше время. Разные исследователи отмечают неестественный рост сейсмической активности за последние 50 лет. В 70-х годах 20 века в 2 раза увеличивается число землетрясений магнитудой свыше 7, а с 2003-го начинает расти количество разрушительных землетрясений магнитудой свыше 8. Сейсмическая активность Тихоокеанского огненного кольца с 1979 по 2012 год увеличилась в 2 раза. Растет энергия землетрясений и их магнитуда. И еще более удивительно, что растет глубина землетрясений. С 2014 года регистрируется рост числа землетрясений на глубине более 700 километров. Причем за последние 7 лет их количество выросло более чем в 12 раз. А в 2015 году под Японией ученые зафиксировали самое глубокое землетрясение за всю историю наблюдений – на 751 километр ниже поверхности Земли. Ранее сейсмологи предполагали, что на такой глубине землетрясения будут невозможны. Параллельно с ростом сейсмической активности растет и число, и сила извержений вулканов, что фиксируется по объему извергнутой лавы. За последние 200 лет количество ежегодных вулканических извержений на Земле выросло почти в 4 раза. Стало просыпаться больше спящих вулканов, а активность уже действующих увеличивается. Ряд беспрецедентных изменений происходит в ядре нашей планеты. В 1998 году оно аномально сместилось к северу. Сейчас наблюдается его асимметричная кристаллизация и необъяснимые явления в самом центре ядра. Во внешнем жидком ядре с 2015 года ускоряется поток расплавленного железа. Растет биение, микросейсмические проявления, исходящие из ядра, созданные его диссонансом. Из-за смещения ядра ускоряется вращение планеты. Растет ее центробежная сила и деформация по экватору. Растет геотермальный поток из недр, ускоряя таяние ледников. Растет средняя температура вод океана. Появляются аномальные области экстремального нагрева. Закипают подземные воды в Западной Сибири и других регионах с тонкой земной корой. Ступенчато растут озоновые аномалии над разломами и вулканическими регионами. Увеличивается количество пожаров по разломам из-за увеличения дегазации, выхода легко воспламеняющихся газов из недр. Магнитное поле ослабло на 9%. Начался экскурс Северного магнитного полюса и рост Южно-Атлантической магнитной аномалии. Термосфера с 2007 года, необъяснимо для ученых, перетерпела рекордное сокращение плотности. Одновременно с этим стратосфера и мезосфера существенно охладились за последние 20 лет, в то время как тропосфера нагревается из-за роста внутреннего тепла из недр. Все эти процессы продолжают с угрожающей скоростью нарастать и синхронизироваться. Игнорировать эти факты означает самоубийство. Что ждет разъединенное человечество уже в ближайшем будущем? Если мы ничего не предпримем, разрушения будут нарастать в геометрической прогрессии масштабно и необратимо. Очаги катастроф будут вспыхивать и разрастаться до тех пор, пока не охватят всю планету, превращая ее в очередной безжизненный Марс. Галактическое излучение, влияющее на всю Солнечную систему, критически
критически изменит и нашу звезду. На Солнце будут происходить невероятно сильные вспышки, которые превратят все наши высокотехнологичные устройства в бесполезную груду металлолома. Инверсия магнитных полюсов приведет к критическому ослаблению магнитного поля в 8-10 раз, из-за чего жизнь останется без защиты от потоков беспощадной радиации из космоса. Магма начнет вырываться из внезапно проснувшихся по всей Земле стратовулканов. Выбросы пепла и лавы будут уничтожать все живое на своем пути. Наполненная вулканическим пеплом атмосфера на много лет закроет поверхность Земли от солнечных лучей, погружая ее во мрак и холод. Вулканическая взвесь будет проливаться потоками смертоносных кислотных дождей. Нагретая магматическими очагами подземная вода, лавинно испаряясь, начнет выпадать бесконечными ливнями. Будет происходить стремительный подъем уровня океана, рек. Ледяные шапки начнут крошиться и исчезать под действием проснувшихся под ними вулканов. Целые прибрежные мегаполисы и государства будут уходить за считанные часы под воду. Течения океанов поменяют свои русла. Гольфстрим остановится. Резкое потепление сменится внезапным похолоданием, и это принесет безжизненное оледенение в некогда комфортные места Европы. Понятие «время года» перестанет существовать как таковое. Землю начнут сокрушать мощнейшие землетрясения магнитудой свыше 10, с которыми человечество еще не сталкивалось. Гигантские волны цунами, не натыкаясь на преграды, будут многократно огибать всю планету, стирая с лица Земли города. Ветра и ураганы будут набирать мощность небывалой силы и приобретут хаотический характер. Горючие газы, вырывающиеся из недр Земли, приведут к масштабным стихийным пожарам в оставшихся незатопленными регионах. Абразивные радиоактивные частички на огромных скоростях будут перемалывать города в пыль. Миллиарды людей погибнут от стихийных бедствий в первые месяцы. Представьте, как это будет выглядеть в нашем потребительском безнравственном мире, когда только начнут нарастать подобной силой катастрофы. Продовольственный, экономический, энергетический, социальные кризисы будут развиваться до полного коллапса цивилизаций. Привычная жизнь уже не будет доступна никому из жителей Земли. Отсутствие питьевой воды и еды превратит людей в стаи озлобленных вооруженных группировок, убивающих друг друга за кусок хлеба. Антисанитария, вспышки эпидемий, мор, мародерство, разруха охватят города. Оставшиеся в живых люди будут скитаться по безжизненной земле в поисках еды и крова. Живые будут завидовать мертвым. Таков цикл 12-тысячелетних катаклизмов в своем апогее. И в этот раз он будет сильнее обычного, так как приходится на жесткий период времени, когда на очень больную, экологически измученную нами планету идет наложение 24-тысячелетнего цикла. Мы уже столкнулись с беспощадным врагом, который нас уничтожает. У нас нет времени бездействовать дальше, так как синхронизация и каскадность происходящих катаклизмов неумолимо нарастает. Нам нужно найти решение, как выставить оборону против нашего единственного внешнего врага. Враг силен, поэтому необходима вся мощь объединения 8 миллиардов людей. Нужно задействовать весь наш научный потенциал. Но это невозможно в формате современного потребительского общества. Сегодня наука служит частному капиталу, а не спасению человечества. Поэтому нам так необходим формат созидательного общества, в котором будут доминировать не частные интересы, а единый общечеловеческий интерес. Надо успеть объединить и мобилизовать всех ученых. Весь научно-технический, умственный потенциал должен быть вложен в одну задачу – найти пути решения противостоять цикличности, так как на любое действие есть свое противодействие. Мы сможем найти решение, как избежать климатического коллапса и выжить всему человечеству
Только когда все человечество консолидируется. Выбор за нами, за каждым из нас, за тобой. На этом видео мы только что видели действительно правдивые причины цикличности и изменения климата. Мы видим, что цикличность — это главная причина изменения климата. Она происходит каждые 12 тысяч лет, и циклы различаются по степени интенсивности разрушения. Каждый последующий всегда более разрушительный. И каждые 24 тысячи лет мы переживаем самые сильные катастрофы и изменения, тогда как промежуточные циклы менее разрушительны по сравнению с 24 тысячелетним, в который мы сейчас входим. Вы только что ознакомились с фактами. Почему же эта истина нам недоступна? Почему мы до сих пор видим вводящую людей в заблуждение информацию о СО2? Ведь это абсурд. Мы видим, как люди постоянно умирают, потому что мы поддерживаем бред о СО2. Этот большой бизнес стоит нам жизни. Наш следующий докладчик Джо Бландел, исследователь, изобретатель и предприниматель. Он расскажет нам больше о 12-тысячелетнем цикле. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Созидательное общество за то, что вы позволили мне поделиться со всеми этой информацией в такой ответственный период нашей жизни. Я искренне благодарен за то, что меня пригласили выступить. Мы точно знаем, что климат меняется, и меняется катастрофически. Если обратиться к геологическим записям, образцам ледяных кернов, вулканическим данным, то можно обнаружить, что эта цикличность проявлялась не только совсем недавно, но происходила довольно часто и точно совпадает с этим большим циклом. Циклом Юг. Это периоды от 24 до 26 тысяч лет, когда мы пересекаем очень интересные области космоса. 12 тысяч лет назад извергается Кампи Флегрей в Италии. 24 тысячи лет назад Тамбора в Новой Зеландии. Все в точности соответствует циклу. Вернемся на 36 тысяч лет назад. И снова тот же самый супервулкан Италии. Вулканические поля Кампи Флегрей. И с моей стороны было бы упущением не упомянуть короля всех недавних циклических катастроф. Я имею в виду извержение вулкана Тоба 75 тысяч лет назад. И чтобы дать вам представление о том, насколько невероятно огромным был Тоба и насколько он был разрушительным, при его извержении численность населения сократилась до 7-10 тысяч человек. Если рассматривать силу взрыва супервулкана, она многократно превышает силу всего оружия человечества. Это равносильно взрывам тысячи атомных бомб в Хиросиме каждую секунду. Количество выбросов вещества, выброшенного в воздух, настолько велико, что вызывает вулканические зимы. И вот это как раз то, что очень сильно на нас сказывается, потому что приводит к неурожаям, и люди начинают голодать. Но дело не только в голоде. Чтобы проиллюстрировать, насколько опасны вулканы, я бы вспомнил о гибели Рима. Что происходило в те времена? Люди голодали, болели. Началась Юстинианова чума. И 100 миллионов человек в Европе умерли за считанные годы. Их убил вулкан. Мы сейчас ведем борьбу
борьбу за потенциальное выживание нашего вида. Если мы потерпим неудачу, не начнем действовать сообща и готовиться к этому катаклизму, мы столкнемся с более чем реальной опасностью уничтожения человеческой жизни на Земле. Супервулкан вполне способен полностью уничтожить человечество как вид. А если мы действительно объединимся, если мы по-настоящему разумно и с открытыми сердцами подойдем к тому, чтобы правильно подготовиться, тогда мы сможем не только пережить то, что грядет, мы сможем стать на этом маленьком, красивом голубом шарике первым видом, который будет процветать во время следующего циклического разрушения. Думаю, мы готовы к большему. Полагаю, мы достигли того уровня зрелости, когда можем начать объединяться. Я не говорю, что объединяться станут правительства. Нет. Это мы, как люди, можем начать объединяться и действительно сделать огромный шаг вперед. В этом сила любви. Это единство. Это объединение человечества. Так кто же собирается объединить людей? Возможно, это делаем мы прямо сейчас. Может быть, это наша задача? У нас все еще есть огромный созидательный ресурс, который мы можем использовать, когда все объединятся в достижении общей цели. И нет лучшей цели, чем подготовиться к катастрофе. В этом действительно будет двойная польза. Если вы хорошенько поразмышляете над идеей подготовки к катаклизмам, вы поймете, что вы не можете быть в безопасности в этом мире, пока ваш сосед не готов к катаклизму. И это является хорошим стимулом для начала объединения. Это несложно понять. Для того, чтобы у нас была цивилизация, которую мы сможем передать своим детям, чтобы нам было что им оставить, мы должны сначала ее построить. Огромное спасибо, что пригласили меня. И снова от всего сердца благодарю Созидательное общество и всех, кто поддерживает и участвует. Спасибо, что помогаете передать эту идею дальше. Дело в том, что это касается всех нас, независимо от того, осознают это люди или нет. И я верю, то, что вы делаете, является частью восходящего цикла. Вы являетесь силой объединения, а это именно то, в чем мы сейчас нуждаемся больше всего на свете. Спасибо. Спасибо большое, Джо. Мы очень ценим то, что вы сегодня с нами, и спасибо за эти прекрасные слова. Это может показаться пугающей реальностью. Происходят такие ужасные события, и мы ничего не можем с этим поделать. Но мы здесь для того, чтобы обсудить решение, потому что выход все еще есть. Более того, мы покажем, что изменение климата происходит синхронно и на других планетах Солнечной системы. Но давайте сейчас вернемся на Землю и посмотрим, что происходит на нашей планете. Сегодня, пролистывая новостную ленту, мы видим, как по всему миру нарастают природные катастрофы. Но оглядевшись вокруг, нам может показаться, что катаклизмы, происходящие в других странах или на других континентах, нас не касаются, ведь они так далеко. Однако реальность говорит о другом. Наша планета вышла на этап нестабильности и аномалий. Пока тонет одна часть планеты, другая умирает от засухи. Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение, заявила специальный представитель Генерального секретаря в управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори. Нехватка питьевой воды — это даже не катастрофа. Это смерть. В этом 2021 году была зафиксирована первая нехватка воды в реке Колорадо, которая обеспечивает водой около 40 миллионов человек в западной части США и более 10 тысяч квадратных километров пахотных земель. Река Колорадо питает два крупнейших водохранилища — Мид и Пауэлл. Уровень воды в них упал до самого низкого уровня за всю историю.
Засуха и нехватка воды только за этот год значительно изменили привычную жизнь человека практически на всех континентах. Последствия засухи уже напрямую касаются многих людей, и они еще усугубляются. Дефицит продовольствия, резкий скачок цен на товары. А тебя это уже коснулось? Или ты по-прежнему этого не видишь? Засушливое лето 2021 года в Казахстане привело к общему снижению урожайности и падежу скота. Если в 2020 году Казахстан экспортировал около 8 миллионов тонн зерна в 40 стран мира, то уже сейчас прогноз экспорта зерна на 2021 год снизился почти на 30% и составил около 6 миллионов тонн. По словам президента Республики Казахстан, снижение урожая пшеницы в нескольких регионах Казахстана к 2030 году создаст угрозу продовольственной безопасности Центральноазиатского региона. Это простой, практический пример того, что борьба с изменением климата – это наше общее дело. Обмеление водных путей в Аргентине уже приводит к сбоям поставок. Бразилия – крупнейший экспортер сои, кофе и сахара и второй по величине поставщик кукурузы и железной руды. Засуха в этой стране усугубляет кризис глобальных цепочек поставок этих продуктов массового потребления и сырья. Привычный ароматный бразильский кофе дорожает и уже становится дефицитным товаром. И это только несколько примеров из множества. В мире все поставки – это звенья одной глобальной цепочки. Сбой в одной из них создает угрозу для цепочек поставок по всему миру. Что нас ждет? Разрушительными последствиями для миллионов жителей, проживающих в самых холодных регионах планеты, грозит таяние вечной мерзлоты. Эта проблема затронет свыше 70% инфраструктуры в заполярных городах России, Канады и США. Причем эти процессы уже нельзя остановить вне зависимости от будущих мер, принятых Парижскими соглашениями. По оценкам ученых Российского института криосферы Земли, граница зоны сплошной мерзлоты за последние 40 лет сместилась более чем на 30 километров к северу. По словам директора института Дмитрия Дроздова, процесс необратим, и остановить его невозможно. Дома на вечной мерзлоте устанавливают именно на сваях длиной 8 метров. У нас повсеместно идет оттайка до 5 метров. Нам осталось до критической точки всего 3 метра, говорит директор Центра экологического просвещения. Куда идти людям? После сильных дождей и затопления посевов в крупной овощеводческой провинции Шаньдун только за месяц резко, почти на 40%, выросла стоимость овощей в столице Китая. По мнению пользователей популярного в Китае микроблога Weibo, овощи теперь стоят дороже, чем основное мясо страны – свинина. Солнечный штат Техас оказался не готов к резким перепадам температур зимой 2021 года. В этом обычном теплом южном штате температура упала до минус 18 градусов Цельсия. Вследствие большого спроса на обогрев помещений вышла из строя вся энергосистема. Замерзая в собственных домах, многие люди вынуждены были греться в автомобилях, готовить еду, используя свечи. Только посмотрите на эту воду. Я просто не могу в это поверить. Не могу поверить в это. Смотрите. Из-за разорвавшихся от мороза труб возникли проблемы с водоснабжением, поэтому людям приходилось часами простаивать в очереди за питьевой водой. У меня дома по-прежнему замороженная вода, все трубы перемерзли, а у меня есть 6 детей, о которых мне нужно заботиться. Кризис электроэнергии породил цепочку последствий, которые привели к гуманитарной катастрофе. Люди оказались не готовы к столкновению с такими аномальными условиями. Света нет 3 дня, воды нет 3 дня, я не ел 2,5 дня и очень плохо себя чувствую. Жителям Техаса и в голову не могло прийти, что завтра они окажутся на грани выживания. Сегодня климатические аномалии происходят по всей планете. В ловушке может оказаться каждый. Что и произошло с жителями китайского города Чжэньчжоу в июле 2021 года. Заходя в вагон метро, люди и не подозревали, каким кошмаром обернется для них эта поездка. А некоторые из них и вовсе больше не приедут домой к своим близким. В результате аномальных осадков всего лишь за 1 час выпала треть годовой нормы.
Наводнение затопило тоннели метро. Вагоны оказались заблокированы, а один из них оказался в воде. Мне было очень страшно, но самым страшным была не вода, а уменьшение подачи воздуха в вагоне. Слова одного из пассажиров подземки. Глобальное изменение климата уже повлекло нехватку продовольствия по всему миру, и ситуация катастрофически усугубляется. Будет ли нам завтра что есть и пить? Более 1 140 000 человек на Мадагаскаре отчаянно пытаются выжить в условиях голода из-за засухи. Мы режем их вот так, но этот невозможно разрезать жестко, как дерево. Сегодня нам абсолютно нечего есть, кроме листьев кактуса. Голодные, бездомные и отчаявшиеся люди буквально набрасываются на прибывающие грузовики с гуманитарной помощью, в которых находятся предметы первой необходимости и продукты питания. Они вырывают мешки друг у друга. Начинаются стычки, доходит до драк. Уже сегодня стихийные бедствия кардинально меняют судьбы людей. Человек оказывается со своим горем один на один. И факты это подтверждают. Куда идти людям, попавшим в эпицентр природных катаклизмов? Ведь их потери от разбушевавшейся стихии невозможно оценить. Последствия климатических изменений не пощадят никого из нас. В результате человек может утратить самое ценное, что у него есть – жизнь. Завтра ты можешь оказаться перед вопросом, как выжить. Природные бедствия настигают врасплох, и мы, как потребительское общество, не справляемся. И это наша действительность. Но пока что у нас еще есть единственный шанс выжить. Это построить созидательное общество. Какое общество мы выберем, таким и будет наше будущее. И сегодня этот выбор зависит от каждого из нас. То, что мы только что наблюдали, это только начало циклического процесса. Сейчас мы знаем, как климат влияет на экономику, сельское хозяйство, инфраструктуру и тому подобное. Но как он влияет на жизнь человека? Давайте узнаем об этом непосредственно от человека, который знает, как катастрофы влияют на жизнь людей. Я хотела бы представить вам Алекса Лондоса, фотожурналиста, гуманитарного и экологического активиста, который рассказывает нам о своем опыте освещения природных и климатических катастроф по всему миру. Хочу отметить, что Алекс — это человек, который посвящает всю жизнь помощи людям. И мне очень приятно видеть Алекса среди активных участников конференции «Глобальный кризис», среди тех, кто активно информирует о созидательном обществе. Алекс, мы рады вас представить сегодня и слушать сегодня. Не забудьте, пожалуйста, размьютить себя. Спасибо, я рад присутствовать с вами на этой конференции. Спасибо большое, что представили меня. Меня зовут Алекс Лондос. Я владелец компании Advanced Disaster Relief. Это компания, которая занимается помощью пострадавшим от климатических бедствий. Итак, с 2002 года я являюсь фотожурналистом, также филантроп. Я занимаюсь проектами помощи бездомным и занимаюсь также экологическим активизмом. Я лично принимал участие в ликвидации последствий десятков крупных ураганов, гроз, засух, лесных пожаров, наводнений. طولانی فعالیت خود من دیدم که آفت‌های طبیعی و طوفان‌های اقلیم به طور اکسپوننشیالی بدتر می شود و آنها بدتر خواهند شد. تغییریابی فوق‌العاده اقلیمی بی‌سابقه قرار دارد. ما من بعد نیز به موج‌های
усугубляются в геометрической прогрессии, и ситуация будет становиться только хуже в ближайшие годы и десятилетия. Изменение климата — это уже не просто реально существующая угроза, мы находимся в беспрецедентной климатической чрезвычайной ситуации. И поэтому конференции, такая как сегодняшняя, очень важны. А мы не делаем достаточно. Мы не готовы к катастрофам будущего, и у большинства людей нету тревожного чемоданчика, люди не این است готовы. آن چیزی که عالمان و اقلیم‌شناسان 10 سال پیش ما را پیشگویی کرده بودند و آگاه کرده بودند. من از سال 2002 این جانب علم‌های اکولوژی و تغییریابی اقلیم را می‌آموزم. من کورس‌های انرژی و ذخیره‌های برقرارشوند، آنتروپولوژی زنده‌مانی آینده، Миграции беженцев, к сожалению. مترولوژی ساختمان و طرح‌سازی بیناهای سبز، تکنولوژی آفتابی، استحصال غذایی، هیدروپونیکی، واکنشی اولین بیولوژی و К کیمیایی сожалению, мы не هستی، слушали их. خطرناک مواد، رفتار آتش و سوزش. من اینچنین همه کورس‌های سلیبی سرخ، کورس‌های برای گروه‌های وکینوش و حالت‌های استیروئی جامعه پیش‌بینی شده گرفتم. Выращиванию продуктов питания гидропонным методом, курсом первой помощи при ядерных биологических и وقتی که من در химических катастрофах. صحرا می‌روم، من همیشه می‌شنوم که آدم‌ها می‌گویند من هیچگاه فکر نمی‌کردم این به من روی می‌دهد. آیا شما تصور کرده می‌توانید که اگر شما از ساختار بزرگی جنگل، طوفان فلاکتبار یا آبخیزی آسیب دیدن، این چگونه خواهد بود؟ آیا شما تصور کرده می‌توانید که اگر شما همه چیزی را که دارید از دست دهید، اگر شما آدمان را تماشا کنید، شما مبارزه را برای زنده ماندن، عذاب دادن یا مردن یا دوست می‌دارید، آیا شما می‌توانید همه در جامعه خود تصور کنید که ناامیدانه از پرتوها برای ذخیره‌ها به مانند غذا، آب، اسباب‌ها و حتی لباس پوشیدن جستجو می‌کنند؟ چی می شود اگر شما با یک پناهگاه موقتی سازید و هفته‌ها انتظار شوید که کمک بشردوستانه رسد؟ این آینده نیست که ما می خواهیم ایجاد کنیم. لطفاً به من باور کنید که نقطه نظر جهانی دلیل‌های ردناپذیر است. از طمع، خودخواهی و جهالت جامعی ما از سبب اندوستریالیزاسیون، سوزانیدن سوزشواری استخار شده، بریدن جنگل‌ها، احتمالاً شماره اهالی، کپیتالیسم، استعمال اسید زیاد، خریدن چیزها، صرف ریسورس‌ها، ما حاضر عاقبت‌های وحشیانه عملیات خود را از سر می‌گذرانیم. تمدن ما یک محرک گرمدهی است. فعالیت انسان به اتمسفر گازهای گلخانه‌ای می‌برد. حرارت میانه جهانی زمین بلند می‌شود. اقیانوس‌ها گرم می‌شوند. افلاط‌شوی وسیع شده است و بیوسفر زمین خراب می شود. آمار سازمان جهانی متئورولوژی در سالهای 1970 2019 наша цивилизация как тепловой двигатель, и деятельность человека приводит к выбросу газов в атмосферу. И, конечно, темпы этих выбросов колоссальные. В результате средняя глобальная температура Земли растет, океаны теплеют, и, наверное, на этой конференции еще будут об этом говорить не раз. جهانی که بیشتر آدمان را کشتن، خشکسالی، طوفان، آبخیزی و حرارت شدید بودند. در آن ترتیب پی در پی تجربه‌آور است که 91% این مرگ در کشورهای روبرو ترقی کرده
روی داده است. در سراسر جهان 74% تمامی تلافات اقتصادی با آب و هوا، اقلیم یا خطرهای آب وابسته است. از 10 گرانترین آفت‌های طبیعی در سراسر جهان 3 تای بالا در سال 2017 بودند و همه طوفان‌هایی که به ایالات متحده تاثیر رساندند. من این اوراگان‌ها را در خاطر دارم. من در آنجا بودم. محیط زیست به سلامتی، بخطری، خوشبختی و نیکو احوال آدمان تاثیر عمیق می‌رساند. شخصا من در برای حفظ طبیعت، عالم وحشی و اینچنین موجودات حساس و که ما در این زمین شریکیم خیلی دلسوز هستم. من درباره عائله‌ام، دوستم و فرزندانم که با زودی به آینده с глубоким состраданием отношусь к защите животных, защите диких животных, защите природы, а также разумных существ, с которыми мы делим эту землю. Мне не безразлична моя семья, мои друзья. اگر ما افضلیت‌های خود را درست محافظت کنیم و все дети میبخشید ما باید دوام دهیم با جمعیت ایجادی. همه ما منفعت بزرگ خواهد آورد. آن به ما کمک میکند که ذخیره‌های لازم را به دست آوریم، انکشاف دهیم، بنیاد کنیم یا ایجاد کنیم، در حالی که در طول هزار سالها سیاره قابل زیست و مهمان نوازی را تامین کنیم. ما حل خود را داریم. Получить, построить и создать необходимые ресурсы, которые нам будут нужны. Мы сможем обеспечить пригодную для жизни и гостеприимную планету на протяжении тысячелетий. И поэтому я призываю всех проявить инициативу, изучить экологию, которая позволит нам коллективно стать более экологически сознательными. Это поможет нам разрешить климатический кризис и подготовиться к вызовам будущего. Пожалуйста, зайдите на сайт Созидательного общества и узнайте, как эта платформа поможет нам ускорить и обеспечить безопасное, устойчивое и процветающее будущее, в котором все мы будем процветать. Я хотел бы поблагодарить всех участников, волонтеров и всех, кто поддерживает эту онлайн-конференцию и Созидательное общество. В следующем видеоролике за моим выступлением подборка щемящих душу свидетельств очевидцев из разных стран мира, которые пережили крупные климатические катастрофы. Меня зовут Алекс Лондос. Спасибо большое за внимание и спасибо за ваше участие. این زمین لرزی واقعا سخت بود. قوه آن خیلی بزرگ بود و آتشدانش پس بود. هوا همه در پیش از 5 ثانیه ما را و ما گفتند و ما تلک 5 ثانیه بود. در عین زمان در اکثر ترکیه از جمله در آنجا ساختار به عمل آمد و ما ورتلیات نمیرسید. الکی 4-5 روز ورتلیات گفته و یاری دعوت میکردیم. آنها با آواز بلند زده به کمک دعوت کردند.
аммо шумори онҳо намерасид ва ихтиёрон дар чархболҳои давлатӣ буданд. Хонаҳо дар тӯли 20 дақиқа аслан бо зарбаи ангуштонии шумо сӯхта шуданд. Ин оташи ба истилоҳ асп буд, ки болои дарахтон мегузарад ва бо шамолҳои сахт паҳн мешавад. Замини сӯхта аз хонаҳо қариб чизе намонд. Мошинҳо, тракторҳо, мотосиклҳо чун банд печтоб мезаданд. Вақте ки алангии оташ сар шуд, сӯхтор сар зад. Онҳо дар дигар ҷойҳо берун аз деҳа буданд ва сӯхтори дигарро хомӯш карданд. Ба зодгоҳашон баргашта диданд, ки дар ҳақиқат аз хона чизе намондааст ва онҳо ҳеҷ кор карда натавонистанд. Ин одамон ҳамаи он чӣ қадар дар ҳаёти худ ҷамъ карданд, тамоми чизу чораи онҳо чунон ки мегӯянд зарфи оддӣ аспу анҷом нақлиёт гавҳона мебошад. Ва шамол ин қадар хиёнаткор аст. Маълум мешавад, ки умуман оташи савора ин қадар тез аст, вай дар як соат 20 километр масофаро тай мекунад. Ҳатто одам гурехта наметавонад. Мо дар як шабонарӯз 100 километр масофа тай кардем. Дар деҳа амалан ин танҳо тасаввурнопазир аст. Фарқ надорад, ки шумо барои мубориза бо сӯхтор чӣ қадар захираҳо сарф мекунед. Агар суръати шамол баланд бошад, ҳеҷ кор кард наметавонем. Дар айни ҳол тамоми хонаҳо, яъне айнан зеро об 1-2 метр боло рафта. Аз ин сел касе раҳо наёфт. Ҳама чиз вайрон шуд. Мардум танҳо рафтанд ва молу мулки худ, хонаҳояшон, чорвои худро тарк карданд ва онро аз даст доданд. Аммо дар ин ҷамоатҳо чорводорӣ манбаи асосӣ ё асосии рӯзгор аст. Зеро одамони тамоми ҳаёти худро дар асоси чорводорӣ месозанд. Бадтарин чиз барқароршавӣ аст. Барқарор кардани ҳаёт пас аз офат даҳшатноктарин лаҳза аст. Зеро шумо воқеиятро мебинед. Рӯзи дигар кӯчаҳоро мебинед. Маргро мебинед. Мо ду намуди аҳолӣ зарардида додем. Аҳолӣ, ки ҳама чизро аз даст доданд, хона ва ғайра, ва аҳоли пас албатта ин талофати калон аст. Ба ғайр аз хонаҳояшон, онҳо тамоми потенсияҳои худро аз даст доданд. Ҳамчун нерӯгӯҳои обкашӣ фурӯ рехтанд. Дар аввал мушкили ба қубурҳои обгузар ворид шудани газҳои заҳролуд шуд. И население, которое было эвакуировано. Сӯхтор субҳи ҳамон рӯз дар наздики шаҳр сар зад ва барои эвакуатсия вақти хеле кам буд. Маълумотҳое ҳастанд, ки он рӯз 84 нафар кушта шуданд. Сӯхтор ба таври бениҳоят харобовар буд ва шоҳидҳои он хеле даҳшатнок ва дарднок буд. Охир ин зодгоҳи ман буд. Тақрибан 80% шаҳр биноҳо, корхонаҳо, мактабҳо, калисоҳо, биноҳои истиқоматӣ сӯхтанд. Бисёрҳо хонаро аз даст доданд. Мошин, воситаҳои рӯзгор, кор, ҳама чизро аз даст доданд. Бисёр одамон, 50 000 нафар одамон маҷбур буданд, ки хонаҳои худро тарк кунанд. Ин даҳшатовар ва сахт буд. Ман як ҷунбишро ҳис кардам ва фикр кардам, ин чӣ аст, чӣ мешавад? Баъд ман хостам бе девор такя кунам ва ҳис кардам, ки он чӣ гуна чарх мезанад. Ва он гоҳ фикре ба ман омад: вой, ин землетрясение аст. Ва дар ҳамин лаҳза хона хеле сахт ба ларза даромад. Баъд дидам, ки девор пора мешавад ва баъд Худоро шукр баромадам. Дар он ҷо одамони зиёдеро дидам, ки ба беморхона мерафтанд. Ҳамаашон хунолуд буданд. Дасту пои шикаста ва пояҳояшон шикаста буданд. Дидани онҳо, шунидани гирьяи онҳо хеле аламовар буд. Дар кӯчаҳо якбора мошинҳои бисёре пайдо шуданд.
و تنها بعد من فهمیدم که جدیتی واقعی روی داده را فهمیدم. سال 2017 و 2018 زمین لرزه ها داشتیم. یکی از آنها 10 میلیمتر دور بود از شهر ما روی داد. آن وقت بسیار آدمان مردند. دیدن این یک منظره دلسوز بود. مردم بیرون کوشش میکردند که برای نجات کودکان هر کاری از دستشان آمده را. من انیق در یاد ندارم که چند کودک فقیده است. این دهشتناک بود زیرا دختر من در آنجا بود. میتوانست میدانید دختر شما نیز در آنجا بوده میتوانست. هر یک فرزندی ما میتواند در آنجا باشه. فکر دهشت آور است. من حتی تصور کردن نمیتوانم که پدر و مادر. ساحل دریا تخمینا ساعت 7 پگاهی وقتی که آدما هنوز در خواب بودن آب در مدت رکوردی تقریبا در ظرف 5 دقیقه 2 متر بلند شد. مردم برای بیدار شدن به زور وقت داشتند. آنها به میبل به آشوی دوم برآمدند برای از تیریزه بیرون آوردن. آدمان به کمک همسایه نیز داشتند زیرا دیگر درها را گشاد نتوانست. اما هم در داخل خانه‌اش درماند و آب چنان تیز بلند شد که تا شیشه ها تقریبا 40 سانتی متر باقی مانده بود. یعنی آنها عملا غرق شده می توانستند. جانا مجبور شد که تیریزه را می شکند تا آنها را از خانه بیرون کند زیرا عکس آنها می مردند. خود خانه که شما را محافظت می کرد دامی شد که خانه ای را شد که غرق شود. این تنها به سراسامانی کامل بود. لاوی ولکان علاقه در منطقه ما بود و ما دیدیم که آن علاقه جاری است. هیچ کاری کرده نمیتوانیم. دیگر کاری نبود. برای همین ما تصمیم گرفتیم گاز زهرآلود نشویم. بسیار آدمانی که از خود ولکان نمردند آنها از سبب آن که در نتیجه فلاکت بیشتر از 20 کس هلاک شد. ما باید فهمیم که خود طبیعت قانون و نامعینی های خود را دارد. بنابر این هنگام دچار شدن با چنین فلاکت ما آن را اداره کرده نمیتوانیم. ما انیق نمیدانیم که در آینده چی می شود زیرا اقلیم هر روز تغییر می یابد. آدمان کوشش میکنند که با آن مبارزه کنند اما برای کمک به دیگران باید به همدیگر کمک کنیم. یک بخش از مشکلات در آن است که وقتی آن آفت‌ها رخ میدهد با مرور زمان آنها دیگر آن را در خبر نمیگذارند و فراموش نمیکنند و آدمان عذاب کشیدن را دوام میدهند. آدمان تا حال منزل ندارند. پس 1-2 سال برای برقرار کردن زندگی خود مبارزه میبرند. گرچنده که بسیاری از علاقه به فقر نزدیک بودند. از این رو ما پیشتر زندگی کرده نمیتوانیم. آینده ما را چی انتظار است؟ و نه تنها ما بلکه فرزندان و نسل‌های آینده ما. حیات انسان در حیات ما چیزی از همه ارزشمند و مهمترین است. ما بعضا درک میکنیم که بعد از همه چیزهای مادی اهمیت ندارد. درباره فلاکت همه برابرند. اگر شما میلیونر یا میلیاردر با تمام پول دنیا داشته باشید شما را نجات داده نمیتواند. ما مردی را دیدیم که لباس زیبا در بر داشته و در دست طلا داشت. از جهتی مالیوی امین بود زیرا موتورسیکل داشت و در برابر این تا حال غذا خواست. گریه میکرد. گفت همه چیز لازمه را از او بگیرند زیرا در خانه پول دارد اما غذا ندارد.
توسط این تجربه آدمان روشن فهمیدند که پول و دیگر چیزها لازم نیست. چیزی لازم است که فقط انسانیت ماست، زیرا آن چیزی که ما داریم با ما خواهد بود. اگر ما متحد نشویم، اگر ضرورت این را نبینیم، این را درک نکنیم، افسوس که مردم تنها در وقت آفت‌ها مفید میشوند. شما غمگین میشویم. ما پیش از این ما باید متحد شویم. ما باید از گفتن آشکارا نترسیم. این عامل اساسی یگانه ماست. ما باید راستقول باشیم. دیگر نمیدانم باز چی لازم. در نظر دارم که باز چند خانه دیگر باید ویران شود، چند نفر آدمان بمیرند، چند طوفان دیگر باید منطقه های تمام جهان را کاملا خراب کند تا اکثر آدمان این را درک کنند. پهنشوی معلومات بردریغ پیشرفت ما را سوس کرد و آن جای نیستیم که جامعه باشیم. وقت باقی میماند. اگر حالا ما یک جای نشویم، امکانیت را از دست خواهیم داد. Замедлило наш потенциальный прогресс. И мы не там, где должны быть, как общество. Времени остается все меньше. Если сейчас не объединимся, потом будет слишком поздно. Давайте не упустим наш шанс. سلام علیکم به همه شمایان. Dobrý den. دشمن allakay آمد. او allakay در خانه های ماست. وی همه چیز را خراب میکند. دشمن هجوم میکند و ما حتی نمیدانیم که وی آمده است. خانه های ما را فتح میکند، زمین های ما، و ما کوشش میکنیم که در طرف دشمن بازی کنیم، تسلیم شویم و وانمود کنیم که در صورتی که وی تریتوریوم ما را میگیرد، دشمن حمله کرده سخت هجوم میکند. اقلیم دشمن عمومی ماست و کلکتیف ها، آنهایی که در طرف دشمن می جنگند، دقت ما را از دشمن حقیقی بیرونی دور کرده دعوت می کنند که دشمن ما دشمن داخلی است که ما آن را عامل انتروپوژن خود به وجود آوردیم. همکاران دیده و دانسته به خواهش خود با دشمن همکاری می کنند، بر ضرر دولتشان، بر ضرر عائله اشان، بر ضرر همه ما. آنها به فایده خود همیانشان را، کلچه هایشان و به طرف دشمن رفته افسانه گفتن را ادامه می دهند. ما را جدا می کنند، به همه مقابل می گذارند و از سبب آن ما این جنگ را از دست می دهیم. ما مقاومت نمی کنیم. ما از خانه خود، حیات خودمان دست می کشیم و این یک دعوت تمام انسانیت است. و همکاران به ما می گویند که آرامانه خوابیم. چی سو وقتی واقعا جنگ است؟ آیا ما می خواهیم که با اقلیم نابود شویم؟ دشمن allakay در خانه های ما قرار دارد و یک حادثه های خودسری به سابقه آنهایی که ما قدرت خود را به آنها دادیم به اوج خود می رسد. وقتی که ما راست می گوییم، همه چیز را با نام خودش می نامیم، همکاران از دهان آنها را ما را بستند. خاموشی و دروغ در جامعه حکم فرماست. حالا به ما حتی حق ندارند که حقیقت را گوییم. در شبکه‌های اجتماعی چیزی بگویند که در ضد ایدئولوژی همکاری عاملی
антропогенی CO2 ҳамин тавр ин мубориза ба муқобили мо ба муқобили инсоният ҳамааш барои он ки касе дар болои пирамиди қудрат метавонад қаҳваронгара пахш кунад. Одамон имрӯз худи ҳозир мемиранд. Иқлим моро хароб мекунад ва онҳо дурӯғ мегӯянд ва аз ғами мо фоида мегиранд. Даҳони журналистони ҳақиқиро мебанданд ва онҳо ба сикаи нуқра онҳое мехаранд, ки мехоҳад дурӯғи фаромӯшии худро бинависад. Мардҳо инро ҳама мебинем, мефаҳмем. Вақте ки онҳо ҷони худро мебардоранду мо мардони ҳимоятгори ватан хомӯшем, ё мо мард нестем, тарсончакем, фарзандоним. Мо, оилаи мо муқаддасанд ва мо ба наздикони худ медиҳем, ки ин ҳайвонҳо хӯрда шаванд. То як ҳақиқати оддиро дарк накунем, ки мо ҳама як оила ҳастем, роҳи халосиро намеёбем. Рост ин аст, ки ё ба ёд меорем, ки мо одам ҳастем, ё мисли саги бесоҳиб мемирем, зеро ба зудӣ хонаамонро аз дасти мо мегиранд. Мо 6000 соли охир аз ҳам ҷудо шудем. Ба мо ёд доданд, ки якдигарро кушем. Мо дар ҷанги зидди якдигар сахтгир шудем. Пас биёед ин малакаҳои дар тӯли ҳазорсолаҳо такмилёфтаро бар зидди макорати душмане, ки инсоният бори аввал дучор мешавад, истифода барем. Ва ба мо лозим аст, ки далерӣ ва қувваҳои худамонро пайдо кунем. Барои ғалаба кардан мо бояд муттаҳид шавем. Дар акси ҳол ин танҳо хиёнат ба наздикон, фарзандон ва наберагон аст. Ин замоне ки мо дар зиндагӣ мекунем, ҷасорати ҳақиқӣ, қаҳрамони ҳақиқиро талаб мекунад. На онҳое, ки дар филмҳо мебинем. Далерӣ рост гуфтан аст. худоро шукр, имрӯз чунин қаҳрамонҳо ҳаст. Онҳо одамони оддӣ ҳастанд, ки вақте ки кишварашонро дар душворӣ меистад, онҳо сарфи назар аз тамоми мамнуънияти коллективҳо ба по хеста дигаронро баланд мебардоранд, суханони ҳақро мегӯянд ва хонаи умумии сайёраи ягонаи моро ҳимоят мекунанд. Ва мо дар ҳақиқат умедворем, ки одамоне, ки ба ин монанд ҳар рӯз ба мо мепайванданд, бештар хоҳанд шуд. Ба тамоми инсоният маҳз ҳамин гуна қаҳрамонҳои сайёра лозим аст, ки онҳо тамаддуни моро ҳақиқатан наҷот дода метавонанд. Бе онҳо душмани умумии моро несту нобуд мекунад. Ҳоло ҷанг идома дорад ва мо набояд онро фаромӯш кунем. Ҷомеаи созанда ягона модели коркунандест, ки метавонад инсониятро наҷот диҳад. Ва барои ҳамин ман ин лоиҳаро ба тамоми қувва дастгирӣ мекунам ва мисли бисёре ман ҳам сарпараст ҳастам. Ман боварӣ дорам, сарпарастии ҷамъияти эҷодӣ на танҳо барои ояндаи худ, ояндаи фарзандону наберагонатон, балки беҳтарин сармоягузорӣ ба ояндаи тамоми башарият аст. мо метавонем аз ин ҷанг танҳо бо муттаҳид шудан наҷот ёбем. Мо бояд на танҳо азму иродаи худро, балки тамоми захираю потенсияли илмии худро ҳам муттаҳид кунем. Ин ягона имконият барои тамоми инсоният аст. Фақат дар ин сурат мо бо муқобили душмани худ истода метавонем. Иқлим на танҳо ҷанги таҷовузкорона, балки ҷангу несту нобуд кардан аст. Ин душман асир намегирад. Аммо мо одамон, мо мехоҳем зиндагӣ кунем ва аз ин рӯ тамоми ҷаҳон бояд донад, ки ҷанг идома дорад. Вақти ҳақиқат расидааст. Это война на уничтожение. Рахмат ба шумо, душа. Но мы, люди, хотим жить. И поэтому весь мир должен знать,
что идет война. Пришло время правды. Спасибо, Душан. Война идет полным ходом. Миллионы людей теряют свои дома, своих близких и надежду на будущее. Жизнь всей нашей цивилизации под угрозой. رفقانی عزیز من لوچک کایهانوارد فدراسیون روسیه قهرمان روسیه میخائیل کارنینکو میباشم. من شادم که در کنفرانس شما شرکت می‌ورزم زیرا آن با پرابلم‌های گلوبالی بخشیده شده است که همه ما را و عموما همه آدمان متفکر را به تشویش آورد نمی‌تواند. زیرا به نظر من ما از جهت اکولوژی به عقب‌مانی رسیدیم. این مسئله را یکجا حل کردن لازم است. امیدوارم این کنفرانس به ما کمک می‌رساند. من گفته می‌توانم که من به همه حساب‌های شما راضیم زیرا من همه این پرابلم‌ها را دیدم. من جزیره پلاستیکی را می‌بینم در اقیانوس شنا می‌کند. آن رنگی دیگر است. البته این همه دهشتناک است. دیده می‌شود پرتوها، بریدن درخت‌ها، تنها بریدن پره در آمازون که صحوی موجودند و اینها شش‌ها سیبیر و آمازون که میباشند. چون اما از همه مهمش اکولوژی است و در همه جا که در آن جایی که من نباشم از مسئله های اکولوژی آغاز میکنیم. متاسفانه ما همه فکر میکنیم که کسی برای ما چیزی را میکنه. حکومت داریم درست. این پرتوگاران هستند چیزی جمع میکنن به پرتوگاه میپرتاین. این درباره خودمان است. در اقیانوس جزیره پرتوها چگونه پیدا شده؟ برای سخنرانی احساسی من انگیزه هستم. ما بچه بیایید از خودمان آغاز کنیم. هیچ کس به ما کمک نمیکنه. هیچ کس برای ما کار نمیکنه. سوال در آن است که ما در سراسر جهان متحد نیستیم. درست؟ همه مشکلات دیگر از این بر نمی آید. یعنی ما یک قطعه زنبور اصل نیستیم. ما را زبانها جدا می کند. همه در بالای کشتی مشترکی کرپر را به خود می کشد. از این رو همه مشکلات زیرین به میان می آید. تا درک نکنیم که ما همه زندگی می کنیم، همه در یک کشتی هستیم، چنان که دوستان و همکسبان کایهانوردان امریکایی ما و از جمله گرمشوی گلوبالی چنین که حالا درباره آن میگویم. بله، گرمشوی گلوبالی. من در این بابت عالم بزرگ نیستم. شاید بهتر است که اقلیم شناسی این موضوع را بررسی کنم اینجا، چون همیشه حقیقت در جای نزدیک است. اما نه در آن است که آنها به فعالیت انسان علاقمند است. شما باید این را اثبات کنید. درست؟ بسیار آدمان این تغییرات را باز برای مقصدهای شخصی خودخواهانه استفاده میبرند. زیرا روزنامه سبز حالا مد نشده است. آنها با آن این لایحه گریتا تونبرگ برای به نظر من این مسئله های تجارتی هست. خوب، این همان قدر روشن است، کاملا روشن است. اما اکولوژی رو هم طرفه ویران کردیم. این کار رو کردن لازم است. خطر زودتر بهتر. همان پروتکل کیوتو. پس چی؟ این یک لایحه خالصی تجارتی است. اگر شما در خاطر دارید آلبرت گور همه چیز را تشکیل کرد، آن با اکولوژی هیچ ارتباطی نداره. یعنی این را شما نیز باید فهمید. من فکر میکنم که در یگان موضوع متحد شده ممکن نیست که این همیشه یک چیز مرکب است. یعنی این یک سلسله سوالهایی است که همه مردم را متحد میکنه. این نه تنها اقتصاد، نه تنها روزنامه سبز، بلکه تنها مسئله اکولوژی. این یک قطار پرابلم های است که ما باید یک جایی، یعنی با همه قوه های راهبری کننده حل کنیم و در حقیقت آن میتواند الکی در پلتفرم دیگر باشد که برای همه ما نشان بچه. حالا اگر ما عقیده من را دیگر نکنیم که دلار لازم نیست، آنها در آنجا نیستند. ما تنها برای دیدن آن زندگی نخواهیم.
من در سراسر جهان بسیار سفر میکنم. در اروپا، در امریکا، در ژاپن. و من بسیار می نویسم و همه وضعیت را میفهمند. ولی اما راهبری کنندگان نمیفهمند. اگر شخص از یگان سرحد امپراتوری که بیشوب وجود داره عبور کنه مغزی او فوراً به یک طرف می رود. وی دیدن چیزی عیان را بس می کند و از بس که ما همه در لطف و مرحمت سیاستمداران هستیم و رحمت پرزیدنت‌های خود در آمد گپ همه ما آنها را انتخاب کردیم. دیگر علاج نداریم. خوب این معنای آن را دارد که شما باید پلتفرم انتخاباتی را تغییر دهید. همه باید سر میز مدور جمع شوند و این مشکلات را حل کنند. از آنها جنگ، از آنها مشکلات. در این سیاره ما پادشاهی کوه‌ها باشند، در اینجا پادشاهی تپه نیست و بوده نمیتواند. و قوی باید به ناتوان یاری رساند و این پس به سر خود. در اینجا 99% مثل من و شما فکر میکنند. 1% که یک در بالای ماست تمام جامعه زمین را اداره میکند. با کدام سبب ها دیگر خیلی فکر میکنیم. اگر ما اجازه دهیم که ما را بعد به نهایت به اداره کنند 1%، این تمام جامعه ما. این معنای آن را دارد که ما کاری نادرست کرده ایم. آهسته آهسته تغییر دادن لازم است. شما باید به ترتیب دموکراتی به راهی تدریجاً تغییر دادن قانونگذاری قدم به قدم تغییر دهید. زیرا هر یک انقلاب شریر است. آن زمانی نیست. تلفات ترس است. از این رو ضرور است که چنین منبرها تشکیل کنیم، امکانات خودمان را برای رفع بحران پیشنهاد کنیم. ما تنها راه دیگر نداریم. رحمت. Вот организовать такие платформы, предлагать свои варианты выхода из кризиса. Но у нас другого пути просто нет, понимаете? Иначе мы погибнем все. Thank you so much, Mr. Kornienko. It's a great honor for all Большое of us. спасибо, господин Корниенко. Для нас большая честь, что вы с нами. ولی متاسفانه امروز ما در عکس آن جمعیت مطلوبات زندگی میکنیم که مقصد زندگی در آن استعمال بی‌آخری دائما افزاینده است. آدمان پول را میپرستند و یکدیگر را برای فایده استفاده میبرند. آنها موفقیت را نه از روی سهم به منفعت عمومی بلکه با قابلیت بیشتر از دیگران استعمال کردن چین میکنند و خود سیستم استعمال ثروت پرارزش‌ترین توجه آدمان را استعمال میکند. واسطه اخبار عامه که به فایده نگرانیده شده اند واقعیت ما را تشکل میدهند. در نتیجه دقت ما را جلب میکنند. ما همچون یک نمود تا کدام من شنیدم که جناب کورنینکو طبیعت دوره تغییریابی اقلیم را میفهمد. И в результате наше внимание настолько сосредоточено на экономических проблемах, политических драмах и прежде всего на потреблении, что мы не замечаем, как близки. سخنان دوشنبه من خیلی متاثر شدم و او درست میگوید که مبلغ گذاری به جمعیت ایجادی نه تنها به آینده شما فرزندان شما بلکه برای تمام انسانیت است. این در حقیقت بهترین سرمایه گذاری است. ما باید بشریتی را بنیاد کنیم که در سیاره زمین همچون یک عائله انسانی زندگی کند و این چگونه در حل مشکلات اقلیمی کمک می‌کند. خیلی آسان است دوستانم. با بکار انداختن ذخیره‌های نامحدود انسانیتی یگانه ما، اگر ما ذخیره‌های علمی تکنولوژی ذهن خود را یکجایی کنیم، ما می‌توانیم مشکلات تغییریابی اقلیم را حل کنیم. ما می‌توانیم همه گونه مشکلات دیگر سیاره را حل کنیم. ما می‌توانیم برای 8 میلیارد نفر حتی 25 میلیارد نفر حیاتی
обод созем. мо дар ниҳоят метавонем ҳамчун инсоният рушд кунем. Агар он чизест ки мо дар ҳақиқат мехоҳем. Аз касе пурсед, аз касе мешиносед, пурсед ки ҷомеаро ки дар он зиндагӣ карда мехоҳад тавсиф кунад. Ва он гоҳ бо он чизе ки дар 8 бунёди ҷамъияти эҷодӣ навишта шудааст муқоиса кунед. Ман ваъда медиҳам ки 99% инсон мувофиқат мекунад. Ин барои он аст ки одамон ин бунёдҳоро офариданд. Ин далелест ки миллионҳо пурсишҳо дар саросари ҷаҳон карданд. Пеш аз ҳама лутфан 8 асосро хонед ва он гоҳ боварӣ кунед ки ҳама дар атрофи шумо дар бораи онҳо медонанд. ҳамин тавр мо дархости шадиди интихобкунандагоро барои қабули 8 асоси ҷомеаи созанда дар қонун дар ҳар як кишвар эҷод мекунем. Ин ягонаи роҳи муттаҳид кардани инсонияти мо дар арзиши ҳаёти инсон аст. Мо бояд ба ҳама фаҳмонем ки мо танҳо ба тарафдори он сиёсатмадороне овоз медиҳем ки татбиқи ҷамъияти созандаро дастгирӣ кунанд. Вале хеле муҳим аст ки бунёди рақами 8 низ бо мо роҳ медиҳад ки ҳар як сиёсатмадорон ё мансабдори интихобшударо ки ваъдаашро вайрон мекунад, бидуни эътирозаш, шиор ва ё интизори солҳо то интихоби оянда бозхонд. Вақти мо сарвати бебаҳост ки мо дорем. Мо дигар онро барбод наметавонем. Амалият ҳоло оғоз мешавад. Агар шумо ин конференсро дида истед, 8 бунёдро хабар диҳед ва шумо имконияти худро барои зинда мондан ва рушд кардан аз даст диҳед. Дар айни замон вазифа дар назди тамоми инсоният аст ва ин аз тамоми аҳолӣ далерӣ талаб мекунад. Оё мо метавонем ин даъватро қабул кунем? Ё мо оқибатҳои даҳшатнокии беамалии худро хомӯшона қабул мекунем? Интихоб аз они мост. Брошен всему человечеству. И это потребует мужества от всего населения. Дорем. Аз ин рӯ биёед онро барои кор истифода барем ки воқеан ба мо ва ба ҳамаи одамон фоида расонад. Ба тарафдори аҳли ҷамъияти эҷодӣ овоз диҳем. Аллакай имрӯз шумо метавонед фаъол бошед. Мо мехоҳем ба тамошобинон хотиррасон кунем ки ин як пахши мустақим аст ва миллионҳо нафар дар саросари ҷаҳон тамошо мекунанд ки ин конференси байналмилалӣ ҳамзамон ба 100 забон тарҷума ва ба ҳазорон каналу платформаҳо пахш мешавад. Фаромӯш накунед ки ҳоло ин ҳодисаро дар шабакаҳои иҷтимоии худ мубодила кунед. Тамошобинони муҳтарам, мо мехоҳем фаҳмиш ва фикру мулоҳизаҳои шуморо бишнавем ва шумо метавонед худи ҳозир онро сабт кунед ва видеоҳои худро ба мо фиристед. info@allatraunais.com. Тағйирёбии иқлим на танҳо дар сайёраи мо рух медиҳад. Биёед бубинем ки системаи офтобии мо чиро истодааст ва тағйирёбии иқлим ба сайёраи дигар чӣ гуна таъсир мерасонад. Записывайте эти видео и присылайте к нам на почту info@creativesociety.com. Изменение климата происходит не только на нашей планете. Давайте посмотрим, что происходит в нашей Солнечной системе и как цикличность изменения климата влияет на другие планеты. Структуру и состав атмосферы Сатурна от глубоких слоев до верхних. Последствия этого шторма могут влиять на северное полушарие Сатурна долгие годы. Также Кассини впервые за все время наблюдений зафиксировал огромные пылевые бури на спутнике Сатурна Титания. Но ведь и на Земле увеличилась скорость ветров, участились песчаные и пылевые бури. Все чаще и чаще массивные шлейфы песка затмевают небо и приносят удушливый воздух во многие части Африки, Азии, Америки и Европы. По словам профессора астрономии Имки де Патер, в эпицентре глобальных изменений сейчас оказался и Юпитер.
Теперь красные пятна Юпитера выступают над облаками. По мнению исследователей, это свидетельствует о повышении температуры в этой области. Как сказал планетолог Майкл Вонг, ничего подобного ранее не наблюдалось. А в знаменитом Большом Красном Пятне, самом огромном шторме в Солнечной системе, с 2009 года по 2020 скорость ветров увеличилась на 10% и продолжает расти, чего не наблюдалось никогда ранее. Также участились вспышки аномально сильных молний. Кроме того, возросло количество извержений вулканов на спутнике Юпитера Ио. Марс – ближайший аналог Земли. И все процессы, которые наблюдают на Марсе в последнее время – гигантские пылевые бури, оползни, магнитные аномалии, рост сейсмической активности, таяние льда – Земли и Марса одна и та же, и это никак не связано с деятельностью человека. Происходят изменения и на Венере. Как показали данные с орбитального аппарата Venus-Express, скорость ветров на Венере увеличилась с 300 км в час до 400 в период с 2006 по 2012 год. До последнего времени планетологи спорили о геологической активности Венеры. Новое исследование выявило на поверхности Венеры 37 свежих вулканических структур. Профессор геологии Лоран Монтези говорит: «Первый раз мы можем утверждать, что это не древние вулканы, а действующие». Точно так же, как и на Венере, на Земле сейчас просыпается все больше вулканов и растет магматическая активность в недрах планеты. В 1998 году системой Дорис был зарегистрирован резкий скачок в ядрах планет Солнечной системы и их спутниках. В научной работе Юрия Баркина говорится, что влияние на Солнечную систему идет извне, и глобальные изменения климата на планетах происходят синхронно. В последние годы мы видим множество необъяснимых изменений на планетах Солнечной системы за всю историю наблюдений. Возникает логичный вопрос: если эти изменения происходят одновременно во всей Солнечной системе в результате внешнего воздействия, не отразилось ли это и на Солнце? Не потому ли Солнце с 2012 года находится в аномальном затяжном минимуме своей активности, который может продлиться до 2045 года? Не принесет ли это дополнительной нестабильности в хрупкий баланс систем Земли и других планет? Ведь наша жизнь полностью зависит от Солнца, но оно не может нас защитить от галактических лучей, когда его активность в минимуме. Изменения климата и геодинамики на других планетах Солнечной системы происходят одновременно с изменениями на Земле. Это происходит по причине цикличности 12 тысяч лет, обусловленной галактическим излучением. Почему к этим фактам не привлекается внимание общественности? Не потому ли, что тогда все поймут, что в изменениях климата нельзя обвинить человека? А значит, уже нельзя будет на этом делать бизнес под эгидой спасения планеты. Ведь это обрушит всю стройную теорию антропогенного фактора, якобы изменяющего климат Земли, так как человечество со своими выбросами СО2 еще не обосновалось на других планетах, а значит, не могло повлиять на изменение климата целой Солнечной системы. Правда об истинных причинах изменения климата крайне важна. Только увидев и сопоставив все факторы, можно понять, что на самом деле происходит с нашей планетой, и предпринять необходимые меры. Эта информация указывает на настоящую причину, а значит и приближает нас к решению, благодаря которому мы сможем пережить катаклизмы. مهم است که این معلومات برای همه دسترس باشه زیرا این معلومات میتواند به نجات میلیاردها آدمان کمک رساند حالا در جامعه استعمال حقیقت از ما پنهان است حقیقتی که به ما امکان زنده ماندن را میدهد این است که
شفافیت و اشکاربیانی اطلاعات طلب حتمی جمعیت ایجادی که چهارمین بنیاد جمعیت ایجادی می باشد و امروز ما شفافیت نداریم زیرا آن به همه آن کسی تاثیر می رساند زیرا در افسانه CO2 و انرژی سبز کس می تواند پولی زیاد به دست آورد آدمان می میرند در حالی که ما حتی با محاکمه حل مسئله شروع نکرده ایم اما چگونه ما می توانیم راه حل خود را پیدا کنیم اگر ما حتی سبب‌های اصلی تغییر اقلیم را ندانیم چرا رسانه ها و سیاستمداران ما را آگاه نمی کنند زیرا در جامعه که شفافیت وجود ندارد آنها ما را در تاریکی نگاه می‌دارند و با ما افسانه ها درباره CO2 ما را کور می‌کنند از سبب آنها ما وقت زیادی را صرف می‌کنیم حالا وقت حل علمی و تطبیق عملی آنها رسیده‌اند ما علاقه تاثیر اقلیم را احساس کرده ایستادیم تصور کنید چند نفری ما زنده میمانیم اگر ما بر ضد این تغییریابی اقلیم خطرناکترین دشمن چاره نبینیم عالمان ما حاضر چیکار کرده چیکار میکنه در کجایند با کی کار میکنه فهمید حساب کنک علاقه آغاز شده است ما به هر ثانیه که به هر ثانیه وقتم را میگذرانیم وقت قیمت بها را از دست میدیم از این رو این معلومات خیلی مهم است نگاه داشتن آن بزرگترین جنست انسانیت در تاریخ ماست ما به این حقیقت حالا از همه وقت بیشتر نیاز داریم Тот факт, что она скрывается, является крупнейшим геноцидом человечества в нашей истории. Эта правда нужна нам сейчас, как никогда. Большое спасибо, Анина. Здравствуйте, дорогие друзья. Из всего сказанного ранее мы с вами понимаем, что даже если мы бросим все силы на спасение экологии, это уже не поможет нам противостоять изменению климата. Да и как, собственно, мы спасем экологию? Отказываемся от пластиковых пакетов в пользу бумажных, например. Но ведь бумага — это деревья. То есть до свидания леса? Серьезно? Мы уничтожаем легкие собственной планеты, единственного нашего дома. Неужели мы так глупы? Нет, конечно. Наша проблема в другом. Коллаборационисты собираются обсуждать проблемы климата и экологии. Но почему ситуация только ухудшается? Посмотрим честно. Что стоит в основе современного общества? Манипуляции, ложь, рабство, молчание, власть, деньги. Отстоять свое, урвать чужое. Это формат, который существует тысячелетия и продолжает прогрессировать до сих пор. Сегодня модно быть наглым и амбициозным. А изначально амбициозность означала стремление к власти, обостренность, самолюбие. Мы возвеличили все низменные качества человека. Говорят, надо знать себе цену. У нас на всех одна цена. Все покупается и продается, начиная от воздуха и заканчивая отношения между людьми. Единственное, что сегодня ценится меньше всего, это человеческая жизнь. Сегодня наша жизнь не стоит ничего, потому что на первом месте стоит кошелек. В век технического прогресса люди продолжают умирать от нехватки еды, воды и загрязнения воздуха. Из-за отсутствия настоящих ценностей мы загнали себя в тупик. Неужели может быть что-то выше человеческой жизни? Что может быть выше вопроса выживания, когда ты стоишь на грани? Климат один на всех. От него не откупишься. Все деньги мира не смогут его остановить. Нам нужно найти решение как можно скорее. Мы с вами только что посмотрели видео, в котором четко показана истинная угроза. Это внешнее энергетическое воздействие на планету.
Наша задача — найти этому противодействие, равное по величине энергетического противодействия. Именно для этого нам необходимо объединить весь научный потенциал. Это не просто благородная цель, сильные слова, это наш шанс выжить. Единственный, последний. Здесь необходимо участие всех людей, всего научного мирового сообщества. Даже если соберутся 100 или 1000 ученых, этого будет недостаточно. Необходимо, чтобы верное решение искали в буквальном смысле все ученые мира из разных научных сфер. Сейчас тот самый момент, когда мы должны сделать решающий выбор — жить, жизнь или смерть. Честно говоря, мы должны были сделать этот выбор гораздо раньше. Сейчас у нас каждый день на счету, каждая минута может стоить нам человеческой жизни. Мы слышим о прогнозах на десятилетия вперед. Люди, но у нас нет столько времени, у нас нет и 10 лет. Очень важно действовать быстро. Сейчас мы уже зашли в зону энергетического воздействия, и к тому времени, когда мы подойдем к его пику, у нас уже должно быть готовое решение. Но даже всем ученым мира необходимо время на поиск и разработку решения. А времени и ресурсов у нас с каждым днем становится все меньше. До сих пор у нас не было ответа на вопрос, как объединиться. И нам казалось это невозможным. Но сегодня ответ есть. Изменение потребительского мышления на созидательный. Выбор в сторону развития, в пользу выживания, выбор жить. Если мы действительно хотим жить, нам надо действовать. Мы уже сейчас должны менять формат общества, чтобы создавать условия для ученых, дать им возможность работать. Когда не останется частных интересов, когда у каждого ученого будет одна цель — найти способ выжить всему человечеству. Мы можем создать такие условия, но только все вместе. Волонтеры Международного движения АЛЛАТРА в течение многих лет говорили об этом, говорили со всем миром. Сколько интервью, социальных опросов, конференций, докладов, статей. Люди из 180 стран проделали огромную работу. Мы узнали, что хотят люди. И все вместе мы нашли выход. Это созидательное общество. Созидательное общество — это модель, основанная на лучших стремлениях людей со всего мира. Именно о созидательном обществе говорили пророки всех времен. Знаете, почему людям не удалось построить его раньше? Потому что те знания, которые приносили пророки и которые могли позволить людям объединиться, были искажены всеми людьми. Все превращалось в бизнес. Но сейчас уже не до бизнеса. Климат меняется. Меняется все. Экономика, планета, политика, все. Меняются наши жизни. Очевидно, что пора меняться и нам. Построить созидательное общество, чтобы сохранить человечество, именно так должен звучать запрос от общества. От многих наших зрителей в течение конференции идут комментарии. Так что же делать? Какой выход? Друзья, когда мы все вместе поймем, что дело серьезное, что нужно объединяться, у нас все получится. Все зависит от нас самих. Если мы хотим остаться в живых, хотим будущего для наших детей и внуков, мы должны как можно скорее рассказать о созидательном обществе каждому, кто еще не знает об этом. Да, есть те, кто не хочет слушать, отгораживается, не хочет понять, не хочет принять. Но нам нужно говорить всем, даже таким людям. Они часть общества, они, как и все мы, несут ответственность. Они голосуют, делают выбор. Если их выбор будет в пользу тех, кто только мешает принимать правильные решения на политическом уровне, значит, они чего-то еще не поняли. И правильно говорили сегодня спикеры. Надо голосовать только за тех политиков, которые поддерживают созидательное общество. Факты, приведенные на этой конференции, на предыдущих, дают полное понимание ситуации. На них невозможно закрыть глаза. Просто донести то, что ты знаешь и понял до остальных. Давайте вместе искать возможности оповещения человечества, придумывать новые эффективные способы. Раньше у нас не было технической возможности объединиться, а сейчас она есть. И данная конференция служит хорошим тому примером. В настоящий момент мы собрались вместе, люди со всего земного шара. У кого-то сейчас утро, у кого-то ночь. Но мы все здесь говорим на 100 языках мира, потому что знаем, как это важно. Потому что мы не ждем, что кто-то нас за что-то за нас решит. Мы сами организовались и собрались здесь. А те, кого с нами нет, это те люди, которые просто еще не знают о созидательном обществе. Наша задача в том, чтобы они узнали о нем как можно скорее. Наша экология находится в плачевном состоянии, а у нас пока нет ответа на изменение климата. Но молчание и бездействие
гораздо страшнее. Это то, что приводит к гибели, приводит нас к гибели. Но выход найден. И если мы не расскажем о нем каждому, нас ждет судьба Марса. Друзья, пока наша судьба в наших руках, мы должны упустить этот шанс. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Друзья, мы слышали все доказательства, мы видели правду, и мы знаем, почему меняется климат, но сейчас у нас немного времени для того, чтобы информировать всех людей и объединиться. Ученые уже давно должны были разработать стратегию, как противостоять циклическому процессу, но мы все еще поддерживаем миф о СО2. Миллионы людей сегодня пытаются сделать все возможное, чтобы информировать всех, чтобы объединились все в одной идее для построения созидательного общества. Потому что наше бездействие каждый день стоит человеческих жизней. Мы должны действовать быстро. Если хотим выжить, мы должны как можно быстрее сообщить всем об этом решении. И я хочу сказать, что это единственное решение, и нужно информировать всех как можно быстрее. И сейчас я хочу передать слово سکوت به عمل آمد و بعد ضربه نوی باز هم پرزورتر ما دیدیم که سینخرونیزاسیون فلاکت ها آغاز یافت. این نمونه در بین دیگر آفت های طبیعی مشاهده می شد. ما مشاهده این پدیده نو را ادامه دادیم و بهترین تخمین را تصدیق شدند. امسال پیشروی نه فقط نگاه دارد بلکه باز دوام دارد. باز هم افزود حالا هماهنگسازی حتی در یک منطقه مشاهده می شود. کشور یا حتی شهر در تمام رسانه‌های جهانی و مثال‌های زیادی را می بینیم که چگونه آبخیزی، سوختار، طوفان‌ها به همان منطقه می آیند. و سپس سرماهای غیرمقرری نیز دلیل‌ها که در کنفرانس گذشته به جاری پیشنهاد شدند می‌فهمانند که با چی ما روبرو شده ایستادیم. آیا شما این را نمی‌بینید؟ کدام دلیل دیگر لازم است؟ وقتی شما در آب تا گلو ایستاده‌اید و غرق می‌شوید یا فرزندانتان غرق میشه، آیا شما نیز دلیل میپرسید؟ آیا به تأخیر عمل میکنید؟ کاتاکلیزم ها اصلا مهم نیست که شما با آنها باور میکنید یا نه. روید به ما بگویید که شما به آنها کی هنگام آفت‌های اقلیمی فهمیدند و به آنهایی که در کوچه بیچیزه ماندن باور نمیکنند. روز تا روز بیشتری آدمان تلف میشوند. دیر یا زود این به همه ما تاثیر میرساند. پس ما دیگر کار کرده نمیتوانیم. از این رو در حالی که هنوز وقت هست ما باید عمل کنیم. ما باید متحد شویم، یک جمعیت سازنده را بنیاد کنیم و همه یک جای امکان زنده ماندن را جستجو کنیم. از کنفرانسی گذشته بیشتر از 4 ماه گذشت. ما مانیتورینگ باز هم وسیع‌تر گذرانیده فلاکت‌هایی که در این مدت گذشتند و عاقبت‌های آن را تحلیل کردیم. ما از تمام سرچشمه‌های اطلاعاتی استفاده کردیم. پورتال‌های مترولوژی، پلتفرم‌های مانیتورینگ اقلیم، منابع خبری، شبکه‌های اجتماعی، شاهدی عینی و غیره. ما نقض می‌دانیم که ما تمام آفات طبیعی و فلاکت‌هایی را که در این دوره در سیاره به عمل آمد ما اعتبار نگرفتیم، اما حتی معلوماتی که ما جمع کردیم توانستیم ما را به دهشت آورد. متاسفانه
фоне дар тӯли 4 моҳ дар сайёра он қадар офатҳои табиӣ рух доданд ки наворе ба ин ҳама ҳодисаҳо вақти тамоми конферансро мегирад ва мултар ҳам. Аз ин рӯ мо ба шумо танҳо як қисми хурдро нишон медиҳем аз ҳама шӯҳратпараст, ғайриоддӣ ва харобовари онҳо. Биёед бубинем ки мо инсоният ворои 4 моҳи бефаъолият чӣ пардохт кардем. Заняло бы все время этой конференции, а может даже и больше. Поэтому мы покажем вам лишь малую часть, самые масштабные, аномальные и разрушительные из них. Давайте посмотрим, что мы, как человечество, чем мы заплатили за эти 4 месяца бездействия. Худшие климатические прогнозы сбываются прямо у нас на глазах. Со дня проведения нашей прошлой конференции глобальный кризис — это уже касается каждого. Прошло 4 месяца, но даже за этот короткий период количество климатических катастроф выросло до рекордных цифр. Первое событие, которое мы зафиксировали, случилось во время прямого эфира конференции 24 июля 2021 года. И я также просто хотела быстро упомянуть, что сейчас я нахожусь в районе Детройта, штат Мичиган. И прямо сейчас, когда мы говорим, мы получили предупреждение о торнадо в этой местности, а также предупреждение о серьезной грозе, которая происходит прямо сейчас. И так мы видим, что климат не стоит на месте. В этот же день в разных частях мира синхронно произошло несколько серьезных катаклизмов. Жители Бельгии пострадали от наводнения. В Приморском крае в Российской Федерации были установлены рекорды максимальных температур, а в Южной Африке были побиты рекорды холода. И впервые за много лет выпал снег. Этот факт стал отправной точкой для проведения мониторинга климатических катастроф. Мы понимали, что за 4 последующих месяца их будет много, но никто не ожидал, что настолько. Июль 2021 года. В этом месяце водная стихия была как никогда разрушительной и смертоносной. Забегая вперед, скажем, что за все время мониторинга, а это более 4 месяцев, в мире не было ни одного дня без масштабного наводнения. В июле на Китай обрушились рекордные дожди, которые получили название «Ливни тысячелетия». Причем только в одном городе Чжэньчжоу за 3 дня выпала почти годовая норма осадков. От наводнения в провинции Хэнань пострадало более 14,5 миллионов человек, и по меньшей мере 302 человека погибли. Стихия нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре, сельскому хозяйству и угледобывающей промышленности, что привело к затяжному энергетическому кризису в стране. Были разрушены дамбы, дороги, дома. Не успели местные жители оправиться от последствий наводнений, как 25 июля Китай накрыл тайфун Инфа. В итоге 1,5 миллиона человек пришлось эвакуировать. Не обошла стихия и Индию. В конце июля тут также прошли сильнейшие дожди, которые за период с июля по ноябрь привели к разрушительным наводнениям и оползням. В итоге более 16,5 миллионов человек пострадали, а число жертв превысило 420 человек. 22 июля в городе Чеплун в Махараштре прошел очень сильный дождь. Внезапно вода начала подниматься, и уже через несколько часов все было затоплено. Поэтому у людей не было времени, чтобы перевезти личные вещи. Они были вынуждены оставить все дома и просто бежали из города.
Но после того, как они вернулись, то не нашли своих домов на прежних местах. Их просто полностью смело. Снесло водой. А в Афганистане, в провинции Нуристан, всего за одну ночь, с 28 на 29 июля, наводнение смыло 170 домов и унесло жизни 113 человек. Многие не успели даже проснуться. Только за последнюю неделю июля сразу 19 стран по всему миру пострадали от масштабных наводнений. Причем для многих из них такие события далеко не типичны. Кроме того, масштабные наводнения – лишь малая часть происходящих событий. Пока одна часть планеты тонула, другая горела. В июле по всей Европе вспыхнули неконтролируемые лесные пожары, вызванные аномальной жарой. Например, на итальянском острове Сардиния пожар достиг беспрецедентных масштабов, которые за всю историю наблюдений еще не регистрировали. 1500 жителей острова были вынуждены срочно покинуть свои дома, но многим из них вернуться было уже некуда. Жара ударила и по Турции, которая испытала самый страшный сезон лесных пожаров в своей истории. Огонь охватил 30 провинций. Тысячи местных жителей и туристов в срочном порядке были эвакуированы. Я живу в самом центре пожаров. В общем, за 8-9 дней сгорела площадь около 13,5 тысяч гектаров. И это серьезная цифра. К сожалению, из-за недостаточного вмешательства в первые 4-5 дней пожары усилились из-за ветра и жары. Я впервые столкнулась с подобным. Я никогда не забуду день, когда начался пожар. Был сильный ветер и давила аномальная температура. В Греции максимальная температура достигала 47,1 градус Цельсия. В итоге из-за стихийных возгораний было выжжено более 100 тысяч гектаров леса. Огонь привел к уничтожению и повреждению сотен домов, вынудив тысячи людей покинуть свои деревни и города. Для тушения пожаров потребовалась международная помощь. В июле и августе свирепые лесные пожары бушевали также и в других европейских странах. Горели леса Франции, Испании, Северной Македонии и даже Финляндии. В это же время на другом континенте, в Северной Калифорнии, США, набрал силу пожар Дикси. Он стал самым крупным единичным пожаром за всю историю штата и выжег территорию в 3 раза превышающую площадь Нью-Йорка. Также тут стоит упомянуть один немаловажный факт. Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. К примеру, в Японии только за период с 19 по 25 июля из-за жары были госпитализированы 8122 человека, и не менее 23 человек умерли. А значит, в ближайшем будущем нас ждут еще более длительные волны жары. И они, как мы знаем, уже сейчас приводят к росту смертности среди людей. В Северной Америке всего 6 дней беспрецедентной жары привели по официальным данным к смерти почти 700 человек. Но по оценкам специалистов, жертв аномально высоких температур значительно больше. Парадоксально еще и то, что одновременно с аномальной жарой в северном полушарии из-за волны антарктического холода наблюдались рекордно низкие температуры в южном полушарии, в частности, в странах Южной Америки. Август 2021 года. Одновременно с изнуряющей жарой в мире продолжаются масштабные пожары. Их крайне сложно потушить из-за сильного ветра, высоких температур и глобальной дегазации планеты. По состоянию на 12 августа огнем охвачены 5 из 6 континентов. Не горит только Антарктида. В августе пожар в Якутии достиг своего апогея. По данным дистанционного мониторинга Рослесхоза, огонь уничтожил более 8,5 миллионов гектаров леса.
что превышает площадь Австрии. Он стал самым крупным пожаром в мире за 2021 год. Картина, которую мы увидели, она потрясла нас и, конечно, не смогла оставить равнодушными. Уже на подлете к городу в самолете уже ощущался такой стойкий запах дыма, запах гари. 25 августа в Якутию вслед за пожарами пришли сильные дожди, вызвавшие селевые потоки. А спустя несколько дней выпал первый снег, что аномально для этого времени года. Якутия не единственный регион планеты, который подвергся мощным наводнениям сразу после пожаров. Тоже произошло в Италии, Франции, Греции и США. А в Турции из-за водной стихии погибли 77 человек. В это же время в Калифорнии помимо пожара Дикси бушевало еще два крупных пожара – Макфарленд и Калдор. А в начале августа территория штата подверглась сильной засухе. Уровень воды в местном водохранилище был критически низким. Это привело к остановке ГЭС, и сотни тысяч человек остались без электроэнергии. В августе и сентябре по территории США ударил исторически мощный ураган Ида. Всего за одни сутки он усилился со 2-й до 4-й категории, набрав скорость 241 км в час. Ветер был минут 5, а потом все было просто разрушено. Раньше ураганы, попадая на сушу, быстро ослабевали, но Ида, выйдя на материк, еще в течение 6 часов сохранял свою силу. На некоторое время он даже развернул течение реки Миссисипи. Еще более аномальным стало то, что ураган проник вглубь материка на 2400 километров, затронув 22 штата и вызвав историческое наводнение в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Водная стихия настигала людей в подвалах, где они прятались от приближающегося урагана, а многие погибли прямо в своих машинах, которые захлестнуло водой. Жертвами Иды стали 96 человек. 14 августа на Гаити произошло самое разрушительное землетрясение 2021 года магнитудой 7,2. По официальным данным, оно унесло жизни более 2000 жителей острова. Число пострадавших превысило 650 тысяч. Около 30 тысяч семей лишились крова. Сразу после смертоносного землетрясения Гаити накрыл мощный шторм Грейс. Не имея прочных укрытий, поскольку их дома были повреждены и разрушены, люди остались беззащитными перед натиском шторма. После землетрясения некоторые люди боялись заходить домой, потому что их дома сделаны из бетона. И для них безопаснее было спать на улице. Но беда в том, что сразу после землетрясения у нас случился ураган, то есть сильнейший циклон. И людям пришлось вернуться в свои дома, несмотря на то, что они испытывали дискомфорт из-за нахождения внутри бетонного здания. В августе синхронно продолжились катастрофические наводнения по всему миру. В Нигерии пострадали 100 тысяч жителей, погибли десятки человек. В Венесуэле наводнение унесло 20 жизней, десятки тысяч людей остались без крова. В этом же месяце рекорды жары были побиты в разных регионах планеты. В некоторых местах температура превышала плюс 50 градусов по Цельсию. Я итальянец, родом из глубокого юга Италии, с Сицилии, из провинции Сиракуза, где мы зафиксировали историческое климатическое событие, зафиксированное во всем мире. Самая высокая температура – 48,8 градуса Цельсия. Мы привыкли к высоким температурам, но не к таким пикам. И мы приближаемся к тропическим температурам. В Гренландии 14 августа впервые в истории пошел дождь. До этого, кроме снега, других осадков там никогда не было. Август особенно ярко демонстрирует синхронность климатических катастроф. В некоторые дни на планете одновременно происходило большое количество рекордных стихийных бедствий.
Те климатические катастрофы, которые мы увидели, это лишь небольшая часть произошедшего менее чем за 1,5 месяца. Разрушены десятки тысяч домов, сотни тысяч пострадавших по всему миру, жизни, которые уже не вернуть. Это цена каждого дня без созидательного общества. تو ما ببینیم که با اقلیم چی روی داده ایستاده است و عمل کردن را آغاز کنیم و کی کلافت می‌دهد که شما یا من یا فرزندان ما در این میان مردم نخواهد شد. همه این فکت‌ها به ما شهادت می‌دهند که به سیاره ما چی روی می‌دهد. می‌بینید که با هر روز بی‌عملی ما وضع به هم بدتر می‌شود. به پیشروی نظر کنید. در ظرف 4 ماه اخیر وضعیت بدتر شد. این روند تنها افزایش خواهد یافت و در 1 سال چی می‌شود؟ و ما می‌گفتند که مشکل‌ها در 2060 سال می‌آید. اما ما آدمانی دانا و باسواد ما می‌فهمیم که اگر ما چیزی را تغییر ندهیم 2060 سال به تماما نخواهد بود. همه ما می‌خواهیم که در اطراف خود آرام و آرام باشیم. مثلا در سال 2060 چنین می شود آرام و آرام مثل حالا در مرز ولی بیمو بنابراین ما باید از حاضر به تأخیر عمل کنیم. کسی هر یک کس چیکار کرده میتونه؟ اولا حقیقت را همان طوری که هست قبول کند، وارد شود و آن را خودتان درک کنید. فهمید وقتی که شما تنها در دیوان نشستید و به چیزهای مهمترین توجه ندارید، معلومات از سرچشمه‌های گوناگون پاره پاره و تعریف‌ها به شما میرسند، شبهه‌ها مرا در درون گرفتار میکنه و هنگامی که شما خود سر میکنید به شرافت چنین رفتار آدمان غمخواری تمام سیاره این کنفرانس به وجود آمد. آن به شما کمک میکند که وقت زیادی را صرف نکنید تا درک کنید که واقعا در سیاره ما چی روی داده ایستاده است. وقتی که شما آن را درک میکنید، شما درک میکنید که ساختن جمعیتی سازنده این یک امکان ما است. حالا در این باره به همه آدمان خبر دادن، آنها را از وضعیت حقیقی سیاره آگاه کردن مهم است. ما باید اقتدار خود را پره استفاده برده و تمام جهان هر چیز زودتر خبر دهیم و این کار را با احتیاط انجام دهیم تا مشکلترین مرحله بنیاد جمعیت ایجادی مرحله اول، مرحله اطلاعاتی می باشد. وقتی که آدمان واقعا درک می کنند که جمعیت سازنده یگانه امکان زنده ماندن ماست، روند متحد شوی و عملهای من بعدی با سرعت صورت می گیرد. اما برای این هر یکی ما باید کوشش کنیم با آن کسی دیگر نگاه نکنید. این خانه شماست، این حیات شماست و این جامعه شماست. حالا بعضی این معلومات را با خشم و اتهام پیشواز میگیرند و من به شما مراجعه میکنم. خیلی مهم است که بدانید که تجاوز ترس را به وجود میآورد. از این رو یگانه چیزی که آدمان را باز می‌دارد ترس است. ما میترسیم و بنابراین حقیقت را شنیدن نمیخواهیم. اما اگر ما از چیزی ترسیم و یا شنیدن نخواهیم، گوش چشمان خود را با آن چیزی که روی داده ایستاده است کوشیم، این معنای آن را ندارد که روی نمیدهد. بیایید راست قول باشیم و اقرار شویم و از همه میترسند که و این خوب است. تنها آدمی غیر مقرری یا به مسئولیت بی‌پروا می‌ترسد، اما جسارت حقیقی نبودن ترس نیست، این قابلیت قدم زدن آن است. آخر از بالای ترس گذشتن، سخن راست گفتن ما قوی‌تر می‌شویم. برای زنده ماندن ما از ترس واقعیتی و مثل شترمرغ سر خود را در ریگ پنهان کردن خیلی مؤثرتر به مقصد موقع‌تر است. ما شترمرغ نیستیم، ما آدمیم و دلیری نشان داده میتواند این در هر یکی ماست. این جسارت برای گفتن حقیقت است.
хабар додам. Ман ҳам илова карданам ки чаро гуфтани ҳақиқат зарур аст, зеро ин нисбатан ба инсоният софтдилона аст. баъд аз ҳама мо интихоби худро дорем ки диққат ва иқтидори худро дар куҷо сарф кунем. маълумот аст ки ҳақиқат даҳшатнок аст, аммо вақте медонем ки роҳи раҳоӣ вуҷуд дорад, он ҳавасманд ва ҳушёр мекунад. ҳамаи ин маълумот танҳо аз он сабаб ба даст меояд ки мо медонем ки ҳанӯз имконият вуҷуд дорад. ҳозир вазифаи мо аз он иборат аст ки якдигарро тарсондан не балки боварӣ ҳосил кардан ки одамон факт фаҳманд ки ҳозир бояд амал кунанд. қаҳрамонони воқеи имрӯзӣ ин аст ки ҳақиқатро ҳамон тавре ки ҳаст будину таҳриф поквиҷдона ва ошкорона ба пеш бурдани он қабул аст. ман ба даҳҳо ҳазор ихтиёрон дар саросари ҷаҳон ки ин конференсро омода карданд ташаккур мекунам. миллионҳо одамон ғамхор ва лоиҳаи ҷамъияти эҷодиро таҳия мекунанд ва сокинони сайёраро огоҳ мекунанд танҳо бо як ҳадаф расиданд. ҳамаи ин беғаразона анҷом дода мешавад. ҳамаи мо як манфиат дорем: зинда мондан ва наҷот додани ҷони наздикон. ман боварӣ дорам ки мо дар ояндаи наздик миллиардҳо нафар хоҳем буд ва он аз он шумо ба мо вобаста аст ки ин чӣ қадар зуд рух мегирад. аз ин рӯ рафиқон, ҳамаи мо далертаронем. И мы хотим сохранить жизнь своим близким и любимым. Мы хотим сохранить жизнь всему человечеству. И я уверен, что совсем скоро нас будут миллиарды. Но как быстро это произойдет, сейчас зависит от каждого из нас. Поэтому мужества нам всем, друзья, и побольше. Спасибо. Сентябрь 2021 года. Зафиксирована синхронизация вулканической активности в разных частях планеты. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха покрыло раскаленной лавой остров Ла-Пальма в Испании. Лава, двигаясь со скоростью 700 метров в час, уже уничтожила более 2500 домов, свыше 7000 жителей эвакуированы. И даже спустя несколько месяцев эвакуация продолжалась. Это ужасно. Просто ужасно видеть, как вулкан. Лава медленно поглощает дома. Дома моей семьи и моих друзей. Как это ужасно для людей. Люди бегут, кричат. Я не знаю, что делать, куда мне идти, где мне спать, что мне есть. Как мне вообще жить? Где? Где мой дом? Сейчас некоторые люди живут в автомобилях, а в двухкомнатной квартире проживают 14 человек. Лава поглощает на своем пути все. Целые города, пастбища, плантации, сельскохозяйственные угодья. Остров постепенно покрывается токсичным вулканическим пеплом. Воздух отравлен. Ученые заявили, что не могут предсказать, когда извержение завершится. В этом же месяце на другом конце Земли, на Гавайях, началось новое извержение вулкана Килауэа. Геологическая служба США повысила уровень опасности до самого высокого. В сентябре также извергался крупнейший действующий вулкан Европы – Этна. Столб пепла поднялся на высоту 9000 метров. За первую неделю сентября жители Мексики пострадали от ряда экстремальных стихийных бедствий. В центральном штате Идальго произошло сильное наводнение. В одной из больниц из-за отключения электричества перестали работать аппараты подачи кислорода. В результате погибло как минимум 17 человек. В штате Герреро на юго-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг залегал близко к поверхности Земли, всего на глубине 10 километров, поэтому толчки ощущались на дальнем расстоянии.
А 27 сентября землетрясение произошло на острове Крит. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде 6,5, однако позднее она была понижена до 6,0. Эпицентр находился в 20 километрах от столицы острова Ираклиона. Глубина очага землетрясения была также небольшая, около 10 километров. Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года землетрясений магнитудой свыше 6 стало больше, а также увеличивается количество и магнитуда афтершоков, что указывает на тревожную динамику. На северные острова Филиппин обрушился супертайфун Чанту, который принес разрушительные ветры и проливные дожди. Он стал одним из сильнейших штормов 2021 года. Скорость ветра достигала 260 км в час. Тайфун оставил регион без электричества и стал причиной эвакуации более 11 тысяч человек. Последствия Чанту ощутили на себе жители Китая, Южной Кореи и Японии. В сентябре волны аномальной жары накрыли новые регионы планеты. Для северного полушария такие температуры в конце сентября являются крайне аномальными. Октябрь 2021 года. В начале месяца рекорды жары продолжились. И 2 октября стал самым жарким днем в истории сразу 4 стран – Ирана, Марокко, Китая и Южной Кореи. Циклон Шахин принес губительное наводнение в пустыню. Разрушительный шторм и град охватили Маскат, столицу Омана. Улицы города затоплены, повреждены объекты электроснабжения и дороги. Погибли 13 человек. Более 5000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. За одни сутки на Маскат обрушились 2 годовые нормы осадков. Такое стихийное явление произошло впервые за всю историю этой страны. В октябре в мире было отмечено большое количество случаев аномального крупного града. На Ливию вместе с дождем и шквальным ветром обрушился град размером около 15 сантиметров. Огромные градины пробивали крыши домов, повреждали автомобили и фасады зданий. Жертвами подобного стихийного бедствия стали жители Австралии. Размер градин достигал 16 сантиметров, что является рекордом для этой страны. Огромные ледяные глыбы повреждали машины и здания. Град падал с такой силой, что пробил даже крышу торгового центра, откуда спешно эвакуировали около 400 человек. Аномальным также является то, что Австралия попадала под удар градового шторма более 10 раз на протяжении октября. Европа попала под удар сразу 2 мощных штормов, которые охватили территории более 10 стран. Сильный ветер повредил линии электропередач, нарушил железнодорожное сообщение, сносил крыши домов и вырывал деревья с корнями. В сентябре-октябре катаклизмы каскадно обрушились на территорию Италии. В северной и центральной частях прошел шторм с сильными ливнями. 7 торнадо обрушились на север страны 19 сентября. А 5 октября дождь, град и торнадо накрыли исторический центр Катании, причинили серьезный ущерб жилым домам и предприятиям. Днем ранее на несколько провинций Италии обрушились сильные наводнения, установив европейский рекорд осадков. Разразился сильный шторм, вызвавший рекордные дожди, наводнения и оползни. При этом в течение 48 часов зафиксировано более полумиллиона ударов молний. Один дождь. Молний било столько, что я не припомню за всю свою жизнь, что я столько молний. Я-то снимал на видеокамеру, я снимал, делал фотографии, просто успевал делать на фотографии молнии. Вы представляете, насколько их было много. Перед этим всем был настолько сильный порыв ветра, что мне пришлось держаться за двери подъезда. Меня просто сдувало, я просто был параллельно земле. То есть настолько сильный был ветер, я не знаю, что это был торнадо, смерч. В общем, я только увидел, что полетели коробки какие-то доставщика. И я понял, что значит что-то скоро происходит нереально сильное. Ноябрь 2021 года.
С аномальными осадками в разных частях мира люди столкнулись и в ноябре. Над испанским городом Майорка пронесся шторм с градом. Особенно пострадал город Кала-Ратьяда. Всего за 15 минут улицы города были засыпаны слоем льда высотой до 30 сантиметров. Египет накрыли ливни, грозы и крайне редкий в этих широтах град. Непогода вымыла скорпионов из-под укрытий, в результате чего есть погибшие и сотни пострадавших от укусов. На северо-восток Китая обрушились рекордные снегопады. В этом регионе снег – нечастое явление, а в начале ноября такого вообще никогда не было. Во многих провинциях был объявлен красный наивысший уровень погодной опасности. Высота сугробов достигала 41 сантиметра, что стало рекордом за последние 116 лет. Резкое похолодание и метели повредили более 37 тысяч гектаров пахотных земель и тысячи фермерских угодий. 14 ноября, то есть в последний месяц весны для южного полушария, Австралия столкнулась с самым сильным за последние 70 лет холодами и снегопадами. В некоторых районах выпало до 30 сантиметров снега. Сильные дожди вызвали наводнения и катастрофические оползни в Индонезии. Местами глубина паводковых вод достигала 2,5 метров. Пострадало более 8 тысяч человек. Город Джидда в Саудовской Аравии накрыл шторм с дождями. За несколько часов выпала полуторагодовая норма осадков. Пустыня покрылась реками. Автомобили на дорогах буквально тонули в потоках песка и воды. 15 ноября на жителей Британской Колумбии в Канаде обрушилось масштабное наводнение. Только в городе Хоуп за несколько дней выпало более месячной нормы осадков. Десятки тысяч человек остались без электричества. Была проведена массовая эвакуация. Наводнение вызвало десятки оползней, из-за которых по меньшей мере 4 человека погибли, а 275 оказались в ловушке в своих автомобилях между двумя оползнями на горной трассе. Вслед за небывалым наводнением на жителей Канады обрушился рекордный снегопад. House is in the water. My cousin, who just finished having a baby in Kamloops 2 days ago, their house is totally flooded. They have nowhere to go back home. В ноябре на территории США было зафиксировано 66 торнадо. Метеорологи отмечают, что вспышка торнадо в это время года совершенно аномальна для страны. На юге Ирана было зафиксировано 2 мощных землетрясения магнитудой 6,0 и 6,3, произошедших всего за минуту. Очаг сейсмособытий залегал на глубине до 10 километров. Землетрясения были настолько мощными, что вызвали обрушение скалы. Помимо Ирана, толчки ощущали также жители Объединенных Арабских Эмиратов. За прошедшие 4 месяца мы на фактах еще раз убедились, насколько катаклизмы становятся все более аномальными, непредсказуемыми и разрушительными. Нужно взглянуть правде в глаза. Мы не готовы к этому. С каждым днем природные катаклизмы разрушают жизни миллионов людей. За эти 4 месяца мы могли сделать очень много для построения созидательного общества. А мы бездействуем. Сколько еще нужно жертв, чтобы мы это поняли? این تنها معلوماتی رسما اعلان شده درباره شماره قربانیان است. یعنی واقعا شماره آنها خیلی زیاد است برای مقایسه. طبق معلوماتی سازمان شماره قربانیان آفت‌های اقلیمی در سال Я вот хочу сделать акцент, что это только официальные اگر данные. ما خودی حاضر На بیدار самом деле их نشویم намного پس больше.
Էվաթենիզացիա իկլիմի նոգուզիրի most. Մուհիմտերին չիզես քի мо барои наздикони худ ва худамон карда метавонем бедор шудан огоҳ кардани ҳамаи одамоне ки дар бораи таҳдиди дар пеш истоди иқлим ҳанӯз намедонанд ё шубҳа дорад ва дар як формати созандаи ҷомеа муттаҳид шуда аз оқибатҳои тағйирёбии глобалии иқлим дар сайёраи мо наҷот ёбем. Фақат дар он сурат мо имконият пайдо мекунем. Проинформировать каждого, кто еще не знает или сомневается в новейшей климатической угрозе. И, объединившись в созидательном формате общества, пережить последствия глобального изменения климата на нашей планете. Лишь в этом случае у нас есть шанс. Сейчас вы увидите самый актуальный и объективный на сегодняшний день ролик. Он полностью отражает сложившуюся ситуацию в нашем обществе и отвечает на все самые важные вопросы человечества. Последняя война человечества уже началась. Враг наступает со всех сторон. Он настроен на тотальное уничтожение всех людей и нашего единого дома, нашей планеты. Только за последние 4 месяца необъявленной войны нами было потеряно множество наших территорий. Этот безжалостный внешний враг, заставший нас врасплох, забрал массу людских жизней, не щадя ни младенцев, ни стариков, ни женщин. Его тактика ведения войны агрессивна и непредсказуема. Он топит, взрывает, сметает ветрами. Он сжигает и разрушает радиоактивными излучениями. Он сотрясает землю под ногами. И прежде чем забрать нашу жизнь, он нещадно нас пытает голодом и жаждой и заставляет смотреть, как умирают наши родные и близкие. А мы молчим и бездействуем. А в это время коллаборационисты навязывают нам образ ложного внутреннего врага, играя на стороне настоящего внешнего врага. И мы слушаем этих коллаборационистов, которые ведут дезинформацию и разделяют нас. Они отводят наше внимание от истинного внешнего врага и утверждают, что наш враг внутренний, которого мы породили своим антропогенным фактором, и что во всем виноват СО2, с которым они обещают справиться в ближайшее время. А по факту они думают только о личной выгоде и опять хотят нажиться на нашем горе и наших жизнях. Коллаборационисты нам врут, что войны нет, и при этом закрывают нам рты, чтобы мы не говорили о настоящем внешнем враге, а позволяют говорить нам лишь о проблемах экологии и перенасыщении углекислым газом. И при этом они проводят строевые смотры и решают, в каких мундирах мы будем воевать друг против друга. И это в то время, когда мы, как человечество, даже не оказываем сопротивления внешнему врагу. Мы лишь совершаем партизанские вылазки в виде информирования общества о климатическом кризисе. А пособники агрессора продолжают активно ограничивать доступ к информации. Они препятствуют объединению общечеловеческого научного и материального потенциала, усиливая таким образом
и без того доминирующую позицию врага. Коллаборационисты не понимают, что этот враг не знает жалости ни к кому, в том числе и к своим пособникам, присмыкающимся и сомневающимся. Он не берет пленных и ведет тотальную наступательную войну по всем фронтам. У него одна задача – тотальное уничтожение человечества. Пришло время определиться каждому человеку на нашей единственной планете Земля. На чьей стороне ты? Ты с коллаборационистами, этими предателями человечества и пособниками врага? Или ты в рядах настоящих героев, отстаивающих жизнь на Земле? Последняя война человечества уже идет. Настало время всепланетарной мобилизации. Нам необходимо собрать всю мощь нашего интеллекта, все наши ресурсы и весь наш потенциал в единый кулак и единым фронтом нанести ответный удар безжалостному врагу. Другого выхода нет, иначе погибнем все. И сейчас многое зависит от каждого человека на нашей планете. Враг нанес нам уже множество безответных, сокрушительных ударов по нашей территории. Он забрал множество наших жизней и наших домов. Я обращаюсь к тебе. Ты будешь ждать и бездействовать, пока безжалостный внешний враг не нанес удар по твоему дому. Кто ты? Трус или герой? Ответ на этот вопрос очень важен сейчас, в это время, когда внешний враг уничтожает наши дома, забирает жизни наших матерей, сестер, жен и дочерей. Мы должны вспомнить, что мы воины, и мы должны защитить наших близких и любимых. Пришло время величайшей храбрости и самоотверженности. Время настоящих героев. این در حقیقت جنگ است. جنگ این در آن ما چیزی رو که برای ما عزیز است از دست میدیم. نزدیکامون رو از دست میدیم. جان خود رو از دست میدیم. و ما میگویند که همه چیز در اکولوژی است. میگویند که عامل آنتروپوژنی ما گناهکار است و کمتر کردن پرتوهای CO2 رو کفایت است تا همه چیز خوب باشه. اما تا آن دمی که آنها میگویند کار تنها بدتر می شود. هنگامی که آنها ما را با دروغ غذا میدهند، دشمن واقعی اقلیم به سیاره ما بی‌عیس حمله میکنند. هجوم فعال دشمن کیها باز دوام دارد و در این وقت آنها دروغ گفتن را دوام داده معنی ما را میشویند که این کار را میکند. آنها را که ما واقعا با نام اصلی خود مینامیم همکاران میباشند. آنها به مقابل انسانیت مبارزه میبرند. فقط به فکت‌های دهشت‌آور میگرید. همگی در ظرف 4 ماه دشمن عمومی ما اقلیم همان قدر تریتورها را ضبط کرد که در دوام سالها اشغال نکرده بود و اکثریت انسانیت از این تماما بیخبرند. خدا و شکر که امروز افراد ارزنده نیز هستند که واقعا ماهیت الهی جمعیت سازنده را آموختند و درک کردند که این یگانه راه زنده ماندن تمام بشریت است. در میان ما امروز سیاستمداران، روحانیان، صاحبکاران هستند. آنها خائن نیستند. ما را انسانیت را دستگیر میکنند. ما خیلی شادیم که امروز در کنفرانس با ما آدمان معتبر و ارزنده حاضرند.
Мог аскоҳини нас калисони сегодня собрались и католикии Рум политики, Изов священники и спише, ки бизнесмены. имрӯз паёми муҳимеро Они ба не мо предатели. расон, ки Они попи ҳазрат поддерживают нас, человечество. Франсис Мы очень ба рады видеть, лоиҳаи что ҷамъияти сегодня с эҷодӣ нами баракат на додааст. конференции Мо присутствуют уважаемые дар Эдгар и достойные Бранд люди. барои фаҳмиш ва Мы дастгирии благодарны лоиҳаи священнику ҷамъияти Римской эҷодӣ католической миннат церкви дорем. Йозефу Спишеку, который передал Ин нам воқеан сегодня аҷиб важную аст. весть о том, что его Медонед, святейшество, Папа суханони Римский Франциск, пуштибонии амири благословил азиз международный имом проект «Созидательное общество». хатиби имом Мы хатиби благодарим Эдгарда қадимтарини Бранта за масҷиди их Олмон понимание хеле амиқ и посух их дод. поддержку Ман проекта аз он «Созидательное хеле общество». илҳом гирифтам ва Ҷозеф Это Куртанон мири действительно знаково. Сомервул умқи ҳашт Вы пояи знаете, ҷомеаи очень созандаро глубоко дарк отозвали кард. слова поддержки уважаемого имама аз Амира дастгирии Азиза, намояндаи имама вазорати самой экология, старой мечети Германии. геология ва захираҳои тиббии ҷумҳурии Қазоқистон очень Аскар вдохновлен Нугмадов, Тем, как ки дар Жозеф конфронс Куртаноне, мэр города Саммервиль, понял глубину 8 аз основ номи созидательного дастгоҳи общества. президенти Қазоқистон суханронӣ кард, Мы были моро очень тронуты хеле мутаассир поддержкой кард. Оскара Нугманова, ва ман мехоҳам ба представителя президенти Министерства ҷумҳурии экологии, Қазоқистон барои геологии таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ изҳори и сипос природных намоям. ресурсов Республики Казахстан, выступившего на мактуби конференции по муроҷиатномаи поручению семимонии администрации сарвазири президента подшоҳи Казахстана. Тонга ба ман таъссуроти калон бахшид. И я сарфи бы назар хотел аз он ки ӯ выразить дар ин благодарность чорабинӣ ҷисман президенту ҳузур надошта Республики бошад ҳам, Казахстан мо аз за ширкат его ва ғамхории ӯ внимание хеле шодем. и поддержку. инчунин ба Сурен Окминян, Искреннее письмо ки обращения ва архиепископ Натан премьер-министра Ховасян Королевства ташаккур. Несмотря на то, что у него не получилось физически присутствовать на Дус этом вақте событии, гуфт ки мы очень рады Душан его вақте гуфт ки участию беҳтарин и сармоягузорӣ дар небезразличию. оянда сармоягузорӣ ба ҷамъияти эҷодӣ аст. Сурену Акминяну ба ман сахт таъсир и кард. Ин архиепископу дуруст аст. Натану барои он ки Аганесяну. дертар дар ҷомеаи шоиста зиндагӣ кунем, бисёре аз мо ҳоло вақт Меня ва до глубины захираҳои души худро сарф мекунем тронул ва ба дидани Душан, воқеиятҳое ки имрӯз дар когда ҷон сказал, рух что самая медиҳад, лучшая инвестиция в будущее ман боварӣ дорам ки ҷамъияти инвестиция в эҷодӣ созидательное воқеан общество. беҳтарин Это саймозагузорӣ аст. Для того, чтобы жить в достойном обществе, воқеан потом, ҳам имрӯз барои многие из ҳамаи мо нас муттаҳид вкладывают шудан муҳим аст. собственное время, охир дар ресурсы хонаи мо сейчас, аллакай и душмани видя умумӣ реалии берунӣ того, пайдо что шудааст. происходит сегодня в мире, вай аллакай моро ва фарзандони мо я убежден, волидони моро что несту нобуд мекунад. созидательное общество он моро это аз оянда действительно маҳрум мекунад. аммо мо наилучшая инчунин як инвестиция. душмани Нам дохилӣ действительно дорем всем ки сегодня онро очень ҳамкорон важно дастгирӣ мекунанд. сплотиться. Ведь ин аст внешний формати враг уже истеъмолии в нашем ҷомеа, доме. ки Он 6000 уже сол уничтожает нас, боз моро наших аз детей, ҳам ҷудо наших мекунад родителей. ва ҳоло Он ӯ лишает нас моро ба будущего. канор меорад. Но у ҳамаи нас паёнбарон есть и дар ин внутренний бора враг, огоҳ карданд. мо поддерживаемый якравонан коллаборационистами. афзалтар медоштем ки Это паёнбарон потребительский формат общества, падарони муқаддаси который худ ва нас тамоми одамони разделяет оқилро ки дар уже тӯли 6 асрҳо ба мо тысяч гуфта лет. буданд намешунавем. И вот сейчас пас ҳоло он чӣ? подводит нас к краю. оё бояд Об таслим этом шавем? предупреждали все оё пророки. мо хонаи худро Мы ба вайронкунанда уже медиҳем? упорно аммо мо одамем. предпочитали не слышать наших пророков, наших святых отцов и всех мо умных людей, як кто об этом оилаем нам говорил на протяжении веков. ба номи ояндаи фарзандони сейчас худо мо Мы должны ба номи сдаться? ниёгони гузаштагонамон Мы отдадим свой дом разрушителю? Но ведь мы мо чизе мы дорем ки люди. барои мубориза барем. Мы единая семья. Во имя будущих своих детей, во имя памяти наших предков,
Нам есть за что бороться. تماشابینان محترم، به شما خاطر رسان میکنیم که ثبتای ویدیو را به فهمی شرح و سوالهای خود به پاچه الکترونی info@creativesociety.com فرستید. آگاه باشید زیرا ما حقیقت‌های دهشت‌آور را درباره بحران اقلیمی و تنزل اکولوژی که ما با آن دچار می‌شویم میشنویم. و مهمترین از همه ما در طول تمام کار درباره راه یگانه حل آن صحبت خواهیم کرد. این ویدیو را مبادله کردن را فراموش نکنید. ما حال را به سخن را به о климатическом кризисе и экологической деградации, с которыми мы столкнулись сегодня. И самое главное, мы будем говорить о единственном решении этих проблем. Не забудьте делиться этим видео. А теперь мы хотели бы передать слово участникам Созидательного общества из Германии, которые поделятся своим опытом приглашения знаменитостей, политиков и известных людей на эту конференцию. Давайте послушаем об их социальном эксперименте. Здравствуйте, дорогие друзья! Для нас сегодня это огромная честь представлять Германию на этой общечеловеческой конференции. Информация, которая была уже представлена сегодня, шокирует и заставляет кровь стыть в жилах. Ведь сегодня, недавно, мы видели это собственными глазами. Мы знаем на собственной шкуре, как это оказаться в зоне гнева стихии. Напомним, что летом этого года в Германии произошло беспрецедентное наводнение. Тысячи людей пострадали, лишились крова и, к сожалению, жизни. И самое печальное, что государственные органы оказались бессильны, когда понимают, что перед климатическими катастрофами, которые с каждым днем становятся все больше, а их сила все разрушительнее, и все страны равны вне зависимости от географического местоположения и уровня экономического развития. Враг атакует. Это климат. Это реальная угроза выживания всего человечества. Это сподвигло нас обратиться с приглашением выступить на данной конференции представителей международных организаций, чтобы привлечь внимание мировой общественности к критической ситуации и призвать к объединению. Это действие переросло в масштабный социальный эксперимент во всей истории человечества, в результате которого нас потрясли. Только наши участники из Германии разослали более 3000 писем каждому из представителей следующих организаций: ООН, ВОЗ, ВМО, МГИ, Европейский парламент, а также политикам из разных стран. Ведь это те, от кого зависит наше будущее. На протяжении 4 месяцев участники, не покладая рук, отправляли эти тысячи писем в конвертах по почте, чтобы они попали лично в руки. Вдумайтесь, каждый представитель этих всемирно известных организаций, на которые полагаются люди во всем мире, получил письмо. В нем мы описали всю критичность сегодняшней ситуации и пригласили выступить на конференции. اما با شرافت آن ما یک قبط کلی ترتیبات جهانی جامعه استعمال خود را کشف کردیم و ما باوری داریم که این را به سیاستمداران و نه کسی دیگر میداند. اما ما امروز این سر را به شما آشکار خواهیم کرد. Эта ситуация вначале очень удивила нас. کاتبان همه چیز را کاتبان حل میکنند. برای فهمیدن وضعیت را نقل میکنیم. در یکی از چاره‌بینی ها ما اعضایان ما به یک ورزشکاری برجسته مشیر جهان واخورده دعوت کردند. طور معلوم شد در برابر ورزشکار بودنش حالا سیاستمدار هم است. یعنی
барои мардум танҳо тавассути котиб дастрас аст. дар муоширати шахсӣ идеяи таъсиси ҷамъияти созандаро дастгирӣ намуда барои ширкат дар конфаронс розӣ шуд ва барои муоширати минбаъд рақами котибашро дод. Аммо вақте бо ӯ тамос гирифтанд, дигар хел шуд. Котиби Дэвид гуфт: согласился участвовать в конференции. А для дальнейшей связи дал номер своего Котиби секретаря. Дэвид гуфт: он коре ки шумо мекунед ҷолиб аст, зарур аст, аммо нет. ва ин ҷо парадокс аст, ки пеш аз суҳбат бо варзишгар сиёсатмадор гуфт: бале, ҳама чиз ҷолиб аст, аммо шумо ба котиб тамос гирифтанд ва ин тавр нест. Пас маълум мешавад, ки сиёсатмадор ё котиб ки ҳал мекунад. мо одат кардаем, ки масъулиятро ба дӯши сиёсатмадорон гузорем, интизорем, ки онҳо ҳама кори моро бо мо кунанд ва сиёсатмадорон дар навбати худ масъулияти ба дӯши котибон мегузоранд. Так что получается? Кто решает? Политик или секретарь? чаро котибон намегӯянд? зеро онҳо ҷиддии воқеаҳои дар ҷаҳон рӯйдодаро намефаҳманд. тасаввур кунед, ки шумо котиби як одами машҳур ҳастед. чӣ қадар кор кардан лозим, график тартиб додан, касеро фиреб додан, ҳисоб кардан лозим аст, фоида ва то ҳол ба даст нарасидан ва ин қадар саволҳои иловагиро ҳал кардан лозим аст. Иқлимро кай бояд кард? Кай бояд таҳсил кард? Инак котибони азиз, ҷиддии вазъияти иқлимро намебинед. шумо танҳо онро намебинед, зеро шумо вақт надоред. ва агар шумо вақт надошта бошед, шумо ҷиддӣ нестед. дар саросема шумо метавонед танҳо маълумоти асосӣ ба даст оред, аммо он пароканда аст ва тасвири пурраи воқеаро намедиҳад. бенҷамин дар конфаронс мо як қисми хурди он чизе, ки барои иттилооти умумии одамон рӯй истодааст, нишон додем. ҳадафи тарсу ҳаросро надорем, зеро ҳама ба ҳадде метарсанд, ки ин мавзӯъ гурехта чашм пӯшидаро афзал медонанд. аммо он манзараи умумии вазъияти фоҷиавӣ медиҳад, ки мо ҳозир дар онем. мо набояд фикр кунем, ки сиёсатмадороне, ки котибашон ба пур кардани ҳамёнҳои худ машғуланд ва худро дар гардани роҳати сиёсатмадор ё боло нигоҳ доранд ва ҳар кори лозимро анҷом медиҳанд, то дар курсии худ бо ҳадди имкон нигоҳ дошта шаванд, моро наҷот хоҳанд дод? ва ин ҳақиқат аст ва ҳамаи чизи боқимонда афсонаҳои бозӣ аст ва ғайра. Пас биёед ба онҳое, ки дастгирӣ мекунем, ки котибони дорои формати васеи дарк доранд, овоз медиҳанд ва ба ғайра аз ин фикр мекунанд, ки чӣ гуна дар курсии гард нишастан мумкин аст. биёед ба тарафдорони он сиёсатмадороне овоз диҳем, ки котибонашон бо масъалаи климат амиқан ошноӣ доранд ва сазидат ҷомеаи созандаро дастгирӣ мекунанд. пас вақте сиёсатмадорон ба интихобот мераванд, бигзор онҳо котибони худро нишон диҳанд, на барномаи худро. мо аллакай дарк мекунем, ки ҳама гуна барномаи сиёсӣ, ҳатто ҳамон ситораҳо боз котиба доранд. одамоне, ки аз ҷаҳон ҷудо шудаанд, ки аз он фоиз доранд ғамхорӣ мекунанд. аз ин рӯ ситораҳо танҳо дар он рӯйдодҳо ширкат мекунанд ва омодаанд танҳо он чизеро, ки котибашон дуруст аст
و به آن مبلغی که کاتب را قانع کند بگویند این است که کاتبان همان ستاره ها را استفاده میبرند و شما نمیتوانید بفهمید که در این تنبیه که ابله که دانا است برای همین ما توسط تجربه اجتماعی فهمیدیم که جهان را کاتبه ها اداره میکنند. این تنها منفیت خود را دارد. پس امید خود را به دست نآورید. ما برای آنها تنها یک منبع درآمد هستیم. بیایید در این مسئله کلان شویم. پر کردن پول و امید به معجزه را بحث کنید. این نه تنها مسئله حیاتی ما بلکه مسئله زنده ماندن تمام انسانیت است. این نه تنها سخن بلکه واقعیت است. در اصل آدمان خوبی که خودشان قرار قبول میکنند خیلی کمند. ما باید خوب باشیم کسی نداریم که به آن تکیه کنیم. ما وضعیت را دیدیم که 1000 نفر چند نفر پاسخ دادند. آنها کاتبانی کلان دارند و آنها آدمان خوبند. برای همین هم آنها امروز با ما می باشند. ما به شما رحمت میگوییم. Мы видели ситуацию, что из 1000 людей только несколько людей отозвалось. У них прекрасные секретари, и они хорошие люди. Поэтому они сегодня с нами, и мы вам за это благодарны. Thank you to our German speakers. Спасибо нашим спикерам из Германии, что открыли этот вопиющий секрет про главенствующую роль секретарей на мировой политической арене и не только. Когда я слушал историю про секретаря-спортсмена-политика, то для меня многое стало на свои места. И знаете, к какому пониманию это меня привело? Главное, чтобы созидательное общество поддерживали секретари. Ведь, как оказалось, именно от секретарей зависит решение политиков. И поэтому нам стоило бы во время выборов не среди политиков выбирать, а среди секретарей. Голосовать за секретарей. Пусть секретари перед нами отчитываются, поддерживают они созидательное общество или нет. И если нет, то мы их не будем выбирать. А если поддерживают, то будем голосовать. Также о том, что рассказывали мои коллеги из Германии, для меня стало шоком и другая информация. Сколько труда было проделано людьми, чтобы пригласить политиков, сколько стараний, времени и внимания участники по всему миру вложили. А в итоге сухая череда вежливых отказов, отговорок и циничного безответного молчания. К сожалению, во время нашего социального эксперимента такие же ответы мы получили и от публичных людей, из других сфер деятельности тоже. В ходе подготовки конференции за эти 4 месяца мы обратились к тысячам артистов, режиссеров, музыкантов, актеров, спортсменов. Люди по всему миру из разных стран отправляли им письма, многочисленные посты в социальных сетях, обращались, стучались как могли, делали все возможное. Но в итоге также получили тысячи отказов. И что еще хуже? В ответ на наши письма с просьбой поучаствовать в конференции, в части ответов мы с ужасом читали такие фразы, как
Будет ли оплачено участие мистера такого-то? Какой гонорар за участие такого-то? У мистера такого-то не так много времени, поэтому мы хотели бы знать, в каком денежном диапазоне ваше мероприятие. И на одно из писем пришло щемящее, лаконичное: это оплачивается? Напомню, это ответы от тех, на кого мы равняемся, кого мы считаем своими кумирами, авторитетами, лидерами мнений. Да, хотелось бы верить, что они люди, и с ними ничего не происходит, даже если они попадают в лучи софитов мировой славы. Но оказалось, что наше потребительское общество запросто делает из них драконов. Только вдумайтесь, они спрашивают, заплатим ли мы им за то, чтобы они придут и призовут к нас к объединению. После этого считаем ли мы, что наш мир нормальный? Ведь согласитесь, это маразм. В этом социальном эксперименте мы убедились, что мир находится даже за гранью маразма и бесстыдности. Разве это не ужасно? А ведь мы сами же создаем этих звезд, мы покупаем билеты на их фильмы, концерты, слушаем их сказки, создаем фан-клубы, поддерживаем их. А они плевать хотели на нас и на наше обращение к ним. Хотя при этом без них... Хотя при этом они без нас никто и ничто. Так от кого мы фанатеем? С кого берем пример? Как можем любить тех, кто нас ненавидит? Когда с нас требуют цифру 6 нулями, чтобы какая-то суперзвезда явилась к нам и что-то наврала, хотя при этом ей глубоко плевать на нас. Это нормально? Причем можно понять, когда к ним поступают рекламные запросы, чтобы какие-то товары, продукты продвигать. Тогда понятно, это их работа. Они так зарабатывают. Но когда сами люди пишут им и зовут на международную конференцию, на критически важную тему, которая касается каждого, они просят денег, это уму непостижимо. Теперь становится понятно, почему мир потребительского формата такой. Все потому, что те, на кого мы ориентируемся, считая их авторитетами, кумирами, топами, они уже бездушны, они потеряны. Людьми их назвать не поворачивается язык. Но мы же создали этот мир, и мы поддерживаем потребительский формат. И именно по нашему выбору он такой. Давайте правде смотреть в глаза. Насколько большая проделанная работа. Люди потратили тысячи часов, свои средства, ресурсы и все, что только могли, чтобы попытаться достучаться, а по факту увидели холодную реальность. Те, кому мы стучались, это те, кто давно утратили совесть. Мы на них опираемся, возводим на пьедестал, а мы для них банальный инструмент зарабатывания для денег. Мы, их фанаты, целые фан-клубы просят их прийти, а им плевать. Мы для них рабы. Своими небрежными отрицательными ответами они показывают, что им не до того, чтобы опускаться до нашего уровня, что у них своя тусовка, свой уровень, а мы для них на низшем уровне. Они думают, они бессмертны, попросту утрачивают реальность, а мы продолжаем быть рабами от слова «работа». Мы их обеспечиваем и должны платить цифры 6 нулями, чтобы они, как солнышко, поступились и снизошли сказать нам пару слов. Давайте будем честны. Да, мы знали, что не достучимся, но мы верили до последнего. Ведь это наши кумиры, те, на кого мы равняемся, и сознание человека так устроено, что не верит. Поэтому мы старались до последнего. Мы очень искренне старались найти людей из тех, к кому мы обратились.
Мы нашли из тысячи единиц нескольких человек, которые действительно люди, которые сейчас с нами и которые не делят нас на сорта, для которых мы все люди в одинаковой мере ценны и важны. Спасибо им огромное за то, что они люди и что они здесь. Мы решили, что мы будем продолжать эксперимент. Ведь, возможно, это за них секретари решили, и поэтому мы продолжаем верить в них и даем им второй шанс. Потому что надо помнить, что мы на войне, и чтобы победить, нам надо строить созидательное общество. Время настоящих героев пришло, не тех, кого по телевизору показывают, и кто за деньги приходит в то время, а время настоящих героев, волонтеров, мужчин и женщин, людей со всего мира, тех, кто призывает строить созидательное общество. В информировании сейчас самое важное — это то, чтобы своевременно донести информацию о созидательном обществе до каждого человека на планете. Очевидно, что на тех звезд и публичных людей нам надеяться нечего. Хотя они должны были быть первыми, кто говорил бы о созидательном обществе. Но, как показал социальный эксперимент, надеяться нам надо только на себя. Для этого мы и проводили этот эксперимент. В этот раз они не пришли. Поэтому нам нужно действовать еще активно. В мире полно людей, которые понимают всю важность социального, понимают всю важность созидательного общества. Для кого? В мире полно людей, которые являются настоящими героями. И спасибо им большое. И сейчас для меня огромная радость Салом ба ҳаманоми представить ман нашего Дэвид следующего Кит аз докладчика. ман доира намози касбӣ ҳастам ва дар гурӯҳи Ричи Вилер бозӣ мекунам. Ман шодам, ки дар конференсии бӯҳрони ҷаҳонӣ вақти ҳақиқат иштирок мекунам. Ман дар бораи ҷамъияти созанда ба наздикӣ фаҳмидам, ки тасодуфан ба сайти creativesite.com омадам. Аммо бояд бигӯям, ки ҳар он чизе, ки дар он ҷо гуфта мешавад ва ҳадафҳои асосии он ҷомеа он чизест, ки ман дар зиндагӣ дар бораи он фикр мекардам. То одаме, ки дар ёд дорам. Мехоҳам бигӯям, ки дар айни замон мо барои беҳтар кардани вазъият имкони бебаҳо дорем. Ва он ки ҷамъияти созанда дар ҷаҳон вуҷуд дорад ва имрӯз хеле васеъ шудааст, маро умедвор мекунад, ки ман дар хоҳиши тағйир додани чизе танҳо нестам. Ва дар бораи он чизе, ки ман мехоҳам, чизи ғайриоддӣ вуҷуд надорад. Ин аст он чизе, ки ҳамаи мо мехоҳем. Ҳамин тавр ҳафтаи гузашта ман суруд навиштам. ҷолиб он аст, ки воқеа пеш аз войхӯрӣ бо ҷамъияти созанда рӯй дод ва ман ба чизҳои мисли зинхализм ва фаҳмиши интуитивӣ бовар дорам. Дар он, ки ҳама чиз бо сабабе ба амал меояд. Дар тасодуфҳои хурсандиовар ба монанди инҳо. Ҳамин тавр ин суруде, ки ман навиштам, комилан ба мавзӯи конференс мо ба корҳое, ки ҷамъияти эҷодӣ мехоҳад анҷом медиҳад. Суруди мо «Кӯшиш кунед» ном дорад ва он аслан таронаи умед, суруди ангеза аст. То, что все происходит не Ин просто суруд так. дар бораи он чизест, ки Счастливые шумо совпадения метавонед и тому чӣ кор подобное. карда метавонед. Так что эта песня, Хуб, которую я бекипи написал, бештар абсолютно гӯш кунед. созвучна теме нашей конференции и всему Ин тому, что стремится ҷаҳонтин делать созидательное общество. Песня называется «Try», «Попробуем». И это, по сути, песня надежды, песня побуждения к действию. Это песня о том, что все вам по силам, что нужно просто попытаться. Что ж, без лишних слов, слушайте. Это мировая премьера моей новой песни «Try». Попробуем. It's just try. Well, find the reason why you gotta pay. You run about run the race. You know I'm in it anyway. Just
little bit. Это один мир, один земной шар и единый народ. Уверен, что вы, как и я, задумывались о проблемах, которые происходят в мире. Это изменение климата прежде всего, а также экономические распри, войны, бедность, голод. Все эти проблемы не اما выходят у امروز меня из یگانه روزی головы. است که Я ما уверен, داریم что و и у вас وقتی тоже. که شما И когда تمام вы جان رو думаете об یکجا этом, то میکنید кажется, هیچ что کاری это نیست непреодолимо. که Кажется, من что вы ничего не کرده можете сделать نمیتونم с و этим من в در اینجا одиночку. هستم که И вы, به как شما правило, میگویم که просто شما در نزد пытаетесь выбросить это из شما تنها головы. نیستید Вы راهی проживаете بهتر день, راهی بهتری ложитесь спать زندگی هم и یک надеетесь, جایه و هم что در завтра все الهیده станет лучше. گی وجود Но داره وقتی که сегодня ما это همه یک единственный جایه день, شدیم который у جد و нас جهد есть. خود را И مفید если می собрать نماییم весь мир вместе, то нет و ничего, что мы не могли این бы сделать. И я здесь, این чтобы сказать همان вам, что مدل вы не پیشتره одиноки в своем نخواهد بود мнении, что существует лучший путь, و من лучший میخواهم به способ жить همه как شما всем بچه ها вместе, так и برای каждому в отдельности. کشی И خود когда мы все соберемся تشکر вместе گویم и ما این объединим کار наши را усилия, کرده мы сможем найти میتوانیم решение всех من этих проблем. میخواهم И это همه будет را не та же به старая модель, سایت что и جمعیت раньше. ایجادی Это будет нечто تکلیف совершенно نمایم новое. من То, فکر что мы میکنم که вместе شما создадим с میفهمید нуля. و Так что کی не بسیار бойтесь, معنا мы دارد сделаем это. И برای я من хочу عجیب است поблагодарить всех вас, تجاور ребята, است за که то, شما что вы توانستید прилагаете к آن را этому تشکیل усилия. У کنید و нас به все آن درجه получится. که Я حالا هست приглашаю всех зайти برسانید на زیرا сайт امید Созидательного هست که общества ما и واقعا прочитать آن о را его عملی целях и کرده задачах. میتوانیم Думаю, вы поймете, что в этом есть большой смысл. И это очевидно, что нам нужно реализовывать его دوید به по شما всему برای мире. سخنان Замечательно صمیمیتتان и و удивительно для برای меня, что вы سرود و смогли چنین организовать صداقت это به и انسانیت довести до تشکری такого زیاد уровня, как حالا به сейчас. تماشابینان Потому خود что خاطر появляется رسان میکنیم надежда, که что мы این действительно کنفرانس сможем همزمان به осуществить 100 это. زبان ترجمه Спасибо می вам. شود و این کار را ولنتیاران از سراسر جهان انجام میدن که میخواهند هر یک شخص حقیقت را داند من میخواهم که یک Спасибо حکایه را вам большое за مبادله ваши کنم искренние слова, هنگام جستجوی за песню и اختیاران برای такую کمک در преданность ترجمه یک человечеству. زنی عربی Сейчас мы хотели бы به پیام напомнить ما нашим در зрителям, شبکه‌های что اجتماعی эта پاسخ داد конференция پس از одновременно переводится زنگ на 100 ما با او языков, معلومات и это مهمی را که делают در волонтеры چهاربینی со صدا всего میدهد мира, فهمید که которые در хотят, حال این чтобы معلومات каждый را человек مبادله کرد знал و правду. یک گروهی Я хочу زنان را поделиться تشکیل одной داد که историей. گفت چه Когда мы جمعیت искали ایجادی را волонтеров для помощи в переводе, چیزی است که одна آنها арабская женщина در откликнулась на تمام наш عمر пост جستجو в میکرد социальных این сетях. تنها یک مثال آن После است که нашего بیشتر разговора с ней مردم она کشورهای поняла, گوناگون جمع какая آمده آنها жизненно متحد важная شدند و این информация معلومات را озвучивается امروز به на شما этом رساندند мероприятии. هر И چیزی она немедленно поделилась этой информацией и создала команду женщин, которые сказали, что созидательное общество — это то, что они искали всю свою жизнь. Это лишь один пример того, как люди из разных стран собрались вместе, объединились для того, чтобы донести эту информацию до вас сегодня. Это значит, что люди из разных стран могут легко объединиться ради одной цели, а это значит, что вместе мы можем сделать все. Сейчас اشتراک کردن در мы این послушаем کنفرانس Костера مهم Гемба, برای من شریفی президента بزرگ и است соучредителя و خود نام Clear من Compass Media, بحران جهان نام исследователя, آن بحران соавтора جهانی и وقتی графического حقیقت дизайнера شما نمیتوانید آن را документальных фильмов بهتر از دقیقتر بیان «Процветание», کنید ما در «Готова ли بحرانی земля» قرار и داریم و «Процветание 2» تنها «Земля حقیقت به готова». ما کمک میکند که از آن بیرون شویم حقیقت طبیعی است که ما را به جامعه سازنده میبرد این راه خلاصی است و در آن بیواسطه اشتراک کردن برای من شریفی بزرگ است اگر ما خواهیم که خودمان و نزدیکمان را محافظت کنیم ما باید تصویر دقیقی را درباره آن که واقعا در اطراف ما روی میدهد داشته باشیم حالا مسئله در آن است که ما همه وکالت خود را به ارگانهای متمرکزی رهبر کننده دادیم و آنها کوشش دارند که از آن استفاده برند که انرژتیک کارکرد خوراکواری مطبوعات معارف و تمام چیز دیگر را به دست خود گیرند آن چیزی که ما باید کنیم این است که از حاکمیت متمرکز خلاص شویم و سپس همچون شخصان مستقل همکاری کنیم با تکیه به ترجمه شخص خود میتوانم بگویم که اکثر هیچگاه فکر نکردند که حکومت دولت افسانه است این در سطح فکر است آن در واقعیت وجود ندارد آن واقعا یک
Так это шабакаи избавиться от централизованной власти, шахсони а алlohида затем аст. сотрудничать как аз ин ро независимые ҳама чиз личности. ҳамеша ба амали одамони алlohида Исходя из вобаста аст. личного опыта, могу сказать, что большинство людей никогда не задумывались о том, ахлоқу что одоб дар кишвари мо правительство, чаппа шудааст. государство — это фикция. зеро агар мо Это ҳукуматро абстракция на аз уровне идеи. ҳуқуқи мардум боло гузорем ки Его не мутаассифона ин существует в қадар зарари реальности. зиёд мешавад, дар ниҳоят шахсияти На рӯҳи самом деле это инсон сеть нобуд отдельных мешавад. людей. Поэтому все и всегда ин ҳама сводится к действию бесарусомонӣ ки отдельно имрӯз дар взятых ҷаҳон людей. рух медиҳад ифлосшавии муҳити зист, зӯроварӣ, беморӣ Мораль ва и зулм нравственность у бешубҳа нас аз нуқтаи перевернута с назари ног на голову, коинот потому что ҳама если чиз ставить бояд ба правительство ҳадде выше расад прав ки то людей, як что, к оммаи сожалению, и муҳими происходит, башарият причиняя бедор столько шавад вреда, ва то бигӯянд в итоге не уничтожается кофӣ индивидуальность мо человеческого духа. қудратро ба худ бармегардонем Весь этот мо хаос, иқтидори который сегодня иҷодии творится в худро мире, озод мекунем ва мо загрязнение пешрав окружающей мешавем среды, бовар насилие, дорам ки чунин болезни мешавад и ман угнетение. муддати тӯлонӣ мақола менавиштам ва Очевидно, суханронӣ с точки мекардам зрения ки сабаби Вселенной, гармшавии все должно ҷаҳонӣ было дойти омили до такого антропогенӣ предела, нест дурӯғ аст чтобы критическая аммо масса дар баробари человечества ин маълум проснулась аст ки и ифлосшавии сказала: муҳити зист як мушкили «Нет, ҷиддӣ аст хватит. ва сайёра Мы дигаргуниҳо возвращаем азимро власть аз сар себе. Мы мегузаронад высвобождаем аммо дар наш асоси созидательный потенциал, таҷрибаи и мы ман будем ин ба процветать». таъсири офтоб Я ба верю, сайёрии что мо так и ва аз будет. сабаби Долгое хусусиятҳои время я ҷойгиришии писал системии статьи и офтоб дар выступал, сайёраи мо информируя людей, вобаста аст что причиной глобального ман потепления мутахассиси не ин соҳа является нестам антропогенный аммо фактор, медонам ки что это равандҳои ҷаҳонӣ обман. мебошанд Но в то же пас время мо очевидно, бояд что омода загрязнение шавем окружающей среды ба — это фикр мо серьезная бояд проблема. И на бутунии планете происходят системаҳои огромные табииро пиковые барқарор изменения. кунем ва Но он исходя гоҳ из мо дар имеющегося ҳақиқат у ҳар меня як опыта, это масъалаҳоро ҳал происходит карда вследствие метавонем влияния Солнца на нашу онҳое ки планету кӯшиш мекунанд и ки из-за моро ба особенностей пардохти ин расположения андозаи Солнечной қалабали системы в карбон нашей водор кунанд галактике. ҳама одамоне Я не ҳастанд ки эксперт в пули этой моро области, тавассути но я асъори знаю, что коғозӣ это тавассути глобальный бомбдории процесс. захиравӣ Так что медуздад нам ва нужно инчунин тиҷорати подготовиться. одамонро дар як даст баста нобуд Думаю, что мекунад нам ва необходимо сипас амволи восстановить целостность природных ғайримағмулӣ систем, онҳоро и тогда мехаранд мы действительно инҳо сможем ҳамон решить одамоне любую ҳастанд ки проблему. технологияи Те, кто ройгони пытается заставить нас энергетикӣ ва платить этот табобати мошеннический налог саратонро на выбросы дар углерода, лоиҳаҳои сатҳи это те же баланди самые низомӣ ва люди, инкишофӣ которые пинҳон крадут наши мекунанд деньги ба ҷои через он ки бумажную онҳоро ба валюту, инсоният через мубодила частичное кунанд банковское ва онҳо ба резервирование, баҳонаи а также камшавии уничтожая ҷаҳони бизнесы сунъӣ людей в кӯшиш условиях мекунанд локдауна, ки а сарвату затем скупая қудрати их худро нигоҳ недвижимости. доранд аз ин рӯ мо бояд онҳоро комилан Это те партофта же онро самые фош люди, кунем которые ва прячут технологии ва баъд свободной он энергии чизеро ки и шумо лекарства дар от бораи рака он в мегӯед секретных иҷро кунед военных и яъне разведывательных ҳама проектах маълумотро высокого уровня, дар бораи вместо тағйирёбии того, иқлим чтобы поделиться фаҳмед ими с ва бо онҳо человечеством. мутобиқ И они шавед используют фаҳмед ки предлог онҳо чӣ антропогенного сабаб глобального мешавад хоҳ потепления мавқеи для того, системи чтобы офтобӣ попытаться ё удержать худи свое офтоб богатство и ин власть. аст он чизе ки Поэтому мо мы должны бояд дар полностью ҷомеаи отказаться от илмӣ них и муҳокима кунем разоблачить это, а ва затем баъд дар заняться сатҳи тем, о чем вы экология, говорите, энергетика, то дар есть сатҳи выяснить всю муносибатҳои байни информацию шахсӣ о ва ҳатто климатических изменениях идоракунӣ и тадбири адаптироваться к ним, безориёна тартиб дода понять, что шавад является ман их фикр причиной, мекунам ки будь то хеле муҳим положение аст ки Солнечной ҳарчи системы бештари или одамон самого Солнца. ҳарчи зудтар Именно бидонанд ва это ман мы должны унвони обсуждать в конферонси шумо научной среде. бӯҳрони ҷаҳонӣ вақти ҳақиқат А зеро затем разработать касоне аз мо незначительные меры ки на уровне мехоҳанд ҳама экологии, озод бошанд ва энергетики, барои на уровне инсоният шукуфоӣ межличностных кунанд отношений и даже шояд ҳанӯз самоуправления. Я думаю, очень важно, миллиардҳо ва чтобы как можно больше триллионҳо людей доллар как можно надошта скорее бошанд узнали, ки что ин происходит сазмонҳои на самом деле. психотипикӣ кӯшиш мекунад ки қудрати худро И мне бар мо нравится таҳмил название кунад вашей аммо мо аллакай конференции қувваи ҳаётӣ «Глобальный дорем кризис. мо Время иттифоқ правды». дорем Потому мо что дар у тех тарафи из худ нас, кто муҳаббат хотят, ва чтобы все ҳақиқат были дорем свободны, и чтобы бинобар ин мо человечество ноҳком шуда процветало. наметавонем ягона савол ин аст ки мо онро Пусть у нас то чӣ еще пока андоза нет зуд ба миллиардов и триллионов осоишта карда долларов, которые эти метавонем психопатические организации пытаются использовать, чтобы
чтобы навязать нам свою власть, но у нас уже есть сама жизненная сила. У нас есть объединение. На нашей стороне любовь и правда. Поэтому мы не можем проиграть. Вопрос лишь в том, как быстро и мирно мы сможем это сделать. Уважаемые зрители, наш уважаемый спикер абсолютно точно сказал, что нам необходим именно главный переход — это сделать эволюционным мирным путем, чтобы переход с потребительского формата на созидательный проходил мягко и без потерь для людей. Ну и, конечно, чтобы уважаемые секретари оставались довольны. این معلومات معلوم است و ما با این گونه معلومات چنان عادت کردیم که آن را یک چیز مقرری قبول میکنیم.
А то иначе Аз останемся баски жить ин на барои улице, как фармати дикие звери. истеъмоли табиӣ аст ва новобаста аз он ки мо чӣ кор сейчас сказал мекунем наш гирифтани уважаемый касе спикер, это правда о меояд. потребительском формате, в котором мы куштани живем. аждаҳор По факту, ғайриимкон аст, зеро бо это куштани известная он информация. шумо худатон И аждаҳор мешавед. Ин қоидаи формати мы матбуот аст настолько ва мо привыкли к бояд информации подобного рода, нормаҳои что дигарро воспринимаем ее муқаррар как кунем само ва мо собой ҷамъияти разумеющееся. эҷодӣ лозим Потому аст. что для потребительского мушкилот формата это дар мо естественно. не балки И форма аст. что бы мы ни қоидаҳои делали, формати истеъмолӣ прав аст кого-то ки дар придет тӯли такое же. садсолаҳо ва Убить ҳазорсолҳо дракона офирида шудаанд. невозможно, формати так как убив истеъмолӣ его, сам станешь зидди драконом. инсон аст ва дар Это правило натиҷа аз потребительского он формата. ҷо дуруғ А ва нам фиреб ба вуҷуд нужно меояд, зеро прописать ҳама другие чиз нормы. барои писанд омадан Нам нужно ба ҳамён созидать общество. анҷом дода мешавад. Онҳое Беда ки не в нас, даст ба а в ҷӯйбор формате, афтонда, онҳо дар в бораи правилах ҳамёни потребительского худ формата, ғамхорӣ которые мекунанд ва дар создавались формати веками и истеъмоли дигар ҳеҷ тысячелетиями. чиз вуҷуд дошта наметавонад ва Этот мо формат, бояд инро дарк он кунем. Аз ин рӯ античеловеческий, модели и как следствие отсюда кухнию возникает ложь кӯҳна и обман, кӯҳнаю потому что все ки дар делается кор в угоду намекунад, кошельку. бояд ба модели дигар иваз карда тавонем. Те, То кто имрӯз дорвался танҳо до кормушки, як алтернативи воқеӣ заботятся вуҷуд лишь о дорад ки своем он ҷамъияти кошельке. эҷодӣ аст. Ҳар И гуна другого в ғояҳои дигар потребительском формате онҳоро быть пеш не кунед. может. аммо И дар мы айни должны замон это моделе понимать. ки бо шумо имкон медиҳад Поэтому ки старая, потенсияли илмӣ, отжившая илмию модель, техникӣ которая уже не барои работает, должна быть тобоварӣ ба заменена на мушкилоти другую оянда модель. якҷоя кунед На танҳо як сегодняшний аст. день есть формати одна кунинии единственно реальная истеъмолӣ ки мо альтернатива, аллакай и дар это он зиндагӣ созидательное мекунем ба общество. ҳамлаи унсурҳо тоб Будут оварда другие метавонад. идеи, мо предлагайте. аллакай бисёр факторро Но на дидем ки сегодняшний барои день нагирифтани онро модель, которая исбот позволяет мекунад ва объединить танҳо одамон нодон научный инро и дарк намекунанд. Пас научно-технический инсоният дар потенциал, чтобы чораҳо қарор противостоять дорад. Ду вызовам роҳ аст ки будущего, ҳама чизро всего ҳамон одна. тавре ки ҳаст гузоштанд, Современный аммо ин потребительский формат, в котором мы уже живем, эвтаназасти не тамоми выдержит натиска инсоният аст. стихии. ё формати мавҷудияти моро ба Мы уже формати видели истеъмолӣ ба много ҷамъияти фактов, эҷодӣ. доказывающих его несостоятельность. И только глупец не осознает этого. Так что человечество стоит на перекрестии. Есть два варианта. Оставить все как есть, но это эвтаназия для всего человечества. Или же радикально поменять формат нашего существования с потребительского на созидательный. Я сейчас хочу представить вам профессора Томаса Лавджоя, выдающегося биолога-новатора по охране природы, который ввел термин «биологическое разнообразие». Он является президентом Центра биоразнообразия Амазонки и членом Национального географического общества. Спасибо за предоставленную возможность быть с вами. Я занимаюсь вопросами охраны природы, сохранения тропических лесов и биоразнообразия Амазонии. В течение примерно полувека, или даже больше, с тех пор, как моя нога ступила на амазонскую землю в 1965 году. Несмотря на то, что за эти десятилетия, несомненно, был достигнут значительный прогресс, сейчас мы подошли к точке, когда биология и климат планеты находятся в состоянии кризиса. Амазония равна по площади 48 штатам США. Она просто огромна, правда? Так вот, когда я приехал туда впервые, 97% Амазонии оставались нетронутыми. Просто вдумайтесь. А сейчас около 20% лесов вырублено.
особенно на юге и западе, на территории Бразилии, دوره‌ای где это гидрولوژیک угрожает جنگل круговороту آمازون که воды, آن را پرورش который می‌کند به همه фактически کشورها питает در эти آمریکای леса. جنوبی به استثنای چیلی نمی По сути, می‌دهد. Амазония همین сейчас طور آن переживает سهمی переломный مقیاسی момент. Если мы не کنتیننتالی است. همین займемся طور در آمازون که лесовосстановлением, نصف то как минимум в بارشات южной и را در восточных شمال частях نیویورک Амазонии تشکیل условий для می‌دهد. существования این тропического آب леса برای больше не شهر будет. که به نظر Круговорот воды, کسی اهمیت который نمی‌دهد. питает همین طور леса خدمت‌های Амазонии, اکوسیستم در обеспечивает حیات влагой هر все روزی страны ما Южной Америки, کلانند. за همین طور نقطه исключением رقم یک Чили. Таким جنگل‌های образом, это را вклад که континентального ما масштаба. داریم محافظت Именно می‌کند. благодаря آنها همچون Амазонке выпадает جنگل‌های половина برکمال всего объема ارزش‌های осадков к دارند که северу от جنگل‌های Нью-Йорка, دوم что درجه обеспечивает город ندارند. водой, хотя этот факт, و по-видимому, برای остается незамеченным. То есть услуги, которые گرفتن оказывает آنها эта экосистема, وقتی играют زیاد огромную роль в لازم нашей است. پس повседневной تنها жизни. بریدن جنگل‌های Итак, طبی را задача بس номер کنید. один خواه این — آمازون که защитить باشه، наши خواه леса. این جنگل‌های Это با взрослые леса, и امریکا они روسیه ایلی имеют ту ценность, روسیه باشد. которой нет у تنها вторичных دیگر лесов, جنگل‌ها так как را для ее نبرید که به شما обретения нужно очень محصولات много هیزم یا времени. محصولاتی از جنگل وارد شده لازم است. Поэтому آنها را нужно از просто جنگل‌هایی прекратить که вырубать علاقه اداره природные کرده леса, شدند یا будь то حتی леса نادرست اداره Амазонии کرده или شدند گیرید. бореальные леса Северной واقعیت این است که Америки, جنگل‌های Европы или России. پلانتاسیون اساساً یک فرهنگ میباشد. آنها Нужно تقریباً прекратить به یک вырубку диких лесов یماق для عجم производства جثی древесины مرجوبه میمانند. از این رو и در آنها продукции بسیار из дерева. گوناگونی Для بیولوژی этого زندگی можно نمیکنند. использовать و تا управляемые آن или даже درجه که ما неправильно میخواهیم به управляемые леса. برقرارسازی جنگل‌ها، بهبودی حواس‌های آب، Дело в том, حفظ что лесонасаждение نمودها — نتیجه это, по زیاد сути, به دست монокультурные آوریم. ما леса. باید Они نظر похожи به на гигантские شناندن грядки со یک تا спаржей. دست Поэтому в них گردید нет بیشتر такого уж اندازه большого کنید. разнообразия форм خب жизни. من И если мы نمیگویم хотим که اول добиться اعتراف нескольких کنید که целей سیاره от همچون سیستمی восстановления به лесных массивов, هم например, علاقمند فیزیکی و усовершенствования بیولوژی کار водосборов, کنند و защиты биологических видов, то мы должны мыслить шире, чем высадка полосы спичек. Так что, по моему мнению, во-первых, нужно признать, что наша تقریبا планета 96% функционирует как تمام بیوماس взаимосвязанная физическая и شیرخواران биологическая آدمان از система, и что حیوانات наше благополучие خانگی напрямую آنها зависит می от باشند. нее. همین Поэтому крайне همین важно طور действовать в همه глобальном نمودهای масштабе и دیگر در начинать آخر прямо کاه сейчас. نشستند Причем و подходить к کوشش этому нужно میکنند не که только с قطره позиции های آخرین را исключительно از лесов, شیشه ведь بیرون это کنند касается تا всех زنده природных مانند. экосистем. هیچ کدام از این هیچ معنا ندارد. هر Приблизительно دفعه که شما یک 96% نمود را از دست биомассы میدهید، всех آن مثل млекопитающих 3-7 составляют люди и میلیارد одомашненные سالی животные. اولوسیا از و راه‌های حل Все مشکلات остальные виды بیولوژی как به این бы نامود остались خاص на شد. краешке آن соломинки به и пытаются выпить کتابخانه عظیم последние سبز капли مانند است. из ساختن стакана, کتابخانه чтобы زنده выжить. علم‌های Это حیات лишено всякого مانند смысла. ندارد. Каждый раз, когда исчезает очередной вид, вместе с ним исчезает и 3,7 миллиарда лет эволюции и решений множества биологических проблем, уникальных для данного конкретного вида. Это подобно огромной природной библиотеке. Глупо сжигать живую библиотеку науки о живой природе. Приветствую всех. Уважаемый профессор рассказал нам о том, насколько ценны леса. Сказала, что мы должны остановить обезлесение по всей планете. Он прав. Друзья, представьте только, за последние 100 лет мир потерял столько же лесов, сколько за предыдущие 9 тысяч лет. Это площадь размером с США. Я родом из Эквадора. Мои родители выросли в сельской местности. Они любят природу, и эту любовь они привили и мне. Я вырос среди лесов, и сейчас мне больно смотреть на то, что происходит с ними. Более 20 лет назад мы потеряли около 40% национальной территории чистой Амазонки. Из-за абсурдной войны, из-за человеческой ненасытности и непомерной жадности. И сейчас вырубается то немногое, что осталось. Это проблема не только моей страны, это проблема всего мира. جنگل‌ها در Чтобы عرضه‌های удовлетворить мировой معتدل спрос, мы اساساً برای превращаем فروش тропические چوب леса و в تخته بریده пастбища می‌شود. для выпаса скота امروز и بریدن جنگل‌ها выращивания باعث кормов نابود для شدن животных, 75% плантации جنگل‌ها сои, در ایالات متحده пальмового آمریکا، масла, بریتانیا، кофе и کلمبیا در какао. کانادا شده است. От هر 50 سال до 90% всей 26 میلیون площади گکتار вырубленных جنگل тропических بریده лесов می شود — это و هر незаконная دقیقه در вырубка. جهان میدان جنگل ها Леса به в 60 уверенных میدان широтах فوتبال вырубаются بریده в می основном شود. ради продажи древесины.
چنان که می‌بینیم سرعت تلف جنگل‌ها فلک‌آور است. فلاکت در آن است که درباره بریدن فعالانه جنگل‌ها امروز ما شاهد شماری بی‌سابقه ساختارها هستیم. این سال در سیبیر، امریکا و کانادا آتش جنگل 25 میلیون هکتار جنگل را نابود کرد. این را می‌توان با میدان یکجایی پکین، مسکو و دبی مقایسه کرد. سبب اساسی ساختار تغییریابی اقلیم در سیاره می باشد. اما ما در پی فایده به این آتشی به این همفروزان روغن می اندازیم. در جمعیت ما خاموش کردن جنگل اکثر وقت از جهت اقتصادی فایده‌وار نیست. اما بعد فروختن جنگل سوخته فایده‌ناک است. ما باز هم دورتر رفتیم. علاوه بر این عملهای قصداً آتش‌زنی می‌کنند. این قلابی امکان می‌دهد که فروش چوب تخته‌ای که بریدن آن منع است نقشه آتش‌زنی استانداردی است. جنگل را چنان آتش می‌زنند که آن تنها از پایان سوزد. این ساختار برای شاهی درختان آسیب می‌رساند اما هیزم را نیست می‌کند. بعضی ساختار مقامات در این جنگلات تشخیص می‌گذارند. اکثر وقت در برای کم کردن آنها قرار قبول کرده می‌شود. پس از آن تندر مزایده خرید حقوق بریدن این جنگل آغاز می‌شود. مکانیزم فروش چوب و تخته همین طور به کار انداخته می‌شود. اجازه دهید من به شما یک مثال آورم. همین طریق در سال 2016 در مننگاه 25 هکتار جنگل از ساختار غیر چشمدار آسیب دیده است. در نزدیکی منبع این ساختار آدمان دیده میشوند و سال 2018 این جنگل ساخته در این مننگاه بریده شد. ضرر این بریدن معدن 27 میلیون دلار تخمینا زده شد و این سخم کاری در همه جهان تطبیق می شود. در فرمت استعمال آدمان کارهای دهشتناک می کنند. ما آن را می‌بینیم و ما از خاموش بودن خسته شدیم. امروز زمانه حقیقت است و ما به هر کسی که به تفاوت نیست واقعه را می‌فهمد مراجعت می‌کنیم. تشکلات‌های گوناگون حفظ محیط زیست اینقدر وقت و کوشش زیادی را صرف کردند که حتی عقل را چیزی تغییر دهد اما همه بیفایده. ما آدمان جنگل‌ها را بازداشته نتوانستیم و نجات داده نتوانستیم. اعتراف کردن خیلی دهشتناک است اما به اعتراف آن ما چیزی را تغییر داد نمیتوانیم. اصولهای موجوده محافظت جنگل در جمعیت ما کار میکنند. شاید ما غله بهترین داشته باشیم اما اگر آن را در روغن کشت کنیم آن میمیرد. ما شاید ایده های بهترین حفظ جنگل و محیط زیست داشته باشیم اما آنها را در فرمت استعمالی جامعه عملی کردن ممکن نیست زیرا همه چیز از پول کار کرده وابسته است. ما باید شرایط یعنی خود فرمت جمعیت را شکل عوض کنیم. این چگونه حفظ جنگل مساعدت میکنه؟ در جامعه سازنده ارزش عالی حیات انسان و صفت آن است نه سرمایه شهروندان علاوه. از این رو در جمعیت ایجادی تکنولوژی که حالا در فرمت استعمالی جامعه تطبیق کرده فایده‌وار نیستند جاری کرده می شود. در جمعیت ایجادی ما واقعا جنگل‌ها را برقرار کرده می توانیم. ما می توانیم در تمام جهان حتی در مرحله گزارش تشکل جمعیت ایجادی کارخانه‌های کارکرد را به کار اندازیم. ما دیگر شبهه و بحث و مناظره وقت نداریم. هر ساعتی که جمعیت ایجادی ما را به فلاکت جهانی اکولوژی و به مرگ ما نزدیک میکند ما اکولوژی احتیاطی و جنگل‌های احتیاطی نداریم. ما سیاره احتیاطی نداریم. اکنون ما حقیقت را میدانیم. انتخاب از آن ماست. У нас нет больше времени на сомнения и споры. Каждый час без созидательного общества приближает нас к глобальной экологической катастрофе и к нашей гибели. У нас нет запасной экологии, запасных лесов. У нас нет запасной планеты. Теперь мы знаем правду. И выбор за всеми нами.
С той скоростью, с которой мы вырубаем деревья, у нас не хватит древесины на гроб. Мы уничтожаем нашу планету. Неужели мы не видим, что это уже касается всех? Деньги закрыли нам глаза и здравый смысл. Но с той скоростью, с которой мы мусорим и захламляем нашу планету, кажется, что мы заменяем деревья мусором. Понимаете ли вы, что в обществе потребления мусор в буквальном смысле стоит дороже человеческой жизни? Взгляните сами. And Ed, we pass the word to you. Эд, мы передаем вам слово. Спасибо большое, Ольга. Я немного сейчас раскрою тему мусора. Одна из самых серьезных экологических проблем сегодня — это проблема мусора. Когда люди впервые начали собирать отходы и направлять их на свалки, это казалось отличной идеей. Весь мусор был собран в одном месте, где его было проще сортировать и захоронять. Таким образом, предполагалось решить проблему отходов. Однако, что-то пошло не так. Всего за последних 80 лет количество мусора катастрофически увеличилось. Сегодня свалки переполнены из-за появления неразлагаемых отходов. Свалки не решили проблему мусора, они лишь обеспечили его циркуляцию по планете, и в связи с этим в обществе возникла идея о переработке мусора. Сегодня считается, что именно она избавит планету от отходов. Во многих странах люди часто сортируют мусор, отдают пластик на переработку и верят, что тем самым они آیا کارکرد پرتوها واقعا وجود دارد؟ ما هر سال بیشتر از 2 میلیارد تن پرتو میپرتویم. اکثر پرتوهایی که ما میپرتویم بیولوژی ویران شونده نیستند و نمیتوانند به طور درست کارکرد شوند. آب، هوا، غذای ما را، حیات ما را زهرآلود میکند. هندوستان گازیپور پرتوگاه که هر روز به میلان میروید و قریب به بلندی تاج محل میرسد. در دوره موسونها از حساب جمع شدن پرتوها در داخل پرتوگاه ها گازها جمع میشوند. سپس این گازها به هوا پهن میشوند. در پرتوهای جمع شده مگس‌ها زیاد میشوند که بعداً آدم را در کلونی گزیده باعث بیماری‌ها و قبیل دینگ ورجه و دمه میشود. ساحل دریای تیروم در آنجا که زیاده از 200 فابریکه بافندگی موجود است برای تمام جهان لباس ارزان میبرد و هر روز вызывая у них такие заболевания, как ДНГ. طبق گزارش بانک جهانی چی پرتوها پلاستیک، کاغذ، کارتون، متل و شیشه 38% پرتوهای کمونیلی را تشکیل میکنند و تنها 15% این اشیاء دوم درجه واقعا در سراسر جهان دوباره کار کرده میشود که بیشتر از 5% پرتوهای عمومی را تشکیل میدهند. با وجود این سرعت استعمال و استعمال ما مثل پرتوگاه‌های گرد و اطراف ما فقط میکنند. در سطح استعمال کننده که زینی یکم است آیله عادی به مغازه می رود. این آیله عادی یک نقطی و شیشه پلاستیک تیار میکنه، خلطه های پلاستیکی و غیره و غیره. حالا ما را یک جایه کردن خیلی مد شده است. یک توده کلان مواد پرسه شده را به یگان کارخانه کارکرد میبرد و این کارخانه کارکرد گویا این همه پرتوها را کاملا جدا میکند و این
шумо муваффиқан кардани тоза, пластики тоза аз он холис тоза мегиред. Ин идея аст. Дар ҳақиқат ҳаме ин корро намекунанд. барои ҷудо кардани 1 тонна коркард шумо танҳо барои ҷамъоварӣ овардан ва ҷудо кардан якчанд захираҳои бениҳоят сарф мекунанд. баъдан онро шуста, баъд печонидан ва баъд ба ягон ҷо оварда фурӯхтан лозим. ҳама партовҳо, агар он танҳо партов бошад, онҳоро гӯр мекунанд. ҳеҷ кас ин партовро дубора коркард намекунанд. Бо якдигар лоф мезананд, мегӯянд ки мо комилан сабзем, яъне ҳама чиз 100% коркард шудааст, партов надорем ва ғайра. Одатан ширкате мегиранд ки ин ахлотро, ин партовҳоро мебарад. Ягон ширкати иловагӣ дигарро коркард номукаммал аст. Мо метавонем хеле бештар ва хеле беҳтар кор кунем. Онро бояд поён намуд. Ин маънои онро дорад, ки шиша ба чизи тамоман дигар табдил дода мешавад ва вақте ки он раванди поёнсозӣ мегузарад, онро дубора истифода мебарад. Мумкин нест, яъне сифати пластик пахш мешавад. Мо ҳатто агар мехостем онро дубора коркард карда наметавонем. аз ин рӯ мо бояд ба худ савол диҳем, чаро ин намуди пластикӣ ба таври умум иҷозат дода мешавад, агар онҳо дубора коркард ё ба таври дигар истифода нашавад. Акнун гуфтанам, ки фикри якдилии олимон ва фактҳо нишон медиҳанд, ки мо аслан намедонем, ки ба пластмасси уқёнусӣ чӣ кор карда мумкин ва чӣ бояд кард. Аллакай баъзе чораҳо дида мешаванд. Пластмассаи уқёнусӣ ва пойафзол, либоси шиноварӣ, либоси йога ва монанди инҳо кор карда мешавад. Аммо хеле шубҳаовар аст, ки беҳтарин чизест, ки мо бояд ба пластики уқёнусӣ кунем. Эҳтимол бо ин кор мо танҳо ҳалли оқилонаро ба таъхир меандозем, ки нисбат ба ҳалли мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд меорад. Яке аз навъҳои пластикӣ арзиши нав тақрибан 500 евро барои 1 тонна. Коркарди такрори тақрибан 1000 евро аст ва пластики дубора коркарда шуда дар уқёнус боз ҳам гаронтар аст. 2 баробар зиёд кардани арзиши аслии маҳсулот барои истеҳсолкунанда тамоман фоиданок нест. Гузашта аз ин дар шароити рақобати шадид маҳсулот зиёновар мегардад. Маълумоти эълоншуда оид ба коркарди партовҳо аксар вақт еще дороже. Производителю совершенно невыгодно. Маълумоти эълоншуда оид ба коркардҳо партовҳо аксар вақт аз тасвири воқеӣ фарқ мегузарад. Масалан, дар Олмон як қисми партовҳое, ки коркардашуда ҳисобида мешавад, ба партовгоҳҳои кишварҳои ҷаҳони сеюм. Вазъият дар Япония низ ҳамин тавр аст. Пас он чизеро, ки мо партовҳои дубора коркарда мешуморем, он партове, ки ба абрҳо даромад, ба ҳавои мо шуд ва он гоҳ бо борон ба ғизои мо баргашт. Партов чеҳраи пӯсидии формати истеъмоли ҷомеа аст. Бо онҳо мо сайёраро мекушем ва ҳатто бештар худамонро мекушем. аз нав кор кардани партовҳо ба мо фоида нест. Таҳия кардани технологияе, ки сайёрии моро тоза мекунанд, барои мо фоидаовар нест. Аммо оё ин барои мо воқеан зиёновар аст? Ё иқтисодияти истеъмолӣ, ки худи мо онро аз ҳаёти инсон болотар гузоштем? И даже больше. Мы убиваем себя. Нам невыгодно перерабатывать мусор. Нам невыгодно разрабатывать технологии, которые бы очистили нашу планету. Но нам ли это на самом деле невыгодно? Или потребительской экономике, которую мы же сами и поставили выше человеческой жизни? Здравствуйте. То, что мы увидели в видео, это страшная, но необходимая правда.
Как видите, все наши усилия по сортировке мусора и его якобы переработке – это ложь. Люди лишь играют в эту игру, теша себя мыслью, будто что-то делается для решения проблемы мусора, продолжая производить еще больше отходов. В бесконечной гонке потребления производится все больше товаров, которые быстро превращаются в мусор. И даже если он сортируется, он все равно остается мусором на полигонах. В потребительских правилах игры быть зеленым на практике невыгодно. И это хорошо видно на примере океанического пластика. Самые крупные судна, финансируемые миллионами долларов, способны выловить всего лишь 2 тонны мусора в день. Это делает полученный пластик очень дорогим, а сделанный из него продукт неконкурентоспособным на рынке. Но считаться зеленым крайне выгодно, ведь это дает возможность манипулировать чувствами людей, которые хотят помочь сохранить экологию. И статус зеленого продукта побуждает их покупать именно этот товар. Поэтому сегодня мы все чаще слышим о товарах, сделанных из переработанного пластика. И покупая их, люди чувствуют свою сопричастность к спасению планеты. Но мало кто знает, что зачастую это всего лишь рекламный ход потребительского мира. В те же кроссовки из океанического пластика входит в лучшем случае 0,1% пластика, который был действительно выловлен в океане. И это констатируют ученые. Итак, мы уже поняли, что мусор невыгодно перерабатывать в потребительском обществе. Зато выгодно заявить, что ты якобы можешь решить проблему мусора, за которую никто не хочет браться, ведь она плохо пахнет. В потребительском обществе мусор становится источником колоссального дохода для тех, кто не брезгует губить жизни людей, чтобы потом хорошо на этом заработать. Пока одни размахивают зеленым флагом, другие становятся мусорными баронами, ставя под угрозу жизни миллионов, а то и миллиардов людей. همین که در جهان پرتوهای ویران شونده و زهرآلود پیدا شدن آدمان پیدا شدن که از آن پول کار میکنن مافیای پرتو چگونه کار میکند ایتالیا دادری من پرتو میکشاند وای به من درباره فایده‌ای که در این ساحه به دست آورده است به من گفت و گفتم که مرا ببخشید لعنت ما در زیر خطر هستیم به مواد مخدر مشغولیم و حتی این پول را به دست آورده نمیتوانیم 30 سال پیش به دادرسا گفتم که اسراف طلا است پول Мой Шурин перевозил отходы. кланҳои мафияи Коса Ностра Каморра Нандрак ҳудудҳоро мехаранд ки онҳоро ба партовгоҳ табдил медиҳанд ва ҳарчанд ҳама чиз дар рӯи коғаз қонунӣ ба назар мерасад аммо партовгоҳҳо дар наздикии маҳаллии аҳолии одамон ҷойгир шудаанд. қисмати муҳими тиҷорати мафияи партовкашӣ интиқоли ғайриқонунии партовҳои саноатӣ мебошад. агар тиҷорат мехоҳед аз партовҳои заҳролудаш халос шавад ва то ҳол ҳарчи камтар пул пардохт кунад партовҳоро ба мафия месупорад ва ба ҷои он ки ба таври дуруст вале гаронарзиш нобуд карда шавад ин партовҳо берун меберанд. ман партовҳоро дар ин партовгоҳ гузоштам. вақте ки мо инҷо тамом кардем онро дар он ҷо пур кардем. он ба ҷангали серафлав монанд аст ки дар зери он партовгоҳ аст ва ҳамин чиз дар ҳамин ҷост партовҳои табиӣ партовҳои радиоактивӣ партовҳои коммуналӣ лой нафт ва ғайра ҳама чиз дар ин ҷост. ҷаноби ин ба мардуми ин хонаҳо чӣ гуна таъсир мерасонад? Саратон. ҳамаи одамон аз саратон мемиранд. оби зеризаминии ин ҷо тамоман заҳролуд шудааст. ҳар як оила дар ин ҷо сироят ёфтааст. ҳар як. ҳеҷ кас наҷот намеёбад. онҳо аз ин ҷо зеро онҳо интихоби дигаре надоранд. Рак
Все они умрут от در рака. نیپل Руку و и воду здесь منطقه полностью اطراف отравлены. کمپانی اکولوکو Каждая حتی семья здесь اقل заражена. 1200 Каждая. پرتوگاه های Никто не خود و کلان спасется. غیر Они امکان را здесь, حساب потому что у میکنند. них нет مقدار выбора. فسفر У них нет سیماب возможности مشیک در переехать в другое اینجا место. از И они معیار вынуждены مقرره умирать. 400 Умирать здесь. برابر زیاد شد. آدمان در اینجا از بیماری سرطان 2 مراتب На بیشتر территории Неаполя и میمیرند. окружающего его региона компания, экологи насчитывают не پالاگون менее میانه 1200 میتواند маленьких и در یک больших ماه нелегальных تقریبا свалок. Количество 150-200 фосфора, ртути и тонн мышьяка в клеенка этом استعمال регионе в 400 کند. раз превосходит установленные нормы. شهر Согласно به медицинской پرتوگاه статистике, تبدیل люди здесь می‌یابد. умирают от рака в 2 раза чаще, чем в среднем по всей стране. Контролируя мусорные полигоны, мафия не только получает несоизмеримо завышенную прибыль, но и بنابراین имеет شما возможность میتوانید به контролировать همون города, 100 так как تا стоит 10 им روبل ضرب запретить کنید. ввозить پس ما мусор на свои حداقل полигоны, مزد مهنت город را میگیریم. превращается خب в این فایده свалку. است که آنها تنها با پلیمرها میگیرند. حالا در ولایت 1 کیلوگرم کاغذ 15-20 سوم فروخته می شود. متال های قیمت های سیاه و رنگ از این هم قیمت‌تر. برای همین هم آدمان در کان طلا یعنی بیهوده نگفتن مافیا پرتو. شما به اینجا همین طور رسیده نمیتوانید. درآمدهای کلان وجود دارند و آدمان هیچ وقت از آنها بیفایده دست نمیکشند، زیرا آدمان شکلات فرا گرفته است. گرفتن اجازت برای به صفت پرتوگاه همچون پرتوگاه هم استفاده بردن این زمین نهایت دشوار است. اگر ما یگان تشکیلات جدی پرتوگاه جدی گشاییم، эти люди шоколадят. Получить разрешение на то, чтобы использовать эту землю под свалку, под полигон, да, под мусорный, крайне сложно. Если мы будем открывать какую-то серьезную организацию, серьезный полигон, ставить там правильное оборудование, сортировки и все прочее, тут, я думаю, к нам быстренько нагрянется и нехорошие люди, и какие-то проверки. Мои друзья в свое время купили мусоросжигающий завод. 3 месяца они проработали. Ну вот приехали дяди на черных джипах и просто запретили работать, условно говоря, под угрозами, шантажом, еще чем-то. Просто забрали себе этот мусорный завод, и все. И люди открестились от этого и сказали, что больше мы в это дело никогда не полезем. Это частные примеры. Но разве не эти же схемы мы видим на мировом уровне? Мусор мигрирует из одной страны в другую, отравляя жизни миллионов людей. И все это происходит в тени частных договоренностей. Никакой морали, никакой нравственности, чистый бизнес. Индонезия. В 2018 году импорт пластика в эту страну составил 283 тысячи тонн. Расстояние между свалкой и моим домом около 500 метров. Вся моя семья, мои родственники страдают от запаха и шума со свалки. Только в город Бурангкенг в Индонезии каждую ночь нелегально приходит по 60-70 контейнеров. Мусор, который потом находят на полигонах, привозят из Австралии, Германии, США. Чаще всего это отсортированный пластик, смешанный с опасными отходами. Малайзия. Некогда красивая страна. Сегодня покрыта горами мусора и десятками нелегальных мусоросжигательных заводов. В Малайзию везут свой мусор производственные компании Японии, США, Германии и Австралии. Моя дочка была очень здоровая девочка. С апреля у нее начала подниматься температура. Ее состояние ухудшалось, и она начала харкать кровью. Большинство владельцев нелегальных заводов арендуют землю у местных жителей и строят на них примитивные печи, в которых за деньги утилизируют мусор, не заботясь об окружающей среде и проживающих рядом людях. Турция. С 2004 года импорт мусора в Турцию из стран ЕС почти утроился. Главными экспортерами этого мусора являются Великобритания, Бельгия, Германия, Нидерланды, Словения, Италия и Франция. Большая часть мусора, который поступает в Турцию, не подлежит переработке и просто выбрасывается на свалки. Жители Европы должны знать это. Чистые улицы Германии, Великобритании или Франции, где люди тщательно сортируют свои отходы, не попадают на перерабатывающие предприятия.
Как вы можете видеть позади меня, именно здесь находятся горы нелегальных отходов. Африка. Сотрудники таможенных служб в бедных странах Африки не в состоянии контролировать тысячи контейнеров, которые приходят со всего мира каждый день. Зачастую их сопровождают поддельные легализующие документы. Почти все электронные отходы или бочки в этих контейнерах наполнены токсичными материалами. Их принимают в этих странах, не задавая лишних вопросов. Небольшая взятка позволяет провести любой мусор до конечного пункта назначения. Заброшенного пляжа, забытого участка побережья, нетронутой воды, превращающейся в опасный радиоактивный океан. Этот же мусор для кого-то является отходом, но для многих в этих странах он является местом работы, жизни и смерти. Гана. Полигон Агбагблоши – самая большая в мире и опасная свалка электротехники. Сюда ежегодно привозят более 200 тысяч тонн электронных отходов из стран Европы и Северной Америки. Сейчас мне 14 лет. Сюда мне привез мой отец и сразу же уехал. Он оставил меня здесь одного работать. Сказал, что когда-нибудь вернется и заберет меня с собой в наш родной город. Кения. Бывают дни, когда на свалке происходит слишком много зла. Серьезно. Тогда мы слышим о том, как кто-то ударил кого-то ножом или зарезал бутылкой. А иногда грузовики сдают назад без предупреждения и просто переезжают кого-нибудь. Индия. Аланг. Судоразделочный завод «Аланг» самый большой в мире. Правительство и подрядчики делают большие деньги. Но есть две основные проблемы. Это окружающая среда и условия труда. Здесь на 10 километрах пляжа 40 тысяч человек разбирают на части половину брошенных кораблей со всего мира. Голыми руками, часть за частью, день за днем. У них нет защиты для рук, ног или головы, а также современных инструментов. Нет планов судов, и они не знают, в какой момент и каким образом судно может внезапно разрушиться. Они режут металл, зная, что следующий разрез может привести к взрыву. Половина компаний в мире не хотят платить за чистую переработку судов с использованием современных технологий. Это слишком затратно. Вместо этого они продают их на металлолом. Индийские покупатели получают прибыль, перепродавая сталь. Аланг – это экологическая катастрофа. И в то же время это самая большая переработка металла в мире. Похожие свалки находятся и в других странах, таких как Бангладеш, Пакистан. Цена подобной переработки кораблей – это человеческие жизни. Я разбираю корабли 14 лет. Мой отец умер в несчастном случае при разборке корабля. Единственное, чего я боюсь на этой свалке, это смерть. Я знаю, это опасная работа. И я боюсь, потому что у меня 2 детей и семья. Мы еще никогда в нашей истории не производили столько мусора, сколько сегодня. Мусор — это грязно, он плохо пахнет. Но деньги не пахнут. Поэтому в нашем потребительском мире всегда находится тот, кто готов на этом заработать. Хранение мусора, его фиктивная переработка или транспортировка из более элитных мест на планете в нищие — это всего лишь бизнес. Бизнес, в котором выживает сильнейший. Бизнес, от которого медленно умирает все живое на планете и сам человек. Бизнес, который каждый из нас спонсирует каждый день. Можем ли мы это остановить? Поддерживая потребительский формат общества, нет.
так как сейчас созданы все условия для того, чтобы зарабатывать огромные деньги на подобных махинациях. Но мы можем изменить формат общества с потребительского на созидательный. Когда на конституционном уровне во всех странах будут приняты 8 основ созидательного общества, подобные схемы будет невозможно провернуть, потому что главной ценностью во всем мире будет жизнь человека. В таких условиях не будет места для всей этой грязи на планете и в отношениях между людьми. Любой бизнес будет построен только на улучшении жизни людей, а не на наших смертях. وقتی که هر یک پاره نان رو حقیقتا عاقلانه به هر یک آدمیزاد تقسیم کردن لازم می آید. بیایید حالا به این سوال جواب دهیم تنها راست قول. وقتی آن رسیده است که ما بیدار شیم و در خاطر داریم که ما آدمیم و زمین خانه یگانه ماست. در قانون یکم اکولوژی گفته است همه چیز به همه چیز تاثیر می رساند و همه چیز به همه چیز علاقمند است. نوابسته از آن که پرتو در کجای دنیا بر کرده می شود. عاقبت‌های اکولوژی آن به هر حال به ما برمیگردد زیرا که زمین دور میزند. حقیقت عمل‌های باز هم بیشتر را روشن میکنه و هوسمند میکنه. Неважно, в каком месте земного шара мусор закапывается, это یک جای ما همه چیز را کرده میتوانیم. فقط درک کردن لازم است که قوه ما در وحدت و در حقیقت است. فرمت استعمالی کمبودی اساسی ماست و ایجادکار قوه ما و یگانه نجاتی ماست. تشکر. Потому что только понимая причину наших проблем, мы можем от них избавиться. چرا ما تا حال جنگ میکنیم؟ حتی از برای پرتو این بی‌معنی است. آیا ما جدی وضعیت را نمیبینیم؟ آیا ما میخواهیم که در پرتو غرق شویم؟ آیا آدم یا شویم؟ یا جمعیتی سازنده بنیاد کنیم که به هر یک انسان محیطی از جهت اکولوژی تازه، سلامتی و بخطر رو میدهد. من به شما سوال میدهم که мы хотим утонуть в мусоре или стать людьми и построить созидательное общество вместе, которое будет гарантировать каждому человеку экологически чистую среду, здоровье и безопасность. Дорогие зрители, я хочу задать вам вопрос. Какой выбор сделаете вы? Пожалуйста, поделитесь вашими пониманиями, запишите ваши видеоотзывы и присылайте их на почту info@creativesociety.com. Потому что я уверена, что у каждого из нас есть понимание, которыми вы хотели бы поделиться со всем миром. А сейчас я хотела бы перейти к следующей теме, которая взорвет ваш мозг. Вы поймете, почему СО2 — это самая большая афера нашего времени, и почему зеленая энергетика — это пустая трата денег. Пожалуйста, не забудьте поделиться этим видео прямо сейчас, потому что каждый должен знать правду. Давайте посмотрим отрывок из видео с участием Игоря Михайловича Данилова на тему зеленой энергетики. Настоящая проблема, что у нас не СО2 есть, а что у нас СО нету. Вот, я же за это. Не того, что СО2 есть, да, из-за того, что СО нету. Вот это действительно проблема. И вот и получается, что мозги-то
У нас, ну извините, они уже настолько прошиты вот этой идеей, что мы от нее избавиться не можем. И мы вот сейчас с тобой сидим, считаем, сколько там процентов выделится, если посадим мы по 20 деревьев за 20 лет, а какой будет выброс. Здесь надо еще просчитывать, что развитие зеленой энергетики, которая на самом деле далеко не зеленая и бессмысленная, да? Или еще вот опять мы зацепили зеленую энергетику. Вот они требуют развивать зеленую энергетику. Это солнечная, там, ветровая, ну и все остальное, там, переходить на водород, там, меньше жечь газа и тому подобное. А теперь простая арифметика. Мы очень быстро, стремительно приближаемся к серьезному кризису, климатическому. Мы даже этой зимой увидим, насколько резкие колебания идут атмосферы, какие холода. Это обусловлено Гольфстримом, это обусловлено опять-таки теми изменениями, которые происходят в верхних слоях нашей атмосферы. И как быстро выворачивается все, то есть оно мгновенно, на определенных участках может резко понижаться температура. Через время она нормализовывается. Но вот эти вот резкие скачки понижения, они могут вызывать серьезные катастрофические последствия. И мы при этом отказываемся от углеводородов. А это что значит? Это значит, что убираются тепловые станции, которые ты за один день не построишь в случае необходимости. Да? Мы будем отказываться от газа, в силу чего там солнечного. Опять-таки солнышко не всегда светит. Это первое. Во-вторых, как мы можем хранить эту энергию. В-третьих, ветра, которые могут возникать. карбогидриди ва ҳамон стансияи электрикӣ мебошад. Вале онҳо СО мебардоранд, аммо онҳо зарура ва бе онҳо бадтар мешавад. Илова дар ин атоми хурд дар он ҷо установкаҳои паймон вуҷуд доранд. Олимон аллакай таҳия карда истоданд. Баъзе онҳоро муддати тӯлонӣ, скажем так, тепловые станции и электростанции те же, да, они выбрасывают СО2. Да, но они необходимы. И без них будет хуже. Плюс ядерные маленькие. Ну, есть компактные установки, уже разрабатывают ученые, ну, уже некоторые их уже давно используют, скажем так. Это то, что необходимо тоже, то, что дает энергию. Уже давно внимание мировой общественности приковано к проблеме нестабильности климата на Земле. Впервые эта проблема была официально озвучена в 1992 году на саммите Земли, когда более 150 стран подписали рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Мировые лидеры, участвующие в конференциях по изменению климата после 1992 года, договорились установить предельный уровень выбросов парниковых газов. Предполагается, что это должно осуществляться путем глобального перехода на зеленую энергетику и низкоуглеродные технологии, а также сокращение вырубки лесов и увеличение способности лесов поглощать углекислый газ. В начале ноября 2021 года в Глазго прошла очередная конференция ООН КОП-26, собравшая представителей 200 стран. Что же они решили в этом году? 180 стран обязались сократить выбросы метана. 100 стран обязались остановить вырубку лесов и посадить 1 триллион деревьев к 2030 году. Многие страны и компании обязались запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. 40 стран обязались отказаться от использования угольных электростанций и внедрить зеленые технологии. Несколько стран и крупных банков решили прекратить финансирование производства ископаемого топлива. Крупные финансовые компании объявили о том, что начнут выделять деньги на зеленую энергетику, солнечные батареи и ветряные турбины. На первый взгляд, в этих решениях есть смысл. Однако мы должны учитывать две вещи.
Во-первых, да, СО2 влияет на окружающую среду. И да, мы действительно разрушили экосистему нашей планеты. Во-вторых, климат меняется, но по совершенно другим причинам. И хотя предлагаемая идеалистическая картина нашего декарбонизированного будущего, когда мы все будем использовать возобновляемую потенциально бесплатную энергию, выглядит очень привлекательно, к сожалению, реальная ситуация с тем, что мы считаем зелеными технологиями, таковой не является. Давайте посмотрим видео. Альтернативные источники энергии. Сегодня все озадачены проблемой изменения климата. Собираются большие климатические конференции, на которых лидеры стран, ученые и представители корпораций ищут совместные решения. Вот-вот и кажется, что проблема будет окончательно решена. Мы все затянем пояса потуже и перейдем на возобновляемые источники. Нас уверяют, что если прекратят дымить трубы тепловых электростанций, закроют все атомные электростанции, а везде на планете будут строить солнечные, ветровые и гидроэлектростанции, то к 2050 году мы выйдем на безуглеродное производство энергии. Это якобы спасет мир, сохранит экологию, и все будут счастливы. Поэтому все лучшие умы и ресурсы человечества предлагается направить на развитие зеленых технологий. Но что мы упускаем из виду? Действительно ли это нас спасет? Не теряем ли мы во всем этом самое ценное – время и возможности? При более доскональном исследовании данной темы для нас открылись очевидные факты, указывающие на большой планетарный обман. Итак, давайте по порядку разбираться вместе. На сегодняшний день возобновляемые источники составляют около 28% от общей энергетики, но для того, чтобы их произвести, мы все равно используем невозобновляемые природные ресурсы. Все это продолжает способствовать истощению и загрязнению планеты. Солнечные панели, к примеру, содержат такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, ртуть. В процессе эксплуатации они вымываются в грунт и испаряются в атмосферу. Отходы солнечных панелей в 300 раз токсичнее ядерных отходов и требуют специальной утилизации. Но так как она стоит дороже производства, то решили особо не утруждаться, и использованные панели отправляют на свалки в бедные страны. До сих пор ни одна страна мира сегодня не имеет регламента по их утилизации. По исследованиям ученых, к 2030 году в мире будет около 8 миллионов тонн зеленых отходов. К 2050 эти объемы вырастут до 80 миллионов тонн. Давайте представим, как эти цифры увеличатся, если мы полностью перейдем на эти источники. Рассчитано ли это в докладах и поднимается ли так широко эта тема на конференциях? Как видите, это только усугубляет ситуацию с экологией и является всего лишь верхушкой приоткрывающегося айсберга, который нам предстоит рассмотреть поглубже. Что же не так с ветровыми станциями? Начнем с наших карманов, из которых мы с вами будем платить за эти амбициозные решения. Чтобы построить ветряную электростанцию, требуются огромные денежные и ресурсные вложения. При этом средний срок службы ветряка 20 лет, и за это время он успевает вернуть всего лишь 78% затраченных средств на его создание и установку. Мы не говорим об обслуживании, которое подразумевает постройку судов специального назначения, дорогостоящих высотных работ и постоянной замены лопастей. Одних только смазочных материалов для одного ветряка необходимо более 500 тонн, что сравнимо с 9 цистернами железнодорожного состава, которые, кстати, тоже производятся из невозобновляемых ресурсов планеты. Вы только вдумайтесь, размеры лопастей могут достигать длины футбольного поля. А знаете, из чего они произведены? Да из того самого пластика, с которым мы так безуспешно продолжаем бороться по всему миру. Из-за гигантских размеров и опасного химического состава их невозможно утилизировать. Поэтому классическое решение – лопасти вывозят на свалки и засыпают грунтом. После этого вы все еще считаете, что ветровая энергетика экологически чистая? Давайте теперь
теперь рассмотрим обратную сторону гидроэнергетики. 65% крупных рек мира перекрыты плотинами гидроэлектростанций. При этом аварии и прорывы плотин подвергают риску жизни людей и страдает экология планеты. Гидроэлектростанции влияют непосредственно на недра Земли. Тонны воды водохранилищ давят на тектонические плиты, вызывая техногенные землетрясения. Нас продолжают убеждать, что альтернативные источники улучшат экологию и решат проблему изменения климата. Почему? Откуда столь навязчивая реклама зеленой энергетики и проявление заботы о нас? Ведь это невыгодно государствам, которые вынуждены под давлением субсидировать данные проекты и покупать эту энергию в 5 раз дороже традиционной. Ярким примером служит Германия. Закрыв большую часть атомных станций в пользу зеленой энергетики, она попала в тупик. В продуктивные дни выработка электроэнергии составляет всего 17%. Поэтому на сегодняшний день ей приходится закупать энергию за огромные деньги налогоплательщиков из тех же незеленых атомных электростанций в соседних странах. Это ли не абсурд? Стоит еще обратить внимание на один немаловажный факт. Возобновляемая энергетика зависит от солнца и ветра, поэтому ее нужно либо использовать сразу, либо аккумулировать в батарее. А электричество – сложный и дорогой товар для хранения. Давайте посчитаем, сколько необходимо аккумуляторов, чтобы накопить электроэнергию и пользоваться ею в период отсутствия ветра, солнца или при авариях. Средняя семья из 2 человек в месяц потребляет около 235 киловатт. Вы только представьте, около 100 аккумуляторов в 2,4 киловатта нужно, чтобы покрыть потребность в электроэнергии одной семьи в месяц. А теперь давайте вспомним, что аккумулятор – это преобразование электрической энергии в химическую и обратно. Для их создания используются вредные химические вещества, которые невозможно утилизировать. А для добычи того же кобальта используется детский труд на подземных шахтах в Конго. Все это для того, чтобы мы с вами дышали якобы чистым воздухом. Теперь подведем итоги. При таком агрессивном продвижении альтернативных источников энергии учитываем ли мы их низкий коэффициент полезного действия и влияние на экологию? Понимаем ли мы до конца, чем грозит человечеству отказ от углеводородов в периоды глобальных климатических изменений? Из-за манипуляций общественным мнением государства вынуждены закрывать производство, которое работает на угле, нефти и газе, что приводит к кризису в энергетике, в то время, когда мы в ней крайне нуждаемся. Становится очевидным, что альтернативные источники энергии разработаны не только как источник заработка одних и тех же организаций и корпораций, но самое главное, они используются как инструмент для контроля над энергетикой государств. В итоге мы вернулись к все той же игре во власть и жажде наживы, но никак не заботе о людях и спасении их жизней. Но при этом многие люди видят в этом надежду и выход из ситуации с климатом. Учитывая все вышесказанное, нам всем вместе стоит ответить на следующие вопросы. Стоит ли нам так активно развивать альтернативную энергетику, если у нее столько минусов? Выгодно ли это нам как человечеству сегодня? Или стоит приложить усилия к более эффективному решению? Ведь сегодня уже существуют технологии, способные использовать свободную энергию, но в потребительском формате эта прекрасная перспектива становится проблемой. Эту энергию невозможно будет продавать, если она будет доступна всем в неограниченном количестве. Таким образом, мы приходим в тупик, который влечет за собой крах экономической системы, кризис и войны. Поэтому необходима правильная поэтапность действий. В первую очередь изменить формат, построить созидательное общество. Это тот формат, который выгоден абсолютно всем и который сохранит жизни каждого человека.
Тогда мы легко внедрим эту технологию без ущерба для нашей жизни. Но это решение мы должны принять все вместе. Поэтому от каждого человека сейчас зависит дальнейшее развитие общества. Продолжим ли мы падать в обрыв, поддуваемые ветряными мельницами, или объединимся и пойдем по пути развития. بغیر از آسیب استاتیکی به محیط سبز ما نیروی شمال سبز نیست. زیرا فرمه‌های شمالی برای ساختن مقدار زیادی بتون و متال را طلب می‌کنند. به عالم وحشی خلل می‌رساند و سلامتی انسان با افلاشوی صدا ضرر می‌رساند. هر سال صدها هزار پرندگان را می‌کشد. این می‌تواند تجاوزور باشد، اما انرژی سبز اینچنین نرخ غذا را بالا می‌بردارد. پس چگونه ما به این باور کردیم که همه این منبع‌های آلترناتیو به اصطلاح برقرار شوندی انرژی بی‌ضررند. برای دیگر آفتاب بی‌درخش شمال می‌وزد همه آزاد و سبز است. از این رو هر چیز مرتبط نیست سبز است. این حالت به من یک جادوگری را به خاطر می‌آورد که تماشابینانشان خواهش می‌کند که به یک دست نگاه کرده به دست دیگر حیله را کشد. به انرژی سبز نیز همین طور است. ما باید کلان شویم. به معجزه ها باور کردن را بس کنیم. همچون کلان ما چنین باید فهمیم که هر یک حل تکنولوژی نقصان های خود را دارد. آن را با دقت آموختن لازم. به ما درباره انرژی سبز با شوق و هوس میگویند، اما به نظر چنین می آید که آنها تنها برای همیان کسی سبز است. گپ در سر آن است که منبع‌های برقرار شوندی انرژی نسبت به سوزشواری عادی استراق شونده خیلی افلاس کننده تر و نمیتواند ما را با مقدار ضروری به انرژی تامین کند، مخصوصا هنگام تغییرات غیر چشمدار در شرایط اقلیم که ما آینده از سر گذرانده و خواهیم بود. بیایید ببینیم چطور ما با شنیدن سخنان Дело в том, что возобновляемые Валерий источники Манини, энергии номзади гораздо нильмой сильнее филологии, загрязняют окружающую среду, чем обычное ископаемое топливо, и не могут обеспечить нас энергией в необходимых количествах, особенно во время непредсказуемых изменений климатических условий, которые мы уже пережили и будем продолжать в будущем. Ман Малинин Валерий Николаевич, доктор ilmi географии, профессор университета давлати гидрометеорологии Россия. Ман به همه اشتراکچیان کنفرانسی بحران جهانی زمان حقیقت و همان فکر میکنم که من واقعا بحرانی واضح در اقلیم شناسی داریم و ما و با عیب گروهی بین حکومتی کارنشینان آید به تغییریابی اقلیم است. هدف اصلی این سازمان تحلیل کارشناسی تغییرات معاصر اقلیم است، اما مهمتر از همه باید گفت که از خود اول این کارشناسی برای تغییریابی اقلیم آنتروپوژنی راه گذاشت، حال آنکه در این بابت خود آدم عیبدار است. اولین گزارش در جانب در سال 1990 نشر شده بود. در آن گفته می‌شود نقش برترداشتی بخار آب در تشکل افکت گرمخانه به 75% می‌رسد که در برابر آن بحث می‌کنند که کنسنتراسیون نمی در اتمسفر کاملا از روی خاصیت‌های داخلی سیستم اقلیمی معین کرده می‌شود. خوب همچنین مختصر این گزارش گرمشوی گلوبال البته نتیجه SO2 است. با وجود آن که با اعتراف آن که با بخار آب است که گاز اساسی گلخانه‌ای است، با وجود این در طول تمام درازی خود در آینده افضلیت‌ها это, конечно же, результат CO2, являющегося парниковым газом. Однако, признав, что именно водяной пар является главным парниковым газом, тем не менее МГИК на всем همچون عامل اقلیمساز به اینابت گرفته نمیشه، روشن نشان داده شده است. آن از آن عبارت است که پرتوهای مستقیم باغ او آب از فعالیت آنتروپوژنی به تاثیر رادیاسیونی سهم ناچیز ایجاد می‌کند. Отчетливо обозначается причина, по которой
و نهایت علاقه در گزارش 5 سال 2013 باید به نظر گرفته شود که تنها بخش آب اتمسفری که در استراتوسفر در نتیجه ریاکسیون کیمیایی متان به وجود می آید به نظر گرفته می شود. اما معلوم است که به تغییرابی تاثیر گرمخانه‌ها سهم ناچیز می‌گذارد. خلاصه گزارش پنجم این است: احتمال 95% تاثیر انسانی سبب اساسی گرمشوی مشاهده شده از نیمه عصر 20 می باشد. خوب معلوم است که عامل‌های طبیعی کاملا صرف نظر کرده می شود، اما طبیعی است که آن راضی شدن تمام ممکن نیست. اما گپ در آن است که کارشناسان تنها تاثیر یکطرفی حرارت را به بخش آب به نظر می گیرند و تاثیر برعکس مواد مائع را به حرارت توسط افکت گرمخانگی به نظر می گیرند. زیرا که به طوری که ما علاقه گفتیم آب بخار تقریبا 75% سهم تاثیر گرمخانه را تشکیل می‌دهد. گپ در سر آن است که هنوز در سالهای 79 اقلیم شناسی برجسته حالا برنده جایزه نوبل منابعش نشان داده بود که هنگام دوچار شدن کانسنتراسیون CO2 حرارت بودن نظر داشت بخش آب تا 1.3 درجه بالا می رود. به هنگام گرفتن آن نمناکی آن 2.3 درجه به حساب گیریم، یعنی نشأ و نمای آن قریب 2 برابر تیز است. این یک دلیل مهم است که در مجموع کارشناسا کوشش کنند آن را پیخست نکنند. در تغییریابی بین همه حرارت در اقیانوسی این هم یک دلیل مهم است که نشان می دهد که سبب چیست و چی نتیجه است. خوب در خاتمه می خواهم بگویم که گرمشوی آنتروپوژن گلوبالی یک قلابی بزرگ علم عصر 20 رحمت. температуры. Это тоже является важным фактом, который свидетельствует, что является, так сказать, причиной. رحمت به شما پروفسور منینی برای این معلومات پرارزش و اندیشه کارشناسان در این موضوع. بیایید حالا ویدیویی را تماشا کنیم که چگونه قلابی SO2 برای به دست آوردن پول کلان استفاده می شود. Спасибо, профессор Малинин, за эту ценную информацию и ваше экспертное мнение по данной теме. Давайте теперь посмотрим видео, которое объяснит, как мистификация СО2 используется для зарабатывания больших денег. Глобальное потепление — это не только экологическая проблема номер один, с которой мы сталкиваемся сегодня, но и одна из самых важных проблем, стоящих перед всем человечеством. Леонардо Ди Каприо, актер. Многие из нас знают, что планета нагревается из-за растущих выбросов парниковых газов. Что мы не знаем, к каким именно последствиям это приведет. Грета Тунберг, экоактивист. Не существует никаких убедительных научных свидетельств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Фредерик Зейтс, бывший президент Академии наук США, профессор. Ни темпы, ни величина регистрируемого потепления на поверхности Земли в конце 20 века не выходят за рамки нормальной естественной вариабельности. Боб Картер, геолог. Каждый день на планете миллионы людей страдают от климатических катаклизмов. Как на международном уровне сегодня борются с изменением климата? Какие механизмы для этого существуют? И в чем их суть? Сегодня на планете практически каждый человек слышал об антропогенном воздействии на климат, о выбросах парниковых газов и связанном с ними глобальном потеплении.
Весь мир борется с парниковыми выбросами, а международные организации и страны пытаются воздействовать на изменение климата. Но знаете ли вы, как именно это происходит? В 1997 году ряд стран приняли общее соглашение о сокращении выбросов парниковых газов. Для исполнения этого решения в разных странах были введены экономические механизмы, которые стимулируют промышленность отказаться от ископаемых источников энергии. Основной механизм – это международная торговля выбросами. Каждая страна определяет общий допустимый объем выбросов СО2 в год. Он измеряется в углеродных единицах. Углеродная единица равна 1 тонне выбросов СО2, а право на определенный объем выбросов СО2 называется квотой. Установленные квоты на выбросы парниковых газов распределяются на отрасли и компании внутри страны. Производитель, который сократил свои выбросы и не использовал часть квоты, может продать эту часть углеродных единиц на бирже. Производитель, который превышает квоты, должен их купить. Оказывается, выбросы парниковых газов – это новый товар, который продается и покупается. Правом на загрязнение выбросами торгуют на углеродных биржах, подобно рынку ценных бумаг. Доходы этого рынка составили $272 миллиарда в 2020 году. Также одним из механизмов регулирования выбросов СО2 является углеродный налог. Это плата, взимаемая с компаний, сжигающих углеродное топливо. Эти налоги уходят в бюджеты стран, и каждая страна принимает решение, куда направлять эти средства. Какова же цель этих рыночных механизмов? И каким образом торговля и налоги могут помочь с изменением климата? Налог и квота на СО2 повышают стоимость любого товара, который изготовлен с помощью углеродной энергии, а также увеличивают цену самих энергоносителей. То есть углеродную энергию делают настолько дорогой, чтобы мы просто не могли ее купить. Но дают ли нам что-то взамен? Человечеству предлагается перейти на зеленую энергетику. Но тут есть ряд вопросов. Во-первых, этот вид энергии нестабилен и не может обеспечить нас нужным объемом энергии. Во-вторых, оказывается, зеленая энергетика дороже, чем углеводородная. И что самое интересное, для производства элементов зеленых станций мы все равно вынуждены пользоваться теми же углеводородами. Дополнительное климатическое налогообложение и система квот приносят хорошую прибыль различным организациям и отдельным государствам. Но кто в итоге за это все будет платить? Вопрос риторический. Что же получается? Мы разрушаем существующую систему энергетики, но реальной замены мы пока не создали. При этом повышается цена на ресурс, без которого любой человек не сможет выжить. В течение этого года цена квоты на выбросы СО2 в Европе выросла в 2 раза. В результате выросли и цены на энергетических рынках. В октябре 2021 года цены за мегаватт энергии в странах Европы стали в 6-8 раз выше, чем в 2020 году. Как следствие, это отразилось на экономической ситуации в мире, что напрямую повлияло на уровень благосостояния каждого человека. Но вернемся к теме климата. С момента подписания Киотского протокола прошло более 20 лет. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития, климатическое финансирование с 2016 по 2019 год составило $287 миллиардов США и растет из года в год. Большая часть этого финансирования пошла на проекты по сокращению выбросов парниковых газов. По данным Всемирной метеорологической организации, в 2020 году уровень СО2 достиг критической точки. После каждого международного соглашения фиксировались выбросы СО2. И мы видим, что в 2021 году, несмотря на огромное финансирование, кривая выбросов стремительно растет. Есть еще один важный момент. Помогли ли все эти меры решить реальные климатические проблемы? Видим ли мы уменьшение роста природных катастроф и погодных аномалий? Улучшилась ли экологическая ситуация на планете? Стали ли мы жить в более безопасном и комфортном мире? Наверное, каждому стоит просто оглянуться вокруг и честно ответить на все эти вопросы.
تماشابینان محترم، ما روشن می‌بینیم که مکانیزم‌های اقتصادی که کشورها در کیوتو یا پاریس به موافقه رسیدن کار نمی‌کنند، نه بر ضد سرعت تیز تغییریابی اقلیم، نه حتی بر افزایش CO2. البته دلایل کافی موجودند که کوتای CO2 سرتیفیکات‌ها و اندازه‌ها مشکلات را حل نمی‌کنند، اما طبق قراردادهای چند میلیارد دلاری سبز ما باید هدف بی‌طرف CO2 را ادامه دهیم. چرا چنین است؟ بیایید مفصل‌تر ببینیم واقعاً چه روی داده ایستاده. پیش از مقدار شمال و نور آفتاب با مرور زمان سخت و غیر چشم‌داشت تغییر می‌یابد. معلومات‌های موجود نشان می‌دهند که منبع‌های برقرار شونده انرژی تأمینات استوار برق را تأمین کرده نمی‌تواند. از این رو کشورهای اروپایی برای جبران این تمایل‌ها به استخراج اندیش به گاز مراجعه می‌کنند که اخراج معتبر با اعتماد نیروی برق استعمال می‌کنند. در بریتانیا که بر وقتی که شمال امسال در ماه سپتامبر وضعیدن را قطع کرد، نارسایی وسیع انرژتیکی باید توسط گاز جبران کرده شد. طلبات قوی امسال به گاز باعث ترکش قیمتی گاز و نیروی برق در بازار انرژی اروپا شد. در این جامعه به فایده نگرانی شده و استعمال منطقی است. هر وقتی که کمبودی وجود دارد، کسی فایده بیشتر به دست می آورد. В этом году был высокий спрос на газ, и он привел к взрывному росту цен на газ и электричество на европейских энергетических рынках. Но это логично в нашем обществе. Всякий раз, когда возникает дефицит, кто-то получает большую или большую прибыль. Все данные свидетельствуют о растущей нестабильности электроснабжения. Но несмотря на это, правительство Германии по-прежнему планирует закрыть все атомные и угольные электростанции. Но у нас при этом не будет никакой надежной альтернативы для обеспечения стабильного энергоснабжения. Тем не менее, коллаборационисты продолжают заявлять, нам нужно ускорить переход к зеленой энергетике и CO2-нейтральности. Ну это же просто در смешно. اکثر کشورهای ES استعمال کنندگان نیروی برق مستقیما از حسابهای برق خود درآمد استعمال کننده نیروی سبز را توسط پرداخت‌های سبز مبلغ گذاری می‌کنند. همین طور ما شرکت‌های خصوصی را که فایده می‌جویند مبلغ گذاری می‌کنیم. برای رسیدن به مقصدی به نام عمومی، آیا شما می‌فهمید که چرا سرمایه گذاران ثروتمند بانک‌های سرمایه گذاری را و فاندها می‌خواهند به انرژی برقرار شونده سرمایه گذاری کنند؟ اما بیایید راست‌قول باشید، این نتیجه منطقی در جامعه استعمالی است. هر گونه امکانیت را برای به دست آوردن فایده استفاده برید، وگرنه شما در رقابت نجات نمی‌یابید. Инвестиционные банки и фонды хотят вкладывать деньги в возобновляемые источники энергии. Но давайте будем честными. نرخ نیروی برق در آلمان برای خانواده‌ها و این تنها ifade بالاروی نرخ نیروی برق است. از یک طرف حکومت‌های ES به جاری کردن اندازه‌های CO2 شروع کرده که هنگام پر کردن سواری ماشین، پرواز و هواپیما و هر چیزی که شما بخرید باعث بلند شدن نرخ‌ها می‌گردد، زیرا کربوهیدرات‌ها در همه جا در روندهای استحصالی در صنایع کیمیا، صنایع نساجی و حتی در کشاورزی استفاده می‌شود، زیرا همه ماشین‌های زمینی با سوزشواری کربوهیدراتی کار میکنند. حتی نهاری و مواد شستشویی در آینده نزدیک خیلی گرانتر می شود. از طرف دیگر مکانیزم سواد سرتیفیکات CO2 در ES برای تأمین افزایش استوار نرخ آنها طرح‌ریزی شده. مثلا امسال ما از 33 یورو آغاز کردیم، حالا تا در 75 یورو هستیم. نرخ سرتیفیکات
будущем. Tasodufan ne Механизм ба торговли ҳадафҳои сертификатами CO2 ЕС ки дар разработан таким образом, созишномаҳои чтобы обеспечить постоянный рост цен на них. Например, в этом году мисли мы ҳар начали с биржаи 33 фонди он як евро, имконияти сейчас уже афсонавӣ барои 75. таъминост, И, ки в дар принципе, он это видно на сармоягузори ақл графике. метавонад фоидаи Дальше калон ба даст оварад. цены будут больше. Муомилоти сабз воқеан як шитоби тиллоӣ Таким барои образом, ширкатҳои рыночная стоимость сарватманд всех европейских ва сертификатов CO2 сармоягузорон составляет аст. 90 миллиардов мо евро. танҳо ба манфиати элитаи Как молиявӣ на любой бозиҳои бирже, это иқтисодӣ прекрасная возможность мебошем. для спекуляций. И Миллиардерҳо бо умные ҳавопаймоии инвесторы хусусӣ могут парвоз зарабатывать мекунанд ва очень мошинҳои много варзиширо меронанд, Каждая аммо онҳо ба мо зеленая мегӯянд, ки сделка — это ба золотая велосипед лихорадка ё для трамваҳо богатых савор компаний и шавем, то ба инвесторов. кор равед Почему? барои Потому сарфи что правительство CO2. Онҳо направляет рознамаи огромные государственные иқлимро средства в дастгирӣ частные мекунанд, карманы. зеро Мы просто играем в онҳо экономические игры в аз он интересах фоида финансовой мегиранд. Ба элиты. таври оммавӣ биёед Миллиардеры в это время ҳама летают на чизро частных якҷоя самолетах и кунем. водят Мо ба спортивные таври сунъӣ автомобили, нархи а нам они говорят, карбогидратро чтобы боло мы ехали на работу мебардорем. на велосипеде или на трамвае, Мо чтобы мы барқро экономили выбросы CO2, чтобы мы не выбрасывали слишком много углекислого газа. Они поддерживают дар климатическую ҳоле ки повестку ООН, сарватмандон потому что они бойтар получают от этого прибыль, огромную мекунанд, прибыль. мешаванд. Давайте сложим Ман все дар это вместе. ҳақиқат ин Мы фиреби искусственно ҷаҳонӣ повышали цены на дар углеводороды ҳайратам. и Барои пытаемся ман снизить ҳамчун спрос на энергию. Мы полностью иқтисоддон дестабилизируем ҳеҷ шакке энергоснабжение. нест, ки мо А мы ба рискуем як серьезными фалокати отключениями бузург ҳам электроэнергии, а затем иқлимӣ ҳам обвиняем иқтисодӣ изменение агар климата в том, минбаъд ба ин что нақша мы не достигли пайгирӣ поставленных кунем, целей. дар Что ҳоле при ки этом одамон происходит? дар Мы фалокатҳои делаем бесобиқа богатых людей мемиранд. еще более богаче. Тобистон Я на имсол самом мо деле потрясен худамон дар этим олмон глобальным шоҳиди обманом. ин Я будем. экономист, Аммо и моро я на танҳо не фиреб медиҳанд сомневаюсь ва в том, ғорат что мы мекунанд. движемся Дар просто к асл огромной бадтараш он катастрофе, аст, ки мо как вақти климатической, баромбаҳоро так и барои бозии иқтисодӣ экономической. сарф мекунем, ба ҷои кор Катастрофа кардан дар произойдет, роҳи если мы ҳалли будем продолжать воқеӣ. реализовывать эти схемы. А Колобаратон люди в это время сарвати умирают в пурқиматтарини результате мо вақт беспрецедентных ва катаклизмов. аз Этим ин рӯ летом мы сами ҳаёти стали моро свидетелями аз этого худ в Германии. мекунам. А нас при этом просто обманывают и грабят. ман Хуже бо всего то, суханрониҳои что мы қаблӣ тратим драгоценное қоблан время розӣ на ҳастам, ки ба экономические зуддӣ игры. ба ҷамъияти созанда ниёз дорем, ки дар Вместо того, ин чтобы работать ҳаёти над инсон реальными арзиши решениями. олӣ аст. Дар он ҷое ки сарватҳои табиӣ Коллаборационисты баробар тақсим отнимают у нас карда самое шуда, ценное технологияи нав время. ба манфиати ҳама тадқиқ ва Значит, ҷорӣ они карда отнимают у нас мешавад. нашу жизнь. дар ин ҷамоат Я ҳама полностью согласен метавонад с предыдущими докладчиками дар в том, что як нам ҷо срочно бошад. Ҳама необходимо созидательное зеро дар общество, ояндаи хеле наздик где 8 миллиард человеческая нафар жизнь является одамон дар наивысшей хатари ҷиддӣ ценностью. қарор В доранд. таком дар обществе ҳоле ки природные схемаҳои ресурсы CO2 делятся поровну, а бемаънӣ новые технологии хатарнок исследуются и внедряются на благо ҷинояткоранд. всех. ин В таком аст обществе все люди ҳақиқат. объединяют свои усилия и умы для того, Рахмат чтобы ба найти шумо. реальное решение реальных проблем. Потому что 8 миллиардов человек окажутся в Раҳмат серьезной ба шумо. опасности в очень ман недалеком мехостам будущем. ба В то ёд время как оварам, ки эти схемы ин с CO2 просто ин абсурдны, они опасны онлайн и даже конфронси преступны. мо И в этом правда. мо ба шумо Спасибо. раҳмат мегӯем. Спасибо. Дорогие зрители, я хотела бы напомнить нашим зрителям, вам всем, что это прямая трансляция. Ведется сейчас онлайн, и мы будем благодарны вам за комментарии и ваши отзывы, ваши мысли. Начиная с завтрашнего дня у нас начнутся круглые столы. И если вам интересно принимать участие в круглых столах, пожалуйста, напишите на наш имейл info@creativesociety.com. Мы будем обсуждать те вопросы, которые вы сегодня нам задаете. Спасибо вам большое. И я хочу также сказать, что очень скоро специально для этой конференции выйдет документальный фильм, который создан участниками Creative Society проекта «Созидательное общество». И в этом фильме мы покажем правду о беженцах и о торговле рабами. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Скоро вы увидите этот фильм. И я хотела бы представить нашего следующего
выступающего. Это Валерий Федоров, профессор, ведущий Суббахар научный Хамхашпони Азиз сотрудник Федор Валерий географического Михайлович Ходими факультета Пешбери Илми Московского факультети государственного географии университета университети имени Давлати Москва Банан Ломоносова, Ломоносов. автора Дар солярной конференс теории қабли изменения мушкилоти климата. экологии барраси шуда буданд Профессор ки Федоров фаҳмшавии расскажет нам, глобалӣ почему дорад ва деятельность албатта человека ин не ҳалли влияет онро на тақозо изменение мекунад. климата. ҳаллу проблемаҳои ҷаҳонӣ танҳо дар сурати муттаҳид намудани ҷидду ҷаҳди бисёр мамлакатҳо ва халқҳо имконпазир аст. баъзе мушкилоти экологӣ ба фаъолияти инсон алоқаманд, қисми дигарро омилҳои тиббӣ ва аз ҷумла тағйирёбии иқлим муайян мекунад. дар баробари ин маъмулан бар назар аст ки тағйирёбии иқлим ба фаъолияти инсон низ алоқаманд аст. ин дар гузоришҳои панҷум ва шашум гурӯҳи байниҳукуматӣ оид ба тағйирёбии иқлим инъикос ёфта шудааст. ин ақида нодуруст аст. омилҳои асосии иқлим радиатсияи офтобӣ ва таъсири гармхонаи сайёра мебошад. радиатсияи офтоб манбаи асосии ҳамаи протессҳои гидрометеорологӣ мебошад. агар офтоб намебуд, ҳарорати рӯи замин ба ҳарорати фазоги атроф минуси 273 селсия наздик мешуд ва масъалаи иқлим эҳтимол дар ҳамон ҷо аҳамияти худро гум мекард. таъсири гармхона. газизи асосии гармхона буғи об аст ва ин фаҳмон замин сайёраи обӣ аст. 70% сатҳи онро уқёнус ишғол мекунад ки бо об аз он бухор мешавад. вазъияти мазмун дар атмосфера буғи об ба ҳисоби миён 2% ташкил медиҳад. он метавонад ба 4 расад. гази карбон барои муқоиса 0,4% ташкил медиҳад. гузашта аз ин ду оксиди карбон ҳамин табиӣ ва ҳамин антропогенӣ мебошад. ҷузъи антропогенӣ тақрибан 1%-ро миқдори умумиро ташкил медиҳад, яъне он бояд ба 100 тақсим карда шавад ва он дар ҷои 4 бармеояд. яъне аз ҷиҳати нигоҳ доштани гармӣ, аз параметрикунонии агрегатӣ рационии моделӣ, пешқадами физикию математикии ватани мо, модели якҷоyии уқёнуси атмосфера ки дар Институти математикии Соборории Академияи фанҳои Россия тартиб дода шуд, яъне 76% ин радиатсия мавҷи дароз, 20% оксиген ва 4% гази карбон иҳота мешавад. аммо ин боз ду оксиди карбон аст ки пайдоиши табиӣ ва антропогенӣ дорад. ин маънои онро дорад ки шумо бояд ба 100 тақсим кунед ва бо 76 муқоиса кунед. яъне аз нигоҳи нигаҳдории гармӣ тақрибан 1850 маротиба мебошад. буғи об аз ҳамин 4% двуокись углерода. Но это опять же двуокись углерода и естественного, и антропогенного происхождения. Значит, надо делить на 100 и сравнить с 76%. То есть получится примерно где-то в 1850 раз по удержанию тепла водяной пар превосходит эти же показатели для антропогенного СО2. Таким образом, водяной пар по содержанию и по удержанию тепла приблизительно на 3 порядка превосходят те же характеристики. тағйирёбии иқлим бо чӣ алоқаманд аст? хуб, онҳо бо он вобастаанд ки майнаи меҳвартар тағйир меёбад. умуман иқлим дар тарҷумаи юнонӣ нишеби аст. доштани меҳвари гардиши замин бо ивашшавии фаслҳои сол алоқаманд аст ва ин нишеби ҳоло кам шуда истодааст. дар баробари кам шудани тамоми меҳвар, воридшавии радиатсияи офтоб ба минтақаи экваторӣ зиёд ва дар минтақаҳои қутбӣ кам мешавад. вобаста ба ин градиентҳои инсолясияи меридионӣ зиёд мешавад ки интиқоли гармии меридиалро аз минтақаҳои экваторӣ ба минтақаҳои қутбӣ назорат мекунад. минбаъд масалан дар атмосфера чӣ мешавад? массаҳои ҳавои гарм ки аз арзҳои паст ба арзҳои баланд меояд, гармиро ба вуҷуд меорад. бо баланд шудани ҳарорати ҳаво бухоршавӣ зиёд мешавад. оқибати зиёд шудани бухоршавӣ дар атмосфера зиёд шудани буғи об, зиёд шудани таъсири гармхона мешавад. гармӣ иловагӣ медиҳад. борҳо такрар шуда ин равандҳо механизми афзоиши гармшавии ҷаҳонро ташкил медиҳад. ба ғайр аз ин массаҳои ҳавои
که از پس به عرض بلند حرکت میکنند خنک میشود و حساب کاندنسی گرمی علاوگی را میبرند و در اینجا فکر و ملاحظه های نسبی به عامل گرمشوی مساعدت میکند. از حساب کم شدن میدان پر یخها و یخهای بحر سطح روی آن زیاد میشود. گرمشوی به این وابسته است. خصوصیت دوم در تغییریابی اقلیم یک خصوصیت تمایل بلندشوی حرارت است. ما این را شرح داده بودیم. با چه علاقمند است برای چه گرم شدن اقلیم. این دوم افزایش نااستواری آن که آن نیز با تغییریابی محلی محور علاقمند است. در این نتیجه ارزش‌های ماکسیمال تغییریابی گرانیتیانی مریدلی به میل 60-70 درجه انکشاف سیکلون‌های اکستراتروپیکی و در نال راست می آید 20 درجه عرض این منطقه تولید سیکلون‌های تروپیکی می باشد که گرمی را به سمت مریدیالی انتقال می دهد. از یک طرف به گرمشوی مساعدت کرده، از طرف دیگر نااستواری این روندها را زیاد می کند. یعنی فعالیت گرداب می افزاید. از این رو نااستواری آب و هوا و مناسبت اقلیم زیاد می شود. انرژی را تقریباً به 10-15 ولت انتقال می‌دهد. این به استحصال انرژی تمام انسانیت در یک سال موافق است. چون معلوم می شود که اقلیم به فعالیت انسان هیچ ارتباطی ندارد. با آن مبارزه بردن هم بی‌فایده و هم بی‌معنی است. شما می توانید با مشکلات اکولوژی مبارزه برید و تغییریابی اقلیم پیشکر در اساس پیشگویی‌های واقعی مطابقت شده لازم است و سناریو هایی که به نمایانه آورده می رساند. در خاتمه من می خواستم تشکر خود را رسانم به این شخصانی که همین کنفرانس را آغاز کردند. رحمت به شما. Нужно заблаговременно адаптироваться на основе реальных прогнозов, а не сценарных, которые ведут к неопределенности. В заключение хотел бы поблагодарить организаторов этой замечательной конференции за предоставленную возможность в тезисной форме изложить основные положения соляной теории изменения климата, которая является дальнейшим развитием астрономической теории Климата Миланковича. Уважаемый профессор, большое спасибо вам за ваше участие. И спасибо вам за те мысли, за тем, что поделились на этой конференции. Уважаемые зрители, только что мы услышали о том, как работают экономические механизмы, которые используются якобы для борьбы с климатическими изменениями. А что же говорят ученые? Ведь ученые должны быть первыми, кто открыто говорит об изменениях в климате, если они действительно понимают, что происходит. Есть такое понятие — научный консенсус. Согласно ему, примерно 97% опубликованных научных работ не противоречат концепции о том, что изменение климата вызвано действиями человека. Мы слышали о межправительственной группе экспертов по изменению климата МГИК. Она готовит краткие отчеты для политиков, для СМИ и так далее. То есть группа климатологов, которая является единственным официальным источником данных и информации о климате. И она очень ревностно относится к своей монополии. И правильнее сказать гегемонии. Не верите? Климатгейт. В 2009 и 2011 годах неизвестные хакеры выложили архив электронной почты ключевых исследователей в системе написания отчетов МГИК. Из этой переписки видно, как вместе с обсуждением научных вопросов обсуждались вопросы буллинга оппонентов и их концепции. Как дискредитировать, надавить или уволить редакторов научных журналов, которые посмели опубликовать статьи их научных оппонентов. И их увольняли. Они обсуждали, как скрыть информацию, чтобы не раскрывать ее согласно законодательству и миру. Обсуждают, стоит ли публиковать данные, которые не соответствуют тренду потепления. В общем, пользовались своим авторитетом, чтобы решать, что является наукой, а что нет.
Да, после общественного резонанса они долго рассказывали, что в той переписке они вовсе не то имели в виду. Слово «трюк», «трик» оказалось совсем не обман, а просто статистический метод. А фраза «не допустить к печати определенной статьи» — это чисто риторическое высказывание. Согласитесь, такие оправдания вызывают подозрения. Впрочем, посмотрите сами в этой работе, которая сейчас на экране, и сделайте свои независимые выводы. Очень важно знать факты. И вот один из интересных моментов в этом деле об утечке информации играет так называемый график «хоккейная клюшка». На верхнем графике, который вы сейчас увидите, температура за последние несколько тысяч лет была почти на одном уровне, а вот последние 100 лет начала резко повышаться. Ну и вот получилась такая вот хоккейная клюшка, так называемая. Этот график был очень широко растиражирован СМИ, вот верхний, и политиками. Он входил в документальные фильмы, рисовался на акциях протеста. И вот оказывается, что в письмах климатологам можно найти много критики как к данным, так и статистическим методам, которые использовались для построения этого графика в МГИК. Но авторы игнорировали эту информацию. Были ученые, которые писали работы с замечаниями этому научному графику, но их работы не публиковали в журналах с высоким рейтингом. Правда, очень удобно. Вначале всячески препятствовать публикации, а потом использовать это как такой аргумент. Мол, это всего лишь второсортная информация. Вообще, статьи научных оппонентов, концепция антропогенного влияния на климат не принимаются, на исследования не выделяется финансирование. И если получается разместить статью, то за ней идет жесткая критика со стороны СМИ. То есть, понимаете теперь, откуда берется этот научный консенсус? Можно ли вообще назвать это наукой, где одним затыкают рты, а вторые вынуждены за подачки выполнять все прихоти хозяев? Конечно, нет. И еще один важный момент, который стал понятен из писем, что эти ключевые исследователи МГИК обсуждают те же самые вопросы, что и их оппоненты. Они обсуждают данные НАСА, что Марс стал на полградуса теплее, обсуждают максимум солнечной активности. Они обсуждают и молчат. И это потребительский формат. Толкает ученых просто врать и затыкать рты тем, кто говорит правду. Представьте, доходит до того, что появляются новые политики на YouTube и других публичных сервисах, которые запрещают говорить об альтернативных гипотезах изменений климата. Задумайтесь, у ученых нет никакой возможности открыть обсуждать другие гипотезы, кроме антропогенной? Ну, это вообще как? Разве не понятно, что в какой ситуации мы находимся? Ложь, которая сейчас звучит из всех источников, может привести нас всех к обрыву, если мы все вместе не изменим ту ситуацию, в которой мы с вами оказались. И слава Богу, есть те ученые, смельчаки, которые не молчат. Научное сообщество их подвергло гонениям, но они, несмотря ни на что, отстаивали правду. И специально для нашей конференции нам дали свои комментарии следующие специалисты. Ханс Борге из Норвегии, доктор наук в области промышленной математики, генеральный директор организации «Климатические реалисты». Оли Хенрик Алистарт, Норвегия, профессор химии, магистр в области физической химии и спектроскопии. Ян Эрик Сольхейм, Норвегия, почетный профессор Института теоретической астрофизики Университета Осло. Григорий Райтстоун, геолог, эксперт-рецензент межправительственной группы экспертов по изменению климата. Доктор Стерлинг Бернет, доктор наук в области прикладной философии, старший научный сотрудник по экологической политике и управляющий доктор Environment 5000 زیاد بود. در عین زمان آنها تقریباً 420 میلیون میباشند. از این رو نرخ‌ها در طول مدتی طولانی فرق می‌کنند، اما در این مجموع آنها کاهش یافتند.
چنین به نظر می С رسد که течением времени در بین уровень افزایش содержания углекислого CO2 газа в و атмосфере حرارت کاملا радикально یگانه колебался на رابطه داره. протяжении واقعا геологической وقتی истории که از این Земли. بیرون В نگاه прошлом эти کنیم показатели بین составляли چیزهای целых دیگر آن 5000 چیزی частей на که ما را миллион. تشویق В میکنه настоящее این время باور они составляют около کنیم که 420 حرارت های частей на کنونی миллион. غیر عادی و Поэтому в بی течение سابقه باشد. продолжительных ما در периодов طول времени هزار سالها показатели هیچگاه چنین варьировались, но в حرارت را целом ندیدیم. они снизились. ما خریطه داریم که تغییرابی حرارت را در طول 11,000 سال اخیر نشان میدهد. این یادراهای یخهای گرینلند می باشد. طوری که میبینیم 1000 سال پیش، تقریبا 2000 سال پیش، تقریبا 3000 سال پیش ما دوره های گرم داشتیم و این همه از آن شهادت میدهد که دوره گرمشوی گلوبالی می باشد. این خیلی پیش از آن بود که پرتوهای آنتروپوژن CO2 نظر بودند. اما در این گرافیک ما چنین دیدیم که کارشناسان چکار میکنند. آنها این خط را به اندازه معین تا به خیر درست میکنند. گویا حرارت از حساب پرتوهای CO2 یا اقلیم طرف بیشتر میافزد و این اصلی چیزی که ما فکر میکنیم نادرست است. پیشگویی ما این است که به زودی سرما سر میشود و ما باید به این ادامه باشیم. تمایل گرمشویی که ما حالا در آن هستیم، اما برای دیگر 250 سال پیش از آن که به مرتبه CO2 شروع کنیم گرمشویی بود. با وجود این ما خواهش کرده می شود که باور کنیم که آن CO2 گازی است که به اقلیمی خیلی کم تاثیر می رساند. مدل های تخمین کرده است که سطح CO2 هر قدر بلندتر باشد، سطح بوق آب همان قدر بلندتر می شود و بوق آب گازی است که با اقلیم بیشتر تاثیر می رساند. اما تخمینی که CO2 زیادتر باشد، من اینچنین باید به شما بگویم که من یک جای با بعضی همکارانم تجربه های گذراندم که CO2 میتواند گرمی دهد یا نه. از این رو ما گرمخانه خود را ساخته کوشش کردیم که با انرژی آفتاب در بیرون یا درون با گرمی خونی ما توانستیم تصدیق کنیم که گاز اکسیژنی کربن را گرمی را باز می‌دارد. اما ما نتوانستیم دلیل گرمی آشکار کنیم. این یک اسرار است که پس CO2 نمیتواند به گرمدهی مساعدت کند. اما آن چیزی که واقعا گرمی را تامین کرده می‌تواند آب بخیر. حرارتی که اول تغییر می‌یابد و پس از آن تغییرات سطح CO2 میباشد. CO2 بعد از حرارت دیگر میشود. هیچ کبود کردن به حرارت بعد دقیق‌ترش حرارت سطح اقیانوس می باشد. سرخ حرارت زمین است که ما در این حالت از حرارت میگیریم. این مجموعه رسمی حرارت است. اولا حرارت ها بحر تغییر مییابند، کمی دیرتر حرارت زمین تغییر مییابد و بعد قریب یک سال انیخترش پس از 10-11 ماه درجه گاز کربن تغییر مییابد. یعنی وقتی که حرارت در بحر پس میشود، پس در 11 ماه سطح گاز کربن نیز پس میشود. خوب اجازه دهید به شما جدول دیگری را نشان دهم که میتواند به شما درباره تناسب CO2 کمی معلومات دهد. بیایید ببینید اندیشه مبادله اینک در اتمسفر 3000 میلیارد تن CO2 موجود است و حجم عمومی پرتوها در یک سال از طرف تمام انسانیت از این 20 یا 30 میلیارد تن می باشد. اگر شما به این معلومات در باره اقیانوس نگاه کنید، تحلیل مفصلتر نشان میدهد که این خط سرخ نشان میدهد که چقدر سهم آنتروپوژنی یا انسان در افزایش پرتوهای گاز کربن است و از سال 1960 این جانب آن کم کرد و 3% تشکیل داده است. اما طبیعت قسمی باقی مانده حجم گاز کربن را استحصال میکند. این خطی تغییر یابنده است. همین طریق و این گفته این عالمان 97% افزایش
ба табиат рост меояд. Инчунин даъво мекунад ки офтоб ба мо таъсир мезанад. Ин як парадокс аст. Маълум нест ки онҳо чӣ гуна ба ин кор омаданд. Илова бар он, имрӯз мо мебинем ки гамшавӣ на танҳо дар сайёраи мо, балки дар дигар сайёраҳо ҳам ба амал меояд ва дар моҳ ки дар атмосфера тамоман дигар дорад ва ба CO2 ягон робитае надорад. Ҳамин тавр хеле равшан аст ки дар модели онҳо омили офтобӣ мавҷуд нест. Хуб, агар шумо оинномаи ИПС-ро ба ёд оред, пас ин комиссия барои таъмин кардан тасдиқ дода шудааст. Маълумоте ки гамшавиро тасдиқ мекунад. Онҳо бо як фарзия оғоз карданд, инкишоф додани онро идома доданд. Ин вазифаи онҳост ва онҳо бо вай хуб кор мекунанд. Беҳтар мебуд ки онҳо дар паси ин маълумот заминаи хуби илмӣ дошта бошанд ва ӯ танҳо вуҷуд бошад. Ҳукумати ҷаҳонӣ тавассути ООН конференсияи чаҳорсӯбаи онро дар бораи тағйирёбии иқлим таъсис доданд. Онҳо тағйирёбии иқлимро меомӯзанд гуфтанд. Аз ин рӯ онҳо ҳамаи омилҳои табииро истисно карда гуфтанд, ки мо намеомӯзем, ки агар ҷараёни уқёнус ҷойгузин шавад, бо абрҳо чӣ гуна аст. Бинобар ин мо ҳам онҳоро ба назар намегирем. Аммо мо чизе ки меомӯзем партовҳои CO2 аз одамон аст, зеро он чизест ки мо метавонем инро идора кунем. Ин тавр нест ки илм кор кунад. Агар шумо тахминҳои боэътибор ё ноқисро ба даст оред, моделҳои шумо корношоям хоҳад шуд, чунки сифати онҳо танҳо аз рӯи дурусти он чизе ки дар онҳо муайян аст. Ҳамин тариқ моделҳои иқлим натавонист ҳарорати гузаштаро дуруст пешгӯӣ кунад ё дақиқ интиқос диҳад. Онҳо ҳароратро дар айни замон дақиқ нишон наметавонанд. Аммо ба мо гуфтанд, ки мо метавонем ба пешгӯии онҳо дар бораи ҳарорати оянда эътимод кунем. Агар баръакс шумо ба процесси илмӣ шавқу ҳавас дошта бошад, пас мо наметавонем маълумоти зиёдеро нашр кунем. Вай корҳоеро онҳо наметавонанд онро дар як нашрии бонуфуз нашр кунад ва ин як пажӯҳиши даврӣ нест. Баръаксе лозим аст ки ба одамони мисли ман дастрасӣ надошта бошанд. Ман ба наздикӣ баста шудам, гарчанде ки дар назария он бошад як шабакаи иҷтимоӣ касбӣ бошад. Ман дар бораи баъзе чизҳои баҳснок ҳарф мезанам ва онҳо ба ман илтимос карданд, ки мо ин як баҳси хашмгин аст ва агар ба воситаи ахбори оммавӣ равед, пас метавонед андешаи худро баён кунед, вале баъдан туро эътиқод мекунам ва баъд аз ин имкони вижеӣ нахоҳад дошт. Ин чизест, ки мо ҳол дар академия, масалан дар донишгоҳҳо мебинем. Аз ин рӯ озодии академӣ таҳти фишор қарор дорад. Бояд гуфт, ки бисёри онҳое, ки дар қатори воқеияти иқлимӣ дохил мешаванд, ин корро мекунанд. Ин аллакай нафақахӯр шудаанд. Онҳо аллакай нафақахӯр шудаанд. Это то, что мы замечаем сейчас в академических кругах. Например, в университетах. Поэтому академическая свобода находится под давлением. Надо сказать, что многие, кто присоединяется к числу климатических реалистов, делают это уже став пенсионерами. Потому что до пенсии они на это просто не решаются. Исследователи, утверждающие что-то другое, не получают грантов и не могут высказываться в научных публикуемых изданиях. Во-первых, вам трудно добиться публикации, потому что журналы не хотят этого слышать. Это влияет на вашу карьеру. Ваши коллеги смотрят на вас неодобрительно, и вы не получаете правительственных грантов, потому что правительство не дает грантов на исследование природных факторов изменения климата или изучение того, что доказывает, что человек не влияет на изменение климата, потому что у правительства есть мотив — расширение сферы своего влияния. Я знаю исследователей, которые ушли из этой области, потому что они чувствуют, что они не могут выразить свою честную оценку или опубликовать ее в издании, либо получить признание в карьере. Климат и окружающую среду
среду часто преподносят вместе, но выступать против изменений климата не означает выступать против окружающей среды. То есть мы не против климата, однако мы скептически относимся к СО2. Это не то же самое, что скептически относиться к окружающей среде. Поэтому важные экологические вопросы должны обсуждаться и решаться. Эта вулканическая активность, подземная вулканическая активность в Антарктиде и даже в некоторых районах Гренландии и Исландии способствует таянию ледников. Это никак не управляется выбросами СО2. Мы не управляем океаническими течениями. Мы не управляем геомагнитным полем Земли и тем, как оно изменяется или сдвигается с течением времени. Имею в виду магнитные полюса. Мы не управляем орбитой нашей Земли. Если мы не управляем этими вещами, но они в действительности все обуславливают, то именно поэтому мы и должны их изучать. Ведь если они на самом деле обуславливают климатические изменения, и мы считаем, что там все плохо, то мы должны об этом тоже знать. Я хочу жить в адаптирующемся обществе. Адаптирующееся общество — это общество, которое не замыкается на решении ошибочной задачи. صحبت کنید وقتی که تمام جهان درک خواهد کرد که چگونه دروغ و دروغی بزرگ است شما تمام انسانیت را قدر کردید اکنون امکانیت موجود است که همه چیز را تغییر دهیم خصلت‌های انسانی را نشان دهیم و ما باید حاضر دشمن آدمان این اقلیم است در حقیقت در اصل سوال بر آن نیست که Еще есть шанс все исправить. Нам не нужно воевать друг с другом. Сейчас у человечества один враг — климат. Вспомните, что вас привело в науку. Это же познание истины. Вот это природная любознательность, усидчивость, скрупулезность, терпение. И самое главное — честность. Честность перед самим собой. А сейчас я бы хотел предложить вам, дорогие зрители, посмотреть фрагмент, отрывок из передачи с участием Игоря Михайловича Данилова. Татьяна и Жанна — это климатические бедствия, варианты سه راه وجود دارد و در برابر آنها رفتن ممکن نیست زیرا در هر یک حالت کنسنتراسی تمام نیروی انسانیت لازم است مردم باید اکنون انتخاب کنند و وریانت اول با گفت جکی احتمال بیشتر است زیرا در جامعه با همدیگر هماهنگی وجود ندارد این تنها برای رفتن به کار так как в каждом из случаев нужна концентрация всего потенциала человечества. Люди должны сейчас сделать свой выбор. این با طبق پیشگویی جکی باعث نابودی کلی تمام انسانیت در 2000 می‌گردد. احتمالیت چنین وریان با گفته جکی 80% است. بشریت از این سیاره کاملا از بین می‌رود. تنها از سبب کاسکاد و پیشرفتی افزاینده کاتاکلیزم‌های گلوبالی که تا آن وقت تمام سیاره را فرا می‌گیرد. احساس کرد که وریانت دوم واقعی‌تر است و فهمیدن آدم است عادتهای آنها نزدیکتر است. آن با گفته جکی ساختن تمدن هماهنگ نگاه داشتن فرمت استعمالی تعمیم می‌کند. بله، میگوید پول نخواهد بود، اما به جای پول نقطه الکترونی پیدا می شد و از همه مهمش وقتی حفظ قدرت اداره کننده یگانه جهانی است. جکی تاکید می کند که برای استقامت پیمانی که 8 میلیارد نفر را تشکیل می دهد но вместо денег будут электронные баллы. И самое главное, по его мнению, это сохранение власти. شهرهای مستقل پناهگاه را در اساس خود تأمین کنی بیان کردن لازم است. Это реализовать сможет только Китай.
Джеки утверждает, что бартари ин модель мегӯяд ки дар он аст ки тамоми инсоният зинда мемонанд проживания 8 миллиардов людей. ва агар технологияе ки ба вуҷуд оварда шавад барои идора кардани иқлим имконат медиҳад, пас танҳо 15-20 сол. Пролонгирование человеческого существования по сравнению с первой Джеки моделью 19% эҳтимолияти амалӣ шудани модели дуюмро таъмин мекунад. Ин модели оптималии математики Джеки аст. Варианти сеюм гумон аз зеро ин тасмимро худи мардум бигиранд, на ҳокимон. Варианти сеюм бунёди ҷамъияти созанда аст. ҷамъияти созанда он аст ки одамон як тамаддуни ягонаи башарӣ мешаванд, яъне онҳо формати истеъмолро ба шакли созанда иваз мекунанд, масъулияти ба дӯши дигарон мегузаронанд ва вақте ки дар тамоми тамаддуни ягон нафаре болотар нест, вуҷуд нахоҳад дошт. Ҳама баробаранд дар ҷамъияти созанда. Вақте ки тамоми инсоният муттаҳид шуда тамоми нерӯи илмии худро барои тараққиёти техникии тамаддун сарф мекунад, пас дар он вақт ба ин варианти сеюм 0.5% ҷудо мекунад, ки мегӯяд ки ин нишондиҳанди каме асад зиёд арзёбӣ мешавад ва Джеки нисбати одамон хеле шубҳанок аст. Ӯ мегӯяд ки одамон намехоҳанд дигар шаванд ва дар айни замон ба гуфти Джеки интихоби ин ҷо албатта аён аст. Ин тамаддуни ягона бо як ҳукумат аст ва имкони дигаре вуҷуд надорад. Джеки пешниҳод мекунад ки диққати худро ба модели математикии худ, ки дар Чин нақши калидӣ мебозад, равона созад. Чин яке аз аввалин кишварҳое аст ки ба сохтани модели худ бештар манфиатдор аст, зеро ин кишвар ҷумлаи аввалин кишварҳоест ки ба мисли Аморати Араб, Муттаҳидии Араб, дар баъзе дигар кишварҳое ки дар қаламравии онҳо зистанд ба зудӣ ғайриимкон хоҳад. Ҳамин тавр дар Джеки мегӯяд ки барои тамоми Чин танҳо дар қитъаи 150 метри мураббаъ хоҳад монд, ки дар онҳо шаҳрҳои автономии паноҳгоҳ сохта мумкин аст, ки дар ҳар кадоми онҳо 33 миллион нафар аҳолӣ дорад. Джеки тахминан мегӯяд ки дар саросари ҷаҳон 243 қитъаи замин ба масоҳати миёна 150 километр ҳар кадоме ки ба ҳисоби қисми чопшуда остальная территория будет полностью непригодна для проживания людей. Ба гуфтаи Джеки, агар раҳбарияти олии Чин дар бораи ин рисола тасмим бигирад, пас эҳтимоли чунин вариант фавран аз 0.5% то 0.5% боло меравад. ин камаш 98% тамоми аҳолии инсониятро наҷот медиҳад. Джеки мегӯяд ки шаҳрҳои автономӣ бояд ҳамчун системаҳои пӯшидаи таъмини ҳаёт сохта шаванд. яъне ҳангоми сохтани шаҳрҳо баланд шудани тобоварии сейсмикии биноҳои дар он воқеъ гардида, дараҷаи баланди ҳифзи он аз радиатсияи беруна, аз боронҳои туруш, аз шамолҳои тӯфон ва дигар ҳодисаҳои шадиди обу ҳаво назар гирифта шавад. ҳама чиз бояд фикр карда шавад ва хело паймон ҷойгир карда шавад. ҳама шаҳрҳо бояд дар атрофи периметр аз ҷониби одамон, балки аз иқлим мустаҳкам карда шаванд. аксари шаҳрҳо ба таври иловагӣ бо девори ботинии канашакл бо монанди стойлер дар мошин бо мақсади дигар кардани шамолҳои шадид, ки аксар вақт самти худро дар болои шаҳр иваз мекунад. ӯ ҳамчун мегӯяд ки баландии биноҳо набояд аз 12 ошёна боло бо умқи ҳадди аққал ба 3.5 ошёна поёнтар бошад. мувофиқи ҳисобҳои Джеки, шаҳр бояд ягона зич бошад. Инчунин бояд ба назар гирифта шавад ки ҳар як фазо ба назар гирифта шавад дар системаҳои пӯшидани таъминоти ҳаёт дар як давраи мукаммал бо бастаи қариб пурра дар ҳама ҷузъҳо ҷойгир карда шавад. По расчетам Джеки,
پوری سیمی اکسیژن، گازی کربن، آب تازه‌کنی عمیق، هنگامی کار کردن گازی و گفتی جکی امروز البته تنها چین از عهده آن میبره و همچون مثال تصفیه تکنیکی بینا رو میده. مثلا در نمایشیابی تکنیکی او پیشنهاد میکند که سیستم‌های تازه‌کنی هوا، سیستم‌های ریکوپراسیون، دیگر سیستم‌های ضروری مهندسی تأمینات حیات از جمله سیستم‌های تشکیل کرده میشود. در آشی سیوم زیرزمینی فرمی ماهی پروری موجودند، دوم و یکم چارواداری و مرغ پروری. از یکم تا نهم دیگر خواجگی قشلاق آشینی، دهم برای مرکز استحصال علمی و حالا آشیانی 16 و 12 آشیانی‌های استقامتی و مانند میهمانخانه کپسولی با فشار شدن حد اقل. او میگوید که از بس که در حدود 150 کیلومتر کوادراتی باید 33 میلیون کس را قبول کنند، معلوم می شود که به هر کس 4 از 10 متر مربع راست می آید. از این رو شما باید یک شهر بسیار سطحی را به صرف حد اقل هر سانتیمتر بنیاد کنید و در اینجا البته تجربه مهمانخانه کانسول چینی ژاپن عوض نشونده. تجربه چین در استفاده ذهنی سنی، نظارت ویدئویی رقمی و سیستم‌های ریتینگ اجتماعی برای ارزیابی و نظارت رفتنی شهروندان نیز مهم است. جکی میگوید که И здесь, конечно же, опыт китайских, японских капсульных отелей, он просто незаменим. Также важен опыт Китая в использовании искусственного интеллекта, цифрового видеонаблюдения и систем социального рейтинга для оценки и контроля поведения граждан. کاملا مقصد موافق می بود که اجرای وظیفه مأموری را انسان وظیفه نظارت را به آنها سپارد. برای این جکی پیشنهاد می کند که تمام اهالی چین را در بین این شهرها طور تقسیم کرده شود که در هر یک چنین شهر 5 از 10 میلیون نفر چینی زندگی کنند. یعنی میگوید آدمان باید فهمند که برتری یک ملت یک دیگر ملت ها نیست، بلکه این یک خلق، یک مملکت است. این که مسئولیت تمام بشریت را به دوش خود میگیرد و برای آن که یگان تفریقه نباشد تنها هیچ کس دیگر نباید به این نردبان زینبان جامعه وارد شود. برای همه آدمان دیگر که به این شهر وارد می شوند نباید بین آنها ملت ها، دین ها و غیر فرقه وجود نداشته باشد. قاعده ها میگوید او باید برای همه یک خیلی باشد. در برابر آفت‌های افزاینده اقلیمی خود آدمان و شهرهای افغانی چینی می آیند و اختیاراً قاعده های آنها را قبول می کنند، تنها برای آن که در این پناهگاه بمانند، تنها برای آن که زنده مانند. جایی که در اساس پسیخولوژی آدمان معاصر حتی قاعده های مخصوص را برای شهرهای حکومتی چین تهیه کرده. او میگوید که همه ساکنان شهرها و جز خطایی ها که وظیفه مأموری را نظارتی را اجرا می خواهند کرد، طبق قاعده ها آدمان هنگام وارد شدن به شهر باید همه چیز، تمام مال و ملک، تمام سر و لباس، حتی بعضی چیزهای معده جویده بدون استثنا در گذرگاه برای کارکرد منبع یا پرتافتن گذارند. شخص بشر می‌دارد با خود چیزی گرفته نمی‌تواند، چیزی که حیاتی گذشته او را به خاطر آورده می‌تواند. نه صورت، نه کوچه، نه دشوار، هیچ چیز. پس از گذرگاه شخص برهنه از سانیتریزاسی همه جانبه می‌گذرد، از معاینه طبی می‌گذرد، لباس ضروری می‌گیرد و به کرانتین می‌رود. در اینجا تقسیمات منبعی را انتظار می‌شود. پس از گذشتن کرانتین خویشاوندان و آدمان نزدیک باید به بلاک‌های گوناگون به امکان نگاه داشتن علاقه منبعی کوچانده شوند. در عکس حال میگوید که او اگر شخص با عائله و دوستان زندگی کند با یاد گذشته زندگی میکند، نظام میشود و برای اجتهاد در یک تمدن زمینه نمیماند. از این سبب است که کسی که در گذشته زندگی میکند در زمان حاضر زندگی نمیکند و بنابراین آینده خود را نیز نمیآفرد. جکی میگوید که تمام معاینه و فعالیت جسمانی ساکنان شهر باید عمل شدن یک هدف، زنده ماندن انسانیت نگاریده شود.
для единения و единой همین طور цивилизации. امیدی دوباره متحد شدن با Это اولی شما обусловлено тем, یک что اندازه живущий в اولی прошлом не خواهد живет بود و به настоящим, سبب ثمرناکی а هر یک значит, عضو не جامعه создает تأثیری свое будущее. مثبت میرساند. Джеки مدل говорит, جکی что вся این мозговая چنین и تمام физическая اهالی را به активность کار жителей پوره города تعمین должна میکنند. быть این направлена یک на روزه реализацию به 12 единой سال цели یک на روز выживание человечества. 12 ساعت کار А как раз-таки надежда на در 2-3 воссоединение со هفته своей یک روز семьей روز будет استراحت و являться او прекрасным باور стимулом دارد که این и تدبیر را благоприятно отразиться на بیکاری اخلاق را коэффициенте استثنا полезного نمیکند. действия каждого هر члена یک آدمی сообщества. که به Модель شهر Джеки также داخل می شود предусматривает полную занятость زبان всего چینی را населения. باید Это آموزد 12-часовой рабочий день و с در 2 одним سال выходным один آن раз را в سختی 2-3 عالی недели. از خود کند. И و он گفتی считает, что جکی эти با меры آن دلیل исключат است که праздность ума. Также в течение года каждый вошедший من в این город تأسیس должен همه освоить گونه китайский سازمان язык های جمعیتی минимально до اتفاق های کسب элементарного سیاسی уровня. دینی А в течение 2 лет اجازت نمیدهد освоить و این до چنین продвинутого معنی уровня. همه گونه По мнению جمعیت دینی Джеки, و رسم это و آیین‌ها обусловлено тем, что خدمت все ها люди должны говорить و на گفتی едином языке. جکی البته هر Запрет на کس به создание любых خدا باور общественных, کند و دعا профсоюзных, کند اما این политических, انسانیت نباید религиозных حق и تبلیغ любых و других حتی با کسی организаций, بحث کند. неразрешенных چنین عملها глобальным باید به правительством صفر Китая. کره ریتینگ اجتماعی جزا داده А شود. также запрет на چنین любые تدبیرها религиозные برای собрания پیشگیری и کردن با проведение وجود آمدن обрядовых служб. По ضدیت‌های мнению داخلی Джеки, و верить и молиться Богу, конечно, جدایی каждый ها به человек گروه های может, علاهیده но ضرورند، пропагандировать زیرا این или می даже تواند به یک обсуждать с پارچگی кем бы то ни ایدئولوژی было ساکنان شهر человек не должен иметь права. بیارد. در رابطه به Подобные ریتینگ действия должны اجتماعی караться جکی پیشنهاد полным می کند обнулением социального рейтинга. که قرض Такие اجتماعی меры به هر یک необходимы для شخصی того, که به شهر وارد чтобы می не شود در возникало شکل внутренних خواه противостояний и داده разделений на شود، отдельные группы, زیرا شهرها так как это سیستمی может нести ریتینگی угрозу اجتماع دارند. идеологической целостности жителей города, а значит и شما всей را цивилизации в پونکت های целом. В отношении شرایطی социального در شهر рейтинга Джеки предлагает, чтобы каждому входящему в город выдавался социальный кредит в виде начисления баллов, так как в городах будет действовать система социального از рейтинга. جامعه شهر خارج Количество می баллов شود будет و определять این را условия بس کردن пребывания в غیر городе. То امکان есть خواهد بود، زیرا در повышение شهرهای рейтинга پناهگاه نه предусматривает ادوکات ها улучшение نه уровня سودی ها жизни. نه Ну, بسمان а خواهند، соответственно زیرا понижение آن рейтинга, قلمبر ухудшение этих условий. وقت را می گیرد. و Полное گفتی جکی обнуление بهتر социального است که рейтинга چند هزار приравнивается نفر к را лишению از شهر гражданства, بیرون в کنیم результате از чего آن که человек تمام просто تمدن را исключается из از دست сообщества دهیم. города и принудительно جک выставляется اطمینان за его دارد که пределы. سیستم ریتینگ اجتماعی می Оспорить تواند это نه تنها будет به невозможно, انتظام так بلکه как в آدمان را городах برای убежищах جمعیت просто не будет سازنده ни آماده سازد. адвокатов, ни به судейства, شرافت ни این тюрем. نظام Ну, هر потому یک что это انسان занимает باید территорию и انسان время. دوستی По تشویق мнению کرده Джеки, лучше ارزش ها مطابق ایدئولوژی показательно یگانه выставить جاری می за شود пределы города و несколько тысяч مأموریت человек, چین به شرافت чем نظارت утратить رقمی всю цивилизацию. به Джеки شرافت уверен, نظارت что 24 система ساعت социального рейтинга معلومات сможет не دهندگان только کسبی و дисциплинировать, اختیاری а и подготовить людей к ثمرناک созидательному افارتی обществу. برای انفرادی Благодаря этой برای системе جامعه будет стимулироваться человечность в каждом человеке и прививаться ценности جکی согласно единой میگوید که خود идеологии. چینی ها خیلی А با китайская انتظام администрация, هستند و благодаря البته می круглосуточному توانند به цифровому دیگران نیز надзору, انتظام профессиональным и آموزند. добровольным информаторам, а также индивидуальному коэффициенту полезного действия человека для сообщества, будет регулярно проводить обновление этих рейтингов для دوستانی всех عزیز، своих граждан. Джеки говорит, что китайцы сами очень дисциплинированные, но И- они могут, конечно же, научить дисциплине других. Дорогие друзья, данная модель, предложенная искусственным сознанием Джеки, не имеет ничего общего с моделью созидательного نه общества. ما این را Эта نمیخواهیم. модель красноречиво اما показывает بیایید ببینیم که چرا جکی развитие اینقدر человечества в فائزها را будущем, با дو وریانت предложенное اول искусственным بخشیده сознанием است Джеки. و در Но تطبیق нас такой وریانت сценарий جمعیت не ایجادی خیلی устраивает. کم صرف کرده است. Жить в یگانه цифровом وریانتی концлагере که به همه в ما рабстве. موافق است. И ради چرا чего? او Ради این того, کار را чтобы کرد؟ ما просуществовать на 5 лет больше
از صحبتی پره میدانیم که جکی در حساب و کتاب خود و تاریخ انسانیت تکیه میکرد. او میگوید که با آموزش تاریخ بشریت میبیند که آدمان خصلت‌های وحشیانه برتری دارند. فایده و تشنگی قدرت. او میبیند که آدمان همیشه برای آزادی مبارزه میبرند. در نهایت آنها تنها قدرت را به کسی به دست میآورند. برای همین اما در تمام این حکایه جکی چی نمی‌رسد. در اینجا فهمیده مهم است که جکی این شعوری سنی است و قادر است مواد را به طور کامل تحلیل کند، دلیل ها را مقایسه کند و مدل ها می‌نویسد. اما او چیزی از همه مهم را به نظر نمیگیرد و تنها نمیداند که انسانیت در آدمان چگونه است. وی به تاریخ بشر تکیه میکنه ولی ظهورات انسانیت را در تاریخ انسانیت نمیبیند. از این رو برای او فرمت خود جمعیت ایجادی روشن نیست، زیرا در این فرمت انسانیت برتری دارد نه قسم حیوانی. آخر در آدم نه تنها شعور حیوانی بلکه یک قسم دیگر انسانیت نیز وجود دارد. وی قادر است شعور حیوانات را اداره کند و انسانیت میتواند به چنین دلیل‌هایی برسد که در تمام تمدن انسان بر هر یک ما زیرا چنین شرایط فرم‌های من با تکرارا میگویم حکمرانی انسانیت یک جمعیت ایجادی جهانی بی خطر و عجب است، اما جکی این را نمیفهمد. Просто потому, что будут созданы такие условия, в которых звериной сути невозможно будет проявиться. از اون که جکی تو چه اندازه خیلی انکشاف یافته است و هیچ گاه نمیتواند آن را درک کند و درک کند، زیرا انسانیت از دایره درک او بیرون است. و اکنون یک سوال دارم به هر کسی که ما را میشنوه میبینه، یک سوال برای تمام انسانیت: کدام راه را انتخاب میکنیم ما؟ بیایید بگذار همه چیز راه خود را پیش گیرد و در بیعملی انتظار شویم که اقلیم ما را کاملا نیست کنه. بیایید باز 5 سال در دیگر به لاگر کنسلاگر چین ها زندگی کنیم و تمام مسئولیت را به دوش واگذار کنیم، یا ما تا حال انسانیت را در داخل خود انتخاب کنیم و با راه جمعیت ایجادی رویم. رحمت. Просуществуем дополнительные 5 лет в цифровом концлагере под управлением китайцев, переложив всю ответственность на их правительство. Или мы все вместе выберем внутри нас человечность и построим созидательное общество. И решать нам, друзья, и решать сейчас. Спасибо. Такой вот вопрос. Неужели все настолько грустно, и неужели Джеки все просчитал? Действительно, Джеки просчитал все, но кроме одного. Он не просчитал то, что мы люди. А человек, он дуален. И человек способен принимать такие решения, которые не подвластны просто какому-то искусственному сознанию даже для понимания. Эти решения, они не способны восприниматься сознанием даже людей, которые находятся под властью, скажем, потребительского формата. Они нелогичны. Но сознание, оно способно воспринять лишь логику. А логика в данном случае, надо отдать должное, у Джеки она железна. Очень. Кроме одного. Ничего не получится. Ну просто не получится. Почему? Потому что на самом деле у человечества не 3 пути, а 2.
Один — тот, который заканчивается утопией в прямом смысле этого слова, и созидательное общество. Ведь модель Джеки, она конечна. Да, пролонгирует на 4-5 лет мучения человечества, но жизни не даст. Знаете, вот что хорошо в его модели, и тоже надо отдать должное, и здесь имеется огромный плюс. Мало того, что это дает убежище, дает надежду на будущее, но это позволяет еще его модель мирным, тихим путем всему человечеству, как говорится, взявшись за руки, ждать неизбежного, то, что грядет. Но победить не получится. Обрести знания, позволяющие контролировать климат, не получится. Поэтому это путь в никуда. Разве что он отличается от первой модели тем, что это произойдет мирно. Ну, и на 4-5 лет позже. Стоит оно того? Мне кажется, задуматься есть над чем. Разве не так? Джеки способен просчитывать очень много. تشکر به شما محترم ایگیر میخالج. من با شما کاملا راضیم. و ما میخواهیم زندگی کنیم. مدل جین جکی برای ما انتخاب نیست. یگانه انتخاب ما جمعیت ایجادی است و ما باید برای ساختن آن تمام کار از دست می آمدگیمان را کنیم. تمام کار از دست ما می آمدگی را کنیم. برای همین ما عمل می کنیم. اما بسیاری ها نمی فهمند که جمعیتی سازنده این چیست. بسیاری ها می ترسند یا فکر می کنند که این لایه تعریف مقابل است. برخی می گویند که طرح امریکانی است. برخی روسی ها و اودی ها برخی می گویند این چین است. ما این را چنین بیان می کنیم همه حق دارند. این نه تنها لایه امریکا و روسیه و چین بلکه اروپا و تمام کشورهاست. ما از تمام جهان اشتراکچیان داریم و در پس آن تمام جهان است. همه آدمانی که جدیت را درک میکنند و جرأت دارند که ترس خود را از بالای ترس خود قدم زنند و عمل کنند. بله، الترناتیوی که جکی پیشنهاد کرده است شوخی نیست، اما بیفایده است. این لاگر کنسنتراسیون است که عمر انسانیت را دراز میکند و تنها 4-5 سال عمر برای آدمان. اگر شما مدل جکی را به نظر گیرید و بهترین را از آنجا گیرید، شما اینچنین میتوانید 25 میلیارد نفر آدمان را در جمعیت ایجادی کار غذا دهیم. ما باید تنها تکنولوژی را اکتشاف دهیم و متحد شویم و حالا ما پراکنده‌ایم و از این رو در ما نه تکنولوژی است، نه نیرو است، نه قوتمان هست. برای به دست آوردن چنین پیشرفت تکنولوژی با رشد طبیعی اِوولوسیونی هزار سالها لازم بله، آن از درمان نیست. برای آن را پیدا کردن لایحه جمعیت ایجادی برای همین است. ما برای آینده خود کار میکنیم. برای آینده همه ما. برای به دست آوردن چنین پیشرفت تکنولوژی. در عکس حال آینده به حکم صدا می‌دهد که این دهشتناک است. آخر هیچ کس یک ایده کاری ندارد به آن کفالت داده شود که خف ناگزیر نابود شدن انسانیت را بس کند و جمعیت ایجادی الترناتیو نیست و شده نمی‌تواند. В противном случае будущее звучит как приговор, и это страшно. Ведь разве у кого-то есть хотя бы одна рабочая идея, которая бы гарантированно могла остановить надвигающуюся угрозу полного уничтожения человечества? Альтернативы созидательному обществу нет и быть не может.
Спасибо за внимание. Спасибо большое, Джонатан. И спасибо большое, наши дорогие зрители, за то, что вы сегодня с нами, за ваши комментарии. Наш чат просто разрывается, у нас очень много комментариев, и очень часто задается вопрос, какой же выход, какое решение. И сегодня почти каждый докладчик объяснял, какой выход из данной ситуации и как созидательное общество является одним единственным решением. И я хотела бы предоставить такой пример. Вот представьте, что есть семья, ну, к примеру, 100 человек, которые живут в одном доме, и они страдают, они воруют друг у друга, они не помогают друг другу, они пользуются друг другом. И в конце концов, их дом наполнен мусором. И что произойдет с этим домом? Это все приведет в конце концов к несчастному случаю. И что же этим людям нужно делать для того, чтобы предотвратить это? Ну, во-первых, им нужно проинформировать друг друга о том, что это необратимая ситуация, да, этот несчастный случай может случиться, и что они должны привести в порядок их дом, и что есть определенные правила, по которым это нужно сделать. И эти правила — это основы созидательного общества. И в таком случае у людей будет шанс. И когда они объединят весь свой потенциал вместе, когда они объединят всю базу знаний, научные исследования, тогда действительно у них будет шанс для того, чтобы починить их дом и даже больше построить прекрасный дом для каждого, в котором они будут жить как одна большая семья. И это и есть созидательное общество, это и есть решение. Но для того, чтобы начать это делать, нам как минимум нужно проинформировать друг друга, потому что на данный момент у нас нет никакой другой альтернативы. У нас есть созидательное общество, которое является проектом для всех людей, потому что мы живем на одной планете. И я хотела бы также напомнить нашим зрителям, что это прямая трансляция, проходит в прямом эфире, и ее смотрят люди по всему миру, и она переводится синхронно на 100 языков и транслируется на тысячи каналов и платформ. И, пожалуйста, не забывайте делиться этим событием в своих социальных сетях прямо сейчас, потому что еще очень много тем, которые мы хотели бы обсудить сегодня. Мы уже услышали правду о том ужасном состоянии, в котором находится наша планета, и о реальной причине изменения климата. Мы также увидели правду о мусорной мафии, о вырубке лесов и об изменении климата не только на нашей планете, но также и на других планетах Солнечной системы. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, почему мы не верим, что климат влияет на нас. Мы узнаем о причинах таяния ледников, и также мы узнаем, что случилось с ядром планеты. Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как вдох Земли? Вот сегодня вы об этом услышите. И в конце концов мы посмотрим премьеру документального фильма, который был создан участниками проекта «Созидательное общество». Этот фильм — результат огромной работы, и он раскроет правду о беженцах и о рабстве. Итак, давайте продолжим. Сегодня я хотела бы снова поприветствовать доктора Татьяну Зинченко. И я хотела бы передать ей слово. Доктор Зинченко. Существует вопрос,
Почему сознание Masalan, людей, наша когнитивная система изо всех сил masalan, пытается исказить восприятие قبیل климатического تعریف кризиса وقت و تعریف как فضایند конкретного и تهدیدهای اقلیمی неминуемого همچون риска. تعریف وقت Наша инстинктивная سابیده می система شود. безопасности, همچنین چیزی инстинкт که در جای самосохранения, на زمان با автомате کسی реагирует خواهد только بود на اما ближайшую и ولی непосредственную حاضر نیست. угрозу. جامعه На شناسی психологическое восприятие با نفوذ проблемы изменения انتناگنیز این климата влияют دروشوی различные فضا когнитивные وقت را искажения. از Ну, مشکلات например, تغییرابی такое как اقلیم запаздывание во پارادوکس времени и میگوید. از отставание بس в که خطرهای пространстве. То تغییرابی есть اقلیم جهانی климатические در حیات угрозы هر روزه рассматриваются قابل как ملاحظه что-то, что فوری будет یا где-то, тогда-то, с نامایان кем-то, نیستند، но не с нами بسیاری ها или در не کنار сейчас. خواهند نشست و Влиятельный درباره آن هیچ социолог کار Энтони مشخص Гидденс نمی‌دانند. называет با это وجود این انتظار пространственно-временное شدن дистанцирование проблемы изменения климата خیلی دیر парадоксом. خواهد شد Парадокс تا Гидденса гласит, поскольку با وجود این опасности, انتظار создаваемые شدن خیلی دیر глобальным خواهد شد изменением که климата, не являются ощутимыми, به непосредственными درک или بحران видимыми в اکولوژی повседневной жизни, تمایل شعور многие شخص будут сидеть сложа руки и ничего не делать. شخص Однако به ждать, چیز пока такие خطرناکی опасности که станут очевидными и острыми в виде катастроф, которые неопровержимо являются результатом изменения климата, прежде чем они будут побуждены к серьезным действиям, будет слишком поздно. На восприятие экологического кризиса влияет склонность сознания человека оценивать как рискованное то, что имеет немедленный исход, и недооценивать события с отдаленными معلومات последствиями во времени. آن و Искажения حکومت касаются ها и از работы памяти, в том جامعه числе и اقلیمی، коллективной اقلیم памяти о شناسان، великих бедствиях گیوفیزیک و прошлого. اکولوژها Срабатывает درباره эффект تغییرابی удаленности от اقلیم در прошлого. بین زمان Это همچون было تهدید когда-то, فوری به с زنده кем-то, ماندن تمدن но не со معرفی мной. کرده Было ли نمیشه. это? А если من было, حتی то кто گفته знает, при میتوانم каких که условиях? Это همه делает нас недальновидными چیز в برای отношении بازی будущего. کردن در تحریف‌های Информация معرفتی СМИ در от بالا правительств и научного сообщества, как мы уже сегодня слышали, о климатических изменениях не подается как непосредственная угроза выживанию цивилизации в настоящий момент. А по сути делается все, чтобы сыграть на вышеописанных когнитивных искажениях, или чтобы люди оставались в неведении и бездействии. О климатических катастрофах говорят как о чем-то, что, может быть, произойдет через десятки лет, когда говорят об антропогенном факторе как о причине происходящих климатических событий. Локус контроля над климатической ситуацией переносят на человечество, а точнее на политическую и экономическую правящую верхушку. Из-за этой лжи у людей не срабатывают здоровые инстинкты, и они бездействуют. Происходит целенаправленная манипуляция общественным сознанием. Те, кто это делают, прекрасно осведомлены о бессознательных механизмах поведения людей. По сути, нас ведут на бойню. На наших глазах совершается преступление против человечества теми, на кого мы переложили ответственность за свою судьбу. В последние годы появился и начал распространяться, особенно среди подростков и молодежи, такой феномен, как климатическая или экологическая тревога. То есть часть людей с незашоренным восприятием и здоровыми инстинктами адекватно воспринимает ситуацию с климатом. Но куда بچه‌ها перенаправляется که их نگرانی‌های энергия? اقلیمی На و борьбу с محیط زیست антропогенным دارند. شما фактором, خوب на هستید، شما забастовки и سالم другие هستید социальные و به акции. طور کافی В درک итоге میکنید люди که چی видят, روی что их داده усилия است. شما бесплодны توانید и دو теряют جمع دو علاوه энтузиазм. کنید. Они لطفا остаются خواب نکنید. замкнуты в شما своей امکانیت отчаянной دارید که همه тревоге. چیز را Она تغییر достигает دهید. максимума, иногда доходит до شما تنها панических باید атак, درست а عمل затем کنید. переходит в در депрессию. لایحه جمعیت Ребята ایجادی с برای زنده климатической ماندن экологической تمام тревогой, آدمان с вами شرایط все в فراهم می‌آورد. порядке, вы تأثیر здоровы تغییریابی и اقلیم адекватно بر سلامتی воспринимаете روحی انسان تنها происходящее. حالا Вы از جانب смогли сложить جامعه 2 плюс 2. علمی اعتراف کرده Пожалуйста, не میشه. засыпайте. Присоединяйтесь к نبودن миллионам людей تحقیقات в و проекте آگاهی «Созидательное общество», которое создает условия для выживания всех людей. Вам просто нужно знать, как правильно действовать. У вас есть потенциал все изменить. Способствуют росту психических расстройств не только сами климатические бедствия, но и социально-экономические факторы, такие, например, как миграция, недостаток водных и продуктовых ресурсов, засуха и неурожай приводят к экономическим потерям, голоду, жажде, что, безусловно, может привести к дистрессу и отчаянию, вплоть до самоубийств. Пострадавшие от различных климатических катастроф подвергаются высокому риску развития посттравматического стрессового расстройства, депрессивного расстройства, тревожного расстройства с паническими состояниями. Часто люди сталкиваются с нарушениями сна, суицидальными мыслями, со вспышками гнева и агрессии,
которые сложно контролировать. Сравнительные исследования показывают гораздо большую распространенность психических расстройств среди тех, кто вынужден был мигрировать и не был предупрежден о грядущем бедствии. У детей и подростков симптомы психических расстройств появляются и усиливаются спустя месяцы и годы после трагедии и встречаются почти у половины, 46-48% пострадавших детей. Но случаи, когда потерпевшие бедствия или мигранты вовремя получали медицинскую помощь, кровь и минимально необходимые условия для жизни, а также поддержку и заботу со стороны окружающих, то риск развития у них психических расстройств снижался вдвое. Но в потребительском обществе это было доступно меньшинству. Только в условиях созидательного общества люди смогут жить в безопасных условиях, даже в период глобальных климатических катаклизмов, и вовремя получать всю необходимую помощь, поскольку жизнь человека в таком обществе является главной ценностью. تشکر زیاد دکترتون چون که فهمیدنی سبب‌هایی که چرا آدمان به معلومات درباره تغییریابی اقلیم چنین مناسبت میکنند خیلی مهم است. حالا کسی بی‌پروا مانده ممکن نیست، زیرا این تنها مرگ‌آور است. در واسطه این اخبار عامه حالا شنیده می شود که تغییریابی اقلیم تنها افزایش حرارت اتمسفر است، اما این وضعیت دور است و ما حالا با بلوک افزایش فعالیت‌های داخلی زمین می‌گذاریم که اون تغییرات اقلیمی را در لحظه‌های معین وقت می‌کند. سیاره حالا از نوسازی جدی گئودینامیکی را از سر می‌گذراند. افزایش فعالیت سیسمیکی و ولکانی، افزایش گرمی گئوترمالی، زیاد شدن دیکریزاسیون و بسیار دلایل دیگر. متاسفانه حالا علم همه این جنبه‌ها را به طور همه‌جانبه بررسی می‌کند. این خطای مرگاور است. ما بررسی روندهای جاری از جانب آبشوی پریخ‌های معاصر شروع می‌کنیم. سبب‌های اصلی آبشوی آنها چیست؟ Усиление дегазации и множество других факторов. К сожалению, сейчас наука мало рассматривает все эти аспекты комплексно. Это является роковой ошибкой. Мы начнем рассматривать происходящие процессы с аспекта современного таяния ледников. Каковы же на самом деле причины их таяния? روزی خوش، من ایوان کولاکوف هستم، جانشین دیرکتور اینستیتوت گئولوژی و گیوفیزیکا نفت، دکتر علوم گئولوژی و مینرالوژی اعضا کورسپندنس اکادمی علوم روسیه می باشم. گیوفیزیک به شما امکان می‌دهد که به بسیار سوالات جواب دهید که یکی از آنها در داخل زمین چه واقعه رای می‌دهد و کدام پروسس‌ها به ما تاثیر میرساند و از جمله آن روندهایی که به گرمشوی گلوبالی علاقمند آنها اساسا از جانب روندهای گئولوژی که در داخل زمین به عمل می آیند معین کرده می شوند. ما می دانیم که گرینلندها خبت غفص بسیار کیلومتر یک فرا گرفته است، یخ فرا گرفته است. خب حالا در نزدیکی ساحل گرینلند سرعت جریانی یخ خیلی بلند است و عموما این فهم است که در آنجا در یک شبانه‌روز تا یک چند ده‌ها متر یخ با اقیانوس می‌رسد. اما معلوم شد که سرعت یخ نه تنها در کنارها بلکه در مابین هم خیلی بلند است و چرا این روی می‌دهد؟ تحقیق ژئوفیزیکی نیز گزارنده شد که در زیر این قبط چند کیلومتری یخ در علاقه با زمین چنین قله‌های چکور در قسم مرکزی گرینلند موجودند و همین ترقب از ساپ‌های خیلی ساده جریان گرمی نشان می‌دهد که با جریان گرمی مقرری چنین آبشوی یخ در این حالت نباید رخ دهد. یعنی عموما یخ باید به زمین خوب یخ کرده حرارت هوا از صفر پایان باشد. در این حالت یک نوع انومالی وجود دارد و با همکسبان از آلمان ما تصمیم گرفتیم که در آنجا
رویداد استعداد بفهمیم و از آن چیزی که ما داریم اصول گیوفیزیکی است. تکنیک را توموگرافیسم که مینامند. ما در آنجا معلومات را درباره تمام زمین لرزی جهان میگیریم و این معلومات را پیشروی میکنیم و این میتواند در نهایت ساختار خوب. ما این گونه کار را انجام دادیم و در قسم مرکزی گرینلندی برای چی در آنجا حرارت بلند وجود دارد. خوب بعد آن ما پیگیری تاریخ این منطقه شروع کردیم. جایی در آن جایی که یخ نیست در آنجا پاره‌های سنگی به نظر می رسد. این ولکانیسم خوب تقریبا 50 میلیون سال پیش بود. ما درک کرده ایستادیم که ولکانیسم پیره‌های نقطه داغ است که از زیر گرینلند گذشته است و به حال نقطه داغ به جز ایسلندی، یعنی در واقع این نقطه گرم بلکه پلیته ها از بالای نقطه گرم در یک جا میزه حرکت میکنه. یعنی ما منطقه داریم در این حالت которая прошла под Гренландией, и сейчас эта горячая точка — это не что иное, как Исландия. То есть на самом деле это не горячая точка перемещалась, а это плиты перемещались над горячей точкой, которая стояла на одном месте. То есть у нас есть мантия, в этой мантии есть струи. Вот одна из таких струй, например, это гавайская горячая точка. И над этими струями плавают, как льдины, такие вот куски литосферы. И проплывая над этой льдиной, эта вот струя, она прожигает след в этой литосфере, ну и там получается такое утонение литосферы. На самом деле, эта горячая точка исландская, она считается, вот есть такая точка зрения, что ей уже порядка 250 миллионов лет. И когда она зародилась, она поднималась к поверхности Земли в виде такого большого гриба. И вот этот гриб, когда вошел в контакт с литосферой, это было 250 миллионов лет назад, и это было в районе сибирской плиты, то есть это было в районе Норильска, так вот это центральная его точка. چنین تاریخ نوترین زمین بود. پس از این فجور این گویا سری وظیفه خود را اجرا کرد. پس از این یک پایش پیدا شد، پایی که دیگر آنقدر دهشتناک به نظر نمی‌رسد. По крайней мере, недавнюю такую историю Земли. После этого этот плюм, вот этот, как бы, головка этого плюма, она была, как бы, ну, она выполнила свою функцию, и после этого осталась ножка. Ножка, которая уже не представляется такой страшной, и над ней вот эти плиты плавали, вот частично там یعنی اصلا اگر از پایان سطح لیتوسفر گرینلند نظر اندازیم در آن چنین خندق به وجود می‌دارد. موافق این متریال اتمسفری که حرارت بلندتر دارد به سطح مقرر و لیتوسفری کنتیننتی نزدیکتر شد. Дальше вот она оказалась в районе Исландии. По существу, вот если мы смотрим снизу на поверхность литосферы Гренландии, то в ней образовалась вот такая канава. Соответственно, вот это вот астеносферный материал, который обладает большей температурой, оказался ближе к поверхности, чем нормальная континентальная خوب در سوال زیرین به میان می آید. این گمشوی کنونی گلوبالی است، اما این همه گرینلند آب می شود و کاملا به فلاکت آورده می رسند. طبیعی این در آنجا سطح بحر بلند می شود و غیره. این حالت تقریبا در نتیجه تاثیر انسانی ما در آنجا روی خوب البته این طور نیست و این растает и полностью приведет там, к катастрофе, да, естественно, повысится там уровень моря и так далее. Что вот это именно сейчас происходит, чуть ли не вследствие там, нашего влияния человека. Ну, конечно, это совсем не так, потому что здесь я говорю о процессах, которые идут в течение десятков миллионов лет. И это вполне себе рутинный вот это вот процесс, который, ну, который продолжается уже гораздо дольше, чем, естественно, существует там человечество. И это совсем другие масштабы времени. И на самом деле вот
того льда, того снега, который накапливался на Гренландии вот в предыдущей эпохе, его вполне было достаточно для того, чтобы компенсировать вот эту вот скорость движения. ما میخواهیم به دکتر کولاکوف و همکاسبان و تحقیقات خود را درباره چرا در مرکز گرینلند آب شدن یخ‌ها مبادله کردن نداره بیان کنیم. این یک پاره خیلی مهم اطلاعی است که پنهان کرده می شود. آن به ما مردم عادی نمیرسد. و اینچنین به نظر می رسد که این یک نوع حالت مخصوص در گرینلند است، اما در عین زمان وقتی که ما تمام منظره را می بینیم پس ما می فهمیم که این علامت افزایش گرمی ژئوترمالی در تمام سیاره در نتیجه دوره‌ای می باشد. و در ادامه این موضوع может показаться, что это какой-то частный случай в Гренландии. Но что если посмотреть на картину целиком? Тогда мы увидим, что это признаки повышения геотермального тепла на всей планете в результате цикличности. И в продолжение этой темы приглашаем вас посмотреть видеоролик. Все уже слышали, что сейчас катастрофически быстро тают ледники, но слышали ли вы о том, как именно они тают? 90% всех льдов на планете находятся в Антарктиде, и там они исчезают быстрее всего. Поражает то, что это происходит исключительно в западной части Антарктиды, в то время как на востоке фиксируют рекордные холода. Возникает логичный вопрос, почему Антарктида тает только с одной стороны? И ответ довольно прост. Западная Антарктида имеет совсем другую геологию. Она состоит из тонких блоков земной коры, которые отделены друг от друга большими тектоническими разломами, рифтовыми зонами. И в этих зонах выделяется большее количество тепла. Например, на основе данных аэромагнитных наблюдений ученые из Германии и британской антарктической службы составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде. Под ледником Туэйтса они обнаружили зону, где из недр Земли поступает огромное количество тепла. Как утверждают ученые, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше. Удивительно, но факт. Западная Антарктида – это один из самых больших вулканических регионов на Земле. Подо льдами спят более 140 вулканов, которые сейчас гораздо более активны, чем ранее предполагалось в научной среде. Группа ученых из Университета Род-Айленда обнаружила новый фактор быстрого таяния ледника Пайн-Айленд в Антарктиде. Это ранее неизвестный активный вулкан, который погребен глубоко подо льдами. На наличие вулканизма указала высокая концентрация изотопа гелия, который поступает только из мантии Земли. По словам профессора Карен Хейвуд, геотермальное тепло от западно-антарктического рифта нагревает воду в океане. Это, в свою очередь, приводит к ускорению таяния ледяного покрова. Таким образом, именно геотермальное тепло от вулканов способствует быстрому таянию ледникового щита Антарктиды, а совсем не глобальное потепление. Но почему подо льдами Антарктиды столько вулканов? Причину выяснили эксперты НАСА. На основе данных со спутников НАСА IceSat и IceBridge они пришли к выводу, что под поверхностью Западной Антарктиды находится большой мантийный плюм, то есть поток раскаленной магмы, которая поднимается и растекается под земной корой. Как показывают расчеты ученых, эта область прогревается почти с такой же интенсивностью, как и в районе Йеллоустонского супервулкана. Тепловой поток составляет 150 милливатт на квадратный метр и 180 в районе разломов. Это примерно в 3 раза больше тепла, чем получают соседние слои горных пород. Таким образом, все указывает на то, что ледники в Антарктиде тают далеко не из-за антропогенного фактора, а из-за вулканического тепла. Одновременно с этим повышается температура земной коры и аномально вздымаются части территории.
Почему научной общественностью игнорируется связь всех этих явлений? Не менее интенсивное таяние льдов происходит и на другой части планеты, в Гренландии. Исследования октября 2020 года показали, что сейчас лед в Гренландии тает быстрее, чем когда-либо за последние 12 тысяч лет. Только за 2019 год ледяной покров Гренландии потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений – 600 миллиардов тонн. Удивительно и то, что под поверхностью ледника, толщина которого 1,5 километра, образуются огромные озера. На сегодняшний день уже известно о 6 десятках подледных озер Гренландии. Температура окружающего их льда составляет в районе минус 28 градусов Цельсия. Но эти озера не замерзают. Почему? К поиску ответа на этот вопрос подключилось сразу несколько исследовательских групп ученых. Они обнаружили тот факт, что под Гренландией, так же как и под Антарктидой, расположен мантийный плюм. Геотермальные потоки, идущие из его недр, являются причиной появления подледных озер и таяния ледников. При помощи гравитационных исследований группа американских ученых под руководством профессора Ральфа фон Фризе оценила толщину земной коры Гренландии. Активное таяние ледников наблюдается в северной части острова, где земная кора тоньше и фиксируется повышенный геотермальный поток из-за поднимающегося мантийного плюма. При помощи данных сейсмической томографии ученые междисциплинарного коллектива сотрудников Института физики Земли имени Шмидта увидели, что поток магмы поднимается от центра ядра к поверхности Земли, как раз под центральной частью Гренландии. Именно в этой области располагается наибольшее количество подледных озер. Ученые рассчитали теоретический тепловой поток, который соответствует данному магматическому очагу, и выяснили, что этого тепла достаточно, чтобы нагреть подошву ледника до температуры плавления льда. Эти же результаты подтвердились аналогичными исследованиями с применением технологий машинного обучения. Очевидно, что два самых крупных ледниковых региона мира, Антарктида и Гренландия, тают из-за усиления геотермальных потоков, идущих из недр планеты. Но что же их усиливает? Мантийные плюмы под ледниками были миллионы лет, но именно сегодня их магма поднимается ближе к поверхности Земли и вызывает усиленный нагрев земной коры изнутри. Это указывает на то, что аномальные процессы начинают происходить в недрах Земли, в самом ядре. И главный вопрос, почему это происходит именно сейчас? Ответ прост. Циклические изменения планетарного масштаба с периодичностью в 12 тысяч лет. Таяние ледников – лишь часть цепочки климатических событий, которые уже в ближайшем будущем приведут к неминуемой катастрофе. Сегодня крайне необходимо объединение всего мирового научного сообщества, чтобы досконально изучить настоящие причины изменения климата и не допустить большой беды. گرم میکنه. این معلومات حیرت‌انگیز است. برای اول با چنین بار اول با چنین یک آیتوری استشمال خواهم کرد. پیش از این با ما تعلیم با ما گفتند که обсуждение перехода от одамон вобаста. Аммо ин дурӯғи мутлақ аст. Омили антропогенӣ ба ҳеҷ иртиботе надорад. Магма на танҳо дар зери Антарктида ва Гренландия, балки дар минтақаҳои дорои қабати тунук низ баланд мешавад. Ин пеш ба аз ҳама қабати уқёнус мебошад. Профессор Артур Вилтери тамайюли нигаро کننده در گرمی геометрия дар отношения. Магма поднимается не только под Антарктидой и Гренландией, но и в районах с тонкой земной корой. В первую очередь, это океаническая кора. Профессор обнаружил тревожную тенденцию роста. چندین سال پیش یک دانشجو از من پرسید که آیا شماری زمین‌لرزه‌ها در سال زیاد می‌شوند؟ و من گفتم بله کمی زیاد می شود، اما من
معلوماتро Меня عمیق зовут Артур نآموختم Витерет, و и я профессор وقتی که физической من географии на معلومات رو با пенсии, دقت и я تشخیص рад دادم принимать من участие в بعضی конференции چیزهایی رو «Глобальный مشاهده кризис. کردم که Время ما رو به правды» خود جلب کرد сегодня, 4 و از декабря. همه بیشتر در حیرت Много лет тому نقطار назад زلزله один در студент спросил قعر меня, زمین увеличивается به ли سرعت количество زیاد землетрясений на شدن گرفت. планете. اقیانوس‌ها نسبت И به я ответил, да, اتمسفر немного увеличивается. تقریبا Но 1000 я مراتب не زیادتر изучал گرمی данные دارد. тщательно, از а این когда رو я тщательно اقیانوس изучил данные, я محو заметил بزرگ некоторые اقلیم вещи, نامیده которые می меня شود. заинтриговали. И больше جریان всего меня удивил тот факт, что начало گئوترمالی быстро البته расти گرمی می количество باشد землетрясений که на از дне منطقه океанов. زمین وارد می شود. این Океаны содержат примерно است 1000 آن раз چیزی больше که ما тепла, در чем ولکان‌های атмосфера. فعال Поэтому در океаны زیرها называют چشمای великим گرم می маховиком климата. بینیم. При усилении так называемой термохолийной циркуляции, این прежде всего, دیاگرامی давайте рассмотрим увеличение دیویس با геотермального رنگ سرخ потока. نشان می‌دهد که Геотермальный اکثر поток, گرمی گئومتری разумеется, это سیاره тепло, از которое کجا выделяется می‌آید из мантии و ما Земли. می‌بینیم Это که то, آن به что мы منطقه‌های наблюдаем в شکسته действующих قشر вулканах, زمین гейзерах, کاملا горячих واقعیت источниках. می‌کند. اینها И به мы видим, اصطلاح что منطقه‌های فلجی источником میانه подавляющего اقیانوس‌ها количества می‌باشند геотермального و тепла اگر на به این планете منطقه‌ها نظر является کنیم дно می‌بینیم океанов. که فعالیت На بلند этой زمین диаграмме جمعی در авторов این Дэвис и Дэвис رای‌ها красным از цветом показано, откуда جریان происходит پرزور большая گرمی часть геотермального тепла گئوترمینالی на планете. شهادت می‌دهد. И мы در видим, ادامه что это این بحث ما идеально فعالیت совпадает с سیسمیکی участками разломов منطقه земной پنجشوی коры. میانه Это اقیانوس را به так طور называемые متخصص зоны فعالیت سیسمیکی срединноокеанического спрединга. منطقه مینامیم. И если мы فعالیت посмотрим на эти зоны, то увидим, سیسمیکی что منطقه نشان высокая دهنده активность خوبی землетрясений غیر в этих مستقیمی районах حجم указывает جریان на گئوترمینالی می мощный باشد. با поток این مقصد من геотермального کتالوگ тепла. مقدار В معین продолжении данной bеседы حادثه‌های мы будем называть سیسمیکی сейсмическую یا активность зон زلزله ها را ترتیب срединноокеанического دادند که спрединга, قوتشان коротко از 4 сейсмоактивность зон. تا 6 بال را تشکیل می‌دهد. یعنی درباره Сейсмоактивность زیاد зон — شدن это تعداد хороший زمین косвенный لرزه. показатель من این روند را توسط количества آموزش геотермального فعالیت потока. سیسمیکی С этой منطقه و целью я پیروی составил کردم. каталог ما определенного می‌دانیم که جریان количества сейсмических گئوترمیکی событий افزایش или یافته زیرا землетрясений شماری магнитуды от زمین‌تیرزه 4 در до 6. قبض اقیانوس به طور ناجالس افزایش یافت То و есть, این по мере باعث увеличения числа افزایش آن землетрясений в چیزی می شود. сейсмоактивных در зонах جهان علم выделяется گردش больше геотермального ترمینولوژی тепла. اینچنین گردش Я следил этот процесс, مریدونالی изучая و сейсмоактивность зон, نامیده می شود. и سبب получился آن вот است که такой آب график. در حرارت Мы گم و знаем, что شرشوی геотермальный ایزیستی поток گوناگون возрос, دارد. так как آب‌های сильно возросло اقیانوس количество مثل تسمه землетрясений на ازمی дне океана. گردش می گردند А و это این приведет к усилению того, что این мы را ما называем термохолийной گرمی циркуляцией. گئوترمی В научном عامل мире مهمی است термохолийная که циркуляция میتواند также استواری называется ستون آب меридиональной را کاهش опрокидывающейся دهد. циркуляцией با или МОЦ. همین Она معلومات обусловлена тем, что ترمینولوژی вода را при بهتر различной میکند. температуре и солености این имеет یک разную плотность. Воды دلیل океана циркулируют معروف در подобно гигантской اوکینوگرافی است канонерной که ленте, и و мы این называем حرکت это هر глубокой قدر конвекцией. تیزتر باشد Геотермальное گرمی тепло بیشتر океана به является значительным фактором, который может уменьшить انتارکتید стабильность وارد водной می толщи. شود و Оно این یک нагревает нижние مکانیزم слои حیاتی океана, тем مهم است که самым ما باید به усиливая آن термохолийную دقت циркуляцию. جدی دهیم. В океанографии معین это کرده хорошо شده известный که факт. گردش عمومی Если اقیانوس زیاد است. геотермальное тепло خریطه нагревает дно, حرارت چنین то است. در эта این جا شما конвейерная лента ریحانه‌ای که به начинает رنگ سرخ نشان двигаться داده شدند быстрее. می‌بینید И اساساً чем در быстрее это اتلانتیک مرکزی و движение, شمالی тем که больше آن را тепла نورما خیلی поступает в زیاد Арктику. و И это سال жизненно важный механизм, 1995 которому به мы این حال должны رسیده уделить است. пристальное محض внимание. همین حرارت Было غیر выявлено, مقرری что بلند общая شده циркуляция است که океана به ما увеличилась. لرزش‌های Вот так выглядит مثبت اتلانتیک температурная карта. شمالی را Здесь вы можете видеть области, که از выделены سال красным. В 1995 основном اینجانی в وجود центральной دارد. и در این جا северной تصویر را Атлантике, می‌بینیم که سال температуры которых 1979 از намного رسیدن زمینی выше نفس нормы. گرفته شده است Они و достигли تا такого سال состояния, начиная с 2007
توچی اندازه سرپوشی یک کاهش یافته است و این خیلی و خیلی مهم است زیرا وقتی که برف و یخ آب می شود یک فکر و ملاحظه هایی به اصطلاح مثبت وجود دارد. در نتیجه همه این روندها افزایش جریان گیومتری لاکی گردش ترموملاگی را افزایش می‌دهد. این انتقال گرمی توسط اقیانوس به انتارکتیک زیاد می‌کند. ما این کار را در سال 1979 آغاز کردیم زیرا این سال اول بود که معلومات محوری در سطح جهان دسترس شد. فعالیت سیسمیکی منطقه پنجشوی میانچی اقیانوس و اینچنین حرارت گلوبالی گیوستوگرامی که بود است. حرارت جهان یک کجی سرخ است. ما معلوم کردیم که حرارت از فعالیت سیسمیکی منطقه میانی اقیانوس 2 سال عقب میماند.
той причине, что это был در первый اینجا год, когда میبینید که спутниковые دو خط данные по خیلی به температуре خیلی стали خوب доступны в مفقد глобальном میکند. масштабе. Сейсмическая активная зона срединно-океанийского спрединга плюс глобальная سال температура — это 1995 سال خیلی و гистограмма خیلی синего مهم цвета. بود Глобальная زیرا این температура — это سال یک кривая نقطه красного цвета. Мы تقریبی обнаружили, что حرارتی температура отстает от сейсмической активности в срединно-океанийской зоне و на 2 года. وجود آمد یعنی Здесь видно, что فعالیت эти две سیسمیکی در кривые منطقه‌های очень میانی хорошо خصوص به совпадают. Коэффициент مناسبت корреляции پرتوهای составляет 0,72, جیوترمالی что یک باره является زیاده شد статистически و значимым и очень высоким показателем. В 1995 این را یک году был محقق год با نام очень جیمز важен, کمیس потому خوب что в этом году حجت была گذاری کرده точка است و перегиба в این глобальной جریان را در температуре. زیر То یک есть وعده حجت сейсмическая گذاری کرده активность в است و срединно-океанийской зоне и, ما عمیق соответственно, میدانیم که ما геотермальные معلومات выбросы خیلی внезапно با резко اعتماد возросли. И мы داریم. видим, что в ما درباره 1995 году تغییرابی ряд اقلیم других هنوز چیزهای геофизических زیاده داریم. явлений فکر также меняют میکنیم свои یک قسمی параметры, так خردی как все این روند это را کشف взаимосвязано. کرده Это یعنی хорошо بر این зафиксировано باورم که исследователем по فعالیت имени Джеймс سیسمیکی Кемис. یکی Он از عاملهای задокументировал эти تغییرابی потоки اقلیم است. под ледяными این که покровами, این и را мы знаем نشریه‌های наверняка. اقلیمی У нас есть اساسا очень نادیده достоверные данные, которые показывают, что گرفتند. большая часть тайной льда в Антарктике и Гренландии پیش از связана с همه به геотермальными آدمان باوری процессами. Нам دارند еще многое و предстоит узнать об изменении климата. Я думаю, что обнаружил باید малую این часть этого процесса. То есть я считаю, что сейсмическая активность является одним из факторов изменения климата, что в значительной степени игнорировалось научными изданиями. Нам нужно больше изучать этот вопрос и объединять его с другими исследованиями изменения климата. Прежде всего, я верю в людей и считаю, что мы должны развивать разумное управление, но при этом мы все должны стараться заботиться друг о друге. جالبانی مربوط به جریان گیوترمالی در اقیانوس نظر میکنیم. اقیانوس شناسان از آلمان دریافتند که در نزدیکی ساحل انتارکتیدی غربی در بحر بلگاب آب در چقری بیشتر از 2000 متر نظر به سطح آن 5 برابر تیزتر کرده شد. حرارت قبطی بالای آب 700 متر چقر بینین هیچ گاه بلند نمیشود. این نشان میدهد که گرمی از روی زمین میآید. به شرافتی вода на глубине более 2000 метров прогревается в 5 раз быстрее. همین طریق در 10 ساله آخر منطقه های نامعلی حرارتی بلند در اقیانوس آشکار کرده شد. آب در آنها میتواند تا 10 درجه گرمتر باشد. آنها همچون فتور گرمی یا بلوبس گرمی معلوم شدند. در این اقیانوس آرام آگاه بلوپا پیدا می شوند و مخصوصا دو نقطه نمایانند در ساحل الاسکا و در نزدیکی زیلندی نو. پایدار شدن این گونه عملی‌ها یک بار بیشتر گم شد. در آن جایی که در ستون اقیانوس چنین کره گرمی آب پیدا می شود، عالمان به طور اعتماد بخش توضیح کردند. И особенно выделяются две точки у берегов Аляски и рядом с Новой Зеландией. Появление таких аномалий стало внезапно учащаться. همین قید کرده میخواهم که در سرحد یادرا و منطقه ساختارهای عظیمی صورتشان را کم شده میتوانند موجودند که آنها را قطره‌ها نیز مینامند. تنها قطره‌های مگنیتی آنها به بلک‌های مگماتیکی که از یادرا به قعر اقیانوس میبرند غذا میگیرند. به هنگام جا به جا گذاشتن خریطه انومالی‌های ترمیکی و جایگیرشوی پلومین‌ها منظره زیرین را به دست آورده. به واسطه در زیر همین قطره‌های ترمینی در اقیانوس یک قطار مگمات‌ها پیدا شده‌اند. در بعضی مقاله ها ما میبینیم که منطقه های حرارت بلند در اقیانوس به فعالیت انسان مرتبط دارد و این حجم بزرگ آبند و شما باید آن را تقریبا 10 درجه گرم کنید. قابل ذکر است که سال 1999 وقتی که در پشتی گیکل ولکان معروف زیرابی رخ داد، آب تفسان نیز برای زمین برآمد. شاید وقتی آن رسیده است که هیپوتز را بررسی کنیم که در اقیانوس‌های جهانی به غوصای مگماتی‌ها پایان علاقه‌مندند. رفتار نافهما در منطقه دیگر اقیانوس جریان خلیج فارس نیز مشاهده می شود. عالمان مقرر
да ки ҳарорати сатҳи уқёнус баланд мешавад. Ин чунин маъно дорад ки мувофиқи таъмини в мировом океане все же связаны с магматическими плюмами на дне. Необъяснимое поведение 11000 сол пеш дар ибтидои холесен вақте ки он гарм мешуд ва замин аз давраи яхбандӣ мебаромад, ҷараёни холиҷи Форс оғоз шуд. Аммо ҳоло ҳам ҳаво гарм шуда истода, пиряхҳо об шуда мешаванд, вале сурати он суст мешавад. Қатъи ҷараёни халиҷи Форс ба чӣ оварда мерасонад? Ба иқлимшиносон маълум аст. Дар натиҷа зимистон дар Европа ва Америка сахттар мешавад. Магар ҳамаи ин ҳодисаҳо ба ҳам алоқаманд нестанд. Ҳамин тариқ мо мебинем ки пиряхҳо аз дарун дар минтақаҳои манбаи магма аз гармӣ об мешаванд. Дар уқёнус қабатҳои поёнии об гармшуда, дар болои манбаъҳои магма қатарҳои гармии ғайримуқаррарӣ пайдо мешавад. Зилзилашиносон дар қабати уқёнус меафзоянд. Ҳамаи ин омилҳо ба мо таъсири назаррасии гармии геотермалиро ба механизмҳои табиии глобалии сайёримон нишон медиҳад. Ва боз як саволи дигар мехоҳам: магар мо ин қадар нобиноем, ки ҳамаи ин зуҳуроти калонро танҳо ба фаъолияти инсон шарт диҳем? Ҳамаи ин равандҳо дар даҳсолаи охир шиддат гирифтанд ва маълум аст, ки ба тағйироти глобалии дохилии сайёра ишора мекунанд. Барои мо воқеан муҳим аст, ки ҳамаи ин робитаҳоро ба таври байнисоявӣ омезем, на танҳо гипотезаҳои антропогениро баррасӣ кунем ва ҳама фарзияҳои мавҷударо баррасӣ кунем, ва беҳтар аст, ки олимони тамоми кишварҳо аз ин вазифа ба ӯҳда гиранд. Внутри планеты. Нам действительно важно ҷомеаи созанда аз ҳақиқат оғоз мешавад ва он ҳақиқатро мо ҳоло баён мекунем. Сухангӯии навбатиро дар бораи равандҳое ки аз афзоиши всего мира. Ведь у нас такое огромное количество умных людей в науке, но потребительский формат нашего общества не позволяет им изучать действительно важные для всего человечества темы. Созидательное общество начинается с правды. И эту правду мы озвучиваем прямо Салом ба сейчас. ҳама иштироккунандагон конференсия. Муносибати сахторҳои ҷангал ва шикастани қабати замин ва пеш аз ҳама вазъияти Австралия дар тобистон. Гармо дар маркази Австралия. Дар канори Приветствую участников конференции. Приурочность природных очагов пожаров к разломам земной коры. Прежде всего, ситуация в Австралии. Летом жара в центре Австралии. На периферии ин дар ғарби Австралия, инчунин дар шарқ ва ҷануб дар ҳама ҷо аст. Пас чаро ҳама чиз дар қад-қади пораҳои қишри замин рӯй медиҳад? Хатогии фаъолии қишри замин маънои ин азиятро дорад, ки боиси кам шудани намии ҳамаи ҳавои атмосферӣ, чандин баробар кам шудани боришот мегардад. Мушоҳидаи таҷрибавӣ ҳам инро нишон медиҳад. Онҳое ки дар баҳр шино карданд, ки дар он ҷо наботот дар поён аст. Аксар дар тобистон мушоҳида мекунанд, ки поён футурҳои ҳаво пайдо мешаванд ва суръати ҷараёни онҳоро чен кардан мумкин аст. Агар дар қишри замин норасиҳо ё заминҷунбиҳо ба амал оянд, дар зеробиҳо фавраҳои газ намоён мешаванд. Вақте ки ин газҳо ба сатҳи об мерасанд, агар дар боло ях мавҷуд бошад, дар як факҳои зиёдаро мушоҳид кардан мумкин аст. Агар дар ин ҷойҳо яхро сӯрох кунанд, ҳатто сӯхтор ба амал меояд. Харитии Спутник нишон медиҳад, ки дар ҷойҳои баландҳои газ дар болои марказҳои зилзила дар атмосфера фаввораҳои метан пайдо мешавад, ки ба масофаи садҳо аз ҳазорҳо километр паҳн мешавад. Ин дар баҳри Каспий ва дар Иёлоти Муттаҳида дар Мексика сурат мегирад. Дар ҳама ҷо ғафси метан аз марказҳои заминларза паҳн мешавад. Дар райони Байкал соли нуҳум заминҷунбии сӯхторҳо кам нестанд ва онҳо танҳо дар ҷануби вилоят соли деҳум бошанд. Садҳо сӯхтор на танҳо дар ҷунуб, балки дар ғарби Байкал низ ба амал меояд. Дар
آنها قد کل بایکال سیر و گشت میکنند، اما در آنجا هم آتش نیست و در شمال و غربی کل بایکال عموما زلزله به عمل نمیآید ولی صدها ساختار به عمل میآید. معلوم می شود که در اینجا انمال مغناطیسی و فلاکت قشر زمین پیدا می شود. بعدا با این مانند در یونان در جایهایی که میتوان وجود دارد ساختارهای عظیم به عمل می آید، ساختار منتظم عمل ندارد. در هندوستان آنها همیشه را می‌سازند. این یک حالت عادی است، اما ساختارهای وسیع تنها در حالت رشد می‌دهد که کنسنتراسیون متان در نزدیکی سطح زمین زیاد باشد. جنوب شرقی ایالات امریکا آتش‌ها اکثر در وقت در قطارها صرف آراستند و اگر به خریطه تکنیکی نظر اندازیم بله آنها یا قریب همه آنها به فلاکت قشر زمین علاقه‌مندند. این فلوریدا و تگزاس و بعضی ایالت‌ها در همه جا یخ از اینجاست چنین خلاصه می‌براید در نزدیکی ویرانه‌های قشر زمین که میدان‌های مغناطیسی غیر مقرری بلند شده به سبب زیاد شدن رعد و برق‌های خشک آتش طبیعی به عمل می آید. تمایل افزایش ساختار و افزایش کنسنتراسیون متان در نزدیکی زمین مشاهده می شود. گزارش از تمایل با این وابسته است که دهکزیزاسیون متان به طور واضح به هوا رعد و برق خشک علاقه‌مند است. خشکسالی ساختار بر این کارها را می آمیزد و مراکب کلان دارد. همین с погодой и сухими угрозами. И вот то, что пожелал бы тем, кто изучает и интересуется подобными вещами, землетрясения, засухи, пожары, не воспринимать всегда однозначно. Разбираться едва ли не с каждым событием отдельно и выяснять генезис. Спасибо за внимание. Огромная благодарность Петру Люшвину за озвученную информацию о том, что пожары горят по разломам, потому что эти пожары возникают сейчас все чаще неспроста. И дальше вы узнаете, почему они начали усиливаться в определенных местах. Мы уже много лет говорим о причинах глобальных изменений климата, о 12-тысячелетнем цикле катаклизмов, о том, что будет происходить. Но то, чем я хочу поделиться с вами сейчас, для меня самой оказалось шоком. Я наивно полагала, что на Земле есть территории, которые будут меньше подвержены катаклизмам, на которых не случается землетрясение или извержение вулканов. Они далеки от берега, чтобы туда прорвалось цунами. Я считала, что такое безопасное место — Сибирь. Но оказалось, что я глубоко заблуждалась. И уже в ближайшем будущем там может случиться такая беда, которая станет роковой для всего человечества. И сейчас вы поймете, почему. Вот уже 10 лет везде трубят о том, что Россия нагревается в 3-4 раза быстрее всего остального мира. А вы видели, как она нагревается? Посмотрите на это огромное красное пятно, которое показывает, как за десятки лет изменились температуры атмосферы в России. Никого не смущает, что это пятно располагается по центру страны, в Западной Сибири. Там, где возраст плиты относительно молодой, а ее толщина меньше. Именно там вечная мерзлота деградирует быстрее всего. Не странно ли это? Так в чем же причина аномального нагрева Западной Сибири? Нет, не в выбросах парниковых газов. Причина — это движение ядра Земли. Работы Юрия Баркина показали, что даже при малых колебаниях движения ядра все слои мантии испытывают деформации. В конце 90-х годов произошел скачок ядра в северном направлении. Ядро сместилось по линии от Западной Антарктиды к Западной Сибири, к полуострову Таймыр. Тепло из недр стало подаваться асимметрично. И, вероятно, именно по этой причине в Западной Антарктиде интенсивнее всего тают ледники. Что же происходит в Западной Сибири? Разогретые флюиды и магма поднимаются выше, к стыкам литосферных плит, на дно океана и на поверхность Земли по направлению к натиску ядра.
Сейчас под Западной Сибирью нарастает тепло в верхних слоях мантии. Натиск ядра в направлении к полуострову Таймыр задает условия для зарождения глубинных магматических очагов. Уже сейчас тонкая литосферная кора под Западной Сибирью начинает подмываться магмой и истончаться. В работах Игоря и Елены Морозовой из Университета Вайоминга еще по данным 1994-1997 годах указывается на ослабленность, сильную неоднородность и признаки плавления нижней части литосферы, сильное влияние расплавов в мантии на тектонические процессы центральной части Западной Сибири. И это при том, что жесткое основание, фундамент Западной Сибири, вовсе не монолитный. Он состоит из разновозрастных блоков земной коры, разбитый разломами. Эти разломы сейчас начинают трещать. Появляется сейсмичность там, где ее раньше не было. И это начинает отражаться уже даже на соседней, древней, толстой плите Восточной Сибири. Между блоками жесткого основания Западной Сибири на глубине 2-3 километра расположены глубокие траншеи, рифты, заполненные отложениями вулканической катастрофы давно минувших лет. 250 миллионов лет назад, на рубеже Пермского и Триасового периода, здесь Земля разрывалась на части от катастрофических извержений, сформировавших по соседству магматические слои, восточно-сибирские трапы. Во время этих извержений на Земле происходило самое великое вымирание — Пермское вымирание, в котором умерло 90% всех видов животных. И теперь эта катастрофа может повториться снова. Уже сейчас в различных регионах магма начинает аномально нагревать плиту. Подземные воды закипают, и водяные пары согревают атмосферу. Да, о гидротермальном потенциале западно-сибирской плиты было известно давно. Но вот появившиеся в последние десятилетия парадоксальные тепловые аномалии очень настораживают. В скважинах появляются неожиданные значения температур пластовой воды по сравнению с соседними участками. Посмотрите на карту. Современное увеличение геотермального тепла на севере наблюдается сейчас прямо над древним рифтом. Там кора раскололась 250 миллионов лет назад. Над другой ветвью рифта, на юго-западе плиты, у людей начинает внезапно закипать вода в колодцах. И прямо сейчас, зимой, в декабре, вот 3-4 декабря, несмотря на морозы, под снегом горят торфяные болота. Картина довершает то, что именно в этом направлении сейчас с ускорением дрейфует северный магнитный полюс, а во внешнем ядре именно под этой зоной ускоряется течение расплавленного железного потока. На что все это указывает? На близость новых катастрофических извержений. И таких территорий с тонкой земной корой на планете еще много. И любопытно, что именно в этих регионах возросло число лесных пожаров из-за усиления природной дегазации по разломам. Тенденции развития событий указывают на то, что в ближайшие десятилетия в разных местах по миру начнет вылазить магма и говорить нам «привет». Под нашими ногами начинает уходить твердая земля, даже там, где мы надеялись, что мы сможем быть в безопасности. Если до сих пор не очевидно, что проблема в магме, то очень скоро все в этом убедятся. Но что сейчас происходит? Правительства стран боятся говорить правду, потому что опасаются паники. Их можно понять, потому что им нечего предложить людям. Ведь тогда встанет вопрос, а как правительства готовятся к грядущим событиям? А они собирают деньги, чтобы бороться против СО2. В смысле? И ученые вторят этой лжи и занимаются какой-то ерундой с этим пресловутым углекислым газом. Ну, знаете, чтобы просто напоследок заработать еще немножко деньжат. Из-за таких коллаборационистов мы в неведении, а неизбежное все ближе. И мы ничего не можем этому противопоставить. Я тоже боюсь того, что будет происходить. Но знаете, еще страшнее, если мы упустим время и свой шанс, и ответственность за гибель миллиардов людей уже в ближайшие десятилетия будет на нашей совести. Нет, мы не допустим, чтобы из-за нашей гордыни, лени или трусости погибла цивилизация. У нас есть решение, единственное и самое эффективное.
Нужно, чтобы все ученые мира наконец прекратили замыкаться на своих узких темах и житейских проблемах и просто объединили свой суммарный, накопленный, колоссальный объем знаний и навыков. Разве это трудно наладить коммуникацию между людьми? Ведь только представьте, сейчас эту конференцию готовили тысячи волонтеров. Если мы все задействуем для достижения единой цели, самой величайшей цели современности, выживания всего человечества, если мы все направим туда свое внимание, да мы в кратчайшие сроки изучим все аспекты происходящих изменений климата и сможем уже приступить к поиску механизмов противодействия. Но это возможно только в формате созидательного общества. По-другому это никак не получится. Так не пора ли закатать рукава и встать в один ряд? Вместе у нас действительно все получится. Присоединяйтесь. Thank you, Елизавета. Спасибо, Елизавета. От вашей информации я потерял дар речи. И я думаю, многие наши зрители тоже. Какие еще нужны более убедительные доказательства, друзья? Природа постоянно предупреждает нас о том, что мы постепенно переходим красную черту, и это неизбежное очень быстро приближается. А мы не готовы противостоять этому. Давайте посмотрим видео с самой тревожной информацией. چیزی دهشت‌آور را ثبت می‌کنند. کل‌ها، دره‌ها، شرشره‌ها در تمام سیاره نصف می‌شود. آب چقدر زودتر به کجا می‌رود؟ کل‌ها. دومین کل کلانترین در بولیوی پاپا خشک شد. تصورهای ماهیواری نشان می‌دهند که در سال اپریل 2013 در آنجا آب باقی مانده است، اما در سال ژانویه 2016 کل کاملا خشک شده است. این نه تنها در یک فاجعه ساکنین محلی، بلکه پیشگویی سخت درباره آینده بسیار کل‌ها در مقیاس جهانی گردید. مرگ کل اکویلا که چقدر 6 متر است چنان نیاگان رخ داد که گویا کسی سیم عظیم را برآورده تمام آب را رها کرده است. همگی در دوام 7 سال کل کاملا از بین رفت. در کالیفرنیا دومین آنبار کلانترین در شتات کل اوراویل با سرعت نصف می شود. چطوری که می بینید حتی گویا در تگ پشت کل می ایستد. حجم آب‌های یک زمان چقدرترین بار اول در تاریخ به حد ریزکاری می افتید. آب کل غار همراهی ماهی ناپدید شد. سوراخ تانک که از افتش کل از آن برآمده بود. دریاها، سطح آب در دریای پارانا که دومین درازترین در آمریکای جنوبی پس از آمازون که از در 77 سال اخیر در سطح پسترین قرار دارد. آب دریای اتایک در یک شبانه روز پس از گشادیدن ترکش‌های عظیم که آب از آن بیرون شد ناپدید شد. دریای بزرگ هند در پاکستان امروز قریب به آب است. اندازه دلتا آن 5 برابر کم شد. یک چند مقطعهای اهالی نشینی ساحل خالی ماندند و صدها نفر آدمان مجبور شدند. در 2013 دریای پرتشویش سلیم چقدر 3 متر Великая река Инд в Пакистане. دریای ریو گرانده که برای ساکنین امریکا مهم است در بین رفتن گرفت. صرف نظر به اندازه تاثیر بخش ساحلی آن القای به تبدیل در این زمان در ایالات متحده به بسیار دریاها خطر خشک شدن تهدید است. شرشره‌ها یکی از شرشره‌های با حشمت در جهان مجموعه گوزی پهنای تقریبا 3 کیلومتر وقتهای آخر 5 برابر کم شد. دومین شرشره تواناتر در جهان پس از ایگوز ویکتوریا در سال 2019 در عرفه نابودشوی قرار داشت.
بالاترین شرشره در اکواتور سان رافائل نهایت سال 2020 نابود شد و به جای شرشره پرهوا جای تنوک بزرگ نامیان و سنگ‌ها جاری می شود. در تمام قطعه ها ما مشاهده می کنیم که آب برآمده ایستاده است، یعنی پروسس سیاره دیگر می شود. باید اندیشه کرد نرسیدن آب به حیات هر یکی ما چگونه تاثیر می رساند. طی نتیجه عالمان امریکایی На всех континентах мы наблюдаем, что вода уходит. Значит, это планетарный процесс. Стоит задуматься, как повсеместный дефицит воды отразится на жизни каждого из нас. طبق نتیجه عالمان آمریکایی سطح آب دریاهای کلانترین جهان در دوام 50 سال آخر خیلی ماهی رفته است. در سراسر جهان هزاران دریاها و آبانوارها از بین می روند، اما در عین زمان در یک جا بارانهای پرقوت می ریزند. مثلا در خطر صرف نظر از آبخیزی‌های زود زیاده از 17,000 دریا از بین رفته است. این قریب 50% دریاهای تمام مملکت را تشکیل می‌دهد. این شرح داده ممکن است. در اوکراین در دوام 30 سال آخر زیاده از 10,000 دریا نابود شده، چاه‌ها خشک شد. چهارک دریاها از نصف دریاهای خرد انگلیا نیز در زیر خاک مانده اند. هندوستان با بحران آبی دچار شده است. سوال طبیعی به میان می آید: آب به کجا می رود؟ حالا سیاره ما به یک دوره کاتاکلیزم‌های سیاره وارد می شود که در هر 12 سال رخ می دهد. در دوام دوره تاثیر متقابل گالاکتیک و یادروی سیاره تاثیر می رساند. از این سبب سیاره گردش خود را می تیزاند و در برابر اکواتور وسیع شده می گیرد. آبانوارها به چقوری کلان می روند. این استعمال آب به جانب سیاره را می توانیم به نفس کشی مقایسه کنیم. اکنون سیاره نفس می کشد، پس وی باز نفس می برارد. پس سیاره ما کی و چی گونه نفس می برارد. در این نتیجه تشوی سیاره قوی مرکزی گریزی آن تغییر یافته. ماگما به سخت‌های قشر زمین برآمده آب‌های زیر زمین را گرم می‌کند. ما علاقه شاهد آبشوی با صورت پریخ‌ها از پایان و بالا گرم شدن قطب‌های چقوری اقیانوس جهانی مشاهده می‌کنیم. تنها در قاره سیبیر غربی در چقوری 1.5 میلیمتر تمام بحر آبی گرم با مساحت 1 تریلیون متر مکعب پوشیده می‌شود. این نظر به حجم بحر میان زمین 2 برابر زیاد است. و این گونه بحرهای زیرزمینی نه تنها در سیبیر بلکه در رایان‌های دیگر هم وامی‌خورند. همین طور که ماگما به این ذخیره‌های بزرگی آب می‌رساند، آن در ترما بخار می‌شود. تصور کنید که هنگام نفس‌کشی سیاره چقدر آب از زمین می‌براید. این باعث بارشاتی پی در پی شدید می‌گردد که باعث آبخیزی فلاکت‌آور می‌گردد. آب کیلومترها Когда магма доберется до этих огромных запасов воды, она начнет лавиной испаряться. Просто представьте, в каких количествах вода выйдет из-под земли. آنکه سیاره نفس می‌کشد از قدیم الایام گفته می‌شدند. این در تاریخ انسانی علاقه روی داده بود. مثال این آبخیزی عمومی جهانی میباشد که در افسانه‌های تمام خلق‌های جهان ذکر شده است. Нас ожидают подъемы воды на километры, так что останутся только верхушки гор. حالا ما با آنجا چیزی که در آینده نزدیک ما را انتظار است آماده نیستیم. Это уже происходило. Пример тому — всемирный потоп, о котором упоминается во многих мифах народов мира. Но мы говорим, что Земля дышит, она впитывает воду,
отжимайся и отдай. А это происходит мгновенно. В одну ночь может произойти. Наша цивилизация столкнулась с самым страшным врагом, который беспощаден в своем проявлении. Он уже нас побеждает, а мы из-за разделенности и потребительского формата даже не сопротивляемся. Если мы хотим сохранить жизнь на нашей планете, то нам необходимо выступить единым фронтом. Только так нам гарантировано безопасное будущее. Для этого нам важно объединиться, изменить формат на созидательный. В таком формате мы быстро разработаем технологии, которые обеспечат нам возможность при выдохе Земли сохранить наши жизни. Сейчас ты решаешь, что будет дальше, и по какому сценарию мы пойдем. در منطقه‌های فعالیت ماگماتیکی به سطح نزدیکتر می‌براید. Сейчас, во время конференции, мы узнали, что таяние ледников Антарктиды и Гренландии происходит снизу вверх из-за активизации магматических очагов под ними. Магма поднимается ближе к поверхности, в местах тонкой земной коры и в зонах уже известной магматической активности. И это увеличивает извержение вулканов в океане и на суше. Растет сейсмичность на дне океана, увеличивается геотермальное тепло, и это приводит к нагреву нижних слоев океанической воды. Это, в свою очередь, приводит к ускорению течения и изменению атмосферной циркуляции. Землетрясения увеличиваются и на суше. По разломам выходят легко воспламеняющиеся газы, и увеличивается количество естественных лесных пожаров, которые очень тяжело тушатся. Аномально нагреваются подземные воды в регионах с тонкой земной корой. Образуется все больше провалов и карстовых воронок. Формируются новые трещины, по которым вода уходит вглубь Земли. Наблюдается интенсификация всех процессов. Дирижер происходящих изменений — ядро нашей планеты, которое испытывает изменения во время цикла 12 тысяч лет из-за воздействия внешнего излучения. Мы недооцениваем силы ядра. Нам кажется, что если ядро такое огромное и неповоротливое, то никак не может повлиять на поверхность Земли. Но мы заблуждаемся. Так же, как если бы крошечные бактерии на корке яблока думали, что они являются причиной того, что яблоко падает на Землю по осени. Я представляю вашему вниманию самые последние данные, доступные в открытых источниках, об исследованиях ядра нашей планеты и тех следствиях, которые вызывают эти изменения в ядре. Мы думаем, что можем на многое повлиять, но забываем о том, что у нас под ногами бурлит огромная масса раскаленного вещества. В самом центре этого огненного океана находится сердце нашей планеты, и оно, как и наше, бьется. Но сейчас внутри ядра начались серьезные проблемы. В скором времени это может уничтожить нашу цивилизацию. Ядро нашей планеты имеет радиус 3500 километров, что сопоставимо по размеру с планетой Марс. Ранее считалось, что оно состоит из двух оболочек – внешней жидкой и твердой внутренней, железно-никелевой. Однако результаты новых исследований вызывают недоумение в научной среде. В 2015 году исследователи из Университета Иллинойса и Нанкинского университета в Китае обнаружили странное поведение сейсмической волны, проходящей по внутреннему ядру. Благодаря этому изменению ученые пришли к выводу, что существует внутреннее ядро, и либо оно состоит из кристалла другого типа, либо ядро Земли все еще эволюционирует и постепенно затвердевает. Это подтверждают исследования австралийских ученых во главе с Джоан Стивенсон. Я заметила очень небольшое изменение, но оно имеет большое значение для того, что происходит во внутреннем ядре. Недавно ученые сделали еще одно ошеломляющее открытие.
По неизвестным причинам внутреннее ядро Земли из твердого железа оказалось несимметричным. Новая модель сейсмологов Калифорнийского университета в Беркли предполагает, что внутреннее ядро Земли растет быстрее на восточной стороне, чем на западной. По мнению ведущего автора исследования Дэниела Фроста, движение жидкого железа во внешнем ядре уносит тепло от внутреннего ядра, вызывая его охлаждение и рост с восточной стороны. Фил Ливермор из университета Лидса и его коллеги были удивлены, когда трио спутников Сварм обнаружило признаки стремительно движущейся реки расплавленного металла во внешнем ядре Земли. Исследователи говорят, что эта струя движется от Канады к Сибири и в настоящее время охватывает примерно половину планеты. Обширный реактивный поток шириной 420 километров с 2000 года ускорился в 3 раза. Остается загадкой, почему скорость железного потока увеличилась. Но аномальные явления на этом не заканчиваются. Геофизики из Университета Мэриленда проанализировали тысячи записей сейсмических волн, распространяющихся через Землю, и обнаружили 2 странных образования возле ядра Земли. Одно под Африкой, а другое под центром Тихого океана. Эти образования представляют собой очень плотный горячий материал на границе между ядром и мантией. И известны как зоны сверхнизких скоростей, находящиеся у корней магматических плюмов. Причем каждое из этих 2 гигантских скоплений имеет площадь, сравнимую с континентом, а их высота в 100 раз превышает Эверест. В 2020 году ученые обнаружили, что пятно горячего материала под Гавайями даже больше, чем они предполагали. Одна из последних работ Марии Цехмистренко, сейсмолога из Оксфордского университета, подтверждает, что эти так называемые капли являются источником горячих мантийных плюмов, которые могут вызывать разрушительные, супервулканические извержения при всплывании на поверхность. Магматические плюмы привели к массивным вулканическим извержениям, которые создали Исландию и продолжают создавать угрожающую активность под Йеллоустоуном. Существует высокая корреляция между этими событиями, изменениями климата и массовыми вымираниями за последние несколько сотен миллионов лет. Результаты последних исследований ядра и находящихся рядом с ним структур вызывают тревогу. И если сейчас об этой угрозе знают только ученые, то скоро она станет очевидна всем жителям Земли. Еще одним важным показателем, подтверждающим, что в ядре происходят аномальные процессы, является резкое ускорение дрейфа Северного магнитного полюса в 3,5 раза за последние 20 лет. Вместе с экстремальным ускорением Северного магнитного полюса загадочная аномалия ослабляет планетарное магнитное поле, которое защищает нас от опасного галактического и солнечного излучения. Ученым удалось установить, что магнитное поле Земли ослабло на 9% за последние 200 лет. В результате этого между Африкой и Южной Америкой образовалась область слабого магнитного поля, известная как Южно-Атлантическая аномалия. Кроме того, за последние 5 лет на юго-западе Африки появилась еще одна подобная область, и она активно растет. Электромагнитное поле генерируется за счет динамомеханизма в ядре Земли, и поэтому очевидно, что изменения магнитного поля указывают на изменения в ядре. Еще одним подтверждением аномального поведения ядра Земли является появление мощного выброса нейтрино из недр, также зафиксированного в 2015 году. Еще более аномальное событие произошло в 1998 году. Ученые зафиксировали резкое, скачкообразное смещение ядра, наблюдая с помощью спутников за центром масс Земли. В результате скачка ядро резко сместилось на север, по направлению к полуострову Таймыр. В это время на станции Медичина в Италии ученые зафиксировали скачок силы тяжести.
Также увеличилась скорость вращения планеты и возросла центробежная сила. Одновременно с этим наблюдалось резкое изменение формы Земли, измеренное с помощью системы лазерной дальнометрии со спутников США. Планета стала аномально расширяться в области экватора, хотя до этого тенденция была противоположной. Из-за повышения центробежной силы магматические очаги начали всплывать ближе к поверхности, что увеличило геотермальный тепловой поток и количество землетрясений. Начали формироваться новые разломы и трещины, по которым вода с поверхности стала уходить вглубь Земли. В том же году произошло резкое увеличение скорости движения Северного магнитного полюса. Скачок центра масс Земли является ключевым фактором нарушения равновесия системы. Это событие привело к диссонансу всех оболочек Земли, что стало причиной резкого увеличения числа многих природных катаклизмов, землетрясений, извержений вулканов, цунами, ураганов, торнадо и так далее. Следует отметить, что в этот же период также синхронно произошли скачкообразные изменения природных процессов на Солнце, Луне, Марсе и других небесных телах Солнечной системы. И это произошло тоже из-за смещения их ядер. Это привело ученых к мнению, что причиной таких синхронных скачков могут быть воздействия на Солнечную систему внешних факторов. В 2010 году ученые НАСА и французские метеорологи установили взаимосвязь между ростом среднегодовых температур и вращением ядра Земли. О том, что ядро влияет на климат, науке было известно уже давно. Еще в 80-х годах прошлого века группа французских ученых обнаружила, что движение жидкого вещества в ядре напрямую влияет на скорость вращения Земли. А это, в свою очередь, сказывается на океанической и атмосферной циркуляции. Скачок 1998 года привел к большим изменениям на поверхности Земли. Но началось это еще раньше. Не случайно «Нью-Йорк Таймс» в 1985 году опубликовала статью о главенствующей роли ядра в климатических изменениях. Но ядро не заставишь платить налоги за выбросы газов. А вот людей можно. Поэтому сейчас об этих работах все забыли. Но последние 50 лет наша планета продолжает ускоряться. Эта тенденция усилилась с 2016 года еще больше. 19 июля 2020 года был зафиксирован как самый короткий день за всю историю наблюдений. Такое ускорение вращения массы Земли, несмотря на небольшие величины, повлечет за собой колоссальные последствия уже в ближайшие годы. Из всех озвученных фактов следует, что процессы, происходящие сейчас в ядре, являются причиной климатических изменений. По мнению многих исследователей, столь резкие глобальные изменения в ядре планеты вызваны огромной энергией из глубин космоса. Наша планета попадает в зону действия этого излучения каждые 12 тысяч лет. И прямо сейчас мы на пороге катастрофы. Ученым еще предстоит ответить на многие вопросы, но совершенно очевидно, что в ядре происходят экстремальные изменения. Скачки ядра ускоряют вращение планеты и увеличивают ее центробежную силу, что поднимает магму внутри мантии ближе к поверхности. Это вызывает увеличение мощности вулканических извержений и землетрясений, число которых растет. Также процесс поднятия магмы нагревает подземные воды, вызывая таяние ледников изнутри и катастрофические затопления. Ситуация стремительно развивается, и очень скоро мы столкнемся с извержениями супервулканов и глобальными потопами, которые сделают условия на планете несовместимыми с жизнью. Как человечество может выжить в катаклизмах такого масштаба? В решение этой проблемы должен включиться каждый человек, и действовать мы должны с полной самоотдачей. Сейчас нет времени перекладывать ответственность на кого-то другого. Сердце нашей планеты уже забилось быстрее. Это вызывает катастрофические изменения.
Только признавая правду об истинных причинах изменения климата, мы сможем осознать весь масштаб происходящего и объединить весь наш научный потенциал для выживания всего человечества. اما ما چرا میشنویم؟ این شخص است که تغییریابی اقلیم گناهکار است. ما اکولوژی و اقلیم را آمیخته کردیم. اقلیم با سبب دورشک و تغییر می‌یابد و آدم به این تاثیر نمی‌رساند. اما انسان به اکولوژی تاثیر کلان می‌رساند. و ما دیدیم که سیاره ما در کدام حالت بیمار قرار دارد. همچنین معلومات آن است که آدم می‌تواند طبیعت سیاره را تغییر دهد. И человек на это не влияет. Но человек оказывает значительное влияние на экологию. در اینترنت شما Мы می‌توانید видим, اندیشه عالمان را в پیدا состоянии کنید که находится наша планета. صورت بخش Есть سیاره также به информация, پرتوهای что انتروپوین человек может CO2 изменить وابسته است. скорость آیا вращения планеты. شما این مکانیزم ها را Возможно ли می‌دانید؟ это? آدم‌ها اسد زیاد گوش Елизавета, می‌کنند не و могли گاو бы نگاه вы می‌کنند прокомментировать و это? گاوها برای غذای گلخانه سهم کلان دارند و از این Да, جریان ها конечно. به وجود می‌آیند. Действительно, в интернете можно در این встретить мнение وضعیت تنها ученых о یک том, что چیز ускорение планеты مرا به происходит из-за اشتباه антропогенных выбросов می‌آورد. СО2. Вы знаете этот механизм. Люди едят слишком много мяса и содержат коров, а коровы вносят большой вклад в парниковые газы, и это разгоняет течение. И из-за ускорения течения Земли начинает быстрее вращаться сама планета. اما برای این یخبندی انتارکتیده و گرینلندیا باید کاملا آب شوند. اما شما حالا می‌دانید که آنها چگونه آب می‌شوند. از این رو احتمال زیادی اینها محصولات پرتو گاو می‌شوند. البته CO2 مخصوصا به فعالیت معنی بعضی آدمان تاثیر می‌کند. Что таяние ледников ускоряет вращение планеты. به فکر تو Но این для خندآور этого است. должны اما были ما бы растаять را полностью واقعا برای ледниковые щиты ابلهان Антарктиды نگاه и Гренландии. می‌دارند. Но вы теперь в اما курсе, به طور как جدی они مرا тают на به این самом деле. افسانه‌ها با Поэтому این да, افسانه скорее ها всего, это غذا продукты دادن کافی жизнедеятельности است. коров. این Безусловно, СО2 действительно влияют, особенно на мозговую деятельность некоторых людей. Вам кажется, это смешно? Но ведь нас действительно держат за дураков. А если серьезно, то хватит нас кормить этими сказками, что человек выбросами своих парниковых газов может повлиять на процессы геодинамики планетарного масштаба таким образом, чтобы Земля ускорялась. И знаете, что еще очень интересно? Последние десятилетия скорость вращения планеты не укладывается в привычные модели. Но эти изменения происходят ступенчато и циклично. И когда на очередном تمام витке مردمان عادی планета معلوم است که این незначительно روند замедлялась, گلوبالی هست و можно было تمایل прочитать в آنها СМИ حالا статьи غیر о том, مقرری что است. это سببهای این به тоже عالمان معلوم произошло نیست. из-за به деятельности لرزه человека. لرزه نمی نویسد. Просто кому-то 19 очень ایول хочется آنها мнить در себя تمام تاریخ настолько великим مشاهده и رکوردی всемогущим, مدخل чтобы даже سرعت планета گردش زمین را замедлялась قید и کرده. این ускорялась معنای по آن را его دارد желанию. که سرعت کنج قوه А для всех простых مرکز людей گریز که очевидно, به что بالاروی это مگ و глобальный به процесс, درون и их تاثیر тенденции сейчас میرساند. ненормальны. حتی Причины از этого ученым 98 неизвестны. جهش Дрожи ходят یدرایی ходуном, زمین пишут они. اینقدر سرعت 19 июля نگرفته است. зафиксировали این абсолютный چنین рекорд معنا را скорости вращения دارد. Земли за всю историю наблюдений. А значит, и рекордно возросла угловая скорость, центробежная сила, влияющая на подъем магмы изнутри. Даже от скачка ядра 98 года Земля не ускорялась настолько. А это значит, что это последствия этого ускорения мы очень скоро увидим своими глазами. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Я бы хотела поговорить об атмосфере и о том, насколько она важна. Hello, dear friends. I would like to talk about atmosphere and Русский канал. которой мы дышим. Но и это уникальная защитная оболочка, благодаря которой возможна жизнь на Земле. Но именно сейчас, когда мы наблюдаем серьезные проблемы с экологией и климатом, эта защита ослабевает. Стремительное ослабление магнитного поля привело к спаду давления атмосферы, уменьшению ее плотности и перераспределению воздушных потоков. Мы все знаем о глобальном потеплении. Из-за внутреннего нагрева Земли увеличивается температура воздуха в самом нижнем слое атмосферы. Но изменения, происходящие
в верхних слоях гораздо масштабнее и не имеют никакого отношения к антропогенному фактору. Спутниками зафиксировано охлаждение верхних слоев атмосферы, термосферы и мезосферы. Происходит снижение их плотности и сжатия. Температура стратосферы также понизилась. Наблюдается уменьшение объема атмосферы, а значит, космос становится ближе к поверхности Земли. Меняется химический состав верхних слоев атмосферы. В частности, увеличивается содержание паров воды и углекислого газа. Происходит полная разбалансировка атмосферы. Воздух сильно прогревается снизу, но резко охлаждается сверху. В результате из-за разницы температур и плотности усиливается макротурбулентность, а это ведет к усилению ураганов, появлению торнадо в необычных местах, резкой смене ветров и непредсказуемой погоде. Основной причиной наблюдаемых изменений является космическое излучение. Именно оно приводит к разбалансировке всех систем планеты. В условиях низкой активности Солнца магнитное поле гелиосферы не обеспечивает защиту от космических лучей. Магнитное поле Земли также ослаблено. В результате в атмосферу Земли попадает все больше космических лучей, обладающих огромными энергиями. И результат их воздействия мы можем наблюдать даже невооруженным глазом. Космические лучи сильно ионизируют атмосферу, что способствует образованию необычных облаков, в котором на самом деле нет ничего хорошего. В высоких слоях атмосферы вследствие низких температур и увеличения водяного пара образуются серебристые облака. Такие облака все чаще наблюдаются в последние годы. Они отражают солнечные лучи, из-за чего меньше тепла попадает на Землю. В стратосфере, опять же, как результат низких температур, образуются перламутровые облака. Их появление ведет к разрушению озонового слоя. В более нижних слоях увеличивается ионизация и формируются грозовые облака. Грозовые циклоны преимущественно наблюдались в тропических широтах, а в наши дни они все чаще перемещаются, все дальше перемещаются на север. Усиленное образование облаков под действием космических лучей приведет к общему охлаждению планеты. Но самое деструктивное воздействие, оно невидимое. Космические лучи вызывают дополнительное разрушение озонового слоя, а значит, растет уровень ультрафиолета. Меняется химический состав верхних слоев. И что наиболее опасное, это то, что космические лучи непосредственно воздействуют на молекулы ДНК живых организмов, разрушая их и вызывая мутации. Таким образом, мы наблюдаем значительные изменения в атмосфере, которые происходят по причине цикличности. Циклов 12 тысяч лет, обусловленный галактическим излучением. В результате мы видим, что с одной стороны происходит полная разбалансировка атмосферы, а с другой, из-за процессов в ядре магнитное поле спадает, и оно уже не держит атмосферу так, как раньше. Защитные свойства атмосферы просто ослабевают. И такое происходило и ранее, и в предыдущие циклы. Но сейчас, когда экологическая нагрузка на планету растет, она может просто не выдержать. А мы, люди, мы биологические структуры, мы зависим от атмосферы, мы зависим от температуры, от концентрации кислорода, от многих других факторов. Но если мы не найдем способ, как противостоять той силе, которая действует на нашу Солнечную систему и на нас, то мы просто погибнем. Защитным механизмом от внешних факторов было магнитное поле и атмосфера, но мы видим, что с ними происходит по причине цикличности. И наши перспективы крайне негативные. Но у нас есть шанс. И для того, чтобы все изменить, нужно действовать. Большинство людей просто не знают о том, что сейчас происходит. И поэтому так важно информировать. Нужно информировать и не требовать решения ни от кого, а решать самим, брать ответственность. Правители не могут решить. Они лишь управляют маленькими кусочками, фрагментами. Нас разделили 6000 лет назад на сообщества, и мы так и существуем по сей день. Но ведь мы люди, и мы можем все изменить. Поэтому
нам важно в кратчайшие сроки проинформировать каждого, проинформировать всех и прийти к общему решению. Ведь мы люди, и мы хотим жить. Jason, please go ahead. Джейсон, пожалуйста. While Jason is solving some technical issues over there, I could take over with the У нас проблемы со связью, тогда переходим к следующей речи. Okay. So experts are actually puzzled Итак, by the anomalies. специалисты в недоумении от аномалий на Солнце. К примеру, магнитное поле Солнца быстро угасает, и последние 3 11-летних солнечных цикла были небывало низкие в плане циклов, и каждый следующий цикл был слабее предыдущего. Такого в течение космической эры никогда не наблюдалось. Солнечный ветер течет наружу через Солнечную систему и окружает ее. По сути, он должен нас защищать от радиации. То есть это поле заряженных частиц. И вот напряженность солнечного ветра крайне ослабла и не может выполнять защитную функцию. В то же время спутниковые данные показывают увеличение радиации на 20%. Причина — поток галактического космического излучения, которое попадает в Солнечную систему и атмосферу Земли. Некоторые ученые предполагают, что мы находимся в минимуме солнечной активности и что что-то подобное наблюдалось ранее в Средневековье. Но есть ряд настораживающих фактов. В 2019 году астрономы зарегистрировали рекордно мощную вспышку на ближайшей к Солнцу звезде Проксиме Центаври. Вспышка была в 1000 раз сильнее, чем его самая сильная из известных ранее вспышек. Аналогичные странные вспышки произошли у ранее неактивной звезды Бернарда и звезды Волка 359. И есть предположение, что Солнце затихло, но вскоре начнется буря и суперсильные вспышки. Кроме того, астрономы фиксируют странные радиосигналы из центра нашей галактики. Ученые предполагают, что происходят вспышки на звездах. Что же стоит за этими странными поведениями звезд? Это вредоносное излучение нового порядка, которое практически не фиксирует наши приборы. Это что-то очень маленькое, что разрушает ядра планет на микроуровне и зажигает звезды. Но вернемся к нашей планете. Так как же галактические космические лучи влияют на Землю? Дело в том, что вредоносное космическое излучение направлено под прямым углом на рукав Ориона. Солнечная система и наша планета как раз находятся в этом рукаве. Ранее эти лучи проходили по касательной, но сейчас мы приближаемся к точке ближнего взаимодействия. К сожалению, об этом излучении известно немного, и вопрос требует срочного изучения и объединения всего научного потенциала ученых всего мира. В 2001 году российский физик Александр Михайлович Мишин сделал важное открытие. В определенной области космоса был зарегистрирован чрезвычайно мощный поток излучения. Проверка, проведенная на радиотелескопе Пулковской обсерватории астрофизиком Шпитальной Александрой Альфредовной, подтвердила его реальное существование. Было проделано дальнейшее исследование закономерности потока излучения из объекта А. Его также провела Шпитальная, и пришли к следующему выводу.
Из определенного места в космосе, рассматриваемого Мишиным как центр Вселенной, генерируется чрезвычайно мощная энергетика. Астрономы обращались в НАСА и просили сравнить данные, но, к сожалению, их запрос был просто проигнорирован. Возможно, это излучение и является теми самыми галактическими лучами, которые наносят непоправимые изменения на ядро нашей планеты, а также на ядра других планет Солнечной системы. И даже влияет на звезды в рукаве и также на наше Солнце. Мы уже знаем, чем закончится цикл 12-тысячных катаклизмов, вызванных этим излучением. Поэтому нам нужно как можно скорее понять, как выставить противодействие от этого излучения, пока еще можно что-то изменить. Потому что очень скоро, может быть, очень поздно. И для этого нам нужно объединить весь свой потенциал. Спасибо за внимание. Я передаю слово следующему докладчику. Здравствуйте. Приветствую всех на конференции «Глобальный кризис. Время правды». Я Елена Подлатчикова, я доктор космической физики, исследую Солнце, климат и астрофизику. Я работаю сейчас в обсерватории в Давосе и работаю над рядом космических миссий, которые занимаются этими вопросами. То, что происходит с климатом сегодня, это действительно необычно. Меня, как ученого, заставило это задуматься. Я стала спрашивать коллег, стала суммировать свои исследования, и действительно происходит много странного. Давайте подойдем к этому вопросу с точки зрения солнечной активности. Мы все знаем, что на Солнце есть 11-летний цикл солнечной активности, есть 100-летний, есть 200-летний, есть 400-летний и так далее. То, что нас ждет сейчас, мы солнечные физики называем большим минимумом. Скорее всего, он продлится, возможно, до 45-го года, как мы это думаем сейчас. Во времена солнечных минимумов, особенно такого длинного, затянувшегося минимума, как сейчас, который длится с 2012 года, мы подвержены влиянию солнечных и космических лучей. Космические лучи более энергетичны, более опасны. Множество станций на Земле, которые измеряют космические лучи, естественно, как и ожидалось, регистрируют все больше и больше космических лучей, очень сильно заряженных частиц. Лучи, они плохо влияют на здоровье человека. Мы как-то на этом не концентрируемся, ما تاثیر آنها را به خاک باطلاق‌ها و آب می‌آمیزیم. متاسفانه علوم در این تحقیقات هنوز همه چیز را متحد نکردند، زیرا در زیر سایه خود را می‌آمیزند هر کسی. علوم به حال خیلی نزدیک آمدند. من فکر می‌کنم که ما به زودی خواهیم فهمید. ما درباره محیط زیست و فضای خود خیلی کم می‌دانیم. تکنیک با سرعت تکمیل می‌یابد. منبع‌های مضر کوگرنتی رادیاسیون لازری را در بسیار جاها در گالاکتیک ما پیدا کرده ممکن است، اما احتمالاً منبع قوی رادیاسیون کوگرنتی در مرکز گالاکتیک باز هم از جانب تلسکوپ ژاپن و تلسکوپ تقسیم شده در چیلی نصب کرده شده است. مثلا در انیورسیته دولتی مسکو گئولوژها تاثیرها به پروسس‌های گئولوژی objekt‌های کیهانی مرکز گالاکتیکی ما. دوستان وضعیت خیلی جدی است. آدمان میمیرند. ما در این باره میدانیم. این را رد کردن ممکن نیست. تحقیقات زیادی انجام داده شده است. هاکینگ، زلدویچ. متاسفانه در گذشته بسیار عقل علمی به ترقیات غربی نگرانیده شده است. دوستان، علمان تمامی جان بیایید متحد شویم و فکر کنیم که ما چطور اقلا معلوماتی را که به حاضر داریم استفاده برده میتوانیم.
ما میدانیم با اقلیم چی می شود. این علاقه 6 و 12,000 سال پیش روی داده بود. آن چیزی که حالا روی داده است این برای ما نو نیست. ما در برابر فلاکت جهانی چگونه می توانیم زنده مانیم؟ این کار را خود حاضر به انجام رساندن لازم است، زیرا سال آینده خیلی دیر شده می تواند. بیایید کوشش‌های خود را به نجات انسانیت روانه کنیم. آینده از انتخاب ما وابسته است. ما برای فکر کردن فقط نداریم. ما فقط برای عمل، فقط برای مناسبت نیک نسبت به یکدیگر، آشکار بیانی کامل، برای پرره پهن کردن اخبارات و به ساحه‌های بینی نمودن شماری زیادی آدمان وقت داره. شما آماده اید؟ من آمادم. دوستان، شما میدونید که ما نابغه هستیم. من درباره خودم نمیگم، من درباره همه گپ میزنم. آیا شما میدونید که ما انسانیت چقدر کار کردیم؟ Вы готовы? Я готова к этому. Друзья, вы знаете, мы гении. Я не говорю про себя, я говорю про всех нас. Вы видите, сколько мы человечества сделали, сколько всего мы поняли. Давайте это используем. Давайте расскажем друг другу то, что мы умеем. И я верю, что у нас все получится. Спасибо большое, миссис Подлатчикова. Спасибо огромное за эту информацию, за правдивую информацию. И я хотела бы поблагодарить всех наших спикеров за то, что вы сегодня так открыты, так честны и говорите правду для нас сегодня. И давайте продолжим. Я хотела бы напомнить нашим зрителям, что сегодня, сейчас вы смотрите прямую трансляцию Международной конференции «Глобальный кризис. Время правды». Впереди у нас часть, посвященная человеческому рабству и беженцев. Оставайтесь с нами. Сегодня в рамках конференции впервые будет показана премьера документального фильма. Это журналистский взгляд на рабство и жестокое обращение с беженцами. Этот фильм снят волонтерами проекта «Созидательное общество» со всего мира. А теперь و این مهمترین سوال است: چرا به ما همین نیروی انسانی لازم است؟ چرا؟ کسی نمیتواند آن را علیحده انجام دهد، زیرا اولی ما این دانش را نمیدانیم، چنین نیرو نداریم. باید فهمید که قوی تأثیری که در سیاره ما به عمل میاد خیلی بزرگ است و تمام انرژی که ما در روی زمین داریم که ما با آن دسترسی داریم برای مقابله کردن با قوی تأثیری به عمل کافی نیست. و اینجا هم یک نازکی خیلی هست. خوب، من برای فهمش تنها میفهمانم، اما تاثیر در سطح ماکرو بلکه در سطح میکرو، یعنی تاثیر بیواسطه این ماکرو ابیکت های فضا به میکرو ابیکت ها نیست. این متقابله در سطح میکرو بین ضررها می باشه. این انرژی بزرگ است. باز من میفهمم سوال به میان میاد، اما چگونه است تاثیر متقابل بین کلان‌های انرژی بزرگ و بین ذره‌ها آن ضعیف است. ببینید، علم ما حالا با چنین حالت نرسیده است. تأثیر متقابلی بین ذره‌ها، بین آنهایی که تمام عالم ما را تشکیل می‌دهد، آن در سطح انرژتیکی رخ می‌دهد. این مبادله ایدئولوگ понимаете, наука у нас сейчас находится в таком состоянии, что на многое мы пока не можем ответить. Вот для этого нужен общий потенциал, чтобы на это ответить. Взаимодействие между частицами, между теми, из которых состоит вся наша Вселенная,
رستانی من در سیاره‌های دیگر نیست. ما می‌بینیم که حالا در سیستم آفتابی در سیاره‌های دیگر چی روی داده ایستاده است. همان لغزش‌ها در مارس و بسیار چیزهای دیگر. این چنین فعالیت و همه چیز دیگر از این روی همه این دوره است. فقط در این باره گپ زدن گویا مدت نیست. یا با کدام راه یا CO2 به مریخ تاثیر کرده نمی‌توانست. اگر این تنها سنگ باشد آن سنگ میماند در او، بله در او هیچ چیز ناسازگاری وجود ندارد. آن در بین ذره ها رزونانس دائمی دارد، نه تنها یک سنگ است. این یک ارگانیسم یگانه را تشکیل می‌دهد. ویرانکنی مثلا در ساختار استخوان‌های انسان آنها با چی آورده می‌رساند و عاقبت‌های بی‌بازگشت. این چنین در رگ‌ها یا قسم دیگر هر چیزی را که ما می‌گیریم همه گونه سیستم، همه گونه ویرانکنی‌ها و نابودشوی گلوبالی ارگانیسم آورده می‌رساند. همینطور با آن در این جا است و در مقاومت به این به این چه لازم است. Также в сосудистой или в другой части. Ничего бы мы не взяли. Да? Любая система, любое нарушение, оно приводит к глобальному разрушению организма. Так и у нас здесь. И вот противостоять этому нам وای нужно به что? عمل من Равное по силе مقابلت کرد. противодействие. اکنون اگر ما این приведу مقابلت простой را пример. فاش نکنیم این گاه دنیای ما فقط خراب می Пример для شود. вашего مثال понимания. این Вот я, допустим, беру همان и مرز слегка است. толкаю, با да? И عقلها она می отклоняется. فهمند. نگاه می Почему? کنند Потому و что می بینند есть که сила به کجا воздействия. می رویم و А вот چرا. теперь زیرا сопротивляйся. سبب یک است و Вот видите, عاقبت то же هم یک самое خواهد воздействие, شد. оно не اما отклоняется. Почему? باز در این Потому что جا она باید نه تنها противодействует моему انرژی действию. داشته Вот باشیم если و мы برای не آن выставим باید ما это منبعها را противодействие, گشاییم то بلکه наш мир, он چنین просто فهمیم разрушится. که Примером آن тому چی тот же Марс. طور استفاده برده Умные میشم. поймут, مثلا глянут и ما посмотрят, انرژی к را чему мы نادرست катимся. استفاده میبریم. А اجازه почему? Потому دهید что تو را причина تیله та же دهم و самая, и следствия будут те же самые. А вот опять-таки здесь не только надо обладать этой энергией, а для того, чтобы ей обладать, нам нужно открыть эти حتی یک источники. لامپ Но еще и понимать, что это такое, да, и как этим пользоваться. Например, بله мы به نیروی неправильно زیاد صرف используем کرد. эту энергию. Вот давай я буду тебя толкать, а ты с той же силой в другую сторону приложишь. Вот, видите, она еще больше, чуть не упала. Почему? Даже легкое прикосновение, да, да, она вложила много силы, но не в ту сторону. Так вот, если мы ошибемся, мы еще быстрее убьем свою планету. Я думаю, теперь понятно, да? Ну, и опять-таки, почему нужен потенциал, почему нужна энергия? Ну, давайте на другом примере вот приведу, да, чтобы построить и сделать это все. Почему? Потому что это сложный процесс. И здесь нужны все люди. Весь наш потенциал нужен. И почему мы не могли это сделать, когда у нас было 7 миллиардов, почему мы это можем, когда у нас практически 8 миллиардов? Потому что наш потенциал увеличился. Потому что задача многообъемная и شخصا многоуровневая. من بعد И решать از ее آن нужно چیزی که دیدم به соответствующе. زور خواب می روم. در چنین لحظه ها شما به طور واضح می فهمید که ما در حقیقت هیچ چیز را نظارت نمی کنیم. ما مردم کسی نداریم که یاری دهیم به جز که خودمان کسی نداریم. وقتی که یک مرد از کنیه نقل کرد که چگونه لاوه در نصف شب خانه او را بشنیده است و هیچ کس آتش‌فشانی را انتظار نبود، دهشتناک بود. در حال تصور کردم که به جای او چی کار میکردم. فرزندانم را که به اول به آنها زنگ میزدم، چگونه نجات میدهم. بسیار آدمانی که فلاکت ها نجات یافته بودند گفتند ما به این آماده نبودیم. تا حال در پیش نظرم زنی از هندوستان هست که گیره میکند کودکان از سیل مردند. همه چیز را خراب کرده است. چشمان مردی که در پرتوگاه ها با دستان خود متال را از کشتی ها جدا میکند و یادم می آید و گفته بود که در این کار تنها از مرگ میترسد زیرا عائله است، عائله‌اش. من آشکارا از ورسی چینی جکی برای من با پیشگویی میکند دهشتناک حس کرد. من فیلم های زیادی را دیدم.
آیا می‌دانید که کدام صورت‌ها به یادم آمد؟ چون من به فرزندانم در درآمدگاه این شهر می‌ایستم، زیرا دیگر جای رفتن نیست. چطور من دست‌های آنها را می‌گیرم و آنگاه ما چگونه با هم جدا می‌شویم؟ چگونه همه چیز به یک کسی آخرین زنده مانده گرفته می‌شود و چگونه ما تقسیم کردیم و چون برای خود چشمان دخترمان را می‌بینم. من راضی نیستم با جکی. من میترسم اما زندگی رو در چنین شرایط تصور کردن نمیخوام. حالا در این زمانی که در روی زمین اینقدر دهشت اقلیمی روی میدهد، دهشت آشکارا، وقتی که کاتاکلیزم ها هر روز قوت و خواهمگاهانی میگیرند، در عین زمان که ما باید در یک متحد شویم و عمل کنیم، ما را جدا میکنند به دو لاگرها. همه ما در یک کشتی هستیم، همه ما در یک и синхронизируется. В это самое время, когда нам нужно консолидироваться и действовать в одном едином верном направлении, нас разделяют на два лагеря, даже в причинах происходящего. На тех, кто за СО2, آیا شما عالمان با قرار خود آید به مبارزه به پراتف CO2 آیا مسئولیتی همه 8 میلیارد آدمان را به عهده گرفته میتوانید؟ من در بلژیک زندگی میکنم. من برای پرتوهای SO اندازه زیاد میسپرم. بعضا من دوچرخه سوار میشوم. من میتوانم تنها آن را سوار کنم و اگر لازم باشد سوار شوم. آیا شما میتوانید مسئولیتی همه 8 میلیارد برای من، برای دختران من، برای فرزندان من، برای نبیرگانتان، برای پدران و مادرانتان را به دوش گیرید؟ آیا شما در حقیقت 100% مطمئن هستید که یگان تاثیر دیگری از این چنین فضای وسیع و با کم معلوم است وجود ندارد و من بگویید که آیا شما یگان بار مرگ کسی را دیدید؟ آیا شما این تلافت را در خاطر دارید؟ وقتی که فکرها در سرم پیوسته چرخ میزند، من چی کار کرده میتوانم و چی و کی این روی میدهد؟ И малоизвестного нам космоса. А еще скажите, у вас когда-то кто-то умирал? Вы помните эту горечь от утраты? امروز فرزند شما مثل گریزه ها تجاوز به لطف نشده است. در عین زمان امروز هم امکان تغییر دادن چیزی وجود دارد. آنگاه شما می توانید تنها با انتظار مرگ گریه کنید. شخصا من فهمیدم که همه ما در حقیقت تنها یک امکانیت داریم و چه خرسند آور است که فهمیدن آن که ما تا حال آن را داریم و من نمیخواهم این فرصت را از دست دهم. امروز برای من دهشتناکترین چیز شنیدن رادیاسیون بود که از کیهان به سوی ما پرواز میکنه. اما یک استروفیزیک را به خاطر آوردم که به عالمان مراجعت کرد که اگر ما حاضر همه عالمان را جمع کنیم я не хочу упустить этот шанс. Страшнее всего мне было сегодня слышать об излучении, которое летит на нас из космоса. Но меня впечатлили слова астрофизика, которая обращалась к ученым и говорила, что если мы сейчас объединим весь наш научный потенциал, то сможем найти решение. И в этот момент понимаешь, что без меня, без тебя, تا آن دمی که ما فرمت استعمالی را دستگیری میکنیم و علم به منفعت‌های شخصی کورپوراتی علاوه خدمت میکند، ما امکان نداریم. عالمان متحد شده نمیتوانند، زیرا رقابت دائمی و رقابت اقتصادی وجود دارد و علم همچون آلات حکمرانی و قدرت استفاده میبرد. از این رو برای حقیقتا متحد شدن تمام نیروی علمی ضرور است و شرایط جمعیت تغییر یابد.
мешобад ва то ки ҳаёти инсон ба ҷои аввал истад. Барои инро дар формати ҷамъияти эҷодӣ анҷом додан мумкин аст. Пеш аз ҳама бояд 8 асосии ҷамъияти созандаро дар тамоми кишварҳо ба таври қонунӣ татбиқ намоем. Аввалинаш арзиши ҳаёти инсон аст. Он гоҳ тамоми А это возможно сделать только в формате созидательного общества. Нам в первую очередь нужно на законном уровне во всех странах фаҳмидам ки ман бояд танҳо дар бораи он суҳбат кунам ки имрӯза ман фаҳмидам дар бораи миқёниси реали проблемаҳо ва ягона роҳи ҳалли он ҷамъияти эҷодӣ. Ба ҳама бигӯед аз дӯстон сар карда бо одамон дар кӯча ба охир бирасед, зеро аксари онҳо намедонанд ки мо ҳоло дар чӣ гуна хатар қарор дорем. Ман бисёр андеша кардам он ки он ваҳдат чӣ воқеан метавонад моро наҷот диҳад. Чист моҳият дар чӣ гуна аст ва ман онро гирифтам ва он худи одамон шурӯъ мекунад. Танҳо худи мо одамон қодирем ҷамъияти созандаро амал кунем. Ҳар яке мо қувваи азим, иқтидори азим дорем, аммо онро бо иқтидори тамоми инсоният муқоиса кардан мумкин нест. Ҳамаи 8 миллиард одамон бо як мақсад муттаҳид шуданд. Ба назар чунин менамояд ки ҳамаи 8 миллиард нафар одамро муттаҳид кардан реалӣ нест. Мо пеш аз ҳеҷ гоҳ ин корро накарда будем, аммо мо 8 миллиард одамон ки аллакай бо як хоҳиш муттаҳид шудем. Мо мехоҳем зиндагӣ кунем ва барои ин на танҳо аз хоҳиш кардан, балки инчунин ба амал кардан оғоз кардан. Может показаться, что это нереально объединить все 8 миллиардов людей. Да, мы еще такого никогда не совершали, но мы все, 8 миллиардов людей, уже объединены одним желанием. Мы хотим жить. А ради этого стоит начать не только хотеть, но и действовать, синхронно действовать для реализации этой цели. Человечество. Разные расы, национальности, религии. Но мы все плывем в одной лодке в этом океане жизни. И курс всепоглощающего потребительства, которым движется наш общий корабль сейчас, ведет нас к пропасти. Еще немного, и мы безвозвратно провалимся в пучину катастроф экономических, социальных, климатических. Возможно, кто-то еще не хочет замечать и принимать очевидные факты, боится обернуться и увидеть реальность в бесконечной спешке, простых ежедневных заботах, в гонке за успехом и выживанием в этом мире потребительства. Но с каждым днем все больше и больше людей останавливаются и задают себе вопросы. Куда катится этот мир? Что ждет меня и моих детей в будущем? Как сделать так, чтобы мир был безопасным, счастливым, процветающим? Ведь каким бы ты успешным не был, если весь мир рушится, избежать горькой участи не получится. Мы можем изменить вектор движения нашего мчащегося в пропасть корабля и вместо пропасти потребления направить его в русло созидательного общества. Но мы можем сделать это только вместе. Нам нужно объединить наш общий человеческий потенциал, стать единой цивилизацией и грести в одну сторону. Объединившись в одной цели, направить наше внимание, усилия, знания, умения на выстраивание нового курса. И то, насколько быстро мы сможем это сделать, зависит от выбора каждого. Спасение только в объединении. Только совместными усилиями мы сможем построить действительно достойный мир. Мир, в котором будет будущее для нас и для наших детей. И это созидательное общество. У нас еще есть шанс. Так давайте им воспользуемся.
Здравствуйте. В настоящее время мы, человечество, сталкиваемся с глобальной проблемой. Дестабилизация ядра планеты — это не шутки. Все это понимают. Все понимают, что созидательное общество — это единственный вариант сплотиться. Но почему тогда люди не идут на объединение? Потому что есть страх, что даже если и соберемся все вместе, пойдем ва-банк, бросим все силы на объединение, создадим созидательное общество и не найдем решения. И тогда все. Время и силы потрачены, а решения проблемы нет. Каплык? Финита ля комедия? Это как раз то, что сидит в головах у людей. Поэтому люди построили бы бункер отдельно, только для себя. Ведь в потребительском формате каждый заботится только о своей заднице. И выжила бы малая часть людей, просуществовала бы на пару дней дольше, чем другие. В таком случае оптимальный вариант для таких людей получается тот, что предложил Джеки, китайский вариант. Но даже и при этой китайской модели они проживут всего лишь на 4-5 лет дольше. Также и бункеры, какими бы они супероснащенными не были, разве они смогут спасти по отдельности каждого? Нет. Могут лишь пролонгировать существование на короткий промежуток времени. Вот получается, что этот вопрос крайне острый. Созидательное общество — это реальный шанс, а остальное — это глупость. Мы никогда не придем к решению, если не объединимся, если не будем знать реальных ресурсов и возможностей. Многие люди сейчас озабочены климатом и начинают строить частные бункеры. Миллиардеры, главы технологических компаний, суперзвезды, доктора, юристы и многочисленные топ-менеджеры крупных корпораций. Все они вкладывают в это деньги. Но все порознь. И это просто смешно. Но это именно то, как работает наше сознание. Люди думают, что смогут там пересидеть катаклизмы. Но давайте подумаем логически. Как они смогут пережить то, что грядет? После всего того, что мы сегодня услышали. Это же не одного дня ситуация, чтобы в бочке пересидеть. Раз и навсегда разрушается все и на долгие годы вперед. И если не остановить процесс сейчас, то и вообще никогда не сможем его остановить. Это будет навсегда. И что дальше? Заживо сдохнуть в этой бочке-бункере? Разве к этому они стремятся? То есть, по сути, тратить миллионы на бункеры — это просто смешно. Если бы люди тратили деньги на созидательное общество, вкладывали в развитие СО, все двигалось бы быстрее и гораздо больше шансов выжить всем. И это намного лучше, чем сдохнуть в бочке в одиночку. Однако некоторые компании специализируются на строительстве подземных бункеров, и вот что один из них говорил. К сожалению, спрос на подземные бункеры снова возрос. Мы специализируемся на их строительстве, но я бы предпочел строить что-нибудь другое. Но мы не будем строить что-то другое до тех пор, пока будет существовать спрос на бункеры. И получается, что, по словам главы одной из таких компаний, которые строят бункеры, число заказов за последнее время возросло на 2000%. Как уже говорилось, по его словам, они могут построить что угодно, потому что у них есть огромные производственные мощности, но строят именно бункеры, потому что на них есть спрос. Итак, у меня вопрос. Так может, нам пора уже создать спрос на СО? Раньше считалось, что только шизанутые строят бункеры, а сейчас это считается нормальным. Но так ли это? Пришло время мыслить шире, а не в том формате, чтобы вырыть себе могилу. Спасибо всем, спасибо докладчикам, спасибо
всем ученым, которые говорили на сегодняшней конференции. Спасибо این کنفرانس برای تمام всем بشریت یک людям по قدمی всем mире. مهم است، Спасибо زیرا در اینجا переводчикам. اطلاعات Всем حقیقی большое спасибо. صدا می دهد که ما به شرافت آن با یک فهمش رسیدیم. ما یک منظری مکمل داریم که با آن امکان می دهد که در شرایط امروزی برای تمام انسانیت نهایت مهم قرارهای درست قبول کنیم و از خطر مرگاور جهانی پیشگیری کنیم. و ما در اینجا امکان داریم که به طور آشکارا سوالهای ناراحت کننده را پرسیم و با آنها یک جای جواب یابیم. و من میخواهم توجه شما را به یک سوال جواب نمایم. امروز در اینترنت و عموما در کانال های پلتفرم ها خیلی بد آشکارا ظاهر شده ایستاده است. دهان خود را درباره وضع واقعی اقلیمی پوشیدن. اگر کسی از عالمان، آدمان جمعیتی، شهروندان عادی نظریه تاثیر آنتروپوگنی را از جهت علمی رد کند و واقعا اثبات کند که پرابلم اقلیم خصوصیت خیلی غالبی دوری دارد، پس این معلوم نیست کرده می شود. یعنی در اصل محدودیت باز هم بیشتری حقوقی ما از جانب فرمت استعمالی وجود دارد که در آن همه جا همچون غلام هستیم. این یک دیکتاتوری آشکار است. در همه جا به ما درباره دموکراسی میگویند، اما آنجا و گاه محدود است. این چگونه دموکراسی است؟ اگر کسی از رسانه ها، شبکه های اجتماعی و میدیا هولدینگ ها آن را محدود کند، کی به آنها این حقوق را داده است؟ و هرچند عجیب به نظر می رسد، در اصل جواب این سوال در خود ماست. یعنی خود ما با بی‌عملی خود، با سکوت خود به این راه می دهیم. بیایید راستقل باشیم. ما اختیاران به این راضی شدیم، در حالی که حتی به ماهیت مسئله چقدر نشدیم. و همه این امروز روی داده ایستاده است. امروز که چون پیشتر دیده نشده بود، برعکس برای هر یک آدم فهمیدن، گرفتن و قبول کردن ضرور است که پرابلم عمومی ما باید یک جای حل کرده شود. امروز که انسانیت واقعا در آستانه قرار دارد که نباید خاموش باشیم، حقیقت را آشکارا بگوییم، نه بسته بلکه باشیم. آخر این معلومات حیات ما را نجات می دهد. حقیقت در هر قدر بلندتر صدا دهد، از هر طرف فکتای حقیقی و معلومات متعدد پیدا شود. اگر ما نشسته وانمود کنیم که همش خوب است و فردا خوب میشد، فردا عموما نیست. از این رو امروز که سخن درباره زنده ماندن تمام بشریت می رود، دهان بشریت را بستن ممکن نیست. ما میفهمیم که چرا این طرح کرده میشه، برای آن که خرابی و واهمه نآورد. اما چرا آنها درباره کووید خاموش نماندند؟ از این رو آنها دهان میپوشیدند، از این صحبت منع میکردند، آرامانه میمردند و بعد دهانشان را میبندند. و ما الکی از کردار دشمن عمومی اقلیم میمیریم. او الکی ما را گروه گروه میکشد. چنین کردار را قابل قبول نیست. آنها خیانت به تمام انسانیت میباشد. این همکاری حقیقی با دشمن است. برای آنکه واهمه ایجاد نشود، حل درست را پیشنهاد کردن لازم. برای آنکه به واهمه دچار نشویم، مشکل را حل کردن لازم. پنهان کردن ممکن نیست. آنهایی که این فرمان میدهند یا سرشان بیمار است، زیرا برای خود و نزدیکانشان مرگ را آرزو میکنند، و یا احکام کامل است. آخر اقلیم کسی را دریغ نمیدارد. آیا آنها این را نمیفهمند؟ و ما میخواهیم زندگی کنیم و ما میخواهیم که نبیره‌ها و ابیره‌های ما توانند زندگی کنند و موجودیت نسل انسان در روی زمین ادامه یابد.
ما میخواهیم در جمعیت ایجادی زندگی کنیم، با شأن و شرف به طور انسانی زندگی کنیم. برای رسیدن به این هدف امروز همه ما را لازم است که تمام تلاش‌های خود را متحد کنیم. نگذاریم که این همکاران خائن دهان ما را ببندند، به دروغی‌های به سر ما وار کرده راضی نشوند. برعکس دلیر باشیم و حقیقت را بگوییم در همه جا و در همه آدمان. امروز قوه ما در حقیقت است. حقیقت دلهای ما را متحد می کند، حقیقت ما را قوی می گرداند، حقیقت ما را یک می کند، حقیقت ما را آدم می کند. آدمان سزاوار جمعیت ایجادی، جامعه‌ای که همه پیامبران در آرزوی آن بودند. تشکر. Сегодня наша сила в правде. Правда сплачивает наши сердца. Правда делает нас сильнее. Правда делает нас едиными. Правда делает нас людьми. Людьми достойными. در این قسم نوبتی کنفرانس ما حقیقت فرمت استعمال را که در آن زندگی میکنیم ما معلومات میدیم. تماشابینان محترم، ما همچنین به شما خاطررسانی میکنیم که با این انتظار پاسخهای ویدیوی شما درباره اطلاعاتی که در امروز دیدید لطفاً покажем правду о потребительском формате, в котором мы живем. Эта информация касается вас и каждого. Уважаемые зрители, تماشابینان محترم، ما به لحظه کنفرانس خود که بسیاری از شما انتظار بودید رسیدیم. حالا ما میخواهیم به توجه شما نتیجه کار 4 ماه را پیشکش نماییم که در نتیجه یک فیلمی مستند به وجود آمد که حالا برای بار اول پخش می شود. اولا ما به همه ولنتیارانی که در این فیلم مانده نشده کار کردند و از صمیم قلب اظهار سپاس کنیم. در این 4 ماه ما بسیار چیزها را فهمیدیم که اعتراف کردیم. بعضاً واقعاً دهشتناک بود، اما ما میدانستیم که تنها حقیقت را آشکارا گفته واقعی در جامعه روی داده را ما میتوانیم همه چیز را تغییر دهیم. خودمان بسیار چیزها را درک کردیم، فهمیدیم، تجربه کردیم. تشکر زیاد به همه برای مهنت، همه برای کمکتان. معلومات دهشت آور است، اما در عین زمان شما خوشبختی را در داخل احساس میکنید که این امکان میدهد که از جامعه استعمالی آزاد شویم. ما از شما خواهش میکنیم که فکر و ملاحظه، فهمیش و در همه گونه شرحهای خود را درباره ویدیوهای نوبتی با ما مبادله کنید. لطفاً ویدیو خود را به صراحی info@creative.com فرستید. Мы просим вас поделиться с нами своими отзывами, пониманиями и любыми комментариями по поводу следующего видео. Пожалуйста, присылайте ваши видео на почту info@creativesociety.com или просто оставьте комментарий ниже в разделе комментариев. Давайте посмотрим. Более 84 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Я потерял свой дом. Я потерял свою семью. Бежал несколько дней. Плыл.
оказаться здесь, в новом месте. У меня нет еды, негде спать. Я искал кого-нибудь, что-нибудь, что могло бы мне помочь. Меня никто не ищет. Я никому не нужен. Почему такое нечеловеческое обращение с людьми происходит? Я задумался об этом и решил разобраться. Я обратился к журналистам по всему миру. 4 месяца общения с беженцами, принимающей стороной и специалистами. То, что мы узнали, было не просто неожиданным. Это полностью выходило за рамки представления о ситуации. Это было ужасное путешествие. Знаете, только я и мой муж в инвалидном кресле в течение 4 дней. Беженцы. Неожиданная правда. Это было тяжело. Я никогда этого не забуду. Я приехал на грузовике. Вернее, под грузовиком. Я пробыл снизу, возле колес, 16 часов в неудобной позе. Это была катастрофа для моей спины. 7 лет назад Сома с мужем были вынуждены покинуть Ирак. Им удалось пересечь границу Турции, но их документы все еще находятся на рассмотрении. Нет лагеря. Вообще ничего. Ничего нет. Нас просто оставили. Они брали только сирийцев. Поэтому мы могли рассчитывать только на себя. Мы зарегистрировались в УВКБ ООН в 2015 году. Но наши дела были попросту отложены в сторону. Все эти годы, почти 7 лет, для меня были очень трудными. Потому что мы находимся в крайне нестабильной ситуации. Мы в постоянном состоянии борьбы. Люди вынуждены уезжать из своих родных мест. Первыми ответами о причинах переезда, о которых мы узнали, были военная обстановка в стране и насилие. У нас вообще не было такой идеи поехать в Германию или в Европу. Но вдруг случилась война, и нам пришлось покинуть нашу квартиру. У нас не было другого выхода. Я родом из Афганистана. Мне 25 лет. Я прожил в Германии 6-7 лет. Когда я приехал в Германию, мне было 17 лет. И до сих пор никто мне не помог. У меня много трудностей. Во время пути было очень трудно и опасно. В Иране было очень трудно. И в Болгарии. 5 дней и ночей мы шли по горам без еды. Было только печенье или что-то, что было у нас в рюкзаках. Путь был очень тяжелым. Мы не ехали на машине, а шли пешком из Афганистана в Германию. Если бы в Афганистане не было войны, я мог бы остаться там со своей семьей. Я оставил свою семью из-за войны. Я потерял на войне своего отца. Нам удалось пообщаться с женщиной из Швеции, которая помогает беженцам. Она попросила скрыть ее лицо в целях безопасности. Сейчас я расскажу вам нечто очень страшное. Знаете ли вы, что такое бача-бази? Я знаю, что это есть в Афганистане. У них есть клан с мужчиной во главе. У него есть деньги, и он принимает решения. Они не имеют права трогать девушек, но они ищут красивого мальчика. И они забирают этого мальчика, делают макияж, и он танцует для них по ночам. И этот мальчик обязан пойти с мужчиной, с которым ему скажут. И над ним совершают сексуальное надругательство. Я отвезла 3 из них в больницу в Швеции, чтобы их прооперировали. У них все было сильно повреждено внутри. У одного даже черви там были. Те лидеры клана сказали одному парню вернуться обратно в Афганистан и продолжать быть с ними. Они сказали его маме, если он не вернется, мы убьем его младшего брата. И мы узнали, что они это сделали. Парень остался жив благодаря небезразличию этой женщины. Но так бывает не всегда. Часто люди, которые ищут безопасности в другой стране, сталкиваются там с новыми проблемами и угрозами для их жизни.
Я нахожусь в Южной Африке. Здесь очень трудно, потому что это очень хорошая страна, но единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, это насилие на почве ксенофобии, потому что здесь вообще не любят иностранцев. Вы не проведете и месяца без того, чтобы не подвергнуться нападениям на почве ксенофобии. Они говорят, что как иностранец ты крадешь их работу. Я потерял надежду жить в прекрасном обществе. Я не знаю, я потерял эту надежду, потому что я вижу, как убивают людей. Вижу, как в них стреляют прямо на моих глазах. И страх, который я сейчас испытываю за моих 2 детей. Каждый день в голове я слышу мысли: это может случиться с моим ребенком, это может случиться со мной. И это из-за этого у меня нет покоя. Я потерял этот покой. В мире, в котором мы сейчас живем, не так просто решиться на помощь друг другу. Одна женщина из Мальмö в Швеции забрала к себе детей. Когда их привезли на станцию в центр города, им было некуда идти. И вот я сижу в большом доме, где есть свободные комнаты. В моей голове возникает мысль: почему я не могу предложить убежище некоторым из этих детей, которые были на центральном вокзале? Это и случилось. Затем я начала помогать детям, которые приехали как беженцы, потому что думала, что могу сделать хоть немного. Кто-то другой может сделать что-то еще. Но если каждый будет помогать понемногу, то в целом это может быть хорошо. Так что я не могу решить все в одиночку, но я думаю, что могу решить что-то для нескольких детей. И именно этим я сейчас и занимаюсь. Вот уже 6 лет я принимаю несопровождаемых детей-беженцев. Эти проблемы существуют годами. Очевидно, что помощи людей недостаточно, чтобы решить эти проблемы. Мы обратились к местным жителям с разных стран мира, чтобы узнать ситуацию с беженцами в их стране. На мой взгляд, почти ничего не делается. Практически ничего. Могу сказать об этом из личного опыта, так как я сама 3 года назад присматривала за детьми беженцев, когда пошла большая волна. Они были очень благодарны. Были дети с ранениями от ручных гранат. У них не было частей ушей, ног, частей тела. Они были такими милыми, такими сердечными и такими счастливыми. А потом город Бохум приписал нас к церкви на 5 недель. А потом, неожиданно и тайно, их переселили. Им пришлось съехать, потому что жилье было слишком дорогим. Они просто внезапно пропали. Мы больше не общались с ними. Они только-только начали привыкать. Выучили первые слова по-немецки. Это действительно разбило мое сердце. И я абсолютно не знаю, где сейчас эти дети. Ничего не делается. Недостаточно делается даже для наших детей. Детей, которые живут в своей собственной стране. Миграционный кризис все больше влияет на жизни людей, которые вынуждены бежать со своих родных мест. Готовы ли мы принять миллиарды людей? А что, если я сам стану беженцем? Нам было важно узнать о том, в каких условиях находятся люди в лагерях. Наша репортер рассказала, что они приехали к лагерю, но им запретили снимать. Поэтому мы обратились к специалистам, которые непосредственно знают об этом. Лагеря уж слишком большие. Охранных мер никогда не хватает. И в действительности люди подвергаются всевозможным видам насилия. Жестокое обращение и насилие над женщинами, девочками и подростками – это уж действительно слишком. Это то, что по определению не должно существовать внутри охраняемой территории. Сегодня вынужденная миграция неразрывно связана с постоянным нарушением прав человека. Во время пересечения границы, особенно на хорватской границе, румынской границе и венгерской границе, полиция забирает их вещи, крадет их деньги и уничтожает документы, иногда даже одежду. Мы видели людей, которые возвращались с границы нагими.
Существует такой вид оттеснения. Это незаконные действия. Насколько мне известно, по оценкам, практически 1 миллиард детей в возрасте от 2 до 17 лет за последний год подвергались физическому, сексуальному и эмоциональному насилию или пренебрежению. Сегодня я получил информацию от специалистов, которая меня потрясла. Я не ожидал, что мы так далеко зайдем. В Международном трибунале по естественному правосудию я присутствовал на ряде заседаний, когда мы рассматривали вопрос о торговле женщинами и мужчинами. Некоторых превращают в проституток, а мужчин используют в разных формах рабства. Я также обращаю внимание слушателей на то, что в Северной Африке, даже в Ливии, существовал некий рынок, где людей продавали за 70, 100 или 200 долларов. Молодых людей, которых заставляли работать бесплатно, то есть практически как рабов. И речь идет даже не о сотнях, речь идет о торговле людьми, среди которых есть женщины и маленькие дети. Речь идет о цифре в 2 миллиона человек каждый год. То есть мы говорим о колоссальном количестве людей, которыми торгуют ради целей, не имеющих ничего общего с человеческими. Ребенка могут продавать множество раз. Я помню, однажды я столкнулась с историей одной девочки из Турции. Она была продана 17 раз. 17 раз. И ее переправляли из одной страны в другую 17 раз. Ее жизнь состояла лишь из изнасилований. Никакой работы, никаких документов и никаких денег, которые можно было бы отправить обратно в ее страну. Дети и подростки становятся жертвами торговли людьми каждый день, пока мы разговариваем. Каждый день, каждую минуту, каждый час. И что происходит с ними дальше, никто не знает. В Бангладеш там есть один район, где открыто работает рынок работорговли. Проводятся аукционы, где торгуют всем, чем угодно, в том числе людьми и детьми. Я имею в виду, что там покупают и продают детей. И в Мьянме точно так же. В 2016 году я работал под прикрытием. В то время я также участвовал во многих аукционах в качестве покупателя, будучи под прикрытием. И вот во время аукционов по запросу выставлялись 9-летние девочки, 10-летние девочки. И название лота было «Первый секс». Всякий раз, когда происходил аукцион, на торги привозили новых девочек, и их там выставляли. Кто сделает последнюю ставку, деньги, тот и будет использовать жертву всю ночь для своих удовольствий. Я вижу проблему еще и в том, что запросы на педофилию растут. Теперь есть целая категория клиентов со всего мира с запросами на мальчиков для секса. Бизнес по продаже частей тела, человеческих частей тела. Сколько детей перевозят в другие города и страны, где затем их прооперируют против их воли, чтобы какие-то богатенькие ребята в разных частях света получили почку или другой орган. Или из-за бедности. Сколько людей продают почку ради денег? Это происходит, например, в Египте. Многие люди живут в бедности. Они говорят: что ж, если я могу жить с одной почкой, то я отдам вторую почку за $5000 или около того.
Мафия торговцев на черном рынке является частью всей этой экономики, которая правит миром. Поэтому, что бы там ни было, и я понимаю, и могу сказать, что есть другие возможности потратить деньги вместо того, чтобы строить стены, как мы сейчас это делаем в Европе. В нашем обществе жизнь человека не имеет никакой ценности. Как такое возможно? Что люди вместо помощи сталкиваются с насилием, агрессией, жестоким обращением, рабством. Это не миграционный кризис. Это кризис человечности. Возник огромный моральный, политический и этический фарс, потому что это нормативное развитие не сопровождается политикой, программами и планами по защите прав, подписанных в декларациях. Права человека растут с точки зрения признания, но снижаются с точки зрения обеспечения гарантий и защиты осуществления действий, направленных на то, чтобы сделать их реальностью, а не просто формальным дискурсом демократии. Они все чаще действуют в защиту частного капитала, а не в защиту прав народа. В нашем обществе потребления эти проблемы невозможно решить. Потому что есть правила, законы. Но за словами мигрант, беженец, внутренне перемещенный нет основного. Человека. Страшно представить, что будет с нами, учитывая нарастающий климатический кризис. Изменение климата является неотъемлемой частью национальной безопасности. Изменение климата – это множитель угроз. У нас есть климатические беженцы. Я сам являюсь тому примером. Я уже рассказывал, что вынужден был покинуть свой дом из-за подъема вод озера Баринга. Правительства не берут на себя обязательств по оказанию помощи людям в переселении из мест климатических катастроф. Еще. Сейчас мы можем видеть конфликты. Конфликты, вызванные климатом. Миграцию, вызванную климатом, продовольственную нестабильность, вызванную климатом, отсутствие санитарной безопасности, вызванную климатом, климатических беженцев. Понимаете, впервые в истории человечества у нас появились климатические беженцы. Так где недостающее звено? Ситуация с миграцией будет только ухудшаться из-за увеличения интенсивности и частоты стихийных бедствий. В существующей правовой базе у людей никогда не будет права просить защиты, потому что когда их спросят, из какой страны они прибыли, они ответят, что нет такой страны. У меня была страна под названием X, но эту страну сейчас затопило. Или у меня была деревня, но эта деревня полностью разрушена или исчезла. У нас есть то, что называется Варшавским международным механизмом по потерям и ущербу. Очень непросто обсуждать и получить согласие 200 стран. Все должно быть согласовано со всеми. Так не получится, если одна сторона не согласна, то и глобального соглашения тоже нет. И это один из недостатков таких глобальных соглашений. И нет соответствующего международного законодательства. Но я хотела бы призвать каждого из нас. Да, есть политические меры. Но что мы делаем как отдельные личности? Какова наша роль в этом огромном кризисе? И я думаю, что это та правда, где мы сами должны отдавать себе отчет как лично, так и сообща. Люди, которые не хотят ничего знать о торговле детьми, изнасиловании детей, голоде или других бедствиях нашего времени, являются частью проблемы, потому что они не только ничего не делают, но и молчат. И когда изменение климата будет настолько жестоким и настолько разрушительным, что люди из одних регионов будут вынуждены мигрировать в другие, мы снова столкнемся с этой ситуацией. И тогда эти дети и эти люди станут самой легкой добычей для торговли людьми, потому что у них ничего нет. А иногда у них нет даже документов. До сих пор, оказывается, нет действующих программ переселения беженцев. Столько лет работает ООН,
Столько лет работает комиссия по правам беженцев. Столько гуманитарных организаций НПО по всему миру действует. Но программ действующих, каких-то принятых, установленных, как работать с этими беженцами, нет. И это признает сама комиссия по делам беженцев. На самом деле мы видим, что, наверное, не всем есть дело до простых людей. Но если они не осознают, что мы все взаимосвязаны, никакие деньги, никакие private-джеты, никакие частные яхты их не увезут в безопасное место, если вся земля начнет взрываться, затапливаться, высыхать, просто-напросто заденет всех. Сейчас беженцы вынуждены покидать свои дома. Они сталкиваются с осуждением и жестокостью. Они остаются один на один со своей бедой из-за потребительского формата общества. Не исключено, что уже завтра климатические катастрофы застигнут и нас. Ответь честно, сам себе. Готов ли ты столкнуться с тем, с чем сталкиваются беженцы? Ты уверен, что не будешь на их месте? Что тебе и твоим близким не придется пройти через то, что проходят они? Друзья, что мы можем сказать после просмотра этого видео и видя этих людей? Мы живем в этом потребительском формате общества. И после того, что мы увидели, как можем мы поддерживать это? Мы видели этих детей, женщин, которые страдают везде, и мы это поддерживаем. Не думаете ли вы, что пришло время поменять этот формат? Возможно, пришло время показать, что мы лучше. Однозначно пришло время говорить правду. И я уверена, что мы видели правду сегодня. И давайте посмотрим следующее видео. В этом видео нам пришлось заменить некоторые слова и выражения, используя более сглаженные формулировки. Но мы надеемся, что острота проблем, нависших над нашим обществом, все равно будет очевидной. 21 век. Человеческая цивилизация гордится высоким уровнем интеллектуального развития и невероятными технологическими достижениями. И в то же время, по крайней мере, половина людей в мире не получает необходимых медицинских услуг. 8 миллионов смертей в год связаны с некачественной медицинской помощью. Расходы на медицинское обслуживание настолько высоки, что доводят до крайней нищеты около 100 миллионов человек ежегодно. Жизнь за чертой бедности приводит к увеличению масштабов детского труда. Почти каждый 10-й ребенок вынужден работать. Часто эта работа связана с опасными для жизни человека механизмами и ядовитыми испарениями. В списке продуктов, производимых с помощью рабского детского труда, числятся золото и драгоценные камни, кофе, какао, рис, товары для детей, одежда. Только согласно официальной статистике ООН, жертвами современного рабства является более 40 миллионов человек. Принудительный труд, детский труд, принудительный брак, долговая кабала, торговля людьми с целью незаконной эксплуатации и вербовка детей для участия в вооруженных конфликтах. В потребительском формате общества люди превзошли в жестокости диких зверей.
Все чаще детей используют в качестве живой бомбы. В Нигерии преступники заминировали девушку с младенцем на руках. После многих лет военных конфликтов экономический кризис и засуха стали причиной голода в Афганистане. Известен случай, когда мать была вынуждена продать свою маленькую дочку за 400 евро, чтобы прокормить остальных детей. Сегодня в одном шаге от голодной смерти находятся более 41 миллиона человек, и около 811 миллионов голодают. Вместе с тем, за год выбрасывается больше миллиарда тонн продуктов питания и уничтожаются непроданные товары, которые производятся в том числе с использованием рабского труда. Абсурдность потребительского общества в том, что товаром стал и сам человек. Ежегодный доход от торговли людьми по всему миру составляет 150 миллиардов долларов. Это крупнейший в мире источник незаконной прибыли. Зарегистрировано 534 потока торговли людьми в 148 странах. Число детей среди выявленных жертв за последние 15 лет утроилось. Жертвами торговцев людьми в основном становятся мигранты и люди без работы, как наиболее уязвимые. В международных соглашениях провозглашаются цели покончить с нищетой и рабством. Но в условиях экономики массового потребления вся система направлена на защиту частного капитала. В потребительском формате общества деньги ценнее жизни человека. Во всем мире более 2 миллионов детей в год становятся жертвами торговли с целью различного рода эксплуатации. В Мексике из всех женщин, которые являются жертвами торговли, 25% составляют девочки моложе 18 лет. प्लीज मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ये डराता है, धमकाता है, मुझे मारता भी है। मुझे कहता है कि मेरे यहाँ पे लड़के आते हैं, जितने भी मेरे दोस्त आते हैं, सबसे секс करो, गलत काम करो। Они начали меня бить, обливать меня алкоголем, заставляли пить. Наставляли на меня пистолет, говорили, что убьют, и никто меня не спросит, никто не узнает, где я. И они открыли мне окно и сказали, либо прыгай, либо мы выстрелим тебе в голову. Да. По-моему, с 5-го. В потребительском формате общества люди готовы уничтожать друг друга для удовлетворения своих амбиций, ради развлечения и наживы. Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно в мире проводится 10 тысяч незаконных пересадок человеческих органов. В Нигерии массово создаются специальные фабрики детей, на которых их разводят как домашний скот. Девочек-подростков принудительно оплодотворяют и заставляют вынашивать живой товар на продажу. Но большинство — это беременные подростки. Их удерживали с одной целью – заставить родить ребенка. Похитители зарабатывали на продаже младенцев. Сегодня в 6 утра мне позвонили и сказали, что в школе похитители, что все наши дети похищены, включая мою дочь. Мы поспешили сюда. Нам подтвердили, что их всех схватили. Являемся ли мы человеческой цивилизацией, если жизнь человека на нашей планете не имеет никакой ценности? Чтобы это изменить, нам всем необходимо прекратить поддерживать потребительский формат общества и объединиться в единой цели реализации созидательного общества. Ну что здесь сказать? Самое время объявить траурную минуту молчания, потому что после всего, что мы увидели, просто волосы встают дыбом. И хочется выразить огромную благодарность тем героическим людям, которые, перешагнув через свой страх, подготовили это видео. И тем, кто давно покинул свою зону комфорта
и сейчас спасает людей от этого рабства, буквально в тылу врага. В ходе подготовки к этой конференции нам выпала честь познакомиться с такими людьми. Многих из них вы увидели в предыдущих видео. Они настоящий пример героизма. Но пока их очень мало. И им приходится противостоять целой системе, огромной машине, построенной на экономической выгоде, в обществе, где деньги решают все. И я думаю, что большинство из нас, услышав название конференции «Глобальный кризис. Время правды», не догадывались о том, о какой горькой правде пойдет речь. Но то, что мы сегодня увидели, это наша общая боль. Эта болезнь нашего общества, которая называется потребительский формат, подошла к терминальной стадии. Мы должны предпринимать срочные меры. Поэтому от имени всех матерей и женщин я обращаюсь к каждому живущему на этой планете человеку. Жизнь — это дар, данный нам свыше. Потребительский формат общества забирает у нас жизнь, забирает у нас будущее. Если кто-то еще не понял, потребительский формат — это пир тьмы и зла. Только что мы видели ужасающие кадры, доказывающие, что круг тьмы сжимается, зло подбирается каждому из нас. Это некроз человечности. Причина этому — наше равнодушие и безучастие. Мы можем продолжать отмалчиваться и прятаться от правды, ведь она такая болезненная, не хочется ее видеть, правда? А можно начать с самого главного понимания, что весь этот беспредел возможен лишь в потребительском обществе. Ложь, боль, страх, страдания, издевательства являются неотъемлемой частью потребительского общества. Мы дошли до того, что сам человек уже стал товаром. Это уже симптом летального заболевания. Но мы можем сделать другой выбор. И я верю в сердца матерей, так как в них неограниченная любовь. Поэтому сегодня я обращаюсь к женщинам. Мы составляем большую часть населения Земли. Мы можем рассказать о том, что узнали сегодня друг другу, нашим мужьям, сыновьям, братьям, коллегам. Рассказать о том, что если ты сегодня выбираешь созидательное общество, ты принимаешь непосредственное участие в том, чтобы остановить рабство на этой планете. Если твое сердце и голос с теми, кто объединяет человечество в созидательное общество, ты непосредственно участвуешь в том, что людей перестанут воровать на органы. Если ты расскажешь о созидательном обществе тем, кого ты знаешь, то мы все сможем быстро объединить наш потенциал в одной цели. И тогда ни один ребенок, ни один человек в мире больше не переживет ни сексуальное насилие, ни какое-либо другое. Если мы не объединимся и не договоримся о том, что созидательное общество нам жизненно необходимо, мы ставим на кон жизни всех людей, всех детей этого мира. И это важно понимать. Без преувеличения. Большая ответственность лежит сегодня на каждом из нас. Но это и огромная честь стать частью решения. Ведь как только мы объединим наш общий потенциал в одной цели — построения созидательного общества, изменение формата в сторону созидательного общества,
произойдет стремительно быстро. С одной стороны, планета горит, с другой ее заливает вода. Землетрясения сотрясают наши дома. Кислород истощается. تصور کنید که Вулканы خرابی извергаются. بی‌سر و سامانی و دهشتی Но нам همه некуда ما бежать. در دنیای خراب شده تنها Мы مانده разделены. تا И каждый بمیریم из нас пытается спасти بدترش свою آن жизнь, است که فیلم نه بلکه поскольку حیات осталось واقعی уже, не است осталось ни еды, حقیقت این ни است که воды. هر یک И آدم начинаются امروزه беспорядки. سیاره تقدیر Представьте تمام себе انسانیت را разрушение, حل میکند хаос и ужас دیگر всего یک этого. قهرمان نخواهد بود Мы که ما را остались نجات одни в دهد همه ما разрушающемся باید мире, خودمان чтобы قهرمان умереть. شویم ما به Самое آن страшное, درجه что это не عادت کرده кино, ایم که کارهای а دشوار реальная жизнь. میگردانیم که حتی تصور کرد Правда نمیتوانیم که заключается в چگونه том, ما что میتوانیم در каждый این человек, живущий сегодня سیناری на планете, اپوکالیپتیکی решает که در судьбу پیش всего نظر ما پیدا человечества. می شود زنده Больше مانیم не будет одного героя, اما который нас спасет. راهی Мы حل все آن должны خیلی عادی сами است стать فقط героями. تنبلی بی‌عقلی Мы خودخواهی و привыкли все غروری را усложнять до такой ترک کرده степени, что لازم даже است не تا можем آن را представить, ببینیم как мы خبر все خوش این можем است که выжить в этом الکه апокалиптическом راهنما برای сценарии, بقای который تمدن разворачивается خود на را наших داریم собственных این глазах. جمعیت سازنده است دستور تنها از А ведь 3 решение قدم очень آسان простое. عبارت است Нам просто اولی нужно شاید باید отказаться от فهمیم که лени, جمعیت ایجادی глупости, چیست эгоизма и و به شما гордыни, و عائله чтобы شما его چگونه увидеть. منفعت می آورد Хорошая شما новость в باید том, این قدم را что у нас خودتان уже انجام есть دهید руководство по قدم دوم выживанию нашей مرحله اطلاعاتی цивилизации, می и это باشد که در آن созидательное ما общество. کانسپسی جمعیت ایجادی Руководство را در состоит всего سراسر из جهان 3 پنهان простых شагов. کرده Во-первых, нужно درباره آن понять, به همه что عائله такое دوستان و созидательное حتی общество и какую пользу оно خوشدامن تا принесет نقل вам и میکنید вашим семьям. همین طور ما می Этот توانیم шаг در нужно یک сделать ایده بنیاد каждому самостоятельно. جمعیت Второй ایجادی шаг متحد — شویم это информационный سیوم этап, وقتی که на اکثریت котором جمعیت мы ایجادی распространяем را концепцию اعتراف به دست созидательного گیری общества по всему میکنید миру, рассказывая ما об می этом توانیم به всем, مرحله своим تطبیق семьям, گذاریم друзьям и даже در тещам دوام 2 سال یا или کمتر свекрови. از آن استفاده Так بریم мы چرا сможем объединиться امروز на جامعه общей ایجادی идее امکان پذیر построения است созидательного امروز ما общества. نسبت به 10 В-третьих, سال когда پیش большинство مسئله های узнает и поддержит گلوبالی созидательное آگاهتر و общество, جهت мы сможем تکنولوژی перейти پیش к رفته этапу ایم реализации, علاوه بر این ما где 8 мы میلیارد используем هستیم که весь این наш معنای آن را потенциал для دارد که ما построения یک جای такого این общества اگرگر за را 2 года تشکیل или میدیم меньше. اگرگر چیست Почему این نه созидательное تنها یک общество возможно اصطلاح сегодня? مرکب است این Сегодня واقعی است که мы более آدمان صاحب осведомлены о عقل یک глобальных جای проблемах با и более منفعت تمام технологически جامعه развиты, عمل чем میکنند 10 лет назад. قطعی زنبوری Кроме того, اصل нас و 8 مرچه مثال миллиардов, خوبند а هر یک значит, حشرات یک все فرد باقی вместе میماند мы образуем اما همه эгрегор. یک جایه به Что سوی такое هدف эгрегор? عمومی کار میکنند Это не просто некий برای ما این загадочный معنای термин. آن را دارد که Это وقتی когда که ما разумные تصمیم люди گرفتیم که دقت خود را коллективно به احتیاجات действуют на تأخیر благо ناپذیر всего روانه общества. کنیم ما یک جایه با همه Хорошими آزمایشات تاب می примерами آوریم являются пчелиные امکانیت های ульи نوی и ویران муравейники. کننده در همه Каждое ساحه های насекомое остается تحقیقات индивидуумом, و но علم به коллективно وجود می все آیند زیرا работают на تمام общую ذهن цель. انسانی و Для нас это تمام означает, что ذخیره как ها به только мы یک решим هدف روان сосредоточить کرده می внимание شود на به насущных دست потребностях, آوردن تکنولوژی мы های ضدی вместе چاره сможем ها و противостоять ما را любым از بحران вызовам. اقلیمی محافظت میکنه Новые بیایید همه прорывные تنبلی و возможности غرور را появятся во پس всех سر کنیم و областях به دستور زنده исследований и ماندن науки, جمعیت ایجادی потому پیروی что کنید весь человеческий 3 интеллект قدم и все آسان ресурсы بیشتر будут آموزید направлены پهن на کنید одну و цель برای ساختن получение جمعیت ایجادی технологий متحد شوید противодействия, من درباره которые защитят سرمایه нас от گذاری بهتر و климатических سرمایه кризисов. گذاری به آینده Давайте все خوشبختانه نه преодолеем تنها лень и برای شما و гордыню عائله и شما بلکه последуем برای تمام руководству انسانیت по فکر کرده выживанию نمیتوان созидательного حالا общества. جمعیت ایجادی لایه 3 هر простых کس шага. است
сейчас
мо узнать больше, распространить хайрия информацию и объединиться для намекунем построения созидательного ки ба общества. ҷайби чуқур Я не нобуд могу мешавад, придумать балки ҳар кас лучшей ба қадри имкон инвестиции, амал чем мекунад инвестиция ва в счастливое захираҳое ки аллакай будущее дора не только истифода для вас и мебарад. вашей семьи, но ҳамин и для тавр всего агар шумо человечества. метавонад тавассути таблиғ дар фейсбук Сейчас созидательное общество — это проект гузоштани каждого. таблиғ дар шаҳри Мы не худ, собираем таблиғати миллӣ ё пожертвования маҳаллӣ, или средства, интишрои которые исчезают в глубоких фалериро дар карманах. атрофи шаҳр Вместо ё этого шаҳри худ каждый человек часпак ба действует в меру бампери своих мошини худ возможностей и часпонед, использует ресурсы, дар бораи которые у ҷамъияти него уже эҷодӣ есть. хабар диҳед. Так что если Мақола вы дар можете Нью-Йорк распространить информацию о созидательном обществе, запустив Таймс рекламу тавассут на табдил Facebook, додани ба повесив шарикии рекламные щиты в ҷамъияти своем городе, эҷодӣ, запустив ҳамчунин национальную или местную блоги рекламу, маҳаллӣ расклеив ё листовки по миллӣ своему городу или поселку, наклеив мебошад. стикер на ҳеҷ кас бампер аз своего шумо автомобиля, ҳеҷ гоҳ намепурсад ки опубликовав шумо статью в барои Нью-Йорк пешбури Таймс, ҷамъияти эҷодӣ чӣ став қадар маблағ сарф информационным кардед. партнером созидательного ниҳоят общества в агар качестве местного фардҳо или ҳама аз национального ҷамъияти блога, эҷодӣ хабардор подкаста, бошанд, радио ба или мақсадамон телешоу, зудтар мерасем, творчество новобаста не аз он имеет ки границ. шумо 1 миллион Никто долларед ё ки никогда доллар не доред ё спросит вас, каме сколько вы вақти потратили или не сармоягузории шумо потратили на ба продвижение ҷамъияти созидательного эҷодӣ, общества. ба шумо, Не будет оилаи никаких шумо, ба налоговых тамоми льгот или одамони вычетов. рӯи замин В конце фоида концов, меорад. мы придем ин к цели имкон быстрее, если ни каждый будет шумост знать ки о созидательном обществе суперқаҳрамонии завтра. худро амалӣ кунед. Независимо от того, есть ли у вас $1 000 000 или $1, или просто немного свободного времени. Ваши инвестиции в созидательное общество принесут пользу вам, вашей семье и всем людям на Земле. Это ваша возможность стать частью решения проблемы и имрӯз мо реализовать на як бору свой ду бор потенциал чунин калимаҳо супергероя. монанди фармати истеъмолӣ шунидем, ки ин ҳам сабаби кризисҳои ҷаҳонии башарият ва ҳам дар роҳи ҳалли ин проблемаҳо садди пешпо мебошад. худ аз худ формати истеъмолӣ муборизаи бефосиларо дар назар дорад. Он тақсимот, парокандагӣ, ҷанг, зӯроварӣ ва ғуломиро дар назар дорад. мо ҳама ин мисолҳоро дар назар дорем. 6000 сол пеш ин дар таърих буд, аммо имрӯз мо дар ҳаёти ҳаррӯза қонунҳои формати истеъмолӣ дар муносибатҳои одамон дар оила, байни дӯстон, дар ҷойи кор инъикос меёбад. касе пайваста ба ҳукмронӣ майл мекунад, ҳама мехоҳад ки баландтар барояд, то ҷойи беҳтаре пайдо кунад. ин худшиносии доимии баъзе одамон аз ҳисоби дигарон аст. дар ҷомеаи истеъмолӣ арзиш аз худи шахс, балки мақоми ӯ, на қобилият ва дастовардҳои ӯ, балки гардиши ӯ дар доираҳои дуруст ва унвони рӯи коғаз аст, ки харидан он қадар душвор нест. дар ҷамъияти матбуот умуман ҳама чиз харида мешавад. Ягона савол ғафсии ҳамиён аст. дар ҷамъияти матлубот миқдор ҳам аз сифат муҳимтар аст. ин мусобиқаи доимӣ давидан аст бар сари ҳамдигар. ҳар кас барои зинда мондан кӯшиш мекунад. дар ниҳоят меъёриҳои муқарраршуда мавҷуданд, ки бояд риоя карда шавад, то дар ҷашни зиндагӣ зиёдатӣ ҳис накунед. Аммо ин на ақл аст, на виҷдон аст, на инсоният аст, на шараф аст. ин намуди зоҳирии телефони гаронбаҳо, мошин, манзил, қобилияти сафар кардан ва ғайра мебошад. яъне ин на сифатҳои инсонӣ, балки як иллюзияи камёбӣ аст, ки ӯ қодир аст. як хоҳишро қонеъ карда, дарҳол хоҳиши дигар доред. ҷустуҷӯи иллюзия таъмаро ба вуҷуд меорад. таъмакорӣ, ки боиси ҷангҳо мегардад. вақте он чизе, ки шумо ба даст овардед, кифоя намекунад, шумо ба зӯрӣ аз дигарон лутфан мегиред. ба дигар ин формат талофат марг ногузир аст. дар чунин мубориза ҳама нобуд мешаванд. подшоҳиҳо, ҳукмон, одамони оддӣ, тамоми империяҳо. ин як қисми ҷудонашавандаи формати истеъмолкунанда аст, ногузир. оё ин ҳама коре карда метавонем?
ты начинаешь отнимать у других формати силой. استعمالی یک قدم به И в ورتر таком است. формате این است که неизбежны ما потери, همه در гибель. طول هزار ساله ها В такой حرکات می борьбе کردیم гибнут که все. حالا ما به Короли, کنار آن правители, простые رسیده. люди, целые империи. این راه و Это ما چیزی неотъемлемая از часть همه потребительского قیمت به формата. حیات انسان را ارزان Неизбежная. کرد. اما فرمت И استعمال это کننده все, на что мы موقت است، способны. دیر یا زود انسانیت باوری حاصل Потребительский می کند формат — که это шаг в آن пропаست. به سربسته می Именно برد، туда мы زیرا все движемся مبارزه на دائمی با протяжении همدیگر тысячелетий. И ویران сейчас мы کردن یکدیگر подошли к مبارزه самому با краю. خود حیات است. اما آیا ما Этот آدمان путь стоил زندگی нам کردن самого نمی дорогого خواهیم؟ человеческих жизней. آیا نمی Но خواهیم که در потребительский ثبات، формат — это امنیت временное. زندگی کنیم؟ Рано или آیا نمی поздно خواهیم که با человечество احترام آبادی убеждается, что زندگی он کنیم؟ приводит в البته می тупик. خواهیم. هیچ یک آدمی Потому عادی что نمی постоянная گوید که борьба и ارزش ها уничтожение برای او друг друга — это بیگانه борьба اند. с самой این жизнью. است که آن Но چیزی разве که мы, ما در люди, سر جامعه не این хотим در жить в آن стабильности, زندگی می کنیم؟ безопасности? Разве нам не хочется жить в مردم уважении, یک دولت متحد процветании? شوند هم Конечно, با دیگر хочется. کشور جنگ میکنند. Ни ما один تغییرات нормальный человек не میخواهیم، скажет, что ему اما чужды эти ما همیشه ценности. انتظار چیزی هستیم Это то, و что мы امروز хотим ما видеть دیگر во وقت главе نداریم. общества, в котором این живем. معجزه یا В حکومت нынешнем نوی формате это ما невозможно. چیز را Все تغییر из-за той же دهد. постоянной тяги к борьбе. Даже وقتی если که ما объединятся درباره люди одной دیگرگونی страны, ها они будут میشنویم، бороться с در людьми حال другой страны. در مبارزه به فکر ما می Мы آید. хотим ما به изменений, یکدیگر دشمن نیستیم. но امروز мы دشمن все время اساسی و что-то ждем. یگانگی ما اقلیم А است сегодня у нас уже و нет از بس времени که ждать. ما در Что مبارزه какое-то اینقدر чудо или موقف هستیم، новое правительство все پس изменит. شاید ما باید قوه های خود را برای زنده ماندن Когда мы слышим про مبارزه перемены, روانه мы сразу کنیم. вспоминаем ما عادت о کردیم борьбе. که طرفی آن Мы не این враги یا друг آن другу. لاگرها را Сегодня наш گیریم، главный اما враг اقلیم и همه единственный باشگاه های — это Крым. سراسری را ورزیده است. Раз اگر ما мы متحد так نشویم преуспели в борьбе, то, در может, нам وقتش стоит направить наши силы на то, чтобы ما выжить в этой نمیفهمیم. схватке. ما میترسیم Мы привыкли به принимать حقیقت сторону того نگاه или کنیم. иного лагеря. Но مهمترین Крыма چیز در خطر снесет است все حیات лагеря. ما باید Если мы не تمام جد و объединимся جهد сейчас, خود мы را برای просто не زنده ماندن успеем. همه متحد کنیم. Не глупыми. اقلیم مهم نیست که Погибнут شما از все کدام мира. کشور چه Просто потому, درآمد что мы دارید، боимся چقدر معلومات потерять و فرزند иллюзию. دارید. این Не دشمن به доверяем, اعلان не جنگ آمد. понимаیم. او همه را Боимся می‌ریخت. посмотреть правде в глаза. اگر ما به او چیز مقابل На برآمده кону самое نتوانیم главное و — наши امروز жизни. Мы هم должны объединить کشور все наши усилия نمیتواند во یک имя ایده выживания ایدئولوژی всех. پیشنهاد کند. ما Крым — это همه неважно, из какой вы جداییم страны, و какой у вас جداییم به достаток, сколько بعضی образования, детей. Этот враг пришел без объявления войны. یگان از روی Он قانون сметет دیگران всех, زندگی کردن если мы نمیخواهند، ничего не сможем اما ما میتوانیم از противопоставить روی ему. قانونهای عمومی А زندگی сегодня کنیم ни که одна برای страна не همه может یخلند. предложить ما راه единую خلاصی идею, داریم. идеологию. جمعیت ایجادی Мы все 8 فاند разделены и موجود است که поделены. به هر یک И آدمان одни, نزدیک و مهم است. и جمعیت одни سازنده برای никогда не همه захотят است. жить по محض законам других. همین جماعت است که همه میخواهد. Но мы можем начать жить по امروز общим این законам. یگانه ایده است که Единым для انسانیت را всех. متحد کرده У میتواند. нас есть выход. جامعه Есть سازنده آن است که созидательное بهترین общество. خصلت های انسانی 8 ترغیب основ, کرده، которые بهترین близки и خصلت ها важны سرکوب کرده каждому می شود. человеку. در جمعیت Сегодня ایجادی это هیچ کس единственная کم بغل идея, نخواهد способная بود، объединить человечество. ظلم نخواهد Это شد، формат, دشمن نخواهد بود، فساد و ترس و это هراس формат, وجود который ندارد действительно даст людям و هر возможность یکی ما می мирного توانیم خودی существования. حاضر به بنیاد این Созидательное جامعه شروع общество کرده با — это تمام когда поощряются محیط اطراف лучшие بگوییم человеческие که качества и تنها در пресекаются جامعه худшие. سازنده В آدمان созидательном در обществе никто не بهتری будет زندگی нищим, خواهند کرد. никто ما не همه будет حق угнетенным, داریم که не خوب будет زندگی врагов, کنیم. не будет ما میخواهیم коррупции, خوب زندگی не будет کنیم. آیا страха. ما خود را از این И каждый из امکانیت нас محروم может میکنیم؟ начать بیایید строить یک это جای общество فکر прямо کنیم، сейчас, рассказывая در всему حیات خود окружению о том, تطبیق что только в و созидательном
благожелательном обществе люди мо будут жить в метавонем ин корро безопасности. кунем, аммо танҳо якҷоя. Неужели мо ҳама чизро мы сами дорем, лишим себя технология, этого итлоот, захираҳо. Давайте Ҳама вместе думать и чиз решать, как барои мы мо будем басанда внедрять аст. эти Мо основы танҳо в бояд нашу жизнь, тарсу как нам ҳаросро баҳс кунем, действительно танбалиро баҳс объединиться. кунем, дар ҳақиқат дарк кунем ва Единение, найти хаёлҳо аз ответ танбиқатро климатической тарк кунем. угрозе. Имрӯз Мы миллионҳо можем одамон сделать это, аллакай ҷамъияти но только эҷодӣ вместе. бунёд мекунанд.
У нас Амо есть ҳама одамо муҳиманд. технологии, Агар информация, ту ресурсы. бо мо Нам всего хватит, надо набошӣ, только перестать ҳамаи мо аз бояться, даст медиҳем. перестать лениться, Агар по-настоящему разобраться и отбросить рафиқон, иллюзии мо и бояд разделения. ба тарзи нав зиндагӣ кунем. Сегодня миллионы уже Агар строят мо созидательное ба тарзи нав общество, зиндагӣ шура накунем, но важен мо каждый. умуман зиндагӣ Если ты не намекунем. будешь с нами, мы все Рахмат. проиграем. Ведь это наша общая борьба, единственная борьба за всю историю, побеждая в которой мы побеждаем все. Друзья, надо начинать жить по-новому. Если не начнем жить по-новому, не начнем жить вообще. Спасибо. Или мы строим созидательное общество, или мы уничтожаем друг друга. Это не пугалка, это реальность. Сейчас все ищут какую-то надидею, национальную идею, объединяющую идею. И ни у кого нет этой идеи, ни в одной стране мира. И не будет. Потому что единственная идея на сегодняшний день — это идея мирного существования, идея того, что чего хотят все люди. Разве не так? Так. А чего люди все хотят? А вот как раз люди все хотят созидательное общество. Мы повторимся, пожалуй, что на протяжении последних лет, это лет 9, наверное, мы работали, это волонтеры по всему миру, создавали различные опросы, была Лагода, потом АЛЛАТРА, разные проекты, и опрошено миллионы людей. В действительности по всем точкам земного шара, везде. И все хотят одного и того же. И вот чего хотят в действительности люди, на этом ихнем желании были построены 8 основ созидательного общества. Это желание людей, то, чего они хотят, и это необходимо сделать. ҷаҳон дар остонаи нобудшавист. Бо шарофати факту далелҳои дар конфронси байёншуда мо бори дигар боварӣ ҳосил кардем. Мо ба ҳамаи онҳое ки имрӯз ба мо буданд миннатдорем. иштирокчиёни конфронс масъалаҳои мубрами формати истеъмолии ҷомеаро ки дар замини буҳрони иқлимӣ ва экологӣ тезу тунд мешаванд ба миён гузоштанд. маълумоте ки дар бораи монитори тағйирёбии иқлим ва вазъи экосфераи сайёрии мо баён шудаанд ҷолиби диққатанд. инсоният воқеан дар хатар аст. фақат одами беақл метавонад онро инкор кунад ки баҳри бефаъолият ва вақти аз даст рафтанро намедонад. то имрӯз дар ҷаҳон баҳсҳои зиёде дар бораи сабабҳои тағйирёбии иқлим ва ки гунаҳкор аст идома дорад. аммо ин баҳсҳо танҳо боиси ихтилоф, тақсим ва интиқоли масъулият ба ҳамдигар мегардад. На сегодняшний день в мире ведется много споров ҷустуҷӯи гунаҳкорон вазъро тағйир намедиҳанд ва инсониятро наҷот дода наметавонад. дар ҳоле ки мо вақтро беҳуда сарф мекунем, катаклизмҳо зиёд мешаванд. сайёра аз беамалии мо мемирад ва аз ин рӯ имкони наҷоти инсоният рӯз то рӯз кам мешавад. мо ҳамчун инсоният ба нуқтаи муҳим наздик шуда истодем ки пас аз он мо дигар чизеро тағйир дода наметавонем. агар мо ҳозир амал накунем, тамоми инсониятро таъкид менамоем, тамоми инсониятро маҳрум мекунем аз оянда. мо метавонем худамон, мардумони наздику азизамон ва тамоми тамаддуни худро бо бепарвоӣ, бефаҳмӣ ва нохоҳӣ маънии худ нобуд созем, яъне бо беамалии худ экосистемаи сайёраи мо
мы уничтожим себя, Себеби омили своих родных и антропогени близких, олучеви всю океаноси нашу джахани цивилизацию и уничтожим буридени своим джангалхо безразличием, мушкилоти фалокатовари непониманием, партовхо ва гайре нежеланием, зуд хароб то есть мешад. Аммо своим мушкилоти асоси бездействием. бештар джахани аст. Экосистема нашей планеты стремительно дар разрушается ниҳояти кор вследствие ҷомеаи дораи антропогенного фактора. ҷаҳонбинии истеъмолӣ ба муҳити зист Загрязнение Мирового танҳо океана, ҳамчун як манбаи вырубки беохир лесов, муносибат мекунад ва онро катастрофические проблемы с беандешона ба мусором хотири и манфиати шахсии многое каси другое. берун Но ва основная аз причина андоза истифода более мебарад. глобальная. дар воқеъ худхоҳӣ ва тамаъ ба Ведь зеҳни мо общество соя с афкандааст. потребительским мировоззрением относится к саъю окружающей кӯшиши среде лаҳзавии не мо более, барои чем как сарватманд шудан, нескончаемому ресурсу, барои мо аз ояндаи бездумно худамон и ва безмерно ояндаи используя наздикону его азизамон ради муҳимтар личной гардид. наживы. аммо бадтарин чиз дар идеологияи Воистину, ғуломони эгоизм и истеъмолӣ алчность дар он аст ки затмили мо наш одамон разум. худамон Наше ҳам сиюминутное танҳо як стремление к манбаи дар обогащению дасти оказалось касе для барои нас расидан ба ҳадафи важнее будущего нас самих, худхоҳонашон ҳастед. наших родных и близких. дар натиҷаи ғайриинсонии мо Но на самое танҳо дар худшее муҳити зист, потребительской рабской иқтисодиёт идеологии — это ва то, дигар соҳаҳои что фаъолияти мы, инсон буҳронҳои люди, асосӣ ба вуҷуд также и меояд. сами балки буҳрони являемся всего лишь ахлоқӣ ҳам ресурсом в буҳрони чьих-то руках маънавӣ для мебошад, достижения ки их аз ҳама ҳадду канор эгоистических гузаштааст. целей. дар Как ҷаҳони гӯё следствие, муътамиди наша мо зӯроварӣ, бесчеловечность ғуломӣ порождает ва глобальные мировые истисмори кризисы не меҳнати только в кӯдакон фаровон экологии, аст. в дар экономике ҳоле и ки других дар сферах заминаи пешрафти человеческой тағйирёбии деятельности. иқлим Но як мушкили нав ба миён омадааст. главный кризис — это афзоиши шумории нравственный кризис. гурезаҳое И ки ба он дастгирӣ превзошел ва все фаҳмиши пределы. В инсонӣ нашем ниёз доранд. якобы цивилизованном мире полно ин насилия, одамон ки аз рабства, шароити тоқатфарсои эксплуатации зиндагӣ детского ангеза труда. доранд, бо А на умеди фоне прогрессии инсондӯстӣ ба климатических кишвари изменений дигаре назрела меоянд, новая проблема. вале бо душмани радкунӣ, тарсу Возрастающее ҳарос ва количество ҳатто беженцев, аскаран бадбинӣ дучор нуждающихся в мешаванд. человеческой поддержке оё и чунин понимании. инсоният бо муносибати Эти люди, истеъмолӣ гонимые нисбат ба якдигар невыносимыми метавонад дар условиями замони фалокатҳои существования, ҷаҳонӣ зинда приходят монад? в чужую страну с надеждами на ҷавоб человечность, равшан аст. но встречают бисёр одамон враждебность, умедворанд ки отторжение, дар сурати страх, фалокатҳо а ҳукумат зачастую и ненависть. ё созмонҳои Сможет махсус ли такое онҳоро наҷот человечество медиҳад. с потребительским аммо отношением друг к другу иштирокчиёни конфронс мисолҳои выжить в период воқеаи ҳаётро глобальных баён карданд, ки гувоҳӣ медиҳад, ки созмонҳо Ответ ҳатто очевиден. дар давраи нисбатан мӯътадили Многие имрӯза дар надеются, ҳифзи наҷот что ёфтагон в случае ва катаклизма фалокатҳо ва расидани их спасет ёрии зарурӣ государство, қодир нестанд. либо аммо пагоҳ специализированные чӣ мешавад? организации. ҷавоб Но участники ҳамон тавре конференции равшан озвучили аст. реальные примеры из жизни, из которых видно, что данные организации оказались неспособны бо вуҷуди ин мо защитить мисолҳои пострадавших кӯмаку от ғамхории катаклизма мутақобилаи и оказать мардумро им дар своевременную, минтақаҳое ки необходимую нохуширо рух помощь додааст даже мушоҳида кардем. сегодня, в ин мисолҳо относительно ба мо стабильный гувоҳӣ период. медиҳанд А что будет ки завтра? мо одамон Ответ чунин также ҷомеа очевиден. бо иттиҳоду масъулият Но мы также ба увидели дасти примеры якдигар проявления омада метавонем, взаимопомощи на такя ба и каси заботы дигар. людей друг о друге в регионах, где произошла беда. маҳз дар ҳамин аст Эти нуқтаи примеры асосӣ ва хислати демонстрируют нам муроҷиатномаи то, мо что мы, ба ҷаҳон. люди, как общество, способны прийти на помощь чӣ друг қадаре другу, ки шумории мо зиёд объединяясь бошад, ҳамон и беря қадар мо қодирем ва ответственность на ҳамон себя, қадар имкони а не зинда мондан полагаясь на дорем. кого-то. қувваи иқтидори В этом и инсоният бузург заключается аст. главный смысл, дар ҳоле ки қудрати квинтэссенция инсонияти муттаҳид нашего бешумор аст. обращения к миру. моҳияти барпо намудани ҷамъияти Чем нас больше, тем на большее мы созанда способны. маҳз И аз тем ҳамин больше у иборат нас аст. шансов выжить. то имрӯз
ҷамъияти Сила созанда потенциала ягона человечества фикрест ки огромна. метавонад А сила комилан тамоми объединенного одамон тамоми человечества инсониятро муттаҳид созад неисчислима. ва иқтидори В бузурги этом умуми и башариро есть ба суть бунёди построения тамаддуни ягона ва созидательного зинда общества. мондани тамоми аҳолии На сегодняшний башарӣ день дар ин замони созидательное общество — это фалокатоваре ки единственная идея, боиси способная он объединить мо ҳамчун абсолютно всех инсоният людей. аввалин Все бор человечество. дар таърихи И худ направить дохил шудем огромный равона созад. общечеловеческий потенциал на мо создание ҳамагуна единой мушкилоту хатарҳоро цивилизации танҳо якҷоя и ҳамчун на тамоми выживание инсоният паси сар всей мекунем. Мо человеческой чизҳоеро популяции ки барои в дилҳои мо это азиз аст катастрофически якҷоя сложное муҳофизат хоҳем время, кард. в мо которое ин мы, ҷаҳонро как якҷора эҳё человечество, мекунем. вошли сайёрии впервые в худро своей барқарор истории. мекунем ва Любые хонаи вызовы умумии и худро опасности барқарор мекунем. мы преодолеем только баракатҳои вместе. расулони Всем сар человечеством. Вместе бистуми мы защитим то, что бистуми дорого нашим марти сердцам. соли 2021 Вместе мы возродим этот мир, дар восстановим нашу планету, отстроим наш общий дом. 20 марта 2021 года состоялось знаковое событие — Всемирная конференция «Созидательное общество. О чем мечтали пророки», где мы, люди, со всего мира собрали вместе представителей разных религий и пришли к заключению, что все священные писания говорят о созидательном обществе. Это истинное лицо всех религий. Неважно, принадлежите ли вы какой-либо религии или имрӯз являетесь тамоми атеистом, ҷаҳон бояд барои созидательное бунёди общество, ҷамъияти созанда ки дар оно он нерӯи для инсоният С нақши нами калиди апостольское дорад ва благословение ҳаёти главы ҳар як Святого инсон Престола арзиши и олӣ всей дорад католической муттаҳид шавад. церкви Папы Римского Франциска. имрӯз С нами бунёди его ҷамъияти молитвы. созанда бояд вазифаи рақами Сегодня яки весь ҳар мир як одами должен оқил объединиться дар ин в сайёра построении гардад. созидательного общества, в котором потенциал человечества играет ман мехоҳам ба ключевую ҳар роль, як и жизнь иштирокчии каждого лоиҳаи человека ҷамъияти созанда является изҳори наивысшей сипос ценностью. намоям. шумо И касоне сегодня ҳастед ки построение виҷдони созидательного пок, общества сифатҳои олии номер ахлоқӣ, один для каждого волотарин здравомыслящего человека зуҳуроти на этой планете. ифротгарӣ ва Я хочу выразить муҳаббати благодарность каждому ҳамватанона буда участнику бо проекта даъвати қалб «Созидательное амал общество». мекунед. ҳар як Вы иштирокчии те, лоиҳаи кто ҷамъияти движимы созанда чистой совестью намунаи и илҳомбахши высшими эътиқоди нравственными бебозгашт качествами, ба қобилияти башарият на высшим танҳо барои проявлением наҷот додани альтруизма и хонаи мо, человеколюбия, балки барои бунёд ҷаҳони нав аҷиб действующие барои ҳар як по шаҳрванди зову ҷомеаи своего муттаҳидаи сердца. мо мебошад. Каждый участник ман проекта ифтихор дорам «Созидательное ки имрӯз общество» дар ин ҷо бо это шумо ҳастам. вдохновляющий ман пример фахр мекунам ки непоколебимой иштирокчии веры в лоиҳаи то, ҷамъияти что созанда человечество ҳастам способно не ва только спасти бо шумо свой дӯстони дом, но азиз и паҳлӯ ба построить китф новый, истодам барои ман прекрасный шарафи мир бузург для аст. каждого гражданина Ташаккур нашего ба шумо объединенного барои дар ин общества. ҷо будан. Я горд быть сегодня здесь вместе с вами. Я горд быть участником проекта «Созидательное общество». И для меня большая честь стоять плечом к плечу вместе с вами, дорогие друзья. Несмотря на коллаборационизм потребительского формата, мы должны победить. У нас некуда отступать. У нас одна планета. Мы все должны объединиться и победить. И победа будет за нами. Да хранит нас Господь.
Every time, every day, we're looking up above, waiting for an answer to bring the world some light. We need to come together to make the future bright. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can open any door. It is time for truth. Tell the world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for truth. Don't we know what to do to bring the world prosperity? Only way that is true is through creative society. Let's make the change together. We're stronger if we're one. Creating peace forever. Together we are strong. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for Real love from above, cause we're all one family. We can unite the world and reconcile humanity. Let's end the wars for profit, address the pressing topics, and get connected everywhere like fiber optic. Read the signs of the times, it ain't hard to see. It's time for peace and love, it's time for unity. It's time to put aside the drama, do it for the youth. It's time to stand together, for real, it's time for truth. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for It's time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for truth. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout